Привет, YouTube! Меня зовут Артем, и сегодня я хочу анонсировать новый бесплатный курс по тестированию программного обеспечения для всех тех, кто интересуется этой темой и решил в дальнейшем связать свою жизнь с обеспечением качества. Думаю, что стоит начать с того, что же такое тестирование. Мое любимое определение – это поиск несоответствия между фактическим и ожидаемым результатом. То есть, если заказчик хочет видеть определенную иконку на странице, это будет нашим ожидаемым результатом. А уже как это будет реализовано в нашем продукте, это результат фактический. Если они отличаются между собой, то это спокойно можно отнести к дефекту, поиском которого и занимается тестер. Роль тестировщика на проекте, как по мне, является одной из самых ключевых. Любая крупная IT-компания не может обойтись без этого человечка на проекте. Давайте немного поговорим о том, какие основные этапы есть в жизненном цикле программного обеспечения, либо, как еще его называют, CDLC – Software Development Life Cycle. Есть несколько моделей такого жизненного цикла, об этом мы поразмышляем с вами на одном из следующих уроков. Итак, CDLC. Первым этапом в любом проекте является инициация, либо же идея. То есть некоторый бизнес понимает, что у его пользователя, у его потребителя есть некоторая потребность в продукте. Этот продукт действительно выстрелит. Он собирает некоторые данные по тому, что он хочет все-таки показать своему пользователю, и у него появляется идея. С этой идеей он приходит в IT-компанию, и если возникает договоренность о том, что этот проект будут разрабатывать в этой компании, к делу подключаются бизнес-аналитики и начинают собирать требования. То есть они общаются с заказчиком, с конечным пользователем, формируют пул требований, которые нужно будет реализовать в конечном продукте. Дальше можно выделить такой этап, как дизайн. То есть уже подключается UI UX дизайнер, который на основании требований рисует, если мы говорим о веб-приложении, к примеру, макапы либо шаблоны того сайта, который хочет видеть наш заказчик. Если у заказчика нет вопросов к требованию к дизайну, тогда к делу приступают разработчики и начинается непосредственно разработка. То есть разработчики пишут код, который в дальнейшем попадает на тестирование к тестировщикам. Как бы тавтологично это не звучало. После того, как продукт оттестирован, он передается в эксплуатацию конечному пользователю. И если бизнес понимает, что этот продукт больше не востребован, либо придумывает что-то новенькое и забивает на поддержку старого продукта, происходит вывод из эксплуатации. Давайте с вами подумаем, на каком из этапов подключается тестировщик. Конечно, было бы логично предположить, что этот этап называется тестирование, но на самом деле это не так. Тестировщик подключается к тестированию уже на этапе разработки и сбора требований. В чем же это заключается? Давайте с вами немножко поговорим о каждом из этапов и какие типы тестирования можно соотнести с ними. Я расскажу не только вскользь, потому что в дальнейшем мы будем с вами говорить о каждом из этих видов тестирования более подробно. Например, разработка и сбор требований. Тестировщик тестирует сами требования на предмет их соответствия их основным свойствам. Насколько они правильно написаны, не противоречат ли они между собой, полные ли они. Если все ок, то на этапе разработки дизайна тестировщик может тестировать как сам шаблон на предмет соответствия требований, так и проводить юзабилити тестирование, то есть насколько пользователю будет удобно пользоваться нашим продуктом. На этапе разработки тестируется уже непосредственно то, что написали наши девелоперы. То есть здесь может тестироваться как UI, то есть user интерфейс, то, что мы видим на экране, когда открываем тот или иной сайт, может тестироваться и то, что находится под капотом, либо бэкэнд, то есть то, что не может видеть рядовой пользователь. И, в принципе, что касается ввода в эксплуатацию, то здесь может проводиться приемочное тестирование, альфа-бета-тестирование. Я думаю, что тем, кто играет в компьютерные игры, знакомы эти словосочетания. Опять же, про каждый из видов тестирования мы поговорим с вами чуть позже, на последующих уроках. Это то, что касается этапов разработки программного обеспечения и
роли тестировщика на каждом из этих этапов. Мы с вами будем более подробно говорить о моделях жизненного цикла программного обеспечения чуть дальше, так как сейчас я вам писал классическую модель, но есть еще и другие, более интересные, например, те же самые гибкие методологии, Agile, Scrum, по которым работают большинство современных IT-компаний. Теперь давайте поговорим об обязанностях тестировщика. Существует несколько типов активностей, поэтому давайте немножко поговорим про каждую из них. Обязанности. Во-первых, это разработка тестовой документации. То есть это может быть, например, чек-лист, либо тест-кейс, на основании которого будут проводиться те или иные проверки. Хочу отметить сразу, что о каждом из артефактов, которые свойственны той или иной активности, мы будем говорить тоже на последующих уроках, поэтому оставайтесь на этом канале, я думаю, вам будет интересно. Второй этап – это проведение теста. То есть на основании той тестовой документации, которую написал тестировщик, будь то чек-лист либо тест-кейс, проводится ряд проверок, и если мы понимаем, что наш фактический результат и ожидаемый результат различается, то мы оформляем баг-репорт, либо же его еще называют отчет о дефекте. Этот отчет о дефекте попадает к разработчику, на основании его проводится фикс бага, то есть исправление той или иной ошибки либо дефекта. И если все ок, то это направляется, опять же, тестировщику. Тестировщик верифицирует то, что действительно баг был пофикшен. И, в принципе, на этом работа, я думаю, начинающего тестировщика заканчивается, так как уже другие типы активности больше подходят к мидлам, сеньорам либо лидам. То есть к тем людям, которые немножко выше по карьерной лестнице, чем вы. Итак, мы поговорили с вами об основных фазах проекта, об обязанностях тестировщика. Давайте немножко теперь поговорим о том, какими основными навыками должен обладать тестировщик. Навыки. Существует два больших пула навыков, так называемые soft-скиллы и hard-скиллы. Давайте с вами добавим две подтемы. Hard skills и soft skills. Что же такое hard skills? Это, по сути, ваши технические навыки. Если мы говорим о тестировщике, то здесь стоит отметить следующее. Это знание операционной системы на уровне продвинутого пользователя. То есть недостаточно просто уметь работать в Word, вам нужно немножко понимать, что такое веб-технологии, что такое мобильные приложения, как работает Windows, возможно, заходить в командную строку, писать простые команды. То есть здесь, на самом деле, поле для разворота достаточно большое. Я немножко вам расскажу о некоторых аспектах тестирования веб-ориентированных приложений, о тестировании мобилки, поэтому думаю, что этих знаний вам будет достаточно для того, чтобы начать свою карьеру как тестер. Английский язык. Да, без него вам будет очень тяжело. Почему? Потому что большинство IT-компаний, которые работают в странах СНГ, ориентированы на Запад. То есть заказчики у нас англоговорящие. Вся документация внутри компании будет на английском языке, коммуникации будут на английском языке. Плюс ко всему огромное количество обучающих материалов также на английском языке. И программное обеспечение в том числе. Поэтому без него, думаю, что быть тестировщиком вам не суждено. Поэтому учите английский язык. Минимальный порог входа для тестера – это уровень intermediate. У вас есть время, есть курсы, есть видосики на YouTube, есть книжки, поэтому учим английский язык. Надеяться на то, что вы попадете в русскую компанию, где заказчик также русскоговорящий, минимальное. Было бы неплохо также знать языки программирования, хотя бы некоторые базисы либо основы, это тоже вам пригодится. Ну и как я уже сказал, это знание веб-технологий, мобильных приложений, возможно, геймдева. То есть это будет зависеть от того, где вы в дальнейшем будете работать, в какой компании, и у этой компании будут свои требования для тестировщика, так как будете тестировать либо вебку, либо мобилку, либо работать в геймдеве и тестировать видеоигры. Так, мы поговорили с вами о hard skills, о технических навыках, давайте теперь поговорим о soft skills. Soft skills — это ваши личностные характеристики. И, например, для хорошего тестировщика
стоит отметить такие, как внимательность, усидчивость, обучаемость, конечно же, коммуникабельность. Без нее вообще никак, потому что тестировщик, как и, мне кажется, и бизнес-аналитик, просто должен коммуницировать с каждым членом вашей тимы, вашей команды. Без этого навыка вам будет крайне тяжело. Ответственность, конечно же. Вы отвечаете за качество готового продукта. Без этой характеристики вам будет крайне тяжело. В принципе, этот список можно продолжать бесконечно. На самом деле на soft skills обращают тоже огромное внимание, поэтому не стоит думать, что если вы хороши в какой-то технической сфере, знаете, не знаю, веб-технологии на уровне бог, но если вы как человек себя ведете не очень хорошо, то вам будет крайне тяжело работать в IT-сфере. Еще хотелось бы отметить вот в этом блоке, что вам нужно понимать, у разработчика и у тестировщика разный менталитет. Разработчик создает программы, пишет код, то есть он заинтересован в том, чтобы что-то создать. Тестировщик, в свою очередь, хочет сломать то, что написал разработчик, найти как можно большее количество дефектов, критичных для работы той или иной системы нашего готового продукта. На этом фоне могут возникать конфликты между двумя сторонами, поэтому тоже предупреждаю вас заранее, что такое может быть. Вам нужно абстрагироваться от этих ситуаций и понимать, что вы отвечаете за качество готового продукта, вы выполняете свою работу, и вы здесь пришли не в игрушки играть и не заводить друзей, а действительно ответственно подходить к работе и выпускать качественный продукт. Давайте с вами поговорим о том, для чего необходимо тестирование. Всегда существует две стороны. Это бизнес и пользователь. И у каждой из этих сторон есть свои потребности. Бизнес хочет выпустить качественный продукт, который будет приносить ему прибыль. Пользователь, в свою очередь, хочет, чтобы его личные данные были защищены. То, что он платит деньги действительно за качественный продукт, опять же. То есть, по сути, и пользователь, и бизнес не хотят рисковать. Бизнес не хочет потерять деньги. Пользователь не хочет, чтобы, например, данные о его финансах, о здоровье, о членах его семьи не попали в чужие посторонние руки. То есть он тоже берет на себя некоторые риски и хочет, чтобы продукт выполнял все то, что было заложено в нем со стороны бизнеса, и то, что хочет получить пользователь. Для чего я вообще это говорю? Потому что есть немалое количество примеров, когда компании несли огромные просто убытки, связанные с тем, что выпускали медицинское оборудование с огромным количеством дефектов, либо же с одним, но очень критичным, от чего умирали люди, либо заболевали еще страшнее. Либо же личные данные пользователей попадали в открытый доступ, например, у того же Facebook. Я думаю, все прекрасно знают, что были такие моменты. Это влияет как на то, что пользователь не хочет в дальнейшем использовать этот продукт, а также на репутацию самой компании. Плюс компания несет огромные убытки, потому что штрафы за разглашение личных данных, либо еще их называют sensitive data, то есть чувствительные данные пользователей, сейчас просто огромные. Также, возвращаясь к вопросу потери прибыли для бизнеса, есть очень известная модель, связанная с тем, как меняется стоимость исправления дефекта с обнаружением дефекта на той или иной стадии разработки продукта. Если дефект будет обнаружен на стадии разработки и сбора требований, это одни деньги, то есть там просто нужно будет изменить сами требования в документации. Но если же этот дефект обнаруживают на стадии релиза, ввода в эксплуатацию, когда он попадает к конечному пользователю, и, к примеру, широкой общественности становятся известны sensitive data данного пользователя, то бизнес потеряет просто огромные деньги. Во-первых, на то, чтобы исправить сами дефекты, так как код уже написан, его нужно будет обратно переписывать, опять же тестировать,
возможно, отзывать продукт с каких-то площадок, с того же App Store или Play Market. Поэтому всегда нужно подключать тестировщиков на самых ранних этапах проекта. В принципе, это основные моменты, которые я хотел рассказать вам на сегодняшнем уроке. Но чтобы вы еще раз убедились в том, как классно быть тестером, давайте немножко с вами поговорим о преимуществах работы тестировщика. Во-первых, это низкий порог входа. Не секрет, что стать тестировщиком намного проще, чем научиться писать код. Поэтому многие выбирают именно эту специализацию как первую для входа в IT. На самом деле, да, это так, но если еще 10 лет тому назад тестировщиком мог стать любой желающий, который, к примеру, знал английский язык, то сейчас требования к тестеру намного выше. Как я уже отметил раньше, вам нужно будет знать и веб-технологии, и мобилку, и, может быть, даже языки программирования на каком-то базисном уровне. Поэтому тоже не стоит думать, что тестировщиком стать так легко и просто. Карьерный рост. Да, на самом деле это тоже интересный аспект, так как, в принципе, при вашем большом желании и постоянном обучении и саморазвитии можно очень быстро вырасти по карьерной лестнице, начиная от уровня джуна, то есть начинающего тестировщика, и заканчивая уровнем лида и управлять своей командой тестирования в той или иной компании. Также вы можете в любой момент изменить свой вектор развития и стать, к примеру, автоматизатором, если вы начинали с ручного тестирования, о котором мы, в принципе, и будем с вами говорить в ходе данного курса. Либо же вы можете стать девелопером, либо же бизнес-аналитиком, PM, управлять проектом вообще в целом. То есть у вас огромное поле для смены своей деятельности. Зарплата, так как многие из вас знают, что в IT-сфере получают намного больше, чем в других, по крайней мере, если мы говорим о России, Беларуси, Украине. В то же время вы должны понимать, что у тестировщиков самая низкая заработная плата в сфере IT, однако она все равно выше, чем средняя по рынку, если сравнивать с другими отраслями. Ну и, конечно же, работа очень интересная. Вам не придется скучать на рабочем месте, так как вы всегда будете узнавать что-то новое, как от своей темы, в которой вы будете работать, так и на каких-то семинарах, конференциях, читая профессиональную литературу, или же, опять же, заходя на YouTube и находя интересные видео, связанные с этой сферой. То есть дерзайте и думаю, что у вас все получится. Что же, это был вводный урок для начинающих тестировщиков. Дальше будет только интереснее. Мы поговорим как о теории, так и о практике тестирования. Знания, освоенные на этом курсе, помогут вам получить ваш первый оффер, я очень на это надеюсь, и начать свою работу в компании своей мечты. Если вам было интересно это видео, то обязательно подписывайтесь на этот канал, нажимайте на колокольчик, оставляйте свои комментарии, я обязательно отвечу каждому. А мы увидимся с вами совсем скоро. Пока! Привет, YouTube! На прошлом занятии мы обсудили, зачем нужен тестировщик, что это за зверь такой, и я рад, что вы остались со мной для продолжения обучения на данном курсе. Самое время начать изучать теорию. Сегодня мы узнаем о 7 принципах тестирования, знать которые должен каждый уважающий себя тестер. Принцип номер 1. Тестирование показывает наличие дефектов. Тестирование может показать, что в продукте существуют дефекты, но не сигнализирует о том, что дефектов не существует вообще. То есть в процессе тестирования мы снижаем вероятность того, что в продукте остались дефекты. Но даже если мы их вообще не обнаружили, то мы не можем говорить о том, что их нет. Из моей практики баги в продукте есть всегда. Принцип номер 2. Исчерпывающее тестирование невозможно. Протестировать абсолютно все в продукте попросту невозможно. И даже если вам кажется обратное, то вы потратите огромное количество времени на это, а как известно, время – деньги. Вы скажете, а как тогда быть уверенным в том, что продукт работает корректно?
На это я отвечу так, что всегда есть риски и приоритеты. Для того, чтобы минимизировать первые, есть специальные техники тест-дизайна, которые помогают тестерам проектировать свои тесты так, чтобы с минимальными усилиями покрыть как можно больше тестовых случаев и функциональностей. Об основных из них мы поговорим на следующих уроках. А теперь давайте с вами поговорим о принципе номер 3. Это раннее тестирование. Давайте с вами вспомним модель стоимости исправления дефекта от того, когда он был обнаружен. Если вы забыли об этой модели, вы всегда можете вспомнить, если перейдете по ссылочке, которая сейчас появится вверху. Эта модель как можно лучше характеризует принцип раннего тестирования. То есть тестовые активности должны начинаться как можно раньше и всегда преследовать определенные цели. В данном случае экономия средств заказчика. Принцип номер 4. Скопление дефектов. Он гласит так. В небольшом количестве модулей сокрыто большое количество дефектов. И если мы вспомним с вами правило Парето, то оно применимо и к данному принципу. 80% дефектов находится в 20% функций. То есть мы должны понимать, что наибольшее количество дефектов сконцентрировано не во всем приложении, а в какой-то определенной из ее функциональностей. Поэтому тестер должен распределять свои усилия пропорционально фактической плотности дефектов. Например, если он понимает, что в модуле логина пользователя в систему всегда происходят какие-то критические дефекты, то он должен большее время сконцентрировать на нахождение и устранение этих дефектов именно в этой функциональности. Очень интересный принцип, который называется парадокс пестицида. Давайте с вами немножко поговорим о нем. Прогоняя одни и те же тесты вновь и вновь, вы столкнетесь с тем, что они находят все меньше новых ошибок. Поскольку система эволюционирует, многие из ранее найденных дефектов исправляют, и старые тесты больше не срабатывают. Чтобы преодолеть этот парадокс, необходимо периодически вносить изменения в используемые наборы тестов, рецензировать и корректировать их с тем, чтобы они отвечали новому состоянию системы и позволяли находить как можно большее количество дефектов. Для этого также нужно постоянно изучать новые методы для тестирования и внедрять их в свою работу. Также для преодоления данного препятствия можно давать прогонять тесты другим участникам команды, либо же производить ротацию кадров, чтобы разные тестировщики в разное время тестировали одну и ту же функциональность. Кстати, вопрос по минимизации данного риска часто задают на собеседовании, так что обязательно запомните ответ на него. Почему же этот принцип называется парадокс пестицида? Все очень просто. Проведите аналогию с внедрением какого-то химиката против насекомых, либо же каких-то сорняков. Если их постоянно травить одним и тем же инсектицидом или пестицидом, то у них возникает привыкание, они адаптируются, и меньшее количество живности умирает либо уничтожается под действием того или иного токсиканта. Также работает парадокс пестицида для тестирования. Принцип номер 6. Тестирование зависит от контекста. О чем гласит данное правило? Выбор методологии, техники или типа тестирования будет напрямую зависеть от природы самой программы. Например, программное обеспечение для медицины требует более тщательной проверки, чем компьютерная игра. Или же сайт с большей посещаемостью должен пройти через серьезное тестирование производительности, чтобы показать возможность работы в условиях высокой нагрузки. Поэтому тестировщик всегда должен ответственно подходить к выбору той среды, в которой он будет тестировать, к выбору той документации, которую он будет внедрять. Например, если продукт сложный, то лучше выбрать тест-кейсы, а не чек-листы. Об этих артефактах, как я уже говорил ранее, в первом уроке мы будем говорить чуть позже, но обязательно затронем все аспекты тестовой документации и правильный выбор ее для того или иного проекта. И последний на сегодня принцип – это заблуждение об отсутствии ошибок. Каждому тестировщику не стоит полагать, что если тестирование не обнаружило дефектов, то программа готова к релизу. Нахождение и исправление дефектов будут не важны, если система окажется неудобной в использовании и не будет удовлетворять нуждам пользователя. Пожалуй, все это каноничные принципы тестирования, которые помогают тестеру в реальной работе. Видите, их немного, всего 7, но вам стоит знать
их обязательно, потому что частенько спрашивают о том или ином принципе на собеседовании, и это вам нисколько не повредит, так как выстроит у вас в голове структуру, как нужно подходить к тестированию и минимизировать затраты на его проведение. Что же, это был небольшой урок, намного меньше, чем первый. Обязательно переходите по ссылке выше, чтобы посмотреть первый урок, чтобы не пропустить ничего важного для нашего с вами обучения. А уже в следующем уроке мы научимся различать, что такое QA, QC и тестинг, и поговорим о таких процессах, как верификация и валидация. И, конечно же, если вам было интересно это видео, то обязательно подписывайтесь на данный канал, нажимайте на колокольчик, оставляйте свои комментарии, задавайте вопросы, я постараюсь на них обязательно ответить. А мы же увидимся с вами совсем скоро. Пока! Привет, YouTube! Как и обещал, сегодня речь пойдет о различии таких понятий, как Quality Assurance, Quality Control и Testing, а также о верификации и валидации. Стоит отметить, что это одни из самых любимых вопросов на собеседовании, то есть различия между этими процессами, как они вообще имплементируются в практике, какие-то примеры. Поэтому слушайте внимательно, запоминайте. Я думаю, что данное видео будет вам очень полезным. Начнем с того, что многие до сих пор путают эти понятия, что, в общем-то, и неудивительно, так как в странах СНГ они могут использоваться для описания одних и тех же процессов, а также для поиска соискателей HR-специалистами. То есть мы можем увидеть на HeadHunter либо в LinkedIn информацию о том, что ищут тестировщика, либо Quality Assurance Engineer, либо же Quality Control специалиста. Как говорится, все смешалось в доме Облонских. Но для упрощения вашего понимания, на самом деле, если вы видите что-либо из этих трех позиций, скорее всего, будут искать тестировщика, особенно если дело касается начинающего специалиста, то есть джуна. Как я уже сказал, эти три понятия имеют существенно отличающиеся значения. Давайте взглянем на следующую картинку. Из данной диаграммы, я думаю, всем понятно, что тестинг является частью Quality Control, а уже Quality Control является частью Quality Assurance. Давайте теперь разберемся в отличии каждого из этих понятий. Тестинг, либо тестирование — это самый нижний и первый уровень, который представляет собой проверку создаваемого программного продукта на соответствие требованиям к этому продукту. По факту это реактивная, рутинная работа. То есть тебе выдали какой-то перечень функциональностей, ты их проверил, нашел какие-то дефекты, описал их, предоставил разработчику, разработчик в свою очередь их пофиксил, предоставил тебе исправленные баги на проверку. В принципе, на этом работа заканчивается. Именно эта рутинная работа помогает исправлять дефекты в уже созданном программном обеспечении, но не более того. Это не значит, что тестирование — это очень просто. На последующих уроках мы с вами разберем, насколько много нужно знать действительно тестировщику. Но по сути тестирование — это самая база и минимум, без которого выпускать продукт в принципе нельзя. Основная задача тестирования — это выявить и зафиксировать дефекты. По сути, этой работой на проекте занимаются начинающие тестировщики, то есть джуны. Второй этап — это Quality Control, либо же контроль качества. Он включает в себя тестирование, но не ограничивается только им. Quality Control обеспечивает не только проверку продукта на соответствие требованиям, но и соответствие заранее согласованному уровню качества продукта и готовность к выпуску продукта в продакшн. Основная задача контроля качества — это предоставить объективную картину того, что происходит с качеством продукта на разных этапах разработки. По сути, уже этой работой занимается middle, то есть специалист уже среднего звена с некоторым опытом работы. И последний, самый всеобъемлющий этап — это, конечно же, Quality Assurance, либо же обеспечение качества. Это третий уровень, куда доходят далеко не все специалисты. Обычно это лиды, либо менеджеры. И этот уровень включает в себя мероприятия на всех этапах разработки. И по-хорошему даже использование продукта для обеспечения согласованного уровня качества продукта. Это уже проактивная работа. Что это значит?
Основная задача обеспечения качества – это выстроить систему, которая будет превентивно работать на качество продукта, то есть предупреждать какие-то дефекты, либо же наладить процесс так, чтобы эти дефекты были найдены как можно раньше, еще до того, как продукт попал к разработчику. То есть здесь огромный полет для фантазии. И, конечно же, наша основная задача – это минимизировать количество найденных дефектов. В зависимости от специфики проекта сюда может включаться тестирование документации, ревью кода на соответствие стандартам, внедрение каких-то методик по работе с качеством, коммуникационные активности и методики и так далее. С первого взгляда перечисленное выше может показаться сложным и непонятным. Давайте разберем все это на знакомом вам примере, на конструировании машины. С помощью тестирования и контроля качества мы можем определить, работают ли все детали и сама машина в целом так, как мы ожидаем, из правильных ли материалов она сделана, с применением нужных методик и инструментов или нет. То есть подразумевается, что тестируемый объект уже существует и готов к проверке. Задачей же Quality Assurance является обеспечение соответствия всех этапов конструирования нашей машины определенным стандартам качества, начиная с планирования и создания чертежей и заканчивая сборкой уже готового автомобиля. То есть качеству объекта уделяется внимание еще до того, как сам объект был создан. Вот такие ключевые особенности у каждого из этих процессов. Я думаю, что вам стало немного понятнее, что представляет из себя каждый из них, и на собеседовании вы не растеряетесь, когда вас спросят на пальцах объяснить, что из себя представляет каждый из этих процессов. Вторая часть нашего урока будет посвящена отличиям процессов верификации и валидации. По моей практике это также является одним из самых распространенных вопросов на собеседовании. У меня, наверное, на 50% собеседований спрашивали вообще об этих процессах и просили привести примеры, которые были бы максимально приближены к реальной действительности. О таких примерах мы поговорим с вами чуть дальше на этом уроке. Процесс верификация. Давайте поговорим о ключевых особенностях данного процесса. Что же это такое? Это статическая практика проверки документов, дизайна, архитектуры, кода и так далее. И сразу же запишем. Статическая проверка. Что это значит? Это значит, что процесс верификации проходит без запуска кода. Верификация всегда отвечает на вопрос, делаем ли мы продукт правильно. Эта проверка связана с тем, что мы убеждаемся в том, что система хорошо спроектирована и безошибочна. И верификация всегда происходит до валидации. Это то, что я хотел сказать вам о процессе верификации. Процесс валидация. Это процесс оценки конечного продукта, когда необходимо проверить, соответствует ли программное обеспечение ожиданиям и требованиям клиента. Это динамический процесс, в отличие от верификации. Давайте сразу это пометим. То есть этот процесс всегда включает в себя запуск кода программы и отвечает на вопрос, делаем ли мы правильный продукт. И процесс валидации всегда происходит после процесса верификации. Поэтому на этапе валидации можно уловить те ошибки, которые процесс верификации не позволил нам найти. Что же касается практики, отличия верификации и валидации имеют большое значение. Заказчика интересует в первую очередь валидация, то есть удовлетворение собственных требований. А исполнителя, то есть нас, нашу компанию, волнует не только соблюдение всех норм качества, то есть верификация при реализации продукта, но и соответствие всех особенностей продукта желаниям заказчика. Поэтому тестировщик должен обязательно в своей практике использовать и процесс верификации, и процесс валидации. Что же касается примеров. Возвращаясь к нашей машине, которую мы описывали, когда обсуждали различия между Quality Assurance, Quality Control и тестирование. Здесь верификация покажет нам, выполнен ли автомобиль из соответствующих спецификаций материалов, подогнаны ли детали по высоте, установлен ли заявленный двигатель. То есть все то, что было прописано в нашей спеке. Валидация, в свою очередь, покажет, сможет ли автомобилем пользоваться невысокий человек, вообще поедет ли автомобиль,
удобно ли выполнены сиденья, поместится ли в багажнике огромный чемодан. То есть, насколько наш продукт будет отвечать нуждам нашего пользователя. Еще один пример, уже близкий к программному обеспечению, все-таки мы говорим в рамках нашего курса именно о тестировании ПО. Следующее. У вас есть форма для логина в систему, в которой есть поля. Согласно спеке, размер полей строго установлен. Вы проверяете, так ли это. Например, размер поля 16 пикселей. И если это так, то все ок. Это процесс верификации. Но вот если вы оставите поле с логином пустым и нажмете кнопку «Войти», система покажет ошибку, то есть сработает валидация, так как это поле должно быть обязательно заполнено. Вопрос валидации в веб-ориентированных приложениях мы с вами разберем в соответствующем блоке наших занятий. Изучив два примера, изложенных выше, мы можем прийти к еще одному простому выводу. При верификации проверяется наличие чего-нибудь, а при валидации работоспособность чего-нибудь. Надеюсь, что вам стало немного понятнее, чем отличается каждый из этих процессов, как из первой части урока, так и со второй, и вы не растеряетесь, когда вас просят об этом на собеседовании. В следующем уроке мы начнем такую тему, как типы тестирования. Это, наверное, одна из самых основных и объемных тем, которая поможет вам разобраться в многообразии различных методов тестинга. Поэтому оставайтесь на этом канале, подписывайтесь, оставляйте свои комментарии, задавайте вопросы. Обязательно ставьте лайки, по возможности нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать выход нового видео. Скоро увидимся. Милости прошу к нашему шалашу. Пока. Привет, YouTube! Сегодня мы начинаем большую и очень интересную тему, связанную с классификацией тестирования. Существует огромное количество вариаций этой систематики, поэтому не удивляйтесь, если в разных источниках вы найдете свои отличия. Давайте начнем с типизации тестирования по уровням, на котором оно проводится. Их всего 3. Первое – это компонентное, модульное или юнит-тестирование. В разных источниках оно может называться по-другому. Второй уровень – это интеграционное тестирование. И третий – это системное тестирование. Из названия этих типов тестирования можно предположить, что тестируют на каждом из этих уровней. На компонентном уровне происходит тестирование отдельных модулей. Например, если мы говорим об интернет-магазине, то это будет тестирование корзины или тестирование оплаты заказа. На интеграционном происходит проверка взаимодействия этих модулей, а на системном полная проверка приложения. Обычно юнит-тестированием занимается разработчик программного кода, так как именно юнит-тестинг позволяет протестировать отдельные компоненты исходного кода программы. На примере интернет-магазина к таким модулям можно отнести страницу авторизации, поиск товара, перемещение в его корзину, оплата заказа. Что касается интеграционного тестирования, то под ним понимают тестинг части системы, состоящей из 2 и более модулей. Например, как мы можем со страницы корзины произвести оплату посредством платежной системы. Существует 2 разновидности интеграционного тестирования. Давайте поговорим о каждой из них. Во-первых, это тестирование интеграции компонентов. То есть то, как отдельные модули одного приложения взаимодействуют между собой. И системное интеграционное тестирование, под которым понимают тестирование взаимодействия между всеми компонентами системы, либо взаимодействие разных систем между собой, либо тестирование интерфейсов, с помощью которых взаимодействует система. Именно об интерфейсах я хочу поговорить более подробно. Существует 3 вида интерфейсов. Первый из них – это интерфейс программирования приложений, либо API. Это набор методов, которые можно использовать для доступа к функциональности другой программы. Например, API используется для того, чтобы внедрить какую-то платежную систему для того или иного ресурса. Опять же, возьмем наш интернет-магазин. Для этого разработчик налаживает интеграцию с этой системой посредством данного интерфейса, и ему не нужно разрабатывать свою платежную систему. Таких API существует огромное количество. Самые известные из них — это API для взаимодействия с социальными сетями, той же Facebook или ВКонтакте. Подробнее об API мы поговорим в модуле тестирования веб-приложений. Второй интерфейс — это CLI.
либо интерфейс командной строки, там, где инструкции компьютера даются путем ввода с клавиатуры текстовых строк. По-простому, это обычная командная строка в системе Windows, например. И третий интерфейс – это GUI – Graphical User Interface. В нем программные функции представляются графическими элементами экрана. Например, это то, что мы видим в окне браузера, когда открываем страницу в интернете. Итак, мы поговорили о компонентном и интеграционном тестировании. Давайте теперь поговорим о системном. Системное тестирование выполняется на полной интегрированной системе с целью проверки соответствия системы исходным требованиям. Например, если мы говорим об интернет-магазине, то здесь мы будем смотреть, как вообще все модули, которые были разработаны для этого магазина, работают между собой. Можно ли пройтись по всему бизнес-флоу данного приложения? То есть можем ли мы зарегистрироваться, найти товар, положить его в корзину, оплатить наш заказ, отслеживать этот товар в пути. То есть мы тестируем все приложение целиком. И, конечно же, говоря об уровнях тестирования, стоит также отметить приемочное тестирование. Пожалуй, я внесу его в эту же классификацию. Что же представляет под собой приемочное тестирование? Это вид тестирования, проводимый на этапе сдачи готового продукта, либо же какой-то его готовой части заказчику. Целью приемочного тестирования является определение готовности продукта, и достигается это путем прохода тестовых сценариев, случаев, которые построены на основе спеки и требований к нашему продукту. По сути, это финальный этап тестирования продукта перед его релизом. Обычно тестируется только основной функционал, который не требует тщательных проверок. Существует несколько типов приемочного тестирования, которые тоже необходимо знать. Существует несколько видов приемочного тестирования. Давайте поговорим о них более подробно. Во-первых, это пользовательское приемочное тестирование, либо же, как его еще называют, UAT. User Acceptance Testing. Привыкайте называть все типы тестирования на английском языке, так как в дальнейшем вы будете сталкиваться именно с английскими аббревиатурами либо определениями. Пользовательское приемочное тестирование проводится пользователями конечного продукта. Например, когда мы знаем, что наш продукт готов к релизу, тогда мы можем собрать некоторую группу конечных пользователей, которые его тестируют, посмотрят, действительно ли данный продукт соответствует их ожиданиям, дадут нам какое-то заключение, мы пофиксим какие-то критичные баги и сможем спокойно релизнуть наш продукт. Следующий вид тестирования – это эксплуатационное. Обычно данное тестирование выполняется либо пользователями, либо же администратором в среде, которая имитирует реальные условия рабочего окружения. На этом этапе проводится проверка тестирования резервного копирования, либо же аварийного восстановления системы, также его безопасность. Еще один вид приемочного тестирования – это тестирование на соответствие контракту. Данное тестирование представляет собой проверку на соответствие спеке либо какому-то другому документу, нормативному акту. Например, в стране существует ГОСТ, который определяет, как наш продукт должен соответствовать данному нормативному правовому акту. То есть определяет его какие-то основные ключевые особенности. И мы должны обязательно разрабатывать продукт в полном соответствии к этому нормативному акту. Либо же один из самых известных документов, который был принят не так уж и давно, это GDPR, который определяет требования к защите пользовательских данных, sensitive data. И если же мы не учтем данные требования при разработке продукта, то мы можем получить огромные штрафы в дальнейшем. И еще два вида приемочного тестирования – это альфа-тестирование и бета-тестирование. Альфа-тестирование представляет собой эксплуатационное тестирование, которое проводится на стороне разработчиков, но не в рамках нашей компании. А бета-тестирование, в отличие от альфа, производится вообще на внешней стороне и без участия разработчиков. Обычно бета-тестирование проводится небольшой группой пользователей, чтобы получить от них отзыв до выхода продукта на рынок. Это известная практика для компьютерных игр. Я думаю, что те, кто из вас являются заядлыми геймерами, знают о таком тестировании. То есть заказчик выбирает некую ключевую группу пользователей и выпускает для них бета-версию продукта.
И на основании их фидбэка, то есть обратной связи, будет проводиться фиксинг каких-то критичных багов, либо же мы будем просто понимать, что наш продукт соответствует их ожиданиям, и его можно уже релизить. Также сегодня хотелось бы уделить небольшое внимание вопросу классификации тестирования по позитивности тестовых сценариев. Логично предположить, что таких видов тестирования будет два. Позитивное и негативное тестирование. Что подразумевают под каждым из них? Позитивное тестирование – это такое тестирование, когда применяются сценарии, которые соответствуют нормальному, ожидаемому поведению системы. С его помощью мы можем определить, что система делает то, для чего и была создана. Например, если мы возьмем калькулятор, то при сложении 2 плюс 2 мы получим 4. Это будет позитивный тест. Негативным называют тестирование, в рамках которого применяются сценарии, которые соответствуют внештатному поведению системы. Например, это могут быть какие-то исключительные ситуации или неверные данные. На примере нашего калькулятора это может быть деление на 0. То есть мы заведомо знаем, что делить на 0 нельзя, то есть мы должны получить какое-то сообщение об ошибке. Многие начинающие тестировщики заблуждаются, что сначала нужно проводить негативное тестирование, то есть попытаться сломать систему. На самом деле это далеко не так. В первую очередь выполняются позитивные тесты, особенно в режиме ограниченного времени. А время для тестирования всегда ограничено. Просто представьте, каково будет заказчику, если вы направите все усилия на выполнение негативных тестов, но не проверите основные функциональности и их работу заявленным требованиям, и передадите такой продукт заказчику. Представьте, какова будет его реакция, когда он не сможет попросту залогиниться в систему, используя валидные данные. А вы, в свою очередь, проверяли только 9999 символов в строку логин. Сегодня мы узнали об основных уровнях тестирования и их значимости для всего процесса обеспечения качества. И немного затронули тему позитивности сценариев. На следующем уроке мы продолжим изучение классификации тестирования. Я думаю, что таких уроков еще будет несколько, потому что уложить все в рамках 10-15 минут просто невозможно. А я, как всегда, надеюсь, что вам было интересно данное видео, и вы действительно узнаете что-то новое для себя о тестировании. Если же у вас все-таки остались какие-то вопросы, то не стесняйтесь их писать в комментариях. Я буду стараться отвечать и давать свою обратную связь. И еще не забывайте ставить лайки и подписываться на данный канал. Так я буду знать, что работа проделана не зря. Милости прошу к нашему шалашу. Пока! Привет, YouTube! Рад видеть вас на продолжении изучения классификации и тестирования. Сегодняшнюю лекцию мы начнем с типов тестов по степени важности тестируемых функций. Всего их 3. Это смог-тестинг, тест критического пути и расширенный тест. Тип номер 1 – это смог-тестинг, либо дымовое тестирование. В англоязычных ресурсах также можно найти такие названия, как Intake Test, Build Verification Test. В общем, все будет зависеть от того источника, в котором вы будете черпать свои знания о данных видах тестирования. Смог-тестирование проводится на начальном этапе, например, после нового билда. Билд – это некая промежуточная версия нашего продукта. И в первую очередь смог-тестирование направлено на проверку готовности разработанного продукта к проведению расширенного тестирования и определение общего состояния качества продукта. Обычно это короткий цикл тестов, либо же вообще один тест, который подтверждает либо отрицает факт того, что приложение стартует либо выполняет свои основные функции. На примере уже полюбившегося нами интернет-магазина смог-тестирование представляет собой один тест-кейс, когда мы логинимся в систему, ищем необходимый нам товар, добавляем его в корзину, производим оплату, подтверждаем ее и получаем наш заказ. То есть все вот эти вот шаги можно смело вносить в один тестовый случай, и если он будет проходить, то есть ожидаемый фактический результат будет одинаковым, мы получаем наш товар, то смог-тестирование считается успешным. Для смог-теста есть только два варианта развития событий. Мы можем сказать либо
Да, либо нет. В случае, если мы говорим нет, то есть наш тест фейлится, то дальнейшее тестирование не проводится. Мы направляем баг на разработчика и останавливаем процесс тестирования полностью. Стоит отметить, что смоук-тесты должны быть быстрыми и легковесными для того, чтобы их можно было запускать очень часто. Забавный факт, как вообще появилось такое название, как смоук-тестирование. Есть две версии, по крайней мере, которые знаю я. Одна из них — это версия про печников. То есть, когда печники заканчивали строительство той или иной печи, то они зажигали в ней огонь, и если из некоторых отверстий, которые, по сути, должны были быть цельными, выходил дым, то тогда люди понимали, что был нарушен какой-то процесс строительства либо конструирования данной печи. А вторая версия, связанная со схемотехниками, то есть когда запускали какой-либо станок, либо суперкомпьютер, если платы начинали дымиться после какой-то высокой нагрузки, то тоже люди понимали, что был нарушен какой-то технологический процесс, и опять же нужно что-то исправлять. Поэтому за этим типом тестирования и закрепилось такое название, как smoke, либо дымное тестирование. Второй тип тестов по степени важности – это тест критического пути. На английском он называется Critical Path Testing. Что же это такое? Это основной тип тестовых испытаний, во время которого значимые элементы и функции приложения проверяются на предмет правильности работы при их стандартном использовании. То есть это типичный пользователь в типичной повседневной жизни выполняет какие-то свои типичные задачи. И именно эти типичные задачи мы проверяем. Чаще всего на практике на данном уровне тестирования проверяется основная масса требований к продукту. Например, это выбор шрифта, возможность набора текста, вставки картинок и так далее и тому подобное. Тестирование критического пути может быть как позитивным, так и негативным. Если вы забыли, что такое позитивные и негативные тесты, то сейчас вверху появится ссылка, по которой вы можете перейти и освежить эти знания в своей памяти. И заканчивает данный вид классификации расширенный тест, либо extended тест. Под данным тестированием подразумевается проверка нестандартного использования программного продукта. Например, если мы будем вводить специальные символы в поле логина, либо же нелогично кликать по кнопкам, работать на многих вкладках одновременно, то есть максимально загружать нашу систему, либо выполнять какие-то супер-мега выдуманные негативные тесты. Это то, что я хотел рассказать о тестах по степени важности. Давайте теперь поговорим о типах тестов по цели тестирования. И начнем мы с вами с New Feature Test, либо тестирование новой функциональности. Я буду писать на английском, чтобы вы немножко привыкали к этой терминологии. По сути, это проверка качество новой функциональности, поставленной на тестирование. И обычно New Feature Test тестируется полным тестом, то есть проходит все этапы, начиная со smoke, затем идет тест критического пути и заканчивая расширенным тестом. Тестировщики практически каждый день сталкиваются с New Feature тестом, то есть, по сути, новая функциональность приходит к тестерам во время какого-то спринта. О спринтах мы поговорим с вами чуть позже, когда будем разговаривать об такой гибкой методологии, как Agile. Для начального понимания вы должны представлять, что спринт — это некоторый промежуток времени, в который команда доставляет некоторую новую функциональность до нашего заказчика и представляет ее. И вот именно в этом спринте часто приходят какие-то новые фичи, новые функциональности, которые в дальнейшем будут тестироваться в рамках New Feature Test. И, наверное, здесь стоит отметить самый важный вид тестирования, который занимает у тестировщиков больше всего времени. Это регрессионное тестирование. Что же такое regression testing? Это тестирование ранее проверенной функциональности с целью удостовериться, что изменения в коде, например, добавление новой функциональности, либо же исправление какого-либо дефекта, не повлияло на работу старой функциональности. Регрессионное тестирование может быть проведено как на уровне Smoke, так и на уровне Critical Path, так и Extended. Я хочу более подробно остановиться на данном виде тестирования, потому что часто на собеседованиях могут спросить некоторые подводные камни, связанные
именно с этим видом тестирования. И, в принципе, для того, чтобы у вас сложилось некоторое понимание, почему этот тип тестирования так важен в нашей работе. Данный вид тестирования обязательно проводится в каждом новом билде. Как вы помните, билд — это промежуточная версия нашего продукта. Данный вид тестирования может включать в себя проверку исправленных багов и их степень влияния на весь продукт, либо же на какую-то определенную функциональность. И вам нужно понимать, что регрессионное тестирование обычно не покрывает все приложение, а только те участки, которые тем или иным способом соприкасаются с изменениями в билде. Например, если мы говорим о странице авторизации пользователя в систему, то если вдруг проводили какое-то изменение, связанное с сбросом пароля, обычно эти две функциональности, логин в систему и сброс пароля, либо его восстановление, взаимосвязаны между собой. Поэтому обязательно в случае вот таких вот изменений нужно проверять взаимосвязанные функциональности. Также регрессионное тестирование рекомендуется проводить несколько раз. А так как функциональностей в приложении может быть очень много, то регрессионное тестирование любят очень часто автоматизировать для того, чтобы сэкономить время тестировщиков и вообще в целом время для тестирования. Стоит отметить, что финальное регрессионное тестирование вот в этом большом цикле, состоящем из 3-5 регрессий, обычно определяется после выставления некоторых приоритетов. А приоритеты, в свою очередь, определяются наибольшим количеством найденных ошибок в системе. Часто на собеседовании, опять же, могут спросить, как осуществить выборку тестов для регрессии. Есть очень простой алгоритм, который я вам расскажу. Во-первых, в регрессию всегда нужно включать тесты, которые покрывают тестирование безопасности либо каких-то критичных важных функций для бизнеса. Обязательно нужно включать в регрессию те области, которые чаще всего меняются в ходе разработки. Также из одного из принципов тестирования вытекает еще один принцип выборки тестов для регрессии, то обязательно нужно включать тесты функций с высокой вероятностью ошибки. Перейдя по ссылке выше, вы можете ознакомиться с основными принципами тестирования и написать в комментариях, к какому из принципов относится данное выражение. И давайте с вами поговорим еще о таком виде тестирования, как ретест. Это проверка результата работы над дефектом. Проверка правильности исправления дефекта. То есть, когда разработчик направляет на вас уже пофикшенный баг, то вы проводите ретест. То есть, убеждаетесь в том, что девелопер на самом деле пофиксил данный дефект и функциональность действительно отрабатывается так, как было задумано в требованиях. Также ретест иногда называют defect validation. Вот такой урок у нас получился по классификации тестов по степени важности, а также по цели тестирования. Надеюсь, что данное занятие было вам интересно. Если это действительно так, то поддержите данное видео лайком, своей подпиской, если вы еще не подписались на данный канал, возможно, комментарием, либо же вопросом, если он у вас возник после просмотра данного видеоматериала. А я, в свою очередь, хочу сказать вам большое спасибо за поддержку и милости прошу к нашему шалашу. Пока! Привет, YouTube! Сегодня мы заканчиваем тему по изучению классификации тестирования. Она будет довольно объемная, поэтому подключайтесь, слушайте внимательно. Надеюсь, что вам это будет полезно в дальнейшем. Начнем, пожалуй, с такой типизации, как тестирование по степени автоматизации. Я думаю, что для вас не секрет, что существует два типа тестирования по степени автоматизации. Это ручное тестирование, которое мы изучаем в рамках данного курса, и автоматизированное тестирование. При ручном тестировании тестировщики вручную выполняют тесты, не используя никаких средств автоматизации. Что касается автоматизированного тестирования, то оно предполагает использование специального программного обеспечения. Помимо того, что мы тестируем, для контроля выполнения тестов и сравнения ожидаемого
и фактического результата работы программы. Этот тип тестирования помогает автоматизировать часто повторяющиеся, но необходимые для максимизации тестового покрытия задачи. Основными объектами для автоматизации является регрессионное тестирование, которое занимает огромное количество времени и представляет собой рутинное повторение тех тестов, которые мы уже проводили, а также смог-тестирование, которое проводится самым первым. Если вы немножко забыли о нем, то перейдите к прошлому занятию, там я подробно рассказываю о данном типе тестирования. Бытует такое мнение, что автоматизированное тестирование заменит ручное. На самом деле это не так, так как не все функциональности можно проверить только написанными автоматизированными тестами либо скриптами. Поэтому ручники, мануальщики будут актуальны всегда, и работа для них тоже будет находиться всегда. Сейчас популярно такое веяние, когда команды гибридные, то есть и мануальные тестировщики, и автоматизированные. Например, иногда ручные тестировщики пишут какие-то тестовые сценарии, отдают их автоматизаторам, которые в дальнейшем пишут согласно им программный код, скрипт и выполняют уже данные тесты. То есть получается некий симбиоз работы мануальных тестировщиков и автоматизаторов. Второй вопрос, который я хотел бы рассмотреть в рамках данного занятия, это систематизация тестирования по знанию кода. Существует 3 типа тестирования по знанию кода. Это тестирование черного ящика, тестирование белого ящика и тестирование серого ящика. Тестирование черного ящика, либо Black Box Testing. Мы не знаем, как устроена тестируемая система. Также вы можете найти такие названия этого тестирования, как тестирование, основанное на спецификации, или тестирование поведения. Что это значит? Это техника тестирования, основанная на работе исключительно с внешними интерфейсами тестируемой системы. То есть мы вообще не знаем программный код. Примером может быть, когда тестировщик проводит тестирование веб-сайта, не зная особенностей его реализации, используя только предусмотренные разработчиком поля ввода и кнопки. Источником ожидаемого результата будет спецификация. То есть мы тестируем только GUI, графический интерфейс. В отличие от тестирования черного ящика, white box testing, либо тестирование белого ящика, представляет собой следующее. Нам известны все детали реализации тестируемой программы. То есть это такой метод тестирования ПО, который предполагает, что внутренняя структура, ее устройство, реализация известны тестировщику. Примером может быть то, когда тестировщик, который, как правило, является либо автоматизатором, либо, возможно, программистом, изучает реализацию кода поля ввода на веб-странице, определяет все предусмотренные, как правильные, так и неправильные пользовательские вводы и сравнивает фактически результат выполнения программы с ожидаемым. При этом ожидаемый результат определяется именно тем, как должен работать код программы. И последний тип тестирования по знанию кода – это Gray Box Testing, либо же тестирование серого ящика. Здесь нам уже известны только некоторые особенности реализации тестируемой системы. Это такой метод тестирования ПО, который предполагает комбинацию двух предыдущих. То есть внутреннее устройство программы нам известно лишь частично. Например, мы знаем внутреннюю структуру и алгоритмы работы программного обеспечения для того, чтобы написать максимально эффективные тест-кейсы. Но само тестирование проводится с помощью техники черного ящика, то есть с позиции нашего конечного пользователя. Вот так мы и подошли к самой интересной части нашего сегодняшнего занятия, а именно функциональному и нефункциональному тестированию. Что же это такое? Функциональное тестирование – это один из видов тестирования, направленного на проверку соответствий функциональных требований ПО к его реальным характеристикам. Ключевое здесь функциональные требования. То есть мы проверяем, что наша система делает. Основной задачей функционального тестирования является подтверждение того, что наш разрабатываемый продукт обладает всем функционалом, который требует заказчик. Это тестирование проводится на всех уровнях и, как я уже сказал, проверяет то, что система делает.
В отличие от функционального тестирования, целью которой является проверка соответствия реальной функции продукта с функциональными требованиями, как вы уже, наверное, догадались, целью нефункционального тестирования является проверка соответствия свойств приложения с его нефункциональными требованиями. То есть при данном виде тестирования мы проверяем, как наша система работает. По сути, это тестирование свойств, которые не относятся к функциональности системы. Данные свойства определяются нефункциональными требованиями. К таким свойствам можно отнести, например, надежность, то есть реакцию системы на непредвиденные ситуации. И в данном случае к данному свойству будет применимо такое тестирование, как тестирование на отказ и восстановление. На английском это будет звучать Failover and Recovery Testing. То есть это исследование программной системы на предмет восстановления после ошибок и сбоев. Второе свойство – это производительность, то есть работоспособность системы под разными нагрузками. На самом деле тестирование производительности – это огромный пласт навыков и инструментариев, поэтому есть отдельные тестировщики, которые занимаются именно этим видом тестирования. То есть, если вы им заинтересуетесь, конечно же, можно переходить на специализированные курсы, обучаться, читать специальную литературу и использовать уже техники тестирования производительности в своей практике. Что же это такое? Тестирование производительности – это комплекс типов тестирования, целью которого является определение работоспособности, стабильности, потребления ресурсов и других атрибутов качества приложения в условиях различных сценариев использования и нагрузок. И в свою очередь тестирование производительности также можно разделить на несколько видов тестирования. При нагрузочном тестировании мы проверяем производительность при нормальных условиях. То есть, если у нас заявлено, что на сайте должно одновременно присутствовать 1000 пользователей, мы создаем такие специальные условия, например, в программе JMeter, когда нагружаем нашу систему на количество пользователей, которое будет, возможно, чуть меньше этой 1000, и проверяем, что все действительно ок. При стресс-тестировании мы проверяем работоспособность нашей системы при экстремальных нагрузках, когда, например, на сайте присутствует именно 1000 пользователей, возможно, даже больше. Тестирование стабильности представляет собой проверку нашего приложения при длительной работе. Думаю, здесь объяснять не нужно. Объемное тестирование характеризуется тем, что мы тестируем нашу систему при увеличенных объемах обрабатываемых данных. То есть, например, когда те же самые 1000 пользователей отправляют одновременно энное количество мегабайт информации. К следующему нефункциональному свойству можно отнести удобство, то есть исследование удобства работы с приложением с точки зрения пользователя. И это можно протестировать с помощью usability testing, то есть тестирование удобства использования. Проверка юзабилити приложения заключается в том, что мы оцениваем соответствие дизайна приложения к его функциональности, которая задается заказчиком. Также здесь мы можем исследовать используемые графические элементы, цветовые оформления с точки зрения восприятия нашим пользователям, удобство навигации и ссылки, которые есть у нас на данном сайте, анализ текстового наполнения сайта. Также существует такая характеристика, как обучаемость. Например, если наш пользователь в первый раз зашел на тот или иной ресурс, насколько быстро он сможет сообразить, как им пользоваться. Например, на своем каком-то предыдущем экспириенсе, когда он пользовался подобным приложением от нашего конкурента. Поэтому, если мы не учтем все вот эти аспекты, пользователь, скорее всего, перейдет к нашему конкуренту, если ему вдруг будет неудобно использовать наш продукт. Сейчас это тестирование очень распространено, оно имеет огромное значение, и опять же существуют отдельные группы тестировщиков, специалисты, которые заточены именно на тестирование удобства использования. Также есть специализированные курсы, которые позволяет обучиться данным техникам. Еще одно свойство – это безопасность, то есть защищенность пользовательских данных. Это тоже достаточно обширное направление в тестировании. Существуют, опять же, специальные тестировщики, которые занимаются именно тестированием безопасности. Есть отдельные направления. Например, здесь мы можем протестировать, насколько просто неавторизованному пользователю получить доступ к системе, либо же насколько просто постороннему лицу получить доступ к данным. То есть здесь мы тестируем то, как реализована защищенность нашего программного продукта. Еще одно такое свойство – это портируемость, то есть переносимость нашего приложения на различные
кросс-платформы. Здесь мы можем использовать такие типы тестирования, как тестирование установки и конфигурационное тестирование. Что касается тестирования установки, то здесь мы проверяем успешность установки приложения, его настройки, обновления и удаления. Что касается конфигурационного тестирования, то здесь мы исследуем работоспособность программной системы в условиях различных программных конфигураций. К данному виду тестирования можно отнести кроссплатформенное и кроссбраузерное тестирование. Я думаю, здесь не стоит очень подробно объяснять, что это такое, думаю, всем понятно. Кроссплатформенное значит, что мы тестируем наш продукт на различных типах и версиях OS. Например, если мы говорим о мобилке, то это может быть Android либо iOS. И также при кросс-браузерном тестировании мы используем наше приложение на различных браузерах, будь то Chrome, Mozilla, либо Opera. Также стоит рассказать о тестировании локализации и тестировании интернационализации. Очень часто вы можете найти и такие сокращения, как L10N, I18N. То есть не пугайтесь, если вы их увидите. Возможно, где-то на собеседованиях будет какое-либо тестирование, либо вас спросят, как можно сократить эти названия. Просто запомните. Это, по сути, сокращение от их английских названий. Что касается тестирования локализации, это процесс адаптации нашего программного продукта к языку и культуре клиента. Например, если мы выходим на какой-то другой рынок, например, англоязычный, то мы должны проверить, насколько наш продукт полностью переведен на этот язык. Либо же, возможно, там используются какие-то финансовые обозначения, например, фунта. Это мы тоже должны проверить. Еще можно к этому отнести контроль формата даты и времени, правовые какие-то особенности того государства, на которое мы выходим, раскладка клавиатуры пользователя, контроль символики и цветов и другие аспекты, которые могут быть связаны с той или иной локали, на которой мы будем представлять наш продукт. В отличие от локализации, тестирование интернационализации включает в себя, насколько наш продукт может в дальнейшем адаптироваться для той либо иной локали. Например, при создании продукта мы должны учесть возможность кодировки Unicode, то есть такого стандарта кодирования, который поддерживается практически во всех языках мира. Либо же мы должны предусмотреть в приложении возможность поддержки элементов, которые невозможно локализовать обычным образом. Например, это может быть вертикальный текст азиатских стран, либо же чтение справа налево в арабских странах. То есть, даже если мы на данный момент не используем наше приложение в азиатских странах, к примеру, то все равно нужно предусмотреть в будущем, что данное приложение может выйти и на эти рынки. Поэтому мы должны также и протестировать интернационализацию. Еще есть такая градация, как тестирование по исполнению сценария. Иногда на собеседованиях спрашивают, например, что такое ad-hoc тестирование. И не все могут ответить на этот вопрос. Давайте немножко разберемся, что это такое. Здесь можно выделить два вида тестирования. Это исследовательское тестирование и ad-hoc тестирование. Ad-hoc тестирование представляет собой тестирование без использования каких-либо спецификаций, планов и разработанных тест-кейсов. Это ваша чистая импровизация. То есть, например, вы в первый раз получили приложение и на каком-то своем эмпирическом, интуиционном уровне понимаете, как с ним нужно работать. Исследовательское тестирование, в отличие от ad-hoc, более формальная версия тестирования. Она не требует написания тест-кейсов, но в то же время подразумевает, что каждый последующий тест выбирается на основании результата предыдущего теста. Либо же, если вы знаете, как работает ваше приложение, то есть вы его не в первый раз видите, то вы можете также следовать какому-то плану, не обязательно его документировать. То есть вы знаете, что в таком-то модуле есть такой-то ожидаемый результат, и вы это тестируете. Но не оформляете это посредством тестовой документации. И последнее – это сценарное тестирование, то есть это наше классическое тестирование по предварительно написанным и уже задокументированным тестовым сценариям. Еще есть такая классификация, как по запуску кода. Если вы вспомните урок о верификации и валидации, мы говорили с вами о том, что верификация – это статическая проверка, а валидация – это динамическая проверка.
это применимо и к данной классификации. То есть есть статическое тестирование и динамическое тестирование. При статическом тестировании не предполагается, что программный код во время тестирования будет выполняться, то есть мы его не запускаем. Статическое тестирование начинается на ранних этапах жизненного цикла программного обеспечения и является соответственной частью процесса верификации. Сюда можно включить тестирование любых форм документации, например, вычетку кода, инспекцию проектной документации, функциональных спецификаций и наших требований. Что касается динамического тестирования, то это такой тип тестирования, который предполагает запуск программного кода. Таким образом анализируется поведение программы во время ее работы. Возвращаясь еще к нефункциональному тестированию, я немножко подзабыл вам рассказать, что есть еще тестирование GUI, то есть графического интерфейса пользователя. То есть это проверка соответствия приложения требованиям графическому интерфейсу, насколько профессионально оно выглядит, выполнено ли оно в едином стиле, то есть на том ли месте находятся те кнопки, которые у нас есть на макапе, то есть в шаблоне, который предоставил нам дизайнер. То есть все это мы проверяем при тестировании GUI. И есть еще такое интересное направление, как тестирование доступности. Либо же на английском это звучит accessibility testing. То есть здесь мы проверяем соответствие ПО общепризнанным стандартам доступности. Оно должно быть доступно для использования людьми с ограниченными возможностями. Есть отдельный документ, который регламентирует то, как наше приложение должно быть доступно для вот таких вот людей. Опять же, это отдельное направление в тестировании, поэтому я не буду более подробно останавливаться на нем, но оно очень интересное. Стоит отметить, что многие заблуждаются в том, что люди с ограниченными возможностями должны иметь какие-то проблемы со здоровьем, которые мешают им пользоваться нашим программным обеспечением. На самом деле это не совсем так. К таким людям, например, можно отнести тех, кто, к примеру, едет в машине и сконцентрирован на движении, то есть смотрит на дорогу, однако в то же время он пользуется каким-то гаджетом, то есть он ограничен в своих возможностях, он не может видеть, что происходит на экране своего смартфона, но может, например, слышать. Либо если у женщины, например, есть ребенок, она его держит на одной руке и пользуется, опять же, нашим гаджетом, смартфоном, то она должна пользоваться только одной рукой. Это ограничивает ее в движениях. И также мы должны предусмотреть такую возможность. Поэтому не всегда люди с ограниченными возможностями – это люди, у которых есть какие-то проблемы со здоровьем. Вот такое объемное заключительное занятие по классификации и тестированию у нас получилось. Сначала я думал разделить его на несколько, но понял, что мы и так уделили огромное внимание данной теме. Поэтому надеюсь, что вам было интересно. Если возникли какие-то вопросы, то обязательно задавайте их в комментариях, подписывайтесь на данный канал, ставьте ваши лайки, мне важна ваша поддержка. А на этом у меня все. Милости прошу к нашему шалашу. Пока! Привет, YouTube! На сегодняшнем занятии мы продолжаем изучение тестирования и поговорим о моделях разработки программного обеспечения, за исключением, пожалуй, гибких методологий Agile. Эта тема достаточно объемная, поэтому ей будет посвящен отдельный урок. И первая модель, о которой мы с вами поговорим, это классическая модель разработки программного обеспечения. Она называется водопадная либо каскадная, на английском языке waterfall. В этой модели каждый этап разработки, соответствующей стадии жизненного цикла ПО, продолжает предыдущий. Слева вы можете увидеть схему водопадной модели, она уже вам знакома. На самом первом уроке мы ее обсуждали. Что хотелось бы отметить из особенностей данной модели? Как вы видите, для того, чтобы перейти на новый этап, мы полностью должны завершить текущий. То есть, если мы говорим об этапе сбора требований, мы не можем перейти на этап анализа, пока не закончим сбор требований. То же касается этапа дизайна, кодирования разработки, тестирования и поддержки нашей системы. Каскадная модель достаточно проста и понятна, но она уже немножко устарела и не так практична, как раньше. Так как сейчас у нас эпоха
динамично изменяющихся и развивающихся требований, такой вот структурированный процесс может из преимуществ, которые раньше давала эта система, превратиться в некоторые недостатки. Давайте поговорим о таких плюсах и минусах водопадной модели. Что касается плюсов каскадной модели, то к ним можно отнести полное документирование каждого этапа, то есть нам всегда будут доступны четкие требования. Также мы всегда можем четко спланировать наши сроки и затраты. И для заказчика наши процессы будут достаточно прозрачны, потому что он будет знать, в какое время запускается тот или иной этап, сколько времени потратят на его реализацию, и может спокойно это отследить. Что касается минусов водопадной модели, то к ним можно отнести следующее. Во-первых, до начала проекта необходимо утвердить полный объем требований к системе. В случае необходимости внесения изменений требований позднее, мы не можем вернуться к первой стадии, и нам будет необходимо переделать заново всю нашу работу. И также к минусам можно отнести увеличение затрат средств и времени в случае необходимости изменения требований. Как я уже сказал, мы в таком случае должны будем вернуться на самый первый этап и начать работу заново. Мы вписали все плюсы и минусы, давайте теперь поговорим, когда же вообще используется такая модель разработки ПО. Во-первых, в проектах с четко определенными требованиями, для которых не предусматривается их изменение в процессе разработки. Самый первый пример, который приходит мне в голову, это некоторые госучреждения, либо какие-то банковские структуры. Обычно именно в них используется данная модель разработки. Также она используется для проектов, которые мигрируют с одной платформы на другую. То есть требования остаются такими же, и меняется только некое системное окружение. Либо же, когда от компании-разработчика не требуется проводить тестирование. К примеру, если компания занимается только разработкой программного кода, а уже тестирование будет делать сам заказчик, либо какая-то другая сторона. К следующей модели разработки можно отнести V-модель, либо V-образную модель разработки программного обеспечения. Она является модифицированной версией классической каскадной модели. Здесь уже, как вы можете видеть на схеме, на каждом этапе происходит контроль текущего процесса для того, чтобы убедиться в возможности перехода на следующий уровень. В этой модели тестирование начинается еще со стадии написания требований, причем для каждого последующего этапа предусмотрен свой уровень тестового покрытия. Здесь процесс разработки представлен некой нисходящей последовательностью в левой части условной нашей буквы V, а стадия тестирования на ее правом ребре. Соответствие этапов разработки и тестирования показано горизонтальными линиями. Плюсами и минусами V-модели являются следующие. Во-первых, у нас есть строгие этапы, это мы говорим о плюсах. Во-вторых, планирование, тестирование и верификация самой системы производится на ранних этапах. Напишем раннее тестирование, что соответствует принципу тестирования, о котором я говорил на одном из наших предыдущих уроках. И у нас есть такой этап, как промежуточное тестирование. То есть, когда мы говорили о каскадной модели, мы не могли проводить промежуточное тестирование, а оно было строго за этапом разработки нашего ПО. А здесь же мы можем проводить тестирование на каждом уровне. Что касается минусов, все равно здесь у нас остается негибкость нашей модели. Само написание и создание программы происходит на этапе написания кода. То есть, как мы видим из нашей схемы, то на середине процесса разработки. И у нас нет возможности динамического внесения каких-либо изменений, потому что все равно здесь все этапы идут друг за другом. Когда же у нас используется данная модель разработки? Обычно в проектах, в которых существуют какие-то временные и финансовые ограничения, и для таких задач, которые предполагают более широкое по сравнению с предыдущей каскадной моделью тестовое покрытие. Вот так выглядит наш финальный майндмап.
Надеюсь, что у вас не возникло вопросов по данной модели разработки программного обеспечения. И давайте перейдем к следующей. До этого мы с вами говорили о последовательных моделях разработки программного обеспечения. Но не все модели жизненного цикла последовательны. Существуют также итерационные, либо же инкрементальные модели, в которых используется совсем другой подход. Здесь вместо одной продолжительной последовательности действий весь жизненный цикл продукта разбит на ряд отдельных мини-циклов. И стоит отметить, что каждый такой цикл состоит из тех же этапов, что и в других моделях разработки программного обеспечения. И вот такие вот мини-циклы называют итерацией. В каждой итерации происходит разработка отдельного компонента системы, после чего этот компонент добавляется к уже ранее разработанному функционалу. И вот это вот все вместе называется инкремент. Я думаю, каждому из вас знакома такая модель, как Plan, Do, Check и Act. И каждый этап разработки соответствует какому-либо из этих секторов. Например, Plan — это будет этап планирования и сбора требований. Сектор Do — это когда мы анализируем и что-то рисуем, создаем дизайн, а также пишем программный код. Тестинг — это будет сектор Check. И Act — это фаза Review. Оценка, пересмотр текущих требований и предложение дополнений к ним. И в конечном итоге достигается точка, когда все требования будут воплощены в нашем продукте и происходит релиз. Давайте теперь поговорим о плюсах и минусах данной модели. Во-первых, к плюсам можно отнести то, что у нас происходит раннее создание работающего ПО. Так как итерации у нас обычно небольшие по времени, мы можем доставлять какую-то часть функциональности и нашего продукта за небольшой промежуток времени и очень быстро. Также можно отнести к плюсам то, что такие системы обычно очень гибкие, то есть они готовы к изменениям требований на любом из этапов разработки. Как я уже сказал выше, такие итерации занимают небольшой промежуток времени. Если мы говорим о таком фреймворке в гибкой методологии, как Agile, то обычно это от 2 недель до 4 недель. А именно итерационная модель и стала родоначальником таких вот гибких методологий. Поэтому всегда проще провести тестирование и анализ рисков именно для такой небольшой части нашего жизненного цикла продукта. И если мы говорим о минусах, то каждая фаза — это самостоятельная какая-то единица, и отдельные итерации друг на друга не накладываются. И в отличие от более классических моделей, например, если даже взять ту же каскадную модель, не всегда все требования известны к началу проектирования. Это также может усложнить работу и реализацию общей архитектуры нашей системы. Когда же все-таки применять итеративную модель? Обычно она хорошо подходит для каких-то крупных проектов, когда нам известны не все требования, но известны хотя бы какие-то ключевые майлстоуны, ключевые требования. И когда требования мы точно знаем, что будут меняться в процессе разработки. И, как я уже сказал, именно итерационно-итеративная модель стала родоначальником гибких подходов к разработке программного обеспечения. О гибких подходах мы поговорим с вами на одном из следующих уроков. Пожалуй, это все, что я хотел вам рассказать в рамках данного занятия. Надеюсь, что оно было, как обычно, вам полезно, и вы теперь немножко больше стали понимать и разбираться во всех моделях, которые есть в разработке ПО. И когда вы придете на работу в какую-либо компанию, где применяется одна из этих моделей, вы не растеряетесь и сможете быстро сообразить, как работать в реалиях именно данной модели. Вопрос о моделях разработки ПО достаточно часто спрашивают на собеседованиях, поэтому обязательно для себя отметьте плюсы и минусы каждой из этих методологий и обязательно запомните, где они могут применяться. А на этом у меня все. Подписывайтесь на данный канал. Как обычно, новое видео не заставит себя долго ждать. Увидимся с вами совсем скоро.
Милости прошу к нашему шалашу. Пока! Привет, YouTube! Сегодняшний урок будет посвящен таким тестовым артефактам, как тест-кейсы и чек-листы. Ведь именно от их правильного создания в первую очередь будет зависеть эффективность вашего тестирования, а также возможность других участников команды, будь то тестировщик, либо же даже разработчик, беспрепятственно разобраться в проведении теста и его запуске. Существует два основных вида тестовой документации для того, чтобы провести правильный тест. Это чек-лист и тест-кейс. Давайте с вами начнем с более простого вида тестовой документации, а именно чек-лист. Если мы говорим о чек-листе, то в первую очередь это некий список проверок, в котором показано, что мы будем тестировать, и как следствие результат и статус данных проверок. Сам этот список содержит в себе то, что мы собрались вообще сделать, что мы не хотим забыть и что непосредственно мы будем проверять. То есть это некий высокоуровневый набор идей наших тестов. Давайте с вами взглянем на основные моменты, которые могут быть в хорошем чек-листе. Во-первых, это версия нашей сборки, непосредственно то окружение, на котором проводилось тестирование, дата проведения нашего теста и тот тестировщик, который проводил данное тестирование. Также в чек-листе может быть тип тестов, который был использован для тех или иных проверок, непосредственно название самих проверок и результат нашего тестирования, то есть прошла эта проверка или нет. И также для упрощения нашей работы взяты какие-то отдельные модули нашего приложения, основные модули, и для них уже расписаны все проверки. Как вы видите, название чек-листа отражает название приложения. Наше тестовое приложение было калькулятором. То есть для него мы использовали вот такой перечень проверок. Также в чек-листе может содержаться список уникальных идентификаторов для каждой проверки, чтобы также можно было спокойно найти их в нашей системе и дать на них ссылку каких-то других артефактах, которые мы будем использовать при тестировании. Также может быть ссылка на обнаруженный нами баг. Если, опять же, у нас данный чек-лист уже используется в некой бэктрекинговой системе, и мы уже по результату какой-либо проверки можем завести баг, если фактический результат отличается от ожидаемого. Также в описании к этому видео я дам ссылки на те материалы, которые помогали мне разобраться в этом вопросе. То есть будут некие образцы чек-листов, которые вы также можете использовать для своей подготовки, для того, чтобы набить себе руку и в дальнейшем использовать их для выполнения тестовых заданий, либо же на своей основной работе. Давайте с вами законспектируем то, что касается чек-листа. Как я уже сказал, это список проверок, который показывает, что тестировать, и обязательно должен в себе содержать результат наших проверок. Давайте с вами теперь поговорим о другом виде артефактов, в другом виде тестовой документации, о тест-кейсах. Данный вид тестовой документации отличается от чек-листа следующим. Во-первых, здесь у нас уже будут шаги, то есть это некий пошаговый сценарий. Здесь уже будут низкоуровневые проверки, то есть они будут более детализированы. И в отличие от чек-листа, в котором мы говорили, что мы будем тестировать, здесь мы уже расписываем, как мы будем тестировать. Опять же, здесь будет результат наших проверок. Также в тест-кейсе обязательно должен быть заголовок. Возможно, будет приоритет, либо же порядок выполнения нашего тест-кейса. И еще ряд некоторых атрибутов, про которые я расскажу вам чуть позже. Самое главное, что вы должны усвоить при составлении тест-кейса, что здесь у нас есть некоторая троица основных атрибутов. Это наше выполняемое действие, то есть пошаговый сценарий, ожидаемый результат и фактический результат.
В дальнейшем наши тест-кейсы могут собираться в наборы тест-кейсов, которые называются test-suite. Давайте с вами тоже пометим, что есть такой вид документации, тест-набор, либо же тест-suite на английском. Иногда тест-сьютом называют набор тест-кейсов, в котором результат выполнения каждого тест-кейса является некоторыми прекондишенами, предусловиями для начала выполнения следующего. То есть эти кейсы идут друг за дружкой по порядку. И давайте с вами теперь посмотрим, как вообще составляется тест-сьют, как это может выглядеть. Специально для этого мы создадим отдельный документ, в котором и будем в дальнейшем вводить наши тест-кейсы. И давайте назовем каждый столбец согласно тем атрибутам, которые должны быть в хорошем тест-кейсе. Во-первых, должен быть идентификатор. Он будет уникальный для каждого нашего тест-кейса. Также может быть такой атрибут, как приоритет, либо же в данном столбце может быть написан вид теста, который используется для данной проверки. Также здесь может быть ссылка на требование, с которым связан наш тест-кейс, то есть то требование, которое мы проверяем в ходе данной проверки. Также было бы неплохо указать название модуля. Дальше расписывается заглавие, в котором будет отражаться основная суть нашего тест-кейса. Дальше расписываются шаги по воспроизведению нашего тест-кейса. И последним может быть ожидаемый результат. Обычно он расписывается по каждому шагу, однако не всегда это необходимо, и порой ожидаемый результат расписывают только для последнего шага. Но если же мы говорим о данном документе, о тестовых кейсах для обучения будущих сотрудников, например, если вы придете в какую-то компанию, где будут расписаны хорошо тест-кейсы, то есть будут хорошо задокументированы шаги по воспроизведению данного тест-кейса, а также расписан ожидаемый результат на каждый шаг, вам будет проще обучиться работе в данной системе, узнать про нее. То есть тест-кейсы очень часто используются для обучения сотрудников, для того, чтобы у них сформировалось представление о программе. Это способствует быстрому освоению информации и онбордингу специалиста на проект. И также у нас должен быть фактический результат, если мы говорим о том, что у нас уже прописан ожидаемый результат. То есть сейчас мы с вами создали шаблон для заполнения тест-кейса в рамках Excel. В небольших компаниях могут использовать, к примеру, Google таблицы для того, чтобы управлять своими тест-кейсами и делиться ими с другими участниками команды. Или если мы говорим о таких компаниях, которые могут себе позволить какие-то платные ресурсы для трекинга тест-кейсов и их исполнения, то тогда можно приобрести, к примеру, TestRail и работать в нем. Либо же есть такая система, как TestLink. У Jira, бэктрекинговой системы, о которой мы поговорим с вами чуть позже, есть также плагин Zephyr, который позволяет хранить тест-кейсы и запускать их. То есть это все зависит от тех финансовых возможностей, которыми обладает компания. Также вы можете для себя зарегистрироваться в TestRail. Там есть реальная версия на 30 дней. И также попробовать позаводить там тест-кейсы, позапускать их, посмотреть, как она работает, эта система, прощупать ее. Поэтому все зависит только от вас. В рамках данного занятия мы не будем с вами работать в TestRail, там все достаточно просто, интуитивно понятно. Но для того, чтобы вы поняли, как вообще заполнять тест-кейс и что нужно указывать в нем, давайте с вами попробуем создать один такой тест-кейс. Все достаточно просто. Если мы говорим про идентификатор, то здесь какой-то будет уникальный номер. Давайте присвоим ему номер 1. Приоритет. Здесь либо мы расписываем приоритет выполнения, например, это будет первый порядковый номер, мы запускаем этот тест первым. Либо же здесь мы можем написать вид теста, который мы используем. К примеру, это будет smoke. Так как требований у нас нет, мы можем взять какой-нибудь из головы. Опять же, давайте возьмем rec1, модуль регистрация нового пользователя. Если мы говорим про заглавие, то давайте сюда запишем, к примеру,
регистрация нового пользователя с помощью мобильного телефона. Да, стоит отметить, что у вас в голове должна устояться такая модель создания тестовых кейсов. В первую очередь мы создаем простые тест-кейсы, затем мы создаем сложные. Говоря о простых, сначала мы создаем позитивные сценарии. Если мы с вами вспомним урок, посвященный позитивным и негативным тестам, я рассказывал основную разницу в них и что необходимо делать первым. Вкратце напомню, что сначала мы создаем всегда позитивные сценарии, так как в первую очередь мы проверяем тот факт, что наша система работает согласно нашему требованию, как то было запланировано. И нашему заказчику будет интересно сначала узнать, что действительно система отрабатывает те сценарии, позитивные сценарии, и может спокойно уже запускаться для наших пользователей и использоваться ими. Сверху сейчас появится ссылка на занятия, посвященные негативным и позитивным тестам, где я более подробно рассказывал об их отличии и порядке их запуска. Обязательно переходите на ней, чтобы освежить в памяти эту информацию. И давайте теперь поговорим о таком блоке, как шаги. К примеру, запустить сайт, ввести в поле мобильный номер телефона, дождаться SMS с кодом, ввести код в появившемся поле, нажать кнопку «Регистрация». Предположим, вот такие у нас шаги для данного тест-кейса. Давайте тут исправим не запустить сайт, а открыть сайт. Также здесь должна быть ссылка на этот сайт. И теперь по каждому шагу мы должны написать наш ожидаемый результат. Открыть сайт. Предположим, загружается сайт. Ввести в поле мобильный номер телефона. Номер телефона отображается в поле мобильный. Код приходит на номер телефона. Код отображается в новом поле. Появляется сообщение об успешной регистрации. И теперь, когда мы будем с вами выполнять непосредственно наш тест-кейс, мы будем сравнивать ожидаемый результат с нашим фактическим результатом, и в случае обнаружения несоответствия мы можем завести дефект. Давайте сами тоже добавим сюда такой столбец. И сюда мы будем просто вставлять номер нашего дефекта, чтобы в дальнейшем можно было отследить спокойно, где он находится и с каким нашим тест-кейсом он связан. Вот так выглядит тестовый кейс в рамках Excel. Как я уже сказал, есть отдельные системы, в которых это все можно отслеживать, заводить наши тест-кейсы, запускать их непосредственно в этой системе. Поэтому, я думаю, с этим у вас не возникнет никаких проблем. Очень часто работодатели высылают тестовые задания, в которых просят написать тестовые кейсы для определенного модуля, либо проверки какой-либо функциональности. Поэтому вам нужно хорошо разобраться в создании тестовых кейсов, набить себе руку и в дальнейшем использовать вот такой вот шаблон для того, чтобы успешно проходить такие тестовые задания. Также на самих собеседованиях очень часто показывают какую-либо функциональность, например, скрин экрана какого-нибудь приложения, в котором также просят написать какие-либо тестовые кейсы уже в рамках вашего технического собеседования, технического интервью. Также хотелось бы отметить тот факт, что, как вы уже могли заметить, здесь используются обезличенные глаголы. То есть мы никогда не пишем такие глаголы, как «открываем», «открою». То есть всегда мы ставим себя на место какого-то неизвестного пользователя, который будет выполнять эту задачу. Поэтому здесь должно быть все максимально обезличено, чтобы человек, прочитая ваши шаги и ожидаемый результат, мог без привязки какой-либо личности
провести этот тест-кейс. Забегая немножко вперед, такая же модель используется при создании отчетов о дефектах, когда мы используем какие-либо обезличенные глаголы при описании того или иного действия. И в заключении нашего занятия я бы хотел вам еще рассказать о критериях для выбора той или иной тестовой документации на проекте. Во-первых, это зависит от сложности вообще нашего проекта. Если мы говорим о каком-то простом проекте, то вполне достаточно использовать чек-лист. Если же наш проект усложняется, там есть очень много требований, которые достаточно сложны в реализации, и в них есть очень много аспектов, которые мы должны проверять, а также необходимы какие-то более подробные проверки, то тогда, конечно же, лучше использовать тест-кейсы. Второй аспект – это длительность нашего проекта. Если мы говорим о каких-то небольших проектах по длительности, то логичнее использовать чек-листы. Если же наш проект долгий, то тогда используют тест-кейсы. Также со сложностью проекта связан и его размер. То есть чем больше проект, чем больше людей задействованы в нем, если есть вероятность того, что в команду нашу будут приходить новые специалисты, которых нужно будет обучать, то опять же здесь лучше использовать тест-кейсы. И опять же, если говорить о самой команде, если она часто меняется, то есть тут такой аспект, как стабильность, опять же используют тест-кейсы. Если наши требования не подвержены очень сильным изменениям, то тогда также лучше использовать тест-кейсы, так как их достаточно сложно поддерживать, то есть если мы изменяем наши требования очень часто, нужно постоянно вносить изменения и в тест-кейс. С чек-листом работать проще. Как вы видели, это простой документ, то есть там расписаны просто какие-то общие вещи о нашей необходимой проверке, и внести изменения в них очень просто. И не стоит забывать о том, что во многом выбор той или иной тестовой документации может зависеть от желания нашего заказчика. Например, даже если наш проект простой и быстрый, но наш заказчик хочет быть более вовлеченным в процесс, чтобы этот процесс был для него прозрачен, он может выбрать такую тестовую документацию, как тест-кейсы. И в таком случае мы не сможем отказать ему и будем использовать именно их в своей работе. На сегодня у меня все. Надеюсь, что данное занятие помогло вам разобраться в таких видах тестовой документации, как чек-листы и тест-кейсы, и вы без проблем сможете их использовать при выполнении тестовых заданий от ваших будущих работодателей, либо же для успешного прохождения собеседований и в дальнейшем использования вот этих вот техник для того, чтобы эффективно и успешно создавать тестовую документацию уже на ваших текущих проектах. На следующем занятии мы поговорим о двух самых популярных техниках тест-дизайна, которые также частенько спрашивают на собеседованиях и в ходе интервью. И в дальнейшем вы сможете использовать эти техники тест-дизайна для создания ваших оптимальных тестовых кейсов и проверки приложения в максимально короткие сроки, но с максимальной эффективностью как для вас, так и для вашего заказчика. Будет здорово, если вы подпишетесь на данный канал и оставите свою обратную связь к этому видео. Увидимся с вами на следующем занятии. Милости прошу к нашему шалашу. Пока! Привет, YouTube! На данном уроке мы поговорим о двух самых известных и популярных техниках тест-дизайна, которые я использую в своей работе и которые чаще всего спрашивают на собеседованиях и при выполнении тестовых заданий. На самом деле, таких техник тест-дизайна существует гораздо больше, и более подробно со всеми ими вы можете ознакомиться в книге Ли Копленд «A Practitioner's Guide to Software Test Design», название которой я оставлю обязательно в описании. Давайте разберемся, что же такое тест-дизайн. Это этап процесса тестирования нашего программного обеспечения, на котором проектируются и создаются тестовые случаи, либо тест-кейсы, о которых я говорил на прошлом занятии.
в соответствии с определенными ранее критериями качества и целями тестирования. То есть, простыми словами, это придумывание наших тестов, то есть их разработка. У тест-дизайна есть две основные цели. Во-первых, это то, что мы должны придумать такие тесты, которые могли бы обнаружить наиболее серьезные ошибки для нашего продукта. А вторая цель – это минимизация количества таких тестов. И раз мы уже разобрались, что же такое тест-дизайн, давайте поговорим об этих двух популярных методиках, которые используют тестировщики в своей работе чуть ли не каждый день. Во-первых, это эквивалентное разбиение, либо же тестирование классов эквивалентности. А второй тип – это анализ граничных значений. И начнем, конечно же, с эквивалентного разбиения. Давайте с вами сначала разберемся, что же такое класс эквивалентности. Это входные данные, которые обрабатываются нашим приложением одинаково, либо же обработка которых приводит к одному и тому же результату. Для того, чтобы разобраться в классах эквивалентности, сразу приступим к разбору следующего примера. У нас есть задача. Представим, что существует некоторая компания, в которой в зависимости от возраста соискателей будет приниматься решение, брать этого человека на работу или нет. Условия для нашего примера будут следующие. Если возраст нашего соискателя от 0 до 13, мы не нанимаем такого сотрудника. Если возраст от 14 до 17, то здесь будет у нас part-time. Если от 18, предположим, до 55, это full-time. И от 56 до 99 не нанимаем таких сотрудников. И как мы с вами видим, мы уже сформировали 4 класса эквивалентности. Как я уже сказал, это некий диапазон значений, который обрабатывается нашей системой одинаково, либо же обработка диапазона которого приходит к одинаковому результату. То есть, например, для возраста от 0 до 13 результат мы не нанимаем таких сотрудников. Вот это уже можно взять как один класс эквивалентности. Как вы видите, у нас уже есть 4 класса, то есть это некоторые позитивные классы. Но также, если мы с вами вспомним о позитивных и негативных тестах, также есть и позитивные и негативные классы эквивалентности. Если мы говорим о возрасте сотрудников, которые мы не нанимаем, также мы с вами сможем уйти за пределы нуля, то есть взять, например, такой диапазон, как от минус бесконечности до нуля. Такие значения также можно принять. И если мы говорим о сотрудниках, которых мы не нанимаем, также сюда можно отнести от 100 до плюс бесконечности. Это тоже класс эквивалентности. Плюс ко всему мы, скорее всего, будем использовать именно эти числа в некое поле ввода. А в поле ввода мы можем ввести, к примеру, буквы, либо же спецсимволы. И это также у нас будет классами эквивалентности, негативными классами эквивалентности. То есть все это мы можем учесть при нашем тестировании. И давайте с вами перейдем к основным правилам данной техники тест-дизайна. Их два, одно из которых мы уже с вами выполнили. Во-первых, это определение класса эквивалентности. И второе правило – проведение хотя бы одного теста для одного класса. То есть мы должны взять хотя бы одно значение из класса эквивалентности для того, чтобы нам подтвердить тот факт, что система обрабатывает все значения в этом классе одинаково. Возвращаясь к нашим основным позитивным классам, то есть мы берем из каждого класса по одному значению. Чаще всего советуют брать значения из середины данного класса. Например, если мы говорим от 0 до 13, то середина здесь будет либо 6, либо 7. То есть это значение мы и будем тестировать. Так мы делаем для каждого класса, включая наши негативные классы эквивалентности, про которые я говорил чуть раньше. Это то, что касается техники эквивалентного разбиения. То есть мы уже с вами видим, как мы упростили нашу работу и в дальнейшем повысили эффективность и время на проведение наших тестов. Вспоминая урок, посвященный основным принципам тестирования,
Один из принципов гласит, что исчерпывающее тестирование невозможно. И именно данная техника тест-дизайна позволяет нам действительно использовать только одно значение и не проводить, к примеру, как здесь, 14 тестов на данный класс эквивалентности. Вторая техника тест-дизайна, которая очень сильно связана с эквивалентным разбиением, либо же тестирование класса эквивалентности, это анализ граничных значений. Возвращаясь к нашим определенным классам эквивалентности, к позитивным, здесь мы видим границы этих классов, то есть это 0, 13, 14, 17, 18, 55, 56, 99. Плюс также эти границы есть и для наших негативных классов. Но сейчас мы давайте с вами остановимся более подробно на позитивных. Что же под собой подразумевает данный анализ граничных значений? Первое правило здесь такое же. Это определение класса эквивалентности. Не класса, а класса. Второе – это определение границ этих диапазонов. Об этом мы тоже с вами уже поговорили. И третье – это проведение 3 тестов для границ. На самой границе, на значении выше этой границы и на значении меньше этой границы. Давайте с вами теперь вернемся к нашему примеру и посмотрим, как это работает на практике. Смотрите, мы определили с вами границы для каждого класса. И давайте для примера возьмем такой диапазон, как от 18 до 55. Что же гласят наши правила? То есть мы берем обязательно вот эти граничные значения 18, 55, а также еще 2 значения на этой границе. То есть значение меньше и значение больше. В данном случае это будет значение 17, 18 сама граница и 19. И также значение 54, сама граница 55 и 56. Если бы мы говорили о том, что наша система может обрабатывать десятичные дроби, тогда бы значение было бы максимально приближено к нашей границе. То есть здесь бы было значение, например, 54 и 9, 55 и 55 и 1, если бы у нас использовался только один знак после запятой. То есть это вы должны помнить и обязательно использовать данные значения. Как вы могли заметить, когда мы используем технику анализа граничных значений, мы также проверяем и тестируем класс эквивалентности. То есть эквивалентное разбиение также у нас задействовано. То есть мы берем значение, которое также входит в класс эквивалентности. Например, 54. То есть оно входит в этот класс от 18 до 55. И вполне возможно не проводить дополнительное тестирование уже по этой технике тест-дизайна. Так мы убиваем с вами 2 зайцев. Но, как я уже говорил в начале нашего урока, я бы вам посоветовал еще тестировать значения на середине данного диапазона, так как это улучшит качество вашего теста и с большей вероятностью позволит вам не пропустить какое-либо значение, которое обрабатывается нашей системой неверно. Именно 2 эти техники очень часто спрашивают на собеседовании. Не побоюсь повторить это еще раз для вас, чтобы вы уложили у себя в голове, на что вам стоит обратить внимание при подготовке к собеседованию. Да, вы можете также прочитать ту книгу, про которую я вам рассказал в начале занятия, и узнать про попарное тестирование, создание таких таблиц, которые позволяют нам это делать, использование такого инструмента, как PICT. Пожалуй, это все, что я хотел вам рассказать на данном занятии. Пожалуйста, усвойте эту информацию очень хорошо, попрактикуйтесь на других примерах, прочитайте книгу Ли Копланд. Там также содержатся хорошие примеры на все техники тест-дизайна. И тогда со спокойной душой вы сможете сказать, что вы разобрались в техниках тест-дизайна и будете готовы к вашему интервью. А мы же с вами увидимся на следующем занятии, которое будет посвящено оформлению отчетов о дефектах, либо же баг-репортах. Также на этом занятии мы разберемся в жизненном цикле дефекта и научимся с вами работать в такой бактрекинговой системе, как Jira. Поэтому оставайтесь на этом канале, подписывайтесь, ставьте лайки. Ваша обратная связь очень важна для меня. А я, в свою очередь, прощаюсь с вами. Милости прошу к нашему шалашу. Пока!
Привет, YouTube! На сегодняшнем уже 10-м уроке мы с вами заканчиваем первый блок этого курса «Тестировщик с нуля», который был посвящен основным теоретическим моментам, связанным с погружением в профессию тестировщика. На данном занятии мы поговорим с вами о таком тестовом артефакте, как отчет о дефекте, или, как его еще называют, Bug Report. Именно создавать и реагировать на фикс исправления данного тестового артефакта вы будете чаще всего в своей работе. Также мы с вами рассмотрим, как на практике заводить дефект в такой популярной баг-трекинговой системе, как Jira. И в конце данного занятия поговорим о жизненном цикле дефекта. Что же такое дефект? Либо же баг? Это несоответствие фактического результата выполнения программы ожидаемому результату. Дефекты обнаруживаются на этапе тестирования ПО, когда мы с вами, тестировщики, проводим сравнение полученных результатов работы программы, либо же ее компонента или дизайна с некоторым ожидаемым результатом, описанным, например, в спецификации либо требованиях. Как только мы обнаруживаем баг, мы должны его задокументировать. Именно документ, который позволяет нам это сделать, это Bug Report. То есть этот документ содержит полное описание нашего бага и включает информацию как о самом баге, более подробно об этом мы поговорим чуть дальше, так и о условиях возникновения данного бага. Во-первых, это короткое описание нашей проблемы. Если мы говорим о такой бактрекинговой системе, как Jira, то обычно в описании также прописывают steps to reproduce, то есть шаги воспроизведения данного бага, которые приведут к тому, что человек, который прочитает данный отчет, пройдет по всем этим шагам и увидит наш результат, фактически, который получился после того, когда он выполнит все шаги. Об этом мы поговорим с вами более подробнее, когда перейдем непосредственно в саму Jira. Также есть такой атрибут, как проект, то есть это название нашего проекта. Например, если мы работаем над приложением, которое называется, к примеру, интернет-магазин, тогда здесь в этом поле указывается название этого проекта, для того, чтобы в дальнейшем мы могли спокойно проследить, к какому проекту относится наш Bug Report. Также может быть такой атрибут, как компонент, в котором непосредственно был обнаружен данный дефект. Также может быть версия нашего билда, то есть версия той сборки, на которой был обнаружен дефект, и он воспроизводится. Также есть такое поле, как серьезность. На английском она называется severity. То есть, по сути, это критичность нашего бага. То есть степень влияния данного бага на наше приложение. В бактрекинговой системе severity обычно обозначает тестировщик. Ну и, в принципе, на самом проекте обычно это делает этот человек. Также есть такой атрибут, как приоритет. Либо на английском это priority. Priority обозначает очередь исправления данного бага. Обычно ее выставляет PM, то есть Product Manager, и он решает, какой баг будет фикситься первее. Опять же, более подробно о серьезности и приоритете, то есть о severity priority, мы поговорим с вами чуть дальше. Я расскажу вам, какие есть оценки данных атрибутов. Также есть такой атрибут, как статус. То есть это статус нашего бага в его жизненном цикле. Как я уже сказал, жизненный цикл мы разберем в заключительной части нашего урока. Также может быть поле автор, то есть тот человек, который нашел наш дефект. Это может быть как тестировщик, чаще всего именно им и является он. Но также это может быть другой участник проекта либо команды, который обнаружил какой-либо баг в системе. И есть такое поле, как назначение, либо на английском это будет assigned to. И давайте теперь более подробно поговорим о таких атрибутах, как severity и priority. Как я уже сказал, дефекты могут классифицироваться с точки зрения severity и priority по-разному. Давайте поговорим о такой классификации. На разных проектах, в разных компаниях классификация severity и priority может отличаться между собой. Однако я приведу вам самую распространенную, которая в дальнейшем сможет помочь вам соотнести те степени влияния, которые есть у вас, к примеру, на проекте,
с тем, что буду рассказывать вам я. Во-первых, это блокер, то есть это такой тип ошибки, которая приводит нашу программу в нерабочее состояние. Если мы обнаруживаем такой дефект, то дальнейшая работа с программой или ее функциями попросту невозможна. Следующий тип – это critical. Критические дефекты приводят наш ключевой функционал в нерабочее состояние. Также это может быть существенное отклонение от бизнес-логики нашего приложения, либо же какая-то неправильная реализация требуемых функций, возможно, потеря пользовательских данных. В отличие от блокера, наше приложение не приходит в абсолютно нерабочее состояние, и, в принципе, другие функции могут работать нормально. Поэтому есть такая градация, как critical. Следующие типы — это major и minor, либо их еще могут называть мажорные и минорные баги. Давайте поговорим более подробнее о них. Major — это какие-то серьезные ошибки, которые свидетельствуют об отклонении от бизнес-логики или нарушающие работу программы. Но в то же время они не имеют критическое воздействие на наше приложение. Возможно, есть некоторый обходной путь, либо его еще могут называть workaround, когда мы можем, в принципе, задействовать эту функцию, и она будет работать каким-то другим способом. Но все-таки, опять же, говоря о степени влияния, о ее серьезности для нашего продукта, она достаточно велика. Следующий пункт – это minor, либо минорный баг. Это какой-то незначительный дефект, не нарушающий функционал нашего приложения, но который является несоответствием ожидаемого результата. Например, это может быть ошибка нашего дизайна. И последний – это trivial. Какие-то тривиальные баги. По самому названию, я думаю, вам уже понятно, что это баг, который не имеет влияния на функционал или работу нашей программы, но который может быть обнаружен визуально. Например, это может быть какая-то опечатка в тексте. То есть она не является какой-то серьезной ошибкой, но все-таки есть отклонение ожидаемого и фактического результата. Опять же, говоря о различных бэктрекинговых системах, и принятие решения на проекте о том, какие атрибуты должны характеризовать серьезность, например, может не быть такого класса, как блокеры, либо же могут отсутствовать тривиальные ошибки. Возможно, может быть только critical, major и minor. Опять же, обычно на проектах существует документация по процессу, которая описывает, какие баги должны относиться к каждому из этих классов. Если же такой информации на проекте у вас нет, то основную информацию по теории, связанной именно с такой классификацией, я вам дал в рамках данного урока. Давайте теперь перейдем к такому атрибуту, как priority, либо приоритет. Как я уже сказал, это некая приоритизация исправления наших дефектов, то есть порядок исправления на проекте. И обычно priority выставляет PM на проекте. Но если PM нет, это вполне может быть либо же лид тестировщиков, либо же сам тестировщик, который работает с этим багом, возможно, даже аналитики, которые знают, как должна ваша работать система и какие функциональности в данный момент критичны для нашего пользователя и которые нужно в обязательном порядке доставить заказчику в первую очередь. Тогда это может выставлять и аналитик. Говоря о классификации дефектов именно с точки зрения priority, существует три самые распространенные. Это high, medium и low. По названию вам уже стало более или менее понятно, какие дефекты будут исправляться в первую очередь. Конечно же, это high. То есть этот баг должен быть исправлен как можно быстрее, так как он критически влияет на работоспособность нашей программы. Если мы говорим о medium, то этот дефект также должен быть обязательно исправлен, но он не оказывает какое-то критическое воздействие на работу приложения. Если мы говорим о low дефектах, то ошибка также должна быть исправлена, но она не имеет критического влияния на программу, и устранение может быть отложено на какой-то более длительный срок, в зависимости от наличия других более приоритетных дефектов. Например, если у нас есть medium либо high, то в первую очередь мы, конечно же, будем фиксить баги в приоритете high,
а затем баги в приоритете medium. Low мы будем тестировать в самом конце. Говоря о том, совпадает ли между собой severity и priority, то есть, например, если тестировщик решает, что данная функциональность для нашего приложения очень критичная и выставляет severity, к примеру, critical либо blocker, но в то же время PM понимает, что это можно отложить на более длительный срок, и на самом деле это не так критично для нашего приложения, то он может выставлять другой приоритет. К примеру, medium вместо high. Часто на собеседованиях просят привести пример багов с высокой severity и низкой priority, например. Если мы говорим о таких багах, то, например, если у нас есть какая-то функциональность, которая достаточно редка в использовании у нашего пользователя, то если мы понимаем, что она не работает, мы можем поставить severity, к примеру, блокер, либо critical. Но в то же время наш PM понимает, что данная функциональность не пользуется большим спросом, либо же она не является критичной для работы нашей системы, и мы можем обойтись на данный момент без нее. Тогда он решает, что приоритет будет низкий. Это самый распространенный пример, когда у нас высокая severity и низкая priority. Если мы же говорим о другой стороне медали, когда у нас высокая priority и низкая severity, к примеру, тоже часто приводят сайт Google, его главной страницы, когда вы ее открываете, и вы видите опечатку. К примеру, написано Google не с двумя буквами O, а с одной. Этот бренд достаточно узнаваемый, и такие опечатки могут очень сильно повлиять на репутацию данного бренда. Но в то же время серьезность этой ошибки минимальна, то есть это какая-то опечатка, она тривиальная ошибка. Но priority, так как это влияет на репутацию, будет здесь высокой. Это также может быть отличным примером для собеседования. Более подробно вы можете поискать в интернете ответ на данный вопрос с примерами. И я думаю, что если вы приведете хотя бы 2-3 примера на данный вопрос, то это значительно поднимет ваш шанс успешно пройти собеседование. Стоит отметить, что в некоторых системах, например, Priority, может быть заменено вместо High, Medium, Low на цифры 1, 2, 3, 4. Здесь логика такая же, то есть если у нас цифра 1, то этот дефект мы будем фиксить в первую очередь, если цифра 4, то в самую последнюю. Опять же, это может относиться и к severity. Там тоже могут быть цифры, и они точно так же говорят о том, какая серьезность, какая критичность нашего дефекта для работы нашей системы. Давайте теперь вернемся к атрибутам, которые еще могут быть в нашем баг-репорте. Всегда необходимо указывать окружение, на котором был обнаружен данный дефект, либо на английском это будет environment. Говоря об окружении, мы имеем в виду, к примеру, операционную систему, разрядность этой системы, возможно, сервис-пак, браузер, в котором был обнаружен данный дефект, опять же, его версия. То есть мы подробно здесь расписываем, в каком именно окружении был обнаружен наш дефект. Также в environment может быть прописано, к примеру, если у нас на проекте есть несколько окружений, например, есть окружение для разработчиков, есть окружение стабильной версии, либо его еще называют stage, и есть окружение продакшна, когда уже в нем работает наш конечный пользователь. Давайте с вами пометим эти 3 вида окружений, я расскажу вам тоже немножко более подробнее о них. То есть, смотрите, как я уже сказал, на каждом из этих окружений работает определенный круг лиц. Обычно на dev-окружении работают разработчики, то есть они туда заливают какие-то фичи, возможно, также подключаются тестировщики к тестированию каких-то отдельных фич на dev-окружении, и также могут заводить дефекты. И если мы обнаруживаем такие дефекты на этом окружении, мы прописываем в этом поле dev. Второй вид окружения — это stage. На стейдже у нас обычно попадает уже какая-то стабильная версия нашего приложения. На нем чаще всего работают тестировщики. И именно на стейдже доводят это приложение до некого предрелизного состояния. И если там не остается дефектов, то такое приложение с этого environment обычно переводится на стадию prod.
И уже на проде у нас работают наши конечные пользователи. Опять же, на многих курсах не говорят об этих 3 окружениях, и часто у начинающих тестировщиков возникает некоторый вопрос на первых митингах, на которые они приходят, что это вообще такое. Думаю, что после вот такого некого краткого экскурса в эти окружения вам будет немножко понятнее, и вы не будете смотреть с большими глазами на наличие нескольких окружений в вашей будущей компании, на которой вы будете работать. Возвращаясь к описанию по полю Description, как я уже сказал, здесь могут быть прописаны шаги воспроизведения, и чаще всего они действительно там прописываются, если нет отдельного поля. Например, в той бэктрекинговой системе, с которой я работаю на своей работе, она называется Azure DevOps, есть отдельное поле для Steps to Reproduce. Давайте я тут помечу краткое название. То есть вы можете найти такую аббревиатуру STR. Это значит Steps to Reproduce. Также прописывается наш фактический результат. На английском это будет Actual Result. Опять же, можно пропускать слово Actual и писать просто Result, потому что следующий атрибут, который мы прописываем, это ожидаемый результат, либо на английском это Expected Result. И если вы, в принципе, пишете Expected Result, то логично предположить, что первый результат, который вы записали, будет Actual. Так что слово Actual можно опускать при оформлении нашего баг-репорта. То есть, еще раз повторюсь, фактический результат — это результат, к которому мы приходим, выполнив все шаги по воспроизведению, а Expected Result, ожидаемый результат, это результат, который должен быть в соответствии с нашими требованиями. То, что мы действительно должны получить. Да, также стоит отметить, что в ожидаемом результате необходимо писать, согласно чему вы пришли к такому выводу, что именно такой результат должен быть по совершению шагов воспроизведения. Это может быть ссылка на какое-то требование, либо же ссылка на макап, дизайн нашей страницы, например, в интернете. То есть обязательно необходимо ссылаться на что-то. Просто говорить о том, что такой результат должен быть без подкрепления какой-то доказательной базы, не стоит. И, наверное, последнее из основного — это прикрепленные файлы, какие-то атачи. Обычно здесь может быть фото, скриншот вашего экрана, где будет наглядно видно, где воспроизводится ваш дефект. Либо же это может быть видео по тем шагам, которые вы выполняете для воспроизведения вашего дефекта. Обязательно, если мы говорим о скриншоте, необходимо указывать какими-то элементами, пусть будет, к примеру, красные рамки, стрелки, какая-то надпись, которая будет характеризовать, что вот именно в этом месте происходит дефект, чтобы разработчик, только взглянув на данный скриншот, мог сразу понять, что действительно происходит по результатам шагов воспроизведения. Так как чаще всего разработчик может даже не читать ваши шаги воспроизведения, он знает, как работает система, и взглянув только на скриншот, он может по-быстрому пофиксить обнаруженный баг. Особенно если мы говорим о каких-то UI-ных багах, связанных с дизайном, с какими-то опечатками. То есть здесь мы это обязательно все должны как-то обозначать на нашем скрине. Если мы говорим о видео, обязательно наблюдайте за тем, чтобы у вас был отключен звук, который бы записывал, к примеру, окружение в вашем кабинете, либо же окружение с вашего компьютера, если мы, конечно, не говорим о каких-то дефектах, именно связанных с аудиофайлами. Это также не очень хорошо. Сам прекрасно знаю примеры, когда начинающие тестировщики не отключают это, и можно, к примеру, по видео воспроизведению данного бага услышать музыку, которую он слышит, либо же разговор в офисном кабинете, либо в open space. Это не очень хорошо характеризует вас со стороны тестировщика, поэтому обязательно обращайте на это внимание. И видео не должны быть очень длинными. Поверьте мне, разработчик не захочет смотреть видео, к примеру, даже в 1 минуту, как вы воспроизводите ваш баг, поэтому вы можете опускать некоторые шаги воспроизведения, если считаете, что они не так важны, а записывать какую-то последнюю часть, небольшую, именно там, где будет наглядно видно,
как воспроизводится ваш баг. Также в эти прикрепленные файлы можно закидывать логи каких-то ваших ошибок, либо же какие-то архивы, если мы говорим о скачивании информации о респонсах и реквестах в веб-приложениях. Об этом мы будем говорить с вами во второй части нашего курса. То есть все это тоже можно туда складывать, чтобы, например, разработчик, открыв прикрепленный файл в виде логов с ошибками, которые воспроизводятся, также мог их прочитать и быстро среагировать на найденную проблему. В принципе, это все, что я хотел вам рассказать об основных атрибутах баг-репорта. Существуют, конечно, еще дополнительные, все зависит от компании. Думаю, что если вы проведете некоторый инвестигейтмент по поводу того, какие есть еще атрибуты, вы найдете очень много информации в интернете. Это оставляю на ваш откуп, но какие-то основные вещи я вам рассказал. Особенно обратите внимание на блок, связанный с серьезностью severity, priority, приоритетом, потому что это достаточно часто спрашивают на собеседованиях. И также не забывайте о том, что вам необходимо знать вот это вот все для того, чтобы успешно пройти собеседование и в дальнейшем заводить качественные баг-репорты, которые не будут вызывать вопросы как у PM, так и у разработчиков. Вторая часть нашего урока будет посвящена непосредственной практике работы в такой баг-трекинговой системе Jira. Что же такое вообще баг-трекинговая система? По сути, это система, которая позволяет нам вести все наши баг-репорты в ней, а также она позволяет вообще работать с нашим проектом. То есть сюда добавляются все user story, какие-то требования, которые мы должны в дальнейшем реализовать. Здесь, как я уже сказал, ведется работа с багами. Также сюда прилетают какие-то issue от наших конечных пользователей, то есть проблемы, которые они действительно обнаруживают в нашем продукте, сюда также прилетают. Например, через какую-то службу поддержки, к примеру, могут попадать issue и сюда. Как вы видите, у нас здесь есть несколько логических блоков, то есть это backlog и sprint. И вообще сама эта вкладка называется backlog. Что же такое backlog? Когда мы с вами будем говорить о такой гибкой методологии, как Agile и фреймворке Scrum, это будет на одном из последующих уроков уже в других блоках нашего курса, то мы более подробно поговорим, конечно же, о каждой из этих сущностей, ивентов в Scrum. Но для вашего общего понимания, backlog — это некоторый набор того, что мы должны вообще выполнить в ходе разработки нашего продукта на проекте. Здесь вообще хранится полностью все, то есть начиная от требований от наших бизнес-аналитиков, либо продакт-менеджеров, заканчивая нашими багами, которые мы вводим в систему. Также здесь есть спринт. Спринт — это итерация. Если вы вспомните урок, посвященный итерационной модели разработки, то я говорил вам о том, что итерация — это некоторый промежуток времени, за который мы берем набор функциональностей, которые мы должны реализовать, и все то, что мы реализуем, добавляется в наш инкремент, то есть уже какой-то кусок нашего готового продукта. Вот это спринт, либо же итерация. И в ходе данной итерации мы выполняем какие-то стори, либо же по-другому это требования, которые мы должны сделать. Также сюда в спринт добавляются баги, которые должны пофиксить наши разработчики. Возможно, здесь будут такие сущности, как issue, то есть проблемы, к примеру, от наших конечных пользователей, полученные службой поддержки наших пользователей. Также они сюда могут добавляться. Обычно это решают в рамках такой церемонии, как планинг, митинг, когда собирается вся команда и решает, что мы будем реализовывать в данный спринт. Опять же, все это более подробно мы разберем с вами в рамках следующих уроков. Сейчас нас больше интересует оформление баг-репортов в данной системе. Также хочу отметить, что попробовать работу в Jira вы можете самостоятельно и абсолютно бесплатно. Есть специальная версия этого программного обеспечения для того, чтобы пользователи могли обучиться ей. Достаточно
зайти на официальный сайт компании Atlassian, которая непосредственно занимается разработкой данного тула как Jira, и там можно нажать на кнопку Try to Free, и тогда вы сможете зарегистрироваться и работать в Jira так же, как и я сейчас. То есть сейчас я тоже создал для себя бесплатный аккаунт. Единственное, там есть ограничения по количеству пользователей, которые могут в ней работать, если я не ошибаюсь, 10 человек, но для каких-то учебных целей это вполне достаточно. Давайте с вами создадим наш первый баг-репорт. Для этого вы видите, здесь есть кнопка Create, мы нажимаем на нее, и у нас открывается окно для создания нашего бага. Как я уже говорил, есть такой атрибут, как Project. У меня он уже создан. Это тестовый проект. Я его так и назвал тест. Видите, больше у нас проектов нет. Issue Type — это название нашей сущности, которую мы будем использовать. В данном случае это баг. Также здесь есть Story, к примеру. Это наши требования. А Epic — это какой-то набор наших требований, которые объединены между собой, то есть это большая функциональность, которую мы должны доставить нашему пользователю. Story — это уже какое-то более конкретное требование, обычно оно прописывается в формате User Story. О формате User Story мы тоже с вами поговорим чуть позже на последующих уроках. А таски — это непосредственно те задания, которые выполняет тот или иной участник команды, когда планирует свою работу на итерацию. Нас интересует такая сущность, как баг. Summary — это название нашего бага. Давайте пока оставим, так как по названию также у меня есть некоторые замечания, которые вы должны использовать при создании заголовка вашего баг-репорта. В поле Description, как я уже сказал, мы расписываем шаги по воспроизведению, наш фактический результат и ожидаемый результат. Также иногда есть такой блок, как Preconditions, где мы расписываем какие-то предусловия. Например, что для того, чтобы воспроизвести наш дефект, уже в системе был создан юзер с такими-то данными. Для того, чтобы просто не перегружать наши шаги по воспроизведению, и, в принципе, разработчик уже будет знать, что ему необходимо сделать для того, чтобы в дальнейшем воспроизвести наш дефект. Reporter — это, в принципе, автор нашего дефекта, в данном случае это я. Fix Versions пока мы не пишем сюда, дальше я вам расскажу, что это такое. Priority, как я уже сказал, это приоритет нашего выполнения. Policy Severity я что-то здесь не вижу. Как вы видите, это все можно кастомайзить. То есть для ваших нужд, для проекта могут использоваться только некоторые филды из всех возможных. Ну, как вы видите, поле Severity здесь нету, но про Severity мы с вами уже поговорили, поэтому будем пользоваться таким атрибутом, как Priority. Labels, либо же в других системах это может называться Tags. Это такие ярлыки, которые позволяют нам в дальнейшем провести поиск по Jira наших багов, то есть как-то их тоже классифицировать между собой и объединять. Environment, как я уже сказал, это окружение. Attachment, сюда мы загружаем какие-то скриншоты, либо же видеофайлы. Linked Issues и сама issue, сюда мы можем линковать наши требования, к примеру, которые связаны с нашим багом. Assignee — это тот человек, который в дальнейшем будет фиксить наш баг. Обычно assignee на крупных проектах означает Product Manager, но если проект небольшой, это вполне может быть и тестировщик, он может также назначать человека. Epic Link — это линка на наш Epic. И Sprint, сюда мы указываем ту итерацию, в которой необходимо будет пофиксить наш баг. Давайте теперь с вами попробуем завести какой-нибудь баг-репорт. Например, возьмем страницу логина в наше приложение, и, к примеру, там съехала какая-то кнопка. Что касается правильного наименования нашего бага, существует такое правило. Вы должны обязательно ответить на 3 вопроса в заголовке. Где, что и когда. Где — это может быть название вашего модуля, в котором вы обнаружили ваш баг. Что — это непосредственно что происходит, когда вы обнаруживаете ваш баг, то есть то, к чему привел ваш дефект. И когда, при каких условиях это происходит. Например, если мы говорим о странице логина в систему, мы можем так и написать. Login page — это наш модуль.
где происходит наш дефект. Что происходит? Например, the button sign in is displaced after clicking on the page. Смотрите, здесь мы с вами учли как раз ответы на эти 3 вопроса. Во-первых, где? Наш модуль — это login page. Что произошло? Кнопка sign in смещается, и при каких условиях? После нажатия на страницу. Здесь мы учли все вот эти аспекты при формировании нашего заголовка. Пожалуйста, запомните это и в дальнейшем используйте. Что касается description, давайте начнем с шагов воспроизведения. Также, как я уже сказал, здесь будет атрибут result, это наш actual result, и expected result. Это ожидаемый результат. Для того, чтобы наш дефект был понятен разработчику и, в принципе, тем людям, которые в дальнейшем будут работать с ним, лучше всего его форматировать, то есть применять какие-то стили к его оформлению. В Jira это можно сделать 2 способами. Во-первых, можете, как и в Word, просто выделить ваш текст и нажать на тот определенный стиль шрифта. Как вы видите, сразу появляются 2 звездочки, которые, в принципе, и показывают тот факт, что str будет жирным шрифтом. Если мы нажмем с вами на такую кнопку, мы с вами сможем увидеть предварительный просмотр. И действительно, наше str выделено жирным. То есть мы можем сразу звездочками определять, где у нас будет жирный шрифт. Теперь, что касается самих шагов воспроизведения. Здесь мы расписываем все то, что приведет в дальнейшем к воспроизведению нашего дефекта. Давайте напишем следующее. Во-первых, мы здесь пишем, что мы открываем Open the Login Page. Если бы мы работали на реальном проекте, у нас, возможно, уже была линка на нее, мы могли бы ее вставить сюда, для того, чтобы упростить работу и сразу мы могли перейти на вот эту страницу. Дальше мы пишем Navigate to the Sign In button. И последний шаг мы нажимаем на этой странице. В принципе, такие шаги воспроизведения вполне достаточно для того, чтобы разработчик смог в дальнейшем наш баг воспроизвести. И опять же, для того, чтобы нам отформатировать этот текст, мы можем сделать это 2 способами. Во-первых, выбрать список именно с числами numbered list, либо же поставить решетки перед каждым шагом воспроизведения. Опять же, отделяем это между собой, чтобы было наглядно видно отдельные блоки. И если мы с вами нажмем на предварительный просмотр, мы с вами видим, что да, действительно, эти шаги у нас обозначены цифрами. Actual result у нас будет таким же, как и заголовок. Вообще рекомендуют придумывать другое наименование для заголовка, но я обычно пользуюсь таким методом, так как это достаточно упрощает работу и, в принципе, здесь все понятно. Как бы не нужно выдумывать велосипед. И expected result — это что мы действительно должны были увидеть после того, как нажимаем на какое-то пустое место на странице. Давайте наш expected result будет следующим. The button sign in is located on the page according to mockups. Если бы у нас были какие-то мокапы уже в какой-то системе, например, в Figma, мы могли просто скопировать ссылку на этот мокап и с помощью гиперссылки вставить ее сюда, и также после нажатия на эту гиперссылку разработчик сразу бы переходил на необходимый ему мокап и мог увидеть, как действительно должна себя была вести система и где должна была находиться кнопка Sign In. Если мы нажмем с вами опять же на предварительный просмотр, мы увидим, как выглядит наш дефект. В принципе, меня вполне устраивает, как он выглядит. И не думаю, что возникнут какие-то вопросы по его воспроизведению. Дефект достаточно простой, поэтому мы здесь не выдумывали какой-то велосипед. Говоря о шагах воспроизведения, старайтесь не выдумывать огромное их количество. Можно между собой их объединять. Рекомендуют использовать от 7 до 10 шагов максимально. Лучше, конечно, чтобы их было даже меньше. Но в то же время старайтесь писать их так, чтобы было понятно, что происходит. И если шаги логично нельзя между собой объединить, лучше их не объединяйте, чтобы потом не возникло недопонимания со стороны разработчика.
либо же того человека, который вообще впервые видит вашу систему. Например, если мы говорим о каких-то начинающих тестировщиках, которые в дальнейшем будут учиться создавать баги на основании того, что вы когда-то сделали в этой системе, либо же вы уволитесь, к примеру, и человек будет в дальнейшем работать с вашими багами, которые были созданы, но не пофикшены на момент того, когда вы ушли из компании. Старайтесь это все делать так, чтобы все люди, которые будут в дальнейшем взаимодействовать с баг-репортом, могли спокойно его прочитать и все это дело воспроизвести. Так, смотрите, поле Fix Versions обычно заполняется уже после того, когда баг пофиксили. Это делает уже разработчик. Сейчас, как видите, вы не можете выбрать эту версию фикса. По priority, как я уже вам сказал, это дефект у нас UI-ный, и он не несет какую-то критическую на себе нагрузку, поэтому здесь можно выставить приоритет, наверное, low или даже lowest. Но, как я вам сказал, обычно приоритет выставляет PM на проекте. Severity, к сожалению, здесь нету, но, опять же, Severity здесь также было бы низкое, к примеру, это было бы Trivial. По лейблам здесь вы можете вносить какие-то свои лейблы, либо если они уже есть в системе, они будут вам показываться в дропдауне в выпадающем списке. Опять же, это сделано для того, чтобы упростить работу по поиску ваших дефектов. По окружению здесь вы можете написать версию вашей системы. У меня это Windows 10. Я думаю, что все прекрасно знают, как посмотреть версию вашей системы, зайти в этот компьютер, нажать «Свойства». И здесь у нас, видите, написано Windows 10, корпоративная, LTC. Вот это все мы должны скопировать и вставить в наш баг-репорт, также указать разрядность нашей системы. Я сейчас это делать не буду, но я думаю, вы понимаете, как это должно работать. И говоря о браузере, например, на котором это было обнаружено, у нас это Google Chrome. Тоже в браузере вы просто открываете справку о браузере Google Chrome и копируете версию. Так как у нас нету каких-то окружений Dev, Stage или Prod, то здесь мы тоже ничего из этого не указываем. Говоря о скринах, давайте с вами покажу, как это можно сделать на примере далеком от нашего бага, но вы, в принципе, сможете понять вообще, как это должно работать. Да, есть платные и бесплатные скриншотеры, которые позволяют это все делать, делать скриншот, редактировать его. Наверное, из бесплатных самый распространенный это ShareX, который я использую, и он удобен достаточно в работе. Из платных это Snagit, он достаточно часто используется в IT-компаниях. Здесь мы с вами можем выбрать непосредственно ту область, которая нас интересует. Сейчас делается скрин. И отредактировать изображение. Например, у нас здесь должно было быть написано не attachment, а, к примеру, вложение. То есть я обозначаю, где у нас непосредственно наблюдается дефект красным прямоугольником. Также могу использовать стрелку для того, чтобы также акцентировать внимание. И написать текст с каким-то описанием. К примеру, the attachment should be called вложение. Окей. Вот, в принципе, так хорошо выглядит наш скрин. И когда разработчик только взглянет на него, он поймет, где ошибка. Сохраняем картинку и попросту перетаскиваем ее. Сейчас она подгрузится. Она загрузилась. Почему-то появилась здесь. То есть потом уже можно будет открыть этот touch и посмотреть действительно, как на UI отображается эта кнопка. Дальше
По взаимосвязям здесь можно расписывать, к какому типу сущности относится данный баг. То есть относится он к этой сущности, блокирует он ее работу, заблокирована ли данная функциональность другой функциональностью, является ли это клоном какой-то функциональности, возможно, это какой-то дубликат другого бага. То есть все это мы можем здесь указывать. Обычно указывают relates to. Issue у нас сейчас несколько в системе. Давайте возьмем именно Bug Report Creation. SINI у нас автоматически будет назначаться, но опять же, как я говорил, обычно это назначает PM на проекте, либо же на небольших проектах это назначает тестировщик. Epic Link, если бы у нас был Epic, мы могли тоже бы привязать. И спринт, на котором необходимо пофиксить данный баг, также мы здесь обозначаем. Также вы можете нажать Create Another, поставить чекбоксик, тогда данный баг у вас создастся, и в дальнейшем у вас откроется окно, которое позволит вам, не заполняя какие-то другие поля, использовать предзаполненные и создавать несколько багов одновременно. Если вы просто нажмете Create, то тогда это окно полностью закроется, и вам необходимо будет заново вводить все данные. В принципе, мы можем с вами сейчас это проверить, если мы нажимаем Create. Наш issue, как вы видите, успешно было создано. Наш баг. У него появился идентификатор, название проекта и номер сущности в нашей системе. И вот здесь у нас сохранились уже некоторые атрибуты, которые мы в дальнейшем можем не заполнять, а использовать уже предзаполненные. Здесь у нас также обновилась информация. В спринт у нас ушел этот баг. Здесь у нас есть таблица по статусам. То есть, что у нас в работе, что у нас в прогрессе, что уже выполнено. Это также позволяет нашему PM, продукт-менеджеру следить за эффективностью команды, как она вовремя все исполняет. И мы с вами можем непосредственно открыть наш баг, его проредактировать в случае, если у нас какие-то были проведены изменения. Внизу у нас отражаются все изменения, которые мы проводим в нашем баге. То есть, видите, наш баг был проапдейчен, он был создан. То есть, все, что мы будем здесь изменять, также будет отражаться в history. Также могут быть какие-то комментарии, написанные вами, либо другими участниками команды по данному багу. То есть, все это здесь можно делать и кастомизить по-своему. Также вы можете проводить поиск, обычный поиск, либо же продвинутый поиск. Мы не будем с вами сейчас более подробно останавливаться над этим. Возможно, у нас будет какой-то дополнительный урок, связанный с продвинутым поиском в Jira. Но, как я вижу, данный урок уже очень сильно затянулся, поэтому давайте перейдем к последней заключительной части данного урока. Последняя часть нашего урока будет посвящена жизненному циклу дефекта. Давайте представим, что вы нашли какой-то баг. Он появился в жизни вашей, в жизни вашего проекта, и, как у любой жизненной формы, у него есть жизненный цикл. Поэтому давайте более подробно поговорим о нем. Когда мы с вами говорили об атрибутах баг-репорта, мы говорили о его статусе. Вот именно про эти статусы и идет разговор в блоку, посвященному жизненному циклу. Смотрите, как только наш баг-репорт создается в системе, его статус new. То есть он новый, тестировщик нашел баг, дефект успешно был занесен в бактрекинговую систему. В некоторых бактрекинговых системах вот этот вот статус может называться proposed. После этого наш дефект переходит в статус opened, либо же его еще могут назвать assigned, либо же active. Когда наш дефект уже был направлен в работу девелоперу, нашим продукт-менеджером, либо же вами, если мы говорим о небольшом каком-то проекте, небольшой команде, небольшой компании. И в зависимости от решения нашего продукт-менеджера, наш баг может быть также отложен. То есть исправление данного бага не несет какой-то ценности на данном этапе разработки, или по каким-то другим причинам его исправление будет проведено в дальнейшем, может быть, в других итерациях, в других спринтах.
опять же, это решает наш продукт-менеджер. Если же все-таки наш дефект был взят в работу, он назначен в статусе assigned, то когда development team фиксит данный баг, он переходит в статус resolved и назначается обратно на тестировщика. Но в то же время данный баг может быть отклонен. То есть, опять же, он может быть в статусе resolved, и могут быть следующие так называемые решения, резолюции по данному багу. То есть, как я уже сказал, он может быть пофикшен. Если же данный баг уже существует в системе, мы почему-то пропустили этот факт и завели его, может быть назначен такой статус, как не статус, а резолюция такая, как duplicate, либо won't fix, то есть данный баг не будет вообще фикситься. Возможно, данный баг был заведен по ошибке. Также может быть такое, как works for me, то есть работает для данного девелопера. Также данный атрибут может называться FAT, либо Function as Designed, если действительно все работает согласно нашей спецификации и нашим требованиям. Возможно, также тут не написано, так как эту картинку я брал в интернете, может быть написано incomplete, либо to be reformulated, то есть когда данный баг не очень понятен нашему девелоперу, он просит, чтобы тестировщик его переписал так, чтобы в дальнейшем наш девелопер понял вообще, что это такое, с чем его едят. Возможен даже такой атрибут, как fixed indirectly, то есть когда наш баг пофикшен каким-то уже баг-фиксом другого нашего бага, и действительно эта функциональность заработала. Также может быть такой атрибут. Если все-таки у нас все зарезолвено как fixed, то есть действительно его пофиксили, то тогда данный баг попадает к нашему тестировщику. Тестировщик действительно верифицирует тот факт, что баг был пофикшен, и он переходит в статус verified. После этого, если действительно наш баг окончательно пофикшен, например, он не воспроизводится как на деве, так и на стейдже, так и на проде, то мы его закрываем, и он становится в статусе closed. Если же в дальнейшем мы понимаем, что наш баг опять воспроизводится, мы можем его переоткрыть как на этапе verified, так и на этапе closed, и тогда он попадает в статус reopen, и опять же в статусе reopen он попадает, возможно, к продукт-менеджеру, который решает, какой разработчик должен это сделать, либо же непосредственно к самому разработчику, который работал над этим фактом. То есть это работает именно так. И опять же, статус reopen у нас появляется в том случае, если по результату верификации тестировщиком этот баг не был пофикшен разработчиком, тогда тоже статус reopen. И цикл повторяется. Опять после reopen статус resolved, если действительно все пофикшено, либо же появились какие-то другие причины, которые позволяют нам закрыть этот баг. После статуса resolved опять он переходит к нашему тестировщику. И так может повторяться очень много раз, пока действительно баг не будет пофикшен и все стороны будут удовлетворены. Более подробно вы можете изучить данную схему, если нажмете сейчас на паузу, и в принципе ее будет достаточно для того, чтобы вам хорошо разобраться в жизненном цикле дефекта. Как вы видите, данный урок получился достаточно объемным, но он очень важен для вашей дальнейшей работы, так как баг-репорты вы будете создавать, мне кажется, чаще всего на ваших проектах, и именно разобраться в них просто must-have для всех начинающих тестировщиков, да и вообще для всех тестировщиков, так как это основная сущность, с которой работают все. Начиная от вас, тестировщиков, заканчивая теми же самыми девелоперами, бизнес-аналитиками, либо же продукт-менеджерами. То есть все эти участники проекта могут подключаться к баг-репорту, возможно, даже заводить их, поэтому это очень полезный навык, когда вы умеете писать качественные баг-репорты, знаете, что такое жизненный цикл дефекта, и применяете все эти знания в своей практике. На этом у меня все. Я, как всегда, надеюсь, что данный урок был вам полезен.
На следующем занятии мы начнем новый блок нашего курса, который будет посвящен тестированию веб-ориентированных приложений, поэтому оставайтесь на этом канале. Как всегда, я жду от вас ваших комментариев, возможно, вопросов, так как я думаю, что данная тема достаточно сложна в переваривании и действительно необходимо потратить немало времени, чтобы разобраться как в баг-трекинге, так и в корректном создании баг-репортов. Поэтому будем на связи. А я в свою очередь прощаюсь с вами. Пока, милости прошу к нашему шалашу. Привет, YouTube! Сегодня мы начинаем погружение в очень интересную и объемную тему тестирования веб-ориентированных приложений. Стандартное начало любого курса по тестированию веб-приложений заключается в разборе понятия и модели клиент-серверной архитектуры. Поэтому давайте поговорим немножко о ней. Забегая вперед, скажу, что сегодня мы разберем только какие-то базовые вещи, связанные с этой моделью, но все, что касается более детального разбора, будет на следующих уроках. Что же такое клиент-серверная архитектура? Это такая архитектура, в которой сетевая нагрузка распределяется между поставщиками услуг, которые называются серверами, и заказчиками услуг, которые называются клиентами. Фактически клиент и сервер — это некое программное обеспечение. Обычно эти программы расположены на разных вычислительных машинах и взаимодействуют между собой через сетевые протоколы. Но также клиент и сервер может располагаться на одной машине. Самый распространенный протокол — это HTTP. О нем мы будем разговаривать чуть позже на следующих уроках. Пока вам стоит просто запомнить о том, что он есть, и что клиент-серверная архитектура построена в основном на взаимодействии через данный вид протокола. Если мы с вами сейчас взглянем на данную схему, то, как вы видите, у нас здесь есть клиент, есть сервер и есть сервер базы данных. В принципе, это и есть стандартная схема клиента и сервера. Иногда базы данных в данной схеме нет. Тогда мы говорим только о том, что у нас есть клиент и сервер, которые взаимодействуют между собой. Клиент отправляет HTTP-запрос, либо же его еще называют HTTP-request на сервер. Сервер его обрабатывает и отправляет клиенту обратно HTTP-response, то есть ответ от сервера. Если же мы говорим о дополнительном элементе, таком как база данных, то здесь все просто. Клиент отправляет запрос на сервер, сервер отправляет запрос в базу данных. База данных отправляет ответ на сервер, и затем сервер уже взаимодействует с нашим клиентом, отправляя ответ по той информации, которую он запросил, опять же, на клиент. Так как одна программа-сервер может выполнять запросы от нескольких программ-клиентов, как вы видите, у нас их здесь 3, может быть и намного больше, то эту программу-сервер обычно размещают на специально выделенной вычислительной машине. Как правило, с какими-то другими программами-серверами, поэтому производительность данной машины должна быть очень высокой. Давайте в двух словах поговорим о недостатках и преимуществах данной модели. К плюсам, конечно же, можно отнести то, что отсутствует дублирование кода программы сервера программами клиента. Так как все вычисления выполняются на сервере, то требования к компьютерам, на котором установлен клиент, снижаются. Как я уже сказал раньше, обычно программы-серверы находятся на более вычислительных машинах, чем программы-клиенты. Также к плюсу можно отнести то, что все данные хранятся на сервере, который, как правило, хорошо защищен, лучше, чем большинство клиентов. И на сервере проще организовать контроль полномочий, чтобы разрешать доступ к данным только клиентам с соответствующими правами доступа. Обычно этим занимается отдельно выделенный человек, системный администратор, возможно, либо же DevOps. Недостатками данного вида архитектуры является то, что если у нас, например, не работает сервер, то вся вычислительная сеть также не будет работать. Как я уже сказал, для поддержки данной системы требуется отдельный специалист, системный администратор. И обычно серверное оборудование стоит очень дорого. Также, говоря о клиентах и серверах, стоит поговорить
о так называемой трехуровневой архитектуре. То есть, если у нас в звене есть только клиент и сервер, то такая архитектура двухуровневая. Но когда у нас появляется база данных, например, если мы говорим о какой-то социальной сети, когда клиент отправляет информацию на сервер с запросом того, что он, например, ищет, и эта информация содержится в базе данных, то серверу необходимо обратиться к ней, чтобы получить данную информацию. То есть у нас добавляется дополнительно вот эта база данных и ее сервер. И тогда у нас есть вот этих три звена. То есть информация с базы данных уходит обратно на сервер, и через сервер попадает обратно на клиент. Часто на собеседованиях просят нарисовать такую схему клиент-серверной архитектуры, поэтому запомните, чем отличается двухуровневая и трехуровневая схема. Самым распространенным примером клиента является браузер. Все мы с вами знаем, что это такое. Например, это Google Chrome, либо Safari, либо Mozilla, либо Opera. То есть мы вводим туда какие-то наши HTTP-запросы. По сути, это то, что мы вводим в адресную строку. И этот запрос уходит на сервер. Вот это и есть клиент. Различают два типа клиентов – тонкий и толстый. Часто на собеседованиях просят привести примеры тонких и толстых клиентов, рассказать вообще, что это такое. Поэтому обязательно запоминайте, чтобы в дальнейшем не растеряться на техническом интервью. Смотрите, тонкий клиент – это компьютер, либо же какая-то программа-клиент в сетях с клиент-серверной архитектурой, которая переносит все или большую часть задач по обработке информации на сервер. Как я уже сказал, примером такого тонкого клиента может быть браузер, который используется для работы с веб-приложениями. Почему его называют тонким клиентом? Потому что вся основная бизнес-логика, все вычислительные мощности у нас расположены на компьютере сервера. А клиент, по сути, это какое-то простое программное обеспечение, которое помогает нам отправлять запросы на сервер. Если же мы говорим о толстом клиенте, то это такое приложение, которое обеспечивает расширенную функциональность независимо от центрального сервера. Часто сервер в этом случае является лишь каким-то хранилищем данных, а вся работа по обработке и представлению этих данных переносится на машину клиента. Например, если взять такое сложное программное обеспечение, как 1С бухгалтерия, я думаю, что некоторые из вас работали с ней и знают, что по сути это приложение позволяет вести весь бухгалтерский учет на том или ином предприятии. То есть в нем содержится вся основная бизнес-логика. И на сервер у нас передается только те данные, которые необходимо сохранить в базе данных. Либо же, когда нам будет необходимо их получить, обратно отправить какой-то запрос и получить их с базы данных. А все остальное, основное, находится именно вот на этом толстом клиенте, в 1С. Также к такому толстому клиенту можно отнести все онлайн-игры, те же самые танки. Опять же, все в основном у нас находится на клиенте, то есть клиент, по сути, это и есть наша компьютерная игра, а уже, опять же, информация о пользователях, то, что хранится в базе данных, у нас находится на сервере. То есть это не такая сложная вычислительная мощность, которая может в себе содержать всю основную бизнес-логику нашего приложения. Вот запомните вот эти основные примеры толстого и тонкого клиента, и без проблем вы сможете тогда объяснить на собеседовании, что это такое. Иногда достаточно просто назвать эти примеры без каких-либо уточнений по поводу того, какая бизнес-логика содержится в толстом и тонком клиенте. В принципе, на первых порах данной информации нам будет достаточно для того, чтобы вести беседу о тестировании веб-приложений. Дальше мы с вами разберемся, что же такое HTTP-запрос, HTTP-request, из чего он состоит, что вообще мы можем отправлять на сервер, в каком виде эта информация приходит к нам, на клиент, как мы можем это посмотреть, используя встроенные инструменты в наших браузерах, в наших клиентах. Сможем потестировать какие-то веб-сервисы. И вообще в целом узнаем, как тестировать веб-сайты. Как видите, я уже назвал 3 слова с ключевой частью веб. Веб-сервисы, веб-приложения и веб-сайты. Я думаю, что у вас появились некоторые вопросы, что же это такое и почему они между собой отличаются. Давайте теперь немножко поговорим об этом. Веб-сайты обычно носят какой-то информационный характер.
То есть они состоят из неких веб-страниц, объединенных друг с другом в единый ресурс. Имеют какую-то простую архитектуру на основе HTML-кода. Опять же, про HTML, CSS и JavaScript мы поговорим с вами чуть позже. Но чтобы вы понимали, это просто какая-то основная информация в виде разметки на нашем сайте. И такие вот веб-сайты, по сути, служат в качестве платформы для предоставления контента для посетителей. То есть они содержат какие-то текстовые файлы, изображения, возможно, музыку. Сайты не предоставляют возможности взаимодействия с нашей программой. То есть пользователи не имеют доступа к размещению своей информации, кроме как заполнения формы для получения, к примеру, подписки. Наиболее яркими примерами типичных сайтов могут быть новостные, кулинарные сайты, прогнозы погоды. В отличие от веб-сайта, веб-приложения — это такие интерактивные компьютерные приложения, которые специально разрабатываются для сети интернет и позволяют пользователям вводить, получать и манипулировать данными с помощью взаимодействия. Такие программы имеют очень тесную связь с нашим сервером и отправляют на него очень много запросов. И такие веб-приложения могут быть встроены в веб-страницы, либо же сами веб-страницы могут являться приложениями. Если вспомнить какие-то основные, к ним можно отнести, к примеру, Facebook, Gmail, YouTube, eBay, Twitter, Amazon, различные соцсети, тоже ВКонтакте, если взять. Веб-приложения используют имя пользователя и пароль для аутентификации и позволяют своим посетителям обмениваться, например, мгновенными сообщениями, если мы говорим о соцсетях, либо же каких-то блогах, создавать контент на основе пользовательских предпочтений, обеспечивать к нему неограниченный доступ. Также там могут быть встроены какие-то мини-программы для развлечений. И еще одно отличие от веб-сайтов то, что многие интернет-приложения могут не иметь реального информативного содержания. Что же это значит? То есть они используются для выполнения каких-то дополнительных задач. То есть это могут быть какие-то интернет-переводчики, мессенджеры, конвертеры файлов, конвертеры валют, все что угодно. И последнее, о чем я хотел вам сегодня рассказать, это веб-сервисы. Если мы с вами вспомним один из первых уроков, посвященный уровням тестирования, то один из них был интеграционный. И вот именно логика интеграционного уровня привязана к веб-сервисам. То есть, что же такое веб-сервис? Это прикладной программный интерфейс, API, который работает на сервере и предоставляет клиенту данные через HTTP, тот протокол, о котором мы говорили с вами в первой части нашего урока, через стандартизированную систему обмена сообщениями. Веб-сервисы, в свою очередь, подразделяются на SOAP и REST. Опять же, об протоколе SOAP и архитектурном стиле REST мы поговорим с вами на одном из последующих уроков. Но что вам нужно знать, что в современном сценарии большинство сервисов предпочитают использовать именно архитектурный стиль REST, в отличие от SOAP. Почему? Потому что SOAP — это протокол, то есть он какой-то стандартизированный, а REST он более гибкий, то есть нет каких-то строгих правил, по которым мы должны с ним сотрудничать и его использовать, поэтому он более интересен с точки зрения веб-разработки. И опять же, так как SOAP является протоколом стандартизированным и он использует XML, XML — это по сути расширенный язык разметки, он очень похож на HTML, если вы знакомы с языками разметки. И по объему информации, в которую мы вкладываем в SOAP, она, конечно, намного больше, чем в REST. Там мы используем JSON, и объем информации намного меньше. То есть мы можем здесь сократить время на вот эти все ответы и запросы на сервер. Опять же, обо всем этом мы будем говорить с вами чуть позже, поэтому пока сильно не заморачивайтесь, просто запомните, что веб-сайты — это некие простые веб-страницы, которые представляют собой информационную какую-то нагрузку. Веб-приложения уже позволяют пользователю взаимодействовать с этими разными веб-страницами, вводить свои какие-то данные, взаимодействовать с контентом. А веб-сервис — это, по сути, API-шка, наш какой-то прикладной интерфейс программы, который позволяет различным
веб-приложениям, к примеру, взаимодействовать между собой. На этой прекрасной ноте наше первое занятие в рамках тестирования веб-ориентированных приложений подходит к концу. Я надеюсь, что в голове у вас немножко отложилось, что такое клиент-серверная архитектура, чем отличаются между собой веб-сайты, веб-приложения и веб-сервисы. И вы сможете без проблем ответить на данные вопросы в ходе ваших первых интервью, если вас все-таки спросят эту информацию, а ее обязательно спросят. На следующем занятии мы с вами продолжим изучение клиент-серверной архитектуры на более низком уровне. Погрузимся в эту тему с головой, поэтому обязательно оставайтесь на этом канале, ставьте свои лайки, подписывайтесь, оставляйте комментарии с вопросами, я отвечу всем и каждому. А на этом у меня все. Милости прошу к нашему шалашу. Пока! Привет, YouTube! Сегодня, как и обещал, мы продолжаем изучение тестирования веб-ориентированных приложений. И данный урок будет посвящен HTTP протоколу. Мы поговорим о том, из чего состоит response и request. Также затронем такую тему, как статус-коды, какие версии HTTP протоколов существуют, либо существовали, и еще о некоторых вещах, которые связаны непосредственно с данным протоколом. Для начала давайте разберемся, что же такое протокол. Протокол — это набор правил передачи информации. То есть с помощью протоколов мы регламентируем то, как наша информация будет передаваться в сети интернет. Если мы говорим про HTTP протокол, его полное название — это Hypertext Transfer Protocol. Что же значит протокол прикладного уровня? Существует несколько моделей сетей. Есть модель OSI и модель TCP/IP. TCP/IP — наиболее современная модель, которая сейчас повсеместно применяется в сетях интернет. Модель OSI уже устарела, и в рамках данного урока мы не будем более подробно останавливаться на каждой из этих моделей, однако я расскажу вам то, что необходимо знать для того, чтобы вы понимали, какие вообще протоколы есть, какие уровни есть в этих моделях и к какому из них относится HTTP протокол. Сейчас мы с вами видим две модели, которые я упомянул выше. Это TCP/IP модель и OSI модель. В OSI модели выделяют 7 уровней. В TCP/IP всего 4. Более подробно я расскажу вам про TCP/IP модель. Самый первый уровень – это уровень сетевых интерфейсов. То есть в данном случае передаются какие-то физические импульсы. То есть сюда можно отнести, например, оптоволокно. Когда мы переходим на следующий уровень, это уровень сетевой. То есть здесь уже происходит передача физических сигналов в виде битов или байтов. То есть здесь уже, например, можно выделить такой протокол, как AP. Когда мы говорим о транспортном уровне, то здесь уже происходят какие-то транспортные взаимодействия в нашей сети. Здесь выделяют два вида протоколов – это TCP и UDP. Стоит обратить внимание, что эти два протокола отличаются между собой, и частенько на собеседованиях спрашивают, чем именно. Если мы говорим про TCP протокол, то есть это такой надежный транспортный протокол, в результате которого при передаче файлов происходит гарантия того, что информация доходит до нашего клиента. Если же в рамках передачи информации происходит то, что информация не проходит, то есть нет никакого убеждения и гарантии, что клиент получил эту информацию, то происходит повторная отправка информации. Это то, что касается TCP протокола. Если мы говорим про UDP, то здесь не нужно убеждаться в том, что наша информация дошла. То есть это происходит непрерывным потоком, информация передается. И нет никаких механизмов, которые говорили бы о том, что гарантированно наша информация попала к клиенту либо серверу. Это основное отличие этих двух протоколов. Какие-то технические вещи в рамках данного курса про эти протоколы я рассказывать не буду. Данного ответа будет достаточно на собеседовании, чтобы ваш интервьюер понял, что вы знаете, чем отличаются эти протоколы между собой. Если мы говорим про UDP протоколы, то на практике они применяются, например, в онлайн-играх, где не нужно убеждаться в том, что информация передалась от клиента к серверу. Если мы говорим про
TCP протокол, то такой протокол может применяться в почтовых сервисах. То есть здесь мы должны убедиться, что действительно наш клиент получил какое-то письмо. И следующий уровень – это application level, либо же прикладной уровень на русском языке. Это специфический уровень для нашего приложения, то есть уже как в нашем приложении происходят различные взаимодействия. Это самый последний уровень. И, как я уже сказал, HTTP протокол относится именно к протоколам прикладного уровня. Если вам интересно, то вы можете поставить данное видео на паузу и посмотреть, какие еще протоколы можно отнести к вот этим вот уровням. Часто на собеседованиях могут спросить, какие еще протоколы, кроме HTTP, можно отнести к прикладным. То есть здесь уже включаются вот эти остальные оставшиеся протоколы. Также на собеседованиях иногда могут спрашивать про SI-модель, тоже про название уровней, какие виды протоколов используются на каждом из них. Поэтому, если вам будет интересна данная тема, то, пожалуйста, оставляйте свои комментарии, я обязательно уделю большее внимание этим двум моделям. Мы поговорим о разницах в протоколах, какие подводные камни есть в них, и, возможно, что еще могут у вас спросить на собеседовании про каждую из этих моделей. Давайте теперь подробнее поговорим, из чего состоит вообще HTTP протокол, запросы и ответы. Обязательно выделяют основную часть, либо на английском она называется payload. То есть, по сути, это то, что мы вообще должны передать. Также основную часть еще называют полезной нагрузкой. Также в запросе либо ответе могут находиться так называемые хедеры либо заголовки. Это служебная информация. То есть здесь уже описывается то, как наша основная часть payload должен передаваться. Если мы говорим про HTTP протокол и вспомним его полное название Hypertext Transfer Protocol, у вас могло закрасться сомнение, что мы должны обязательно передавать гипертекст, то есть какие-то текстовые файлы в полезной нагрузке в основной части. Однако это не так. На самом деле в основной части можно передавать не только текст, можно передавать картинки, можно передавать какой-то код. То есть все это также может быть зашифровано в нашей основной части. И чаще всего ответы приходят в формате HTML. Это такой специальный язык разметки, о котором мы с вами также будем говорить чуть позже на следующих занятиях. Давайте теперь посмотрим на примеры HTTP request и HTTP response, из чего вообще они состоят, какие основные части можно в них выделить и на что вам стоит обратить внимание при вашей подготовке к собеседованиям. Я надеюсь, что все мы с вами помним, чем отличается запрос от ответа. Запрос посылает клиент на сервер, а сервер, в свою очередь, реагирует на запрос и отдает свой HTTP response, то есть ответ. Итак, вот есть два примера нашего HTTP request и HTTP response. Как у нас выглядит HTTP request? Во-первых, у нас указывается метод. Чуть дальше я вам расскажу о том, какие вообще методы бывают. Поэтому просто запомните, что первое в респонсе — это метод. Далее идет версия нашего протокола. Опять же, о версиях протоколах мы поговорим в последней части нашего урока. И хост-машина, то есть там, где вообще находится наше приложение, то есть это наш сервер. Также в реквесте у нас содержатся хедеры. Как я уже сказал, это некая служебная информация, которая характеризует нашу основную часть. Она как может быть, так ее может и не быть. То есть эти хедеры не обязательная часть, и они могут отличаться в каждом отдельном реквесте. Также в первой строке может содержаться URL, то есть то, к какому ресурсу мы обращаемся. Если мы говорим с вами про HTTP response, то здесь у нас также содержится информация о версии протокола, также содержится статус-код, то есть статус-код говорит об успешности того, как отвечает нам сервер, то есть может нам ответить он или нет. И каждый статус-код имеет цифровое обозначение и текстовую информацию. То есть, как вы видите, это сам статус-код и статус-месседж. Чуть дальше я расскажу вам более подробнее про статус-коды, какие они вообще бывают, и на что стоит обратить внимание при тестировании именно ответов и запросов на сервер.
Дальше у нас содержится дата, когда вообще был отправлен ответ от сервера, информация о сервере и также, опять же, какие-то хедеры, которые характеризуют нашу основную нагрузку. Также здесь обычно ставится пустая строка, и если наш ответ содержит в себе какую-то полезную нагрузку, то дальше идет информация именно с этой полезной нагрузкой. Например, документ в формате HTML. Вот так выглядят HTTP-реквесты и HTTP-респонсы. Давайте теперь более подробнее поговорим о составных частях каждой из этих сущностей. Во-первых, давайте поговорим о методах. Существует несколько основных методов, которые используются при формировании запросов. Это get и post, самые основные два. Также есть метод put, delete, connect, options, patch, то есть они уже не всегда используются и не являются основными. Если мы говорим про метод get, вот сейчас он, кстати, у нас указан на нашем примере, этот метод характеризует именно запросы информации от нашего сервера. То есть наш клиент просто отправляет какую-то информацию и запрашивает ее от сервера. Если мы говорим про метод post, то здесь уже происходит отправка полезной нагрузки на сервер. То есть у нас содержится вот эта основная часть, payload, например, в теле нашего запроса. То есть это может быть какая-то картинка, либо текст. И мы это отправляем на сервер. Подобным способом также действует метод put, то есть тоже отправляется какая-то информация на сервер, и обычно он используется для того, чтобы у нас создавался какой-то объект на сервере. И есть такой метод, как delete, то есть это удаление данных, опять же, с нашего сервера, либо сервера базы данных. Еще один метод – это connect. Помимо HTTP протокола есть еще такой протокол, как HTTPS. Отличие в этих двух протоколах в том, что HTTPS, он зашифрованный. То есть наша информация попадает на сервер в каком-то зашифрованном виде. Поэтому чаще всего сейчас используют именно HTTPS протоколы, потому что они более надежны, информация зашифрована, какие-то злоумышленники не могут ее получить так просто. Поэтому обязательно обращайте внимание также на это, если, например, используете какой-то ресурс, и чтобы ему все-таки доверять, лучше, чтобы он был написан с использованием HTTPS протокола. Если вы поставите данное видео на паузу, то вы увидите информацию про эти методы, про которые я вам рассказал, как они называются и что вообще каждый метод из себя представляет. Также более подробно о методах мы поговорим с вами на дальнейших уроках, наверное, даже когда будем с вами говорить про тестирование API, потому что знание этих методов, что вообще в них зашифровано, какие есть основные части, какие есть различия, на что стоит обратить внимание при тестировании API, все-таки вот это будет в этом блоке. Пока вам достаточно знать просто их название, что они из себя представляют. Возвращаясь к респонсу, то есть ответу от сервера, я упоминал такой аспект, как статус-код и статус-месседж. Как я уже сказал, эти статус-кода характеризуют успешность нашего обращения на сервер и действительно ли он может дать нам ответ, либо есть какие-то преграды для этого. Как вы видите, статус-кода зашифрованы в числовом виде и существует 5 основных групп. Это сотые, 200, 300, 400 и 500. Каждый из этих типов имеет свое название. То есть сотые – это информационные какие-то сообщения, 200 информационные, 300 это сообщения о перенаправлении, 400 это ошибки на стороне клиента и 500 это ошибки на стороне сервера. Мы не будем подробно останавливаться на сотых ошибках, потому что по сути это просто какие-то информационные сообщения, которые по сути несут в себе смысловой нагрузки. Нас, как тестировщиков, в первую очередь интересуют 200-е статус-кода и 400 и 500, так как они говорят о том, что у нас происходят какие-то критические ошибки. Основной код, который нас интересует в 200-х, это статус-код 200. 200-й статус-код говорит о том, что все прошло успешно как на стороне клиента, так и на стороне сервера. То есть сервер обработал наш запрос от клиента, дал на него ответ, и действительно у нас произошел некий success. 300-й статус-кода, как я уже сказал,
говорят о том, что информацию нам сервер вернул в ответе, однако он нашел ее в другом месте. Здесь нас будет интересовать такой код, как 301. То есть клиент обратился к какой-то странице, однако данная страница перемещена и находится по новому адресу. Сервер это дело смог переварить, и в хедере он вернул новый адрес. Чем плохи 301 ошибки? То есть мы должны всегда обращать на нее внимание, потому что это потенциальные угрозы. У нас не всегда может содержаться информация о новом адресе нашего ресурса, то есть она может просто когда-либо пропасть, и тогда 301 ошибка может перерасти в более серьезную, например, в 404 ошибку, о ней мы поговорим с вами чуть позже. Поэтому обращайте обязательно внимание на 301 ошибку. Также здесь не указан статус-код 304. Он тоже важный, это код not modified. Как вы знаете, надеюсь, у нас информация о наших сайтах хранится в кэше, то есть локально на нашем компьютере. Для того, чтобы в дальнейшем, когда клиент обращался к серверу, не проходила загрузка дополнительных ресурсов, то есть эта информация сохраняется в кэше, информация о нашем сайте, например, какие-нибудь картинки с него, и берет информацию уже с локальной машины. И вот именно 304 код not modified говорит о том, что информация о данном сайте хранится в кэше. И в таком случае при запросе на сервер он может вернуть эту ошибку и забрать какую-то полезную нагрузку уже с нашего локального компьютера. Однако он может, в принципе, эту нагрузку и не забирать и заново подгрузить нам какие-то данные с сервера. Это очень хорошо для производительности, если у нас действительно работает кэш, поэтому тоже обращайте на это внимание. И вот мы подходим к самым интересным статус-кодам. Это 400 и 500. Как я уже сказал, 400 – это ошибки на клиенте. Если мы говорим об основных, на которые вам стоит обратить внимание, это непосредственно сама 400 ошибка, которая говорит о том, что запрос не смог быть обработан сервером, он был составлен неверно. И в случае такой ошибки необходимо обязательно скопировать всю информацию о данном запросе в наш баг-репорт. Если вы забыли, как создаются баг-репорты, сейчас вверху появится ссылка, и вы сможете перейти на данный урок. То есть, если мы видим 400-ю ошибку, дальше я вам расскажу, где мы это можем посмотреть, то обязательно в баг-репорт прикрепляем весь наш запрос, чтобы разработчик, получив информацию о данном отчете, о данном дефекте, смог без труда понять, в чем кроется основная причина данного бага. Также здесь не указан такой важный статус-код, как 401. То есть он характеризует то, что мы ввели какой-то неправильный логин и пароль, и тогда наша система ругается. Этот статус-код по-другому называется unauthorized, то есть если мы говорим о его текстовом названии. Статус-код 403 говорит о том, что даже при том условии, что мы ввели правильный логин или пароль, наша система ввела какие-то рестрикшены для нас, то есть есть ограничения. Возможно, у нас не хватает прав для того, чтобы зайти на тот или иной ресурс. Опять же, стоит обращать внимание на это, если, например, у вас в системе есть разные роли, например, просто пользователь, модератор, администратор, и нужно обязательно проверять тот факт, что когда мы вводим пароль и логин, например, пользователя, он не может вносить какие-то существенные изменения в работу нашего сайта. То есть на это мы тоже обращаем внимание. Ну и, конечно, самая распространенная, известная всем ошибка – это 404, когда наш клиент обращается к ресурсу, которого уже нет на сервере. И, конечно же, серверные ошибки, они наиболее критичные. То есть самая основная из них – это 500. Если мы видим эту ошибку, то мы обязательно должны завести баг showstopper, critical, блокер. То есть мы назначаем такую severity обязательно. То есть в данном случае что-то произошло на сервере, какая-то фатальная ошибка, которая не позволяет ему ответить на ваш запрос. Поэтому это очень серьезно для нашего программного обеспечения. Это вкратце о статус-кодах. Хотелось бы отметить, что вам необходимо обязательно знать все эти 5 типов, знать по несколько примеров на каждый из них, хотя бы самые распространенные, которых я вам сегодня рассказал в рамках данного урока, потому что на собеседованиях часто просят привести эти примеры и рассказать, что они себя представляют. На самом деле всех статус-кодов очень много, и запомнить их нереально,
это справочная информация, то есть если вы находите такой статус-код какой-то, который вам неизвестен, который не относится к основным, вы просто гуглите и смотрите, что вообще он из себя представляет. Также в некоторых компаниях есть свои кастомные статус-кода, то есть разработчики могут присваивать их каким-то определенным специфическим функциональностям и ответам. То есть, опять же, когда вы приходите на какой-то проект, в новую компанию и видите неизвестный для вас код, вы можете, во-первых, узнать это в документации, если она у вас есть на проекте, либо обратиться непосредственно к разработчику и узнать, что он из себя представляет, этот статус-код. И последнее, о чем я хотел поговорить сегодня, это о версиях HTTP протокола. Как я уже сказал, эта информация есть как в реквесте, так и в респонсе. Самая первая версия HTTP протокола – это 0.9. То есть даже не 1. Почему так? Потому что эта версия была придумана стихийно, и ей просто не могли присвоить какой-то определенный номер. Затем уже была версия HTTP 1.0, то есть когда уже были какие-то стандартизированные вещи в ней. В ней была информация о, если не ошибаюсь, 3 методах get, post и put. И уже потом была версия HTTP 1.1, которая на самом деле сейчас чаще всего встречается на тех или иных ресурсах. После версии HTTP 1 появилась версия HTTP 2.0. На самом деле изначально данный протокол назывался CDPI, то есть если мы говорим о версии 2.0. Его придумала компания Google для того, чтобы поднять производительность данного протокола, так как уже на этапе современных технологий данный протокол HTTP 1.1 устаревал, но в дальнейшем все остальные компании его подхватили, поняли, что необходимы какие-то улучшения в версии предыдущей 1.1, и данный протокол взяли, стандартизировали, и теперь он называется HTTP 2.0. У протокола HTTP 2.0 есть неоспоримые преимущества перед HTTP 1.1, поэтому если в вашей компании стоит выбор между этими двумя версиями протоколами, конечно, лучше же использовать 2.0. Какие же это такие неоспоримые преимущества? В отличие от версии 1.1, версия 2.0 использует бинарный формат, то есть нули и единицы. Версия 1.1 использует текстовый формат. Как вы понимаете, использование нулей и единиц намного уменьшает количество той информации, которую необходимо передавать на сервер, и серверу передавать обратно на клиент. Текстовый формат имеет здесь свои недостатки, потому что он намного больше места занимает и дольше передается. То есть это очень хорошо влияет на производительность. Второй плюс то, что HTTP 2.0 он быстрее, то есть там происходит сокращение информации, опять за счет того же бинарного формата и из-за того, что происходит сжатие заголовков наших хедеров. Если мы возьмем HTTP протокол версии 1.1 и изучим различные реквесты и респонсы, которые написаны именно по данному протоколу, то можно обратить внимание, что там часто встречается задваивание заголовков. В HTTP 2.0 такого нет. Основная причина этого то, что HTTP 2.0 является мультиплексированным. То есть, что это значит? Если в версии 1.1 каждый наш запрос, будь то отправка HTML-кода, отправка CSS, отправка JavaScript, они проходят по отдельному TCP-соединению. Если мы с вами вспомним, это транспортный протокол. То есть каждый запрос – это отдельное TCP-соединение. Если мы говорим про протокол версии 2.0, то все эти запросы проходят по одному единственному TCP-соединению. То есть нет такого различия, какую информацию передают они на сервер. Они всегда идут по одному TCP. В версии 1.1, как я уже сказал, этих TCP-соединений будет столько, сколько есть запросов и видов информации, которые мы передаем на сервер и получаем от нее. Опять же, если мы говорим про мультиплексирование, то в версии 1.1 все вот эти вот запросы идут друг за дружкой. То есть, например, сначала мы получаем какую-то текстовую информацию, HTML, затем мы получаем информацию о стилях, CSS, затем мы получаем информацию по JavaScript, по какому-то динамическому обновлению нашей страницы. И вот эти все соединения проходят друг за другом. В версии 2.0 такого нет. То есть у нас есть одно соединение,
и информация передается одновременно, как со стороны запроса, так и со стороны ответа от сервера. То есть эти все действия происходят параллельно. Не нужно ждать окончания какого-то определенного вида запроса, а все происходит одномоментно. Это, пожалуй, основные различия этих двух версий протоколов. И вот вспомнила, что хотел вам еще сегодня рассказать, это как мы можем наглядно посмотреть, как у нас происходят запросы, приходят ответы, где мы можем увидеть информацию о версии протокола, статус кода. Поэтому давайте с вами перейдем сейчас в браузер, и я вам покажу, как это можно сделать. Я заранее открыл сайт Onliner. Если вы живете в Беларуси, я думаю, всем известно, что это вообще за ресурс такой. Если же нет, то можете открыть любой сайт, который вам интересен, и провести те же самые операции. Для того, чтобы нам работать с запросами и ответами, необходимо открыть так называемый DevTools, то есть инструменты разработчика уже внутри нашего браузера. Такие инструменты есть во всех известных браузерах, и обычно они открываются после нажатия кнопки F12. Далее мы переходим во вкладку Network и обновляем нашу страницу. Как видите, у нас уже прошли первые наши запросы, и мы получили какие-то ответы от нашего сервера. И здесь уже можно узнать какую-то первую информацию. То есть мы видим метод, который используется, видим статус-код, то есть все здесь успешно прошло, и версию нашего протокола. Если у вас нет какого-либо из этих столбиков, вы просто нажимаете на правую кнопку мыши и кастомизите так, как вам необходимо, то есть то, что вас интересует. Когда мы открываем какой-либо из этих запросов, то здесь вы уже можете увидеть информацию о том, что у нас ушло на сервер и что мы получили от него. То есть вот эта информация о нашем запрашиваемом URL, метод, который был использован, информация о нашем статус-коде. Все это здесь есть. Информация о хедерах в нашем ответе. То есть все это можно здесь просмотреть. Если же мы видим какие-то ошибки, например, статус-код 404, либо 500-ю ошибку, то тогда мы заводим на это баг. Баг заводится обычно, как мы с вами уже это делали в Jira, либо в Azure DevOps, либо в другой бэктрекинговой системе, либо в Excel. То есть, по-хорошему, вы копируете информацию о нашем реквесте, делаете скрин, обязательно, чтобы на скрине у вас попала именно информация из DevTools, и, ко всему прочему, вы можете сохранить вот эту всю информацию в специальном архиве, который в дальнейшем ваш разработчик сможет открыть у себя на компьютере и просмотреть всю информацию о респонсах, реквестах, что у вас вообще происходило, когда вы отправляли тот или иной запрос на сервер. Дальше на наших занятиях мы будем более подробно работать с DevTools. Я расскажу вам об основных элементах, блоках, которые есть в данном инструменте. Во всех браузерах они работают аналогично, где-то есть какие-то дополнительные функциональности, но мы, скорее всего, будем чаще всего обращаться к Google Chrome и к DevTools, которые есть в данном браузере. Также у этого инструмента есть отлично написанная документация, которую вы также можете прочитать, ознакомиться с ней. Ссылку на данную документацию я оставлю в описании к этому видео. Это все, что я хотел вам рассказать про HTTP протокол. Надеюсь, что данная информация немножко внесла в ясность в ваши головы по поводу того, как вообще работает данный протокол, как мы отправляем запросы, что мы получаем от сервера, на что стоит обращать внимание при тестировании. И в дальнейшем на собеседованиях, либо же уже в реальной работе у вас не возникнет вопросов, и вы сможете без проблем понимать, какие есть узкие места в ответах, либо же запросах на сервер. Также хотел бы вам напомнить, что у меня есть телеграм-канал, в котором я выкладываю информацию о том, на что стоит обратить внимание при подготовке к собеседованию на позицию начинающего тестировщика. Уже сейчас там есть несколько статей с полезными ссылками и ответами на самые распространенные вопросы. Также я буду выкладывать туда ссылки на литературу, которую я сам непосредственно читал, когда решился все-таки уйти в сферу IT и стать тестировщиком. И, конечно же, ссылки на
мои видео на этом канале и, возможно, то, что я не успеваю рассказать вам в рамках данных занятий. А на этом у меня все. Подписывайтесь на данный канал. Милости прошу к нашему шалашу. Пока! Привет, YouTube! На сегодняшнем уроке продолжим изучение тестирования веб-приложений и поговорим об основных понятиях, которые облегчат для вас понимание этой предметной области и дадут необходимую теоретическую канву для продолжения нашей с вами совместной работы. Не пугайтесь, следующие несколько уроков мы проведем уже в практическом режиме, а пока давайте немножко потерпим теории. Начнем с простого. Давайте представим, что мы открываем браузер, и что мы делаем в первую очередь? Скорее всего, вводим в адресную строку URL, либо же Uniform Resource Locator. Это уникальный адрес сайта в сети, который определяет его местонахождение в сети интернет. Также существует еще два понятия – URN и URI. URN – это неизменяемая последовательность символов, определяющая только имя некоторого ресурса. Это имя определяет только название самого ресурса, но не говорит, как к нему подключаться. Также существует еще такое понятие, как URI, то есть наш какой-то уникальный идентификатор. Это обобщенное понятие множества идентификаций нашего ресурса, которое включает как URL, так и URN. И может включать их по отдельности, либо же все вместе. То есть мы можем считать, что идентификатор – это наш локатор, либо же идентификатор – это имя, либо же идентификатор – это и наш URL, и URN. Давайте посмотрим на примерах, чтобы вам было более понятно, как между собой отличаются эти три вида сущностей. Итак, смотрите. Здесь выделены, что в нашей адресной строке обозначает идентификатор, что обозначает локатор, а что обозначает имя. Как вы видите, наш локатор определяет способ, как мы к нему будем заходить, и саму адресную строку. То есть непосредственно адрес местонахождения в сети. Если мы говорим про имя, то нас не интересует способ, как мы будем вот к данному файлу приходить. Нас интересует в первую очередь только его название. Поэтому название протокола и непосредственно адреса нас в данном случае не интересует. И, как я уже сказал, идентификатор включает в себя как локатор, так и название, но также может включать их по отдельности. Раз мы заговорили про адреса, то, конечно же, если мы говорим о сети интернет, то необходимо обратить внимание на IP-адрес. Что же это такое? Это уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети, построенный по протоколу IP. IP-адрес представляет собой 32-битовое по версии IPv4, либо же 128-битовое по версии IPv6 двоичное число. Вот у нас здесь есть 4 двоичных числа, каждый из которых может включать в себя 8 битов. Всего таких кластеров 4, поэтому 32 бита, либо же 4 байта. Но использовать двоичную систему исчисления для записи IP-адреса не очень удобно. Они получаются громоздкие, поэтому чаще всего IP-адрес вы видите в виде десятичных чисел, то есть их просто переводят в них. И каждое такое десятичное число не может быть больше 255. Иногда на собеседованиях могут спросить, как переводить IP-адреса из десятичной системы исчисления в двоичную и наоборот. Давайте с вами рассмотрим, как это легко и просто можно сделать. Давайте с вами переведем число из десятичной системы исчисления в двоичную. Для примера возьмем 19. Как это можно сделать, не используя какие-то калькуляторы, либо же конвертеры в другие системы? Для этого мы берем само число, например, это будет 19, и делим его в столбик на 2. Здесь действуют обычные правила арифметики, то есть если мы не сможем делить это число без остатка, то мы берем максимально приближенное к нему, которое делится на 2. Записываем его, и этот остаток у нас будет единица.
Дальше то число, которое у нас получилось в результате деления, в данном случае 9, опять делим на 2. Опять повторяется такая ситуация, то есть мы опять записываем максимально приближенное число, и в остатке у нас остается единица. Так мы продолжаем делать вплоть до того, пока у нас не получится так, что мы не сможем дальше продолжать наше деление на 2. То есть в данном случае у нас последняя оказалась единица. Когда мы делим ее на 2, мы получаем число не целое, 0,5, записываем это как 0, и здесь опять же пишем остаток. Этот 0 мы не учитываем последний, а учитываем только то, что у нас спокойно делится на двойку. И дальше мы записываем это число, начиная с самого последнего получившегося и к самому первому. Это число у нас и получится в двоичной системе. Надеюсь, что вам понятно, как это сделать. В любом случае в Телеграме я выложу данные картинки для того, чтобы вам можно было без труда на них посмотреть и освежить в памяти, и как это структуризировать те данные, которые вы получили в рамках данного занятия. Если же мы говорим про обратную ситуацию, когда нам нужно из двоичной системы перевести в десятичную, тогда мы берем наше число в двоичной системе и, начиная с последнего, нумеруем его. То есть 0, 1, 2, 3, 4. Всего у нас 5 цифр в данном числе. И дальше мы начинаем умножать наши цифры в этом числе на двойку в той степени, которая будет указана сверху, то есть порядковый номер данного числа. После этого мы плюсуем все значения, которые у нас получились, и получаем наше число в десятичной форме. То есть ничего в этом сложного нет, просто нужно потренироваться на некоторых числах, на примерах, для того, чтобы набить себе руку, и в случае, если вас все-таки попросят это, у меня на самом деле на собеседованиях это никогда не спрашивали, но в рамках моего курса, который я проходил в IT-академии, мы разбирали такие примеры, и в принципе никогда не будет лишним изучить данные переводы. Конечно же, есть онлайн-конвертеры, и даже в встроенном калькуляторе Windows есть такая возможность, чтобы переводить числа из десятичной системы в двоичную и наоборот, поэтому этим тоже можно пользоваться, но всегда есть вероятность того, что вас могут все-таки спросить на собеседованиях, как это можно сделать просто на листе бумаги. Следующий аспект, который я хотел бы затронуть в рамках IP-адреса, это маска подсети. Когда IP-адрес присваивается интерфейсу, например, сетевому адаптеру, компьютера или маршрутизатора, то кроме самого адреса данного устройства, IP-адреса, ему назначают еще и маску подсети. Компьютерная маска подсети нужна для определения границ самой подсети, чтобы каждый мог определить, кто находится с ним в одной сети подсети, а кто за ее пределами. Маска подсети, по сути, это тоже 32 бита, но в отличие от IP-адреса, нули и единицы в ней не могут чередоваться. Всегда сначала идут несколько единиц, потом несколько нулей. Например, если вот с вами посмотрим на маску подсети, на английском это будет subnet mask, то, как вы видите, у нас сначала прописаны только единицы, а потом нули. То есть такого, как в IP-адресе, у нас быть не может, когда есть чередование. Я думаю, что после рассмотрения IP-адреса вам стало понятно, что такая запись в виде двоичной системы исчисления не очень удобна. Поэтому используют упрощенную версию, прописывают просто количество единиц, которые у нас есть в маске подсети. То есть здесь у нас их 25, поэтому после IP-адреса нашего могут поставить слэш и написать цифру 25. Я думаю, что те, кто когда-либо настраивали браузер, либо же подключение к сети в системе Windows, то вы обращали внимание на IP-адреса и на то, как там прописывается маска подсети. То есть иногда можно встретить такую запись через слэш, и прописано количество вот этих самых единиц, которые у нас содержатся в маске подсети. Но также вы могли встретить и другую запись, когда у нас не прописывается через слэш эта маска подсети, а вообще прописана граница нашей подсети вот в таком вот виде. То есть здесь уже учтена и маска подсети, и сам IP-адрес. Как вообще происходит определение границы подсети? То есть берется наш IP-адрес, берется маска подсети, и
каждая цифра, которая содержится в этих адресах, она перемножается друг на друга. И в итоге у нас получается вот такая вот запись, которую в дальнейшем также переводят в десятичную систему исчисления для удобства записи. То есть, если мы с вами обратим внимание, то в маске под сети у нас 25 единиц, вот мы их всех перемножили, то есть этот адрес у нас полностью оказался таким же, как и в IP-адресе, там, где у нас были нули и единицы, которые умножаются на нули, то есть они все записались как нули. Также, когда говорят про IP-адрес, есть статический и динамический IP-адрес. Если мы говорим про динамический IP-адрес, то он назначается автоматически при подключении устройства к сети и используется в течение ограниченного промежутка времени, как правило, до завершения сеанса подключения. В статическом такого не происходит, то есть у нас он всегда один. Также в теме, посвященной вот этим всем адресам, стоит упомянуть еще и такое понятие, как MAC-адрес. Это физический адрес нашего устройства. Он прописывается при производстве сетевой карты. То есть, если у вас вдруг на собеседованиях спросят, сколько вообще MAC-адресов есть в системе, то вы всегда должны сказать, что столько же, сколько сетевых карт у нас установлено в оборудовании, которое к этой системе принадлежит. То есть, если у нас есть сетевая карта в нашем принтере, то она тоже будет с MAC-адресом и учитываться в этом общем количестве. То есть не всегда верно говорить так, что если у нас, например, есть сетевая карта в компьютере, которая отвечает за наше подключение через Wi-Fi, то она одна. Всегда считаем все устройства, которые подключены к компьютеру и у которых есть MAC-адрес, то есть они могут выходить в сеть. Теперь мы с вами знаем, что же такое IP-адрес. То есть это уникальный номер каждого устройства в сети интернет. И чтобы попасть на сайт, нам необходимо знать IP-адрес устройства, на котором расположен данный сайт. Давайте с вами представим, сколько вообще сайтов вы посещаете каждый день. Если бы они все были зашифрованы вот в этом цифровом виде, в виде IP-адресов, то представьте, какое количество чисел, цифр вы должны были бы держать в своей голове. Это нереально. Поэтому для нашего удобства, для удобства работы в сети интернет, еще в 80-х годах была создана система доменных имен, либо она еще называется DNS – Domain Name System. Смысл ее в том, что каждому цифровому IP-адресу присваивается понятное буквенное имя, либо же его еще называют домен. То есть, когда вы вводите в браузере доменное имя, вот эти сервера DNS преобразуют его в IP-адрес. То есть у каждого нашего домена, у нашего каждого URL есть соответствующий IP-адрес сервера. И вот с помощью DNS эта информация в буквенном значении преобразуется в числовое, и уже сервера могут понимать, что от них хотят и какую информацию хотят получить. Поэтому мы получаем уже информацию от серверов в этом буквенном виде с помощью преобразования в DNS. И последняя часть нашего занятия будет посвящена кэшу браузера и куки. Что же такое кэш браузера и для чего он вообще необходим? Когда вы серфите в просторах интернета, загружаете, просматриваете веб-страницы, вы, возможно, даже не подозреваете, что ваш браузер автоматически сохраняет определенные данные на жесткий диск вашего компьютера. Это могут быть различные элементы дизайна сайта, картинки, изображения, видеофайлы, музыка и так далее и тому подобное. Это делается для того, чтобы при следующем обращении к странице она загрузилась быстрее, благодаря тому, что часть информации загружается уже не с сервера, а непосредственно с вашего жесткого диска. Это и есть наш кэш. То есть это данные, которые загружаются с нашего компьютера для того, чтобы упростить нам работу на тех сайтах, которые мы раньше посещали. То есть ускорить ее и не загружать так сервер, как это могло бы быть, если бы мы каждый раз обращались к нему в поисках необходимой нам медиаинформации, например. Если же мы говорим про куки,
то это тоже временные файлы, которые хранятся на жестком диске компьютера пользователя. Однако куки служат для хранения персональных данных пользователя. Что же это может быть? Это могут быть данные авторизации, наш логин и пароль, настройки на определенных сайтах, ваши предпочтения. То есть в момент, когда мы заходим на страницу, браузер отсылает эти данные на сервер, благодаря чему мы, например, сразу попадаем на нашу личную страничку в социальной сети без необходимости постоянного ввода логина и пароля на странице авторизации в данную сеть. Также эти данные могут учитываться при выдаче вам контекстной рекламы. То есть они тоже сохраняются, ваши предпочтения есть в браузере, и на основании их уже будет подбираться та реклама, которая вам будет интересна в первую очередь. Это то, что нужно знать про куки и кэш. На следующем уроке мы с вами уже подергаем DevTools, о котором мы говорили на нашем втором занятии. Посмотрим основные вкладки в нем и чем они могут нам помочь при тестировании. Возможно, я пока еще не решил, в пару словах расскажу вам о HTML и CSS, либо же, если мы не будем успевать, либо же урок и так получится очень длинным, то я расскажу вам о CSS и HTML на следующих уроках. Поэтому обязательно оставайтесь со мной. Кнопка «Подписаться» вам в помощь. Дальше будет только интереснее. А пока напишите в комментариях, был ли полезен вам данный урок и что бы вы хотели еще узнать о тестировании веб-приложений. Напоминаю, что полезные ссылки на статьи и литературу вы можете найти в моем телеграм-канале, либо же в описании к некоторым видео. А на этом у меня все. Милости прошу к нашему шалашу. Пока! Привет, YouTube! Давненько мы с вами не виделись, но на то были причины. Как вы знаете, я живу в Республике Беларусь. Прошлое видео было как раз записано про то, какая ситуация сейчас у нас в стране. В принципе, она продолжается, развивается. Ничего особо не изменилось. Только то, что силовики теперь не применяют силу. Как бы это тавтологично не звучало, но ситуация до сих пор сложная. Плюс ко всему, за вот этот промежуток времени я успел поменять работу. Теперь я работаю в продуктовой компании и также прохожу процесс онбординга, поэтому свободного времени сейчас не так много. Все мысли заняты как работой, так и событиями, происходящими на моей родине. Но все же, чтобы отвлечься, я решил записать данное видео и все-таки продолжить наше с вами обучение тестированию. В данном случае тестированию веб-приложений. Как и обещал, сегодня мы с вами поговорим о DevTools. Это специальный пакет для разработки веб-приложений. Также он используется для тестирования и встроен непосредственно в сам браузер. Будь то Google Chrome, либо же Mozilla, там уже, конечно, немножко по-другому называется этот пакет разработки. Вообще в каждом браузере он есть, но мы с вами сегодня будем рассматривать именно этот инструмент в рамках браузера Google Chrome, так как он является на данный момент самым распространенным, самым используемым. И, в принципе, все, что вы сегодня узнаете, можно применять и на другие инструменты, которые встроены в другие браузеры. Будь то Edge, который сейчас, кстати, написан на Chromium, поэтому там, в принципе, DevTools точно такой же, как и в Chrome, в Mozilla, в Firefox, в Opera, в Internet Explorer, то есть во всех этих браузерах также есть подобные утилиты. Почему мы будем с вами изучать данный инструмент? Так как он достаточно распространен среди разработки, помогает именно разрабатывать веб-приложения, также тестировать их. На Chrome DevTools написана отличная документация, на основании которой вы можете также ее прочитать, изучить, узнать все фичи, которые предполагает использование именно DevTools. Поэтому я рекомендую вам также ознакомиться с ней. Ссылку на эту документацию я оставлю в описании к этому видео. Итак, переходим к делу. Как же нам вызвать Chrome DevTools? Есть несколько способов. Самый простой — это нажатие правой кнопкой мыши и нажать «Просмотреть код».
если мы говорим о русском языке. Если мы говорим об английском языке, то тут будет inspect, если не ошибаюсь, inspect element, и вы можете тоже нажать и увидите from DevTools. Также можно это сделать нажатием клавиши F12. Тоже по дефолту эта клавиша вызывает все подобные инструменты в других браузерах. Точно так же вы можете вызвать данную утилиту. Как мы можем вообще закастомизить эту консоль? Как вы видите, сейчас она располагается справа. Если вы нажмете сюда на 3 точки, то вы можете изменить вообще ее расположение. Она может быть внизу, может быть слева, либо же вообще в отдельном окне. Например, если у вас 2 монитора, на которых вы работаете, вы можете просто перенести этот DevTools в отдельный монитор, на отдельный экран и работать непосредственно в самом браузере на одном мониторе и в Chrome DevTools на другом. Давайте вернемся к тому виду, который был у нас изначально. И еще один способ вызова данной консоли. Если, например, вы ее закроете сейчас, нажмете на правую кнопку мыши и нажмете «Просмотреть код», как я уже сказал, и непосредственно вам откроется HTML-файлик на том элементе, который вы хотели проинспектировать. То есть, если вы здесь нажимаете «Просмотреть код», то открывается строка, в которой прописано, как этот файлик, как этот элемент должен выглядеть на странице. Как я и говорил, про HTML и CSS мы тоже с вами поговорим, но уже не в рамках данного урока, а чуть позже на других занятиях в рамках изучения тестирования веб-ориентированных приложений. Здесь вы можете, когда открываете консоль во вкладке Elements после инспектирования элемента, посмотреть вообще, как он записан в верстке в файле HTML, просмотреть его размеры. Также есть информация про accessibility, то есть все вот это здесь будет прописано. Также вы можете непосредственно здесь изменять сам этот файлик, и изменения в данном коде, в данном атрибуте будет непосредственно отображаться уже и на вашей странице. Например, если мы с вами просмотрим код какого-нибудь заголовка и начнем его изменять, например, уберем слово «мобильное», то, как вы видите, изменится и информация на самой странице. Таким образом можно тестировать, например, заголовки, когда вы вводите большое количество символов, как они будут отображаться, не будут ли они заезжать на другие элементы на странице, либо же и наоборот, если вы ведете один символ, либо вообще не ведете символ, как это тоже будет отображаться, можно посмотреть, как на UI будет отображаться данный элемент на странице. То есть это используется в тестировании. Также, если мы с вами спустимся чуть ниже, вы увидите вкладку Styles. Здесь уже будет непосредственно информация о CSS, о дизайне этих всех элементов, то есть будет описано размеры, шрифты, которые используются при написании. То есть все это можно здесь посмотреть. Паддинги, марджины, то есть все это также мы с вами немножко подробнее разберем на последующих уроках. Просто знаете, что именно вот в вкладке Styles, например, вы можете посмотреть, какой цвет был применен для того или иного элемента, какой шрифт. То есть, когда вы будете тестировать именно UI, открывая какие-то макапы, шаблоны вашей страницы, которые вам предоставили дизайнеры, на них также будет указана информация о том, какие шрифты, какого размера, какие элементы, картинки должны использоваться, и вы должны обязательно проверить, действительно ли разработчик учел это при написании кода, при верстке данной страницы. То есть вы просто сравниваете, действительно ли это так и совпадает ли это с нашим непосредственно шаблоном. Также следующая вкладка – это консоль. В консоли у нас прописываются ошибки JavaScript исполнения. И вообще в этой консоли можно исполнять различные скрипты, написанные на JavaScript. То есть, как вы видите, у нас здесь есть некие ошибки, есть предупреждения о каких-то ошибках, которые могут возникнуть в дальнейшем. Мы это обязательно все должны изучать. И в случае обнаружения таких ошибок нам необходимо заводить баги в наших бэктрекинговых системах. Как это делается? Вы непосредственно пишете, при каких условиях воспроизводится та или иная ошибка, которая отображается в консоли. То есть, что вы открыли, какие шаги воспроизведения, и затем копируете просто всю информацию, которая у вас есть в консоли по данной ошибке,
и прикрепляете эту информацию к багу. Разработчик, уже в дальнейшем получив эту информацию, может ее обработать и узнать, в чем кроется основная причина. То есть нам, как мануальному тестировщику, особенно на уровне джуна, не нужно знать все особенности JavaScript, как он у нас обрабатывается, почему возникает такая ошибка. Это уже задача разработчика. Нам главное найти эту ошибку, ее оформить, написать отчет, баг-репорт и посмотреть, действительно ли разработчики пофиксили ту или иную ошибку. Все ошибки мы обязательно должны репортить с Severity Critical, либо же блокер, в зависимости от того, какие у вас есть Severity на проекте. Если у нас же, опять же, есть какие-то варнинги, которые в дальнейшем могут также привести к ошибкам, то они желтым цветом здесь выделены, их тоже нужно обязательно репортить, так как они в дальнейшем могут привести к каким-то серверным ошибкам, к серьезным. Поэтому тоже таким же способом, как я описал выше, мы их оформляем в наших бэктрекинговых системах, либо же в других системах, которые используются у вас на проекте. Обычно все эти ошибки прописывают сами разработчики, то есть они не используют дефолтные, но если разработчики ленятся, то тогда уже используются дефолтные ошибки, которые наш браузер может выдавать нам. Что касается этой вкладки, также здесь можно выбрать, что мы вообще можем видеть. Например, если мы убираем информацию об ошибках, то она исчезает, и мы видим только варнинги, какие-то предупреждения. Если мы добавляем, то мы это можем видеть. То есть это все тоже можно кастомайзить. То есть на досуге можете прокликать все, что здесь написано, и посмотреть, к чему это может привести. Следующая вкладка — это Sources. Здесь у нас содержится информация о серверах, к которым обращается наш клиент. То есть есть информация, которая находится непосредственно на сервере самого онлайнера, но также, например, какие-то картинки, либо же, не знаю, информация о курсах валют, возможно, медиафайлы берутся с других каких-то серверов, поэтому мы здесь также можем просмотреть, откуда они берутся. Здесь содержится вся вот эта информация. Я в своей работе, на самом деле, эту вкладку, наверное, не юзал еще ни разу, но вполне возможно, что у вас на проекте будут использовать и ее. Самая главная вкладка, которая вообще используется при тестировании, это вкладка Network. Здесь у нас находится информация об общении нашего сервера и клиента. Это важная вкладка, потому что здесь мы можем видеть запросы, которые отправляет клиент, и ответы, которые возвращает сервер. Все это здесь можно изучить. Мы с вами на первом занятии, посвященном тестированию веб-ориентированных приложений, сейчас ссылочка появится вверху, немножко говорили об этом, когда разбирали HTTP протокол. Но можем еще раз вернуться к этому, что вообще у нас может быть в этой вкладке. Непосредственно в XHR здесь именно у нас содержится информация о запросах напрямую к веб-серверу и загрузка самих ответов с этих серверов, которые напрямую вызывают скрипты. Это наша основная вкладка внутри Network. Также здесь есть вкладки All, то есть здесь у нас вообще запросы всех типов отображаются. Если мы говорим о JS, то здесь информация о JavaScript, который у нас запускается на странице. CSS — информация непосредственно о CSS. Image — это информация о картинках, которые у нас загружаются. Медиа — информация о различных медиафайлах, будь то видео, либо же какие-то аудиофайлы. Фонд — информация о шрифтах. Doc — это та информация, которую мы вводим в адресную строку и отправляем запрос на сервер, то есть здесь такие у нас запросы отображаются. WS — это WebSocket. WebSocket — это вообще такой протокол, который позволяет обмениваться сообщениями между браузером и сервером в режиме реального времени. То есть здесь отображаются именно вот такие вот сообщения нашего клиента и сервера. Манифест — это специальные JSON-файлы. О формате JSON мы с вами будем говорить более подробно, когда начнем тему API. Но чтобы вам просто понимать, что такое манифест, как я уже сказал, это специальные JSON-файлы, специальная информация о нашем веб-приложении для нашего браузера. И в вкладке Other у нас отображается все остальное, что не попало под дифференциацию по вот этим различным вкладкам.
Возвращаясь к XHR, то есть нашей основной вкладке, в которой мы работаем в нетворке, то здесь мы видим непосредственно название нашего запроса, метод, который использует наш HTTP-запрос, статус-код, который возвращает сервер, протокол. То есть здесь у нас будет информация о версии нашего протокола. Как мы с вами помним, есть версия 1.1 и 2.0. Если вы подзабыли, опять же, можете вернуться к видео, посвященному именно HTTP протоколу, где я подробно рассказывал отличия в версиях данных протоколов. Type, понятно, это будет XHR. Initiate — это файл или сайт, который инициировал данный запрос. Size — это размер. Также здесь есть time — это время на обработку. И waterfall — это показывает, как у нас вообще развивались события. Если мы с вами посмотрим на строку состояния, то здесь мы с вами можем увидеть, сколько времени вообще было потрачено на отправку запроса и на получение ответа от сервера. То есть можно это все тоже анализировать для того, чтобы понимать, есть ли у нас какие-то проблемы с производительностью. Также здесь есть такой чекбокс, как Disable Cache, то есть мы отключаем сохранение кэша на данной странице. Это нужно для того, чтобы мы с вами при тестировании, когда отправляем какие-то запросы, не использовали те данные старые, которые могли как-то повлиять на дальнейший исход нашего с вами какого-то действия. Поэтому кэш отключают. Preserve log — это запись нашего лога, то есть логирование процесса. Опять же, для того, чтобы если у нас есть какие-то ошибки, которые появляются в результате нашей работы, мы могли сохранить этот лог и передать его разработчику для его дальнейшего анализа. Также есть возможность имитации различных условий, то есть мы можем выставлять так, как будто бы у нас быстрый 3G интернет подключен, либо медленный 3G, либо вообще мы в режиме офлайн, что вообще будет происходить с нашей страницей, какие статус-кода будут посылаться. То все это можно здесь настраивать, выбирать. И не нужно, например, подключаться специально к какому-то выделенному сетевому адаптеру, который использует, к примеру, 3G, либо 4G, либо Wi-Fi. То есть здесь мы это можем настроить. Также есть здесь кастомные какие-то настройки, которые можно самостоятельно добавлять для того, чтобы имитировать работу различных соединений. Следующая вкладка — это Performance. Эта вкладка необходима для того, чтобы мы с вами вообще следили за быстродействием работы нашего сайта. Как это делается? Например, смотрите, если мы с вами запускаем здесь процесс записи того, что происходит в процессе работы нашего сайта, например, мы нажимаем Record, обновляем нашу страницу и нажимаем Stop. Немножко подождем, пока происходит процессинг того, что происходило. И здесь вы сможете увидеть информацию о том, вообще за сколько времени происходили те или иные процессы на нашем сайте, как они могли отразиться на нашем перформансе. В дальнейшем у вас появляется такая вот диаграммка, где есть различные соотношения тех или иных процессов по времени, сколько они занимали. Это все тоже можно анализировать. Если мы будем говорить об этой диаграммке, что на ней указано. Если мы говорим о loading, это время загрузки нашей страницы, скриптинг — это время работы скриптов на нашей странице и каких-то математических расчетов. Рендеринг — это время процесса рендеринга, то есть расположение слоев и блоков на нашей странице бесцветных. И painting — это уже когда у нас эти бесцветные слои, блоки раскрашиваются, то есть сколько времени на это необходимо. System — это некие системные процессы, idle — это время бездействия вообще, которое у нас было за время нашей записи. Чем это хорошо? Тем, что мы можем проанализировать, сколько времени было потрачено. Например, если у вас есть какие-то стандарты того, что на загрузку у вас должно быть потрачено столько-то миллисекунд, и вы понимаете, что вот в процессе перформанс-тестирования это время у вас увеличилось очень сильно, значит, что-то на это повлияло. Вы это должны проанализировать, либо же, если у вас недостаточно знаний для этого анализа, вы можете попросту сохранить информацию о том, как у вас происходил вот этот процесс загрузки страницу. Это делается легко, то есть вы просто сохраняете нажатием вот этой кнопки и потом отсылаете это разработчику, например, в баг-репорте каком-то, то есть вы указываете, что у вас время загрузки страницы сильно преувеличено по сравнению, например, с какими-то эмпирическими данными, которые у вас были получены раньше. И он получает этот файл, может его обратно к себе загрузить,
наш файлик. Вот он. Он его загружает, и у него также отображается вся та же информация, которая вот у вас была в браузере в тот момент, когда вы запускали этот процесс записи перформанса того или иного ресурса. И он все это может видеть, проанализировать, посмотреть, понять вообще, может быть, это вообще зависит от браузера, что вообще происходило, что влияло на процесс загрузки, рендеринга, скриптинга, все вот это он может просмотреть. Плюс ко всему здесь опять же можно имитировать какие-то процессы, связанные с скоростью интернета, либо его полным отключением, либо же замедлением работы нашего CPU. То есть все это тоже можно здесь сделать. Еще одна такая вкладка — это Security. Здесь вы можете посмотреть вообще, какие у вас протоколы применяются на той странице, которую вы тестируете. Секьюрные ли они. То есть, как мы знаем, есть два типа протоколов. Есть HTTP и HTTPS, которые у нас в основном используются в сети интернет для отображения той или иной страницы. Если мы говорим про HTTP, то этот протокол не защищенный и потенциально небезопасный. Если мы говорим про HTTPS, то этот протокол защищенный, шифрованный. То есть здесь уже используется сертификат SSL. И также вы можете посмотреть эту информацию вот именно в вкладке Security, какой у вас протокол используется, просмотреть сам сертификат, информацию о том, действительно он или нет. Если же бы у нас здесь использовался протокол HTTP, то была информация выделена красным цветом, написано о том, что этот протокол не безопасен потенциально. И при загрузке страницы у нас бы отображалась такая информация, вы уверены в том, что вы хотите использовать небезопасное подключение. Почему важно открывать вкладку Security и проверять это, так как зачастую на некоторых сайтах используется информация с других сайтов, с других серверов, на которых уже может использоваться HTTP протокол, который небезопасный. И, например, если у вас на проекте есть какая-то финансовая информация, пароли, адреса, явки, то небезопасно передавать эту информацию через HTTP протоколы. То есть, когда вы изучите эту информацию, увидите, что у вас есть действительно такие сайты, к которым обращается непосредственно тот ресурс, который вы тестируете, и эти сайты используют протокол HTTP, вы также должны сообщить об этом разработчику, что используется потенциально небезопасный протокол на вашем сайте, и нужно что-то с этим делать. Возможно, у вас на проекте есть некоторые договоренности, требования, в которых этот протокол HTTP прописан, что мы можем его использовать на других ресурсах. Но опять же, если этого нет, лучше еще раз переспросить у разработчика, у бизнес-аналитика, у продукт-оунера, действительно ли можно использовать этот протокол непосредственно на данном сайте и не является ли это проблемой. Это то, что касается вкладки Security. Когда вы будете, к примеру, практиковаться с DevTools, то я думаю, что обязательно посмотрите вкладку Security на различных ресурсах, и тогда будет видно, когда у нас используется HTTP протокол и что непосредственно показывается в этой вкладке. Также помимо основных вот этих вкладок, которые мы с вами сегодня рассмотрели, есть еще вкладки, которые непосредственно относятся к расширениям, которые используются в браузере, но рассмотрение данных вопросов не входит в рамки данного урока, и в принципе вам не нужно будет для вашей работы использование этих вкладок. Также хотелось бы отметить, что вот на этой панели в DevTools есть еще дополнительные кнопки, которые также упрощают работу тестировщика. Например, можно проинспектировать элемент, как я уже вам сказал. Это можно сделать просто нажатием правой кнопки мыши на какой-то элемент и просмотреть код. Либо же можно нажать вот на такую стрелочку и навести на тот элемент, который вас интересует. И здесь будет уже тоже содержаться информация об этом элементе, какая-то основная. Плюс ко всему, если вы нажмете, то вас перекинет сразу на строчку в HTML, которая описывает данный элемент. Также очень удобно для, например, мобильного тестирования, либо же, если вы вдруг знаете, что у вас будет использоваться Mac для вашего сайта, здесь можно настраивать различные разрешения различных устройств. То есть можно выбрать, например, какие-то предустановленные, например, Pixel 2. Он автоматически вам прорисует то разрешение, которое используется в Pixel 2 смартфоне.
И можно посмотреть, как эта страница будет отображаться на экране данного смартфона. Это очень удобно, если у вас, например, нет мобильной лаборатории, но необходимо протестировать на каком-то разрешении специфическом, тогда вы можете все это здесь настраивать. И опять же, здесь можно имитировать различные соединения, скорость соединения. Также можно посмотреть, как себя будет вести страница, если мы перевернем телефон, там, в вертикальном положении, в горизонтальном, то есть все это тоже можно здесь посмотреть. Также хотелось бы вам рассказать о том, что вы можете имитировать работу различных сенсоров, которые могут использоваться в мобильных устройствах. Это делается тоже очень просто. Мы нажимаем на 3 вот эти точки, нажимаем More Tools и выбираем сенсоры. И здесь у нас есть сенсор, например, GPS мы можем посмотреть, то есть настроить так, как будто бы у нас устройство находится в Лондоне, в Москве, в каком-то другом городе, то есть все это можно здесь кастомайзить. Также можно имитировать работу акселерометра, тоже там же можно найти это. Также есть интересная возможность подключения нашего мобильного телефона напрямую к нашему компьютеру и использования Chrome DevTools и просмотра экрана этого телефона непосредственно в нашем Google Chrome. Это больше относится к мобильному тестированию, поэтому в рамках данного урока я не буду вам об этом рассказывать. Если вам все-таки интересно узнать, как это можно провести и как можно подключить телефон и использовать Chrome DevTools с помощью нашего компьютера, ноутбука, обязательно пишите об этом в комментариях. Я расскажу об этом тогда в видео, посвященных тестированию мобильных приложений. А на этом у меня, пожалуй, все. Сегодня мы с вами продуктивно поработали, узнали о таком инструменте, как Chrome DevTools, какие там есть вкладки, как их можно использовать при тестировании. Надеюсь, что данное видео было вам действительно полезным. Если да, то оставляйте свои лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на данный канал. Мне очень важна ваша поддержка. Нас уже больше 300 человек. Мне очень приятно, что данная тема интересна такому широкому кругу зрителей. Назовем вас так. Мы с вами занимаемся благим делом, учимся. И я надеюсь, что эти знания в дальнейшем помогут вам все-таки стать более уверенным в тестировании и найти свою первую работу. Увидимся с вами совсем скоро. Милости прошу к нашему шалашу. Пока! Привет, YouTube! Рад видеть вас на очередном занятии, посвященном тестированию веб-приложений. Данное занятие очень важно для нас, поэтому обязательно подключаемся, так как сегодня мы узнаем, как действительно можно тестировать различные веб-формы, и в принципе этим занимаются начинающие функциональные тестировщики по большей части. Обязательно оставайтесь до конца этого видео, потому что там вас ждет интересная информация, которая поможет вам больше прокачаться в этом вопросе. Прежде чем мы поговорим о самих формах, которых есть огромное количество, сейчас вы уже видите на экране, что здесь не 10 штук, а порядка 20, если не больше. И у каждой этой формы есть свои особенности в тестировании, где-то они перекликаются. Но чтобы понимать, например, как тестировать текстовые поля, либо же какие-то текстовые области, необходимо для начала разобраться в вопросе валидации на страницах. Существует два типа валидации на веб-формах, на веб-страницах. Это валидация на стороне клиента и валидация на стороне сервера. Что же это значит? Когда мы говорим про клиентскую валидацию, то эта валидация происходит до момента отправки запроса на сервер. То есть, к примеру, у нас есть текстовое поле, в которое мы можем вводить имя и фамилию. У этого поля есть ограничение на количество введенных символов, например, 15 символов мы можем ввести в это поле. Если мы вводим, например, 16 символов, то система ругается, выдает валидационное сообщение, какое-то всплывающее окно нам показывает о том, что количество символов в это поле максимально можно ввести 15. Это валидация на стороне клиента. То есть еще до того момента, как наш запрос попадает на сервер, клиент уже это
обрабатывает и говорит нам о том, что у нас есть какая-то ошибка. Это прописывается в самом коде при разработке фронтенда. И такая валидация считается не самой лучшей, поэтому всегда есть серверная валидация. Потому что на стороне клиента мы можем изменять нашу верстку, как мы с вами уже видели на примере HTML. Мы можем вводить какие-то данные, менять те же самые валидационные сообщения, которые отображаются на фронтенде, и регулировать количество символов. Поэтому на сервере всегда есть своя валидация, которая также проверяет, что, например, в поле имя у нас введено не больше 15 символов, и действительно такая информация может быть обработана сервером. Если же в это поле у нас введено 16 символов, этот запрос попадает на сервер, и сервер возвращает уже свою какую-то ошибку, например, статус-код о том, что у нас введено большее количество символов, и данный запрос не может быть обработан сервером. Поэтому всегда должна быть и валидация на стороне клиента, и валидация на стороне сервера. И всегда мы должны проверять тот факт, что и клиент обрабатывает эту валидацию, если у нас это прописано в требованиях, и также сервер. То есть не может быть такого, что на клиенте, к примеру, у нас показывается валидационное сообщение об ошибке, что у нас здесь большее количество символов, чем запланировано, то есть вместо 15 – 16, но сервер эту информацию благополучно кушает, обрабатывает и не понимает, что это ошибка. То есть это уже будет критичный баг, потому что такие ошибки на сервере могут быть, к примеру, связаны с безопасностью. Сейчас у нас как бы поле не особо секьюрное, то есть это имя, фамилия, но здесь может быть, например, пароль, либо же информация о вашей карте. И если, к примеру, такая информация попадает на сервер, неверная информация, и он ее обрабатывает правильно, как будто бы эта информация действительно соответствует всем нашим требованиям и валидациям, то могут возникать различные риски. Теперь же давайте перейдем непосредственно к самим формам, которые у нас могут быть применены на сайте при разработке дизайна, при написании нашего кода, и как мы можем эти формы проверять, какие мы должны проводить обязательные проверки. Первое поле, о котором я уже немножко поговорил, это просто наше текстовое поле, куда мы вводим некий текст. Что здесь мы должны проверять? Как вы видите, эти два поля у нас обязательные, поэтому логично предположить, что одна из проверок будет связана с тем, что мы оставляем какой-то из полей пустым, либо же два поля мы оставляем пустым и, например, пытаемся зарегистрироваться в систему. Система должна нам показать какую-то информацию об ошибке, что эти поля обязательны и должны быть заполнены. То есть проверяем каждый из этих полей и два поля вместе. Также у нас, скорее всего, здесь будет ограничение на количество символов, как я уже говорил ранее, в примерах клиентской и серверной валидации. И здесь мы должны ввести, значит, количество символов, которое будет превышать этот допустимый лимит, либо же быть равное этому лимиту, и обязательно значение, которое будет на 1 меньше, чем допустимый лимит. Если вы забыли, почему именно эти значения мы должны проверять, то обязательно переходите к моему уроку, посвященному техникам тест-дизайна, в которых я рассказывал, какие техники тест-дизайна мы можем применять. И вот одна из них, а именно тестирование ограниченных значений, здесь мы и применяем. То же касается и количества минимальных символов, которые мы можем ввести в это поле. Опять же, проверяем значение от минимального -1, значение на самой границе и значение минимальное +1. Если, например, здесь прописано, что можно вводить только латинские символы, то мы должны проверить и другие символы, например, кириллицу. Как будет система реагировать на данный ввод? Будет ли она показывать какие-то валидационные сообщения о том, что данное поле можно ввести только латинские символы. То же касается различных цифр, каких-то спецсимволов. Также мы можем ввести просто пробелы, так как сами пробелы считаются как один отдельный символ. То есть, когда мы говорим о том, что мы в это поле можем ввести только 15 символов, то не забываем про сами пробелы. Они будут считаться как полноценные символы. Также нужно проверить при вводе
одного пробела в начале, одного пробела в конце, как отреагирует система. Попробовать ввести пробелы в середине нашего ввода. Также, говоря о безопасности, мы обязательно должны проверить ввод различных тегов. Как я уже рассказывал в нашем прошлом занятии, теги очень легко отличить от обычного текста. То есть это обязательно будут скобки в виде знака «больше» и «меньше», то есть открывающий и закрывающий тег. Почему важно проверять теги? Теги используются не только в верстке, но и в различных скриптовых языках, например, в JS. И злоумышленник может воспользоваться этим и ввести сюда какой-либо зловредный скрипт, который, к примеру, будет получать вашу информацию при вводе ее непосредственно в это поле. Поэтому мы обязательно проверяем этот факт. Также проверяем теги, например, bold. Как мы с вами помним, это жирный шрифт. И, опять же, не срабатывает ли наша система, то есть не скушает ли она этот тег, и, к примеру, не сможет ли она отобразить введенные нами значения жирным шрифтом. Опять же, это будет показывать на то, что система понимает эти теги и не воспринимает их как просто текст. То есть это, опять же, потенциальные наши проблемы, связанные с безопасностью, секьюрностью. И также в этих полях необходимо проверять обязательно ввод наших данных из буфера обмена. То есть просто Ctrl-C, Ctrl-V. Может ли наша система это обработать и сможем ли вставить сюда этот текст? То есть это тоже обязательно нужно смотреть. В принципе, те же самые правила применены и к каким-то текстовым областям. То есть текстовое поле у нас, например, ограничено на количество символов 15. Текстовая область — это уже некая большая область, куда мы можем ввести большой текст. Обычно эти области также могут растягиваться, то есть в таком случае здесь будет такой треугольник в углу. Мы тоже можем проверить, можно ли растянуть эту область, насколько она растягивается, как текст у нас адаптируется под размеры этого поля. То есть все это тоже можем здесь проверить. То есть проверки здесь одинаковые. Следующий момент — это наши префиксы при ссылках. Обычно это название протоколов HTTP, FTP, HTTPS. Что мы здесь проверяем? Мы проверяем тот факт, когда мы оставляем пустым это поле, то есть не вводим какой-то префикс, либо же вводим его, и различные виды протоколов. То есть, например, мы знаем, что наш сайт работает на HTTPS, поэтому мы вводим сюда HTTPS. Если мы сюда, к примеру, введем FTP и ссылку на наш сайт и введем в этот сайт, то, по идее, система должна показать нам какое-то валидационное сообщение и не найти этот сайт, потому что здесь уже применен другой протокол. То есть все это тоже можно здесь посмотреть. Непосредственно саму линку можем проверить, то есть здесь уже тоже мы вводим с нашим www, без него, вводим максимальное количество символов, которые можно ввести в это поле, если оно ограничено. Опять же, вспоминаем наши проверки на границах. -1, +1 и на самой границе. Вводим какие-то русские символы, к примеру. Если у нас система их может скушать и обработать, то ок. Если нет, опять же, должна появиться какая-то ошибка. Либо же подгружаемый нами ресурс должен показать какое-то сообщение, либо же статус-код о том, что данная страница не найдена. Пожалуйста, проверьте, что вы ввели в это поле. То есть все будет зависеть от того, насколько у вас прописана клиентская валидация на стороне клиента, предусмотрены ли какие-то валидационные сообщения. Обычно все это прописано в требованиях. То есть вы открываете требования и, судя по ним, решаете, что у вас должно появляться, является ли это багом, если, к примеру, у вас нет никакого валидационного сообщения. И опять же, не забываем о том, что вы всегда можете вносить какие-то улучшения. Например, если у вас не предусмотрен тот факт, когда вы вводите русские символы, система, например, не ругается, не выдает валидационное сообщение, но хорошей практикой, best practice является то, чтобы это валидационное сообщение появлялось и предупреждало о том, что вы вводите русские символы в это поле, то вы можете придумать такой improvement, занести его в систему, и, возможно, в будущем его рассмотрят, и те же бизнес-аналитики напишут требования о том, что да, действительно, это валидационное сообщение должно появляться. То есть
мы, как Quality Assurance инженеры, даже если вы и не являетесь таковым, а просто тестировщик, всегда помним о том, что мы работаем над улучшением нашего качества. И это не только то, что мы находим какие-то баги, но и в целом улучшаем качество нашего готового продукта, привносим какие-то идеи, которые могут повлиять как на улучшение юзабилити самого продукта, чтобы наш пользователь больше обучался, лучше обучался, понимал, как работать с этой системой. Мы можем смотреть какие-то другие ресурсы, на которых реализованы те же самые механизмы, те же самые фичи, как это там сделано, как мы можем улучшить именно наш продукт, так как это в дальнейшем может принести как удобство использования для нашего пользователя, так и принести нам деньги, потому что мы будем значительно лучше выделяться среди других же таких подобных продуктов. То есть обязательно обращаем на это внимание. Также, думаю, всем вам знакомы такое явление, как чекбоксы, такие элементы на страницах. То есть они могут выглядеть вот так. То есть у нас просто такие квадратики, в которые мы чекаем, ставим галочки и выбираем необходимые нам опции. Также эти чекбокс-листы могут выглядеть вот в таком виде. То есть это какие-то уже списки, которые можно разворачивать, и уже внутри них тоже выбирать необходимые нам опции, либо же, если у нас есть, опять же, такие списки, то обычно есть некий главный элемент, который включает в себя подэлементы, и мы можем поставить чекбокс на этом главном элементе. Как мы проверяем данный вид веб-элементов? Обязательно смотрим, как себя ведет система, когда мы ничего не выбираем. И опять же, если у нас, к примеру, как здесь, эффекты, возможно, являются обязательными для выбора, после, например, сабмита нашей формы, мы должны посмотреть, ругается ли система о том, что у вас ничего не выбрано в данной области. Смотрим, как ведет себя система, когда мы выбираем один чекбоксик, когда выбираем несколько чекбоксиков, когда мы выбираем все. Опять же, хорошей практикой является то, что у нас, к примеру, когда очень большое количество различных опций, должно быть такой чекбокс, как check all, чтобы мы выбрали сразу все, а не последовательно чекали каждый из этих доступных вариантов. То есть, опять же, если этого нет, вы можете занести это в систему как improvement, чтобы в дальнейшем это рассмотрели и внесли в ваш проект. Да, стоит отметить тот факт, что хорошей практикой также является то, что не только та область, которая находится внутри этого квадратика, является кликабельной, но и область возле него. То есть, когда мы нажимаем где-то рядом, также должен поставиться чекбокс. То есть, это мы тоже проверяем. Следующий элемент — это радиобаттон, либо в среде IT его еще могут назвать радиобатон на нашем, скажем так, сленге. Поэтому не пугайтесь, если услышите такое название. Особенностью данного элемента является тот факт, что мы можем выбрать только один параметр. Нельзя, как в чекбоксах, выбрать несколько. Обычно по умолчанию уже выбран какой-то элемент, который можно потом в дальнейшем изменить. И также стоит обращать внимание, что в радиобаттонах не может быть такого варианта, что не выбран ни один элемент. То есть всегда должен быть выбран один элемент. Проверяем тот факт, что мы не можем выбрать несколько элементов в радиобаттонах. Проверяем тот факт, что когда мы нажимаем рядом с этим элементом, также у нас происходит чек той опции, которую мы выбираем. Следующий элемент — это Multiple Selector. То есть, как понятно из названия, мы можем выбрать несколько параметров из большого их количества. Здесь мы проверяем тот факт, что мы можем выбрать сам этот параметр один, можем выбрать несколько параметров, ничего не выбираем, как ведет себя система. Например, если у вас есть возможность drag-and-drop, то есть это когда мы берем какой-то элемент и перетягиваем его к примеру, в список выбранных элементов, то есть что это должно работать. Ну, это касается и других элементов на странице. То есть это тоже мы можем проверить. Также обычно в multiple селекторах у нас есть возможность как добавить элемент с помощью плюса, так и удалить его. То есть проверяем, можем ли мы это сделать. Добавляем элемент нажатием на плюс и удаляем его нажатием на минус. Если у нас есть какие-то сортировки,
Также проверяем тот факт, что у нас все сортируется правильно. Это касается и других элементов на страницах, то есть тоже обращаем внимание на тот факт, что если у нас есть сортировки, есть какая-то фильтрация, то есть все это мы должны обязательно проверять. Если есть возможность удалить все элементы, удаляем их. Если есть возможность добавить все элементы, то добавляем их. Опять же, если у вас есть возможность осуществить какой-то поиск, то вводим в поисковую строку и смотрим, действительно ли у нас отрабатывает этот поиск. Все это можно здесь делать. Опять же, все также зависит еще от того, что у вас прописано в требованиях. Сейчас я говорю вам про какой-то известный мне вариант. Опять же, в вашей системе это может быть реализовано совсем по-другому. Поэтому обращаем внимание в первую очередь на реки, которые у вас есть на проекте. Следующий элемент, о котором я хотел бы поговорить, это элемент, который позволяет нам загружать какие-либо файлы. Выглядит он обычно так, я думаю, тоже вам всем знаком. Что здесь мы можем проверить? Во-первых, не выбрать никакой файл для загрузки, посмотреть, как будет себя вести система. Опять же, если это некий обязательный атрибут, и при сабмите, к примеру, этой формы у нас не показывается валидационное какое-то сообщение, то, опять же, это может быть багом. Также проверяем саму загрузку этого файла. То есть здесь у нас написано, что максимальный размер загруженного файла 10 мегабайт. То есть здесь уже сразу дается нам подсказка о том, что этот файл не может быть больше 10 мегабайт. Проверяем, опять же, на самой границе 10 мегабайт. Проверяем, так как у нас есть два знака после запятой, 10,01 и 9,99 мегабайт. То есть все это проверяем. Есть специальные ресурсы, которые могут генерить необходимые нам файлы. Если у нас есть требования к формату, то есть мы можем, например, загружать файлы доковские, XLS и картинки, то проверяем все невалидные форматы файлов, которые могут прийти нам в голову, проверяем валидные обязательно форматы файлов, как мы с вами помним. Первые проверки, которые мы всегда делаем, они позитивные. Позитивные проверки — это те, которые соответствуют нашим изначальным требованиям. Опять же, если вы подзабыли, что такое позитивные тесты, негативные тесты, у меня есть отдельное видео, посвященное этому моменту, связанное с классификацией тестирования. Сейчас ссылка появится вверху. Переходим, вспоминаем, обязательно оставляем свои комментарии, если что-то вам непонятно. Если есть возможность ввести, к примеру, информацию о пути к данному файлу, то есть мы тоже сюда вводим, смотрим, действительно ли это обрабатывает. Опять же, если есть ограничения на количество введенных символов, опять же, проверяем их по тем же самым техникам, как и текстовые поля, текстовые области. То есть вспоминаем техники тест-дизайна и работаем с этими полями одинаково. То есть у вас должен отложиться в голове вот этот паттерн, какие обязательные проверки вы проводите для полей ввода. Когда вы это запомните, то в дальнейшем вы просто на автомате будете помнить, что вам необходимо сделать. К примеру, если будете сами создавать какие-то чек-листы для полей ввода, вы напишите для себя отдельный чек-лист, где пропишите все эти основные проверки, и в случае проверки данных полей будете к нему обращаться и проверять, что все действительно соответствует данному чек-листу. Также забыл отметить, что если мы загружаем какие-то файлы, обязательно смотрим файлы, которые не весят вообще ничего, то есть 0 мегабайт, как себя система поведет. Опять же, по-хорошему этот файл должен подгрузиться, если нет никаких требований, связанных с тем, что мы не можем загружать файлы, равные 0,00 мегабайта. Как мы видим, у нас здесь не прописано это, значит, такие файлы должны загружаться. И проверяем обязательно появление валидационных сообщений в случае того, если мы не соответствуем каким-либо требованиям. Следующее поле, о котором я хотел бы с вами поговорить, это поле ввода наших номеров телефонов. Как видите, здесь могут быть какие-то ваши обычные номера телефонов, мобильные, факсы, рабочие, все что угодно, все, что придет в голову вашему бизнес-аналитику и будет соответствовать требованиям вашего заказчика. Проверки будут такие. То есть, опять же, мы проверяем тот факт, когда мы вводим какой-то номер телефона, когда мы оставляем это поле пустым, является ли это поле обязательным. Если оно обязательное, то при оставлении этого поля пустым и сабмите, к примеру, этой формы должно появляться валидационное сообщение. То есть все эти проверки одинаковые для всех полей ввода. То
есть не забываем про них. Обычно в полях также можно ввести плюс, минус знаки, то есть тоже смотрим, как наша система их обрабатывает. Смотрим на то, как обрабатывает система текстовых символов, букв, кириллицы, латиницы, то есть все это можно здесь посмотреть. Хорошей практикой является то, что у вас должны быть какие-то плейсхолдеры, к примеру, либо информация о том, как должен выглядеть номер телефона, как он должен вводиться. Да, возможно, вам не знакомо слово placeholder. На примере вот этого поля, видите, здесь серым таким шрифтом подчеркнуто то, что у вас для примера должно сюда вводиться. То есть это называется placeholder, то есть какие-то некоторые образцы тех данных, которые должны вводиться в поле. Если мы нажмем на это поле, если бы оно у нас было в реальных условиях, то такой placeholder потом пропадает, и вводите сюда уже свое значение. То есть он никак не влияет на введенные вами данные. Это просто для того, чтобы вам было проще понять, что нужно вводить в то или иное поле. Опять же, в полях ввода мы проверяем теги, проверяем специальные символы, проверяем ввод данных из буфера обмена, Ctrl-C, Ctrl-V. Не забываем про все вот это. Также в таких полях, номерах телефонов, иногда могут быть какие-то маски. Что это такое? К примеру, у вас есть маска, что здесь первые символы будут 555, как код, и дальше выводите номер телефона. То есть обязательно проверяем тот факт, что, к примеру, вы можете видоизменить эту маску, то есть вместо 555 написать, к примеру, 375, то есть в зависимости от кода страны, в которой вы находитесь. То есть тоже это обязательно смотрим. Либо же у вас здесь зашифрован такой шаблон, что когда вы вводите, к примеру, 8 символов, то первые 3 символа, потом остальные 2 и еще 2 символа или 3, они отделяются знаками минус, знаками тире. То есть тоже это может быть зашифровано в маске. Проверяем тот факт, что да, это действительно так происходит, и автоматически ваши введенные символы разграничиваются такими элементами. Следующее поле — это e-mail. Опять же, помимо основных проверок, которые я вам рассказал раньше, здесь обязательно мы должны проверить кириллических символов, так как e-mail у нас не могут их содержать, то есть как система себя поведет, будет ли она ругаться. Обязательно проверяем тот факт, что мы вводим собачку, то есть как себя ведет система, если мы эту собаку пропускаем, либо вводим, к примеру, 2 собаки, то есть опять же это нарушение этого паттерна для e-mail'ов. Опять же должна появляться ошибка о том, что введенное вами значение не соответствует e-mail. Опять же, если хорошо порыться в интернете, можно найти информацию о том, какие вообще могут сюда вводиться валидные e-mail, как система их обрабатывает. То есть можно создать для себя такие тестовые данные с различными видами e-mail, потому что здесь могут быть и цифры, могут быть и спецсимволы, могут быть пробелы. То есть все, что угодно может обрабатываться системой как валидные e-mail. Возможно, при написании требований также был применен какой-то шаблон, какие e-mail являются валидными. Либо же, если такого шаблона нет, то вы можете самостоятельно найти эту информацию и предложить ввести ее в требования для вашего бизнес-аналитика, чтобы в дальнейшем срабатывала валидация о том, что, к примеру, данный e-mail является валидным. То есть обязательно нужно учесть все эти риски, если, к примеру, ваш бизнес-аналитик их не учел до вас. Одно из важных полей – это поле для ввода пароля и подтверждения данного пароля. Что мы здесь проверяем? Опять же, помимо наших стандартных проверок, связанных с минимальным и максимальным количеством символов, с составлением пустым данного поля, также мы здесь проверяем, если у нас есть какие-то валидации, связанные с тем, какая сложность должна быть у пароля. Что значит сложность пароля? То есть у вас, к примеру, есть требование, что в пароле обязательно должны быть латинские символы, обязательно должна быть одна буква прописная, обязательно должна быть цифра, обязательно должен быть один спецсимвол. То есть все это мы здесь должны учесть и проверить. То есть вводим пароли, которые будут содержать все эти необходимые элементы, пароли, которые не будут содержать эти все необходимые элементы, каждый элемент по отдельности. То есть все это мы
прописываем, когда мы создаем нашу тестовую документацию, будь то чек-лист, будь то тест-кейс. Теги, опять же, спецсимволы, все вот это мы здесь проверяем. Ничего не изменяется для каждого из полей для ввода. Следующее поле — это капча. Я думаю, вам всем известно, для чего она существует. Для того, чтобы верифицировать, валидировать, что вы не робот. К примеру, после ввода вашей информации, к примеру, пароля e-mail для входа в систему, может появиться и такая капча. Что здесь стоит проверять? То есть, если у нас, к примеру, появляется картинка с цифрами, либо же буквами, которые мы должны ввести в эту капчу, то есть мы проверяем, действительно ли срабатывает при полном соответствии картинки, которые появляются, и информации в этом поле, и мы можем выйти в систему. Обязательно проверяем тот факт, что при перезагрузке нашей картинки она действительно изменяется, и проверяем, сможем ли мы зайти в систему таким образом. Если же здесь есть воспроизведение каких-то звуков, воспроизводим их, слушаем, что все хорошо, опять же вводим этот код сюда. То есть все это мы проверяем в зависимости, опять же, от тех требований, которые нас интересуют. Опять же, можем сюда ничего не вводить, смотрим, как ведет себя система. Также есть такой элемент, как dropdown, это выпадающий список. И сразу хотелось бы отметить, почему я говорю вам все названия на английском языке. Вы будете писать свои баг-репорты тоже на английском языке, и обязательно в них вы должны указывать, где вы находите тот или иной баг, в каком элементе. Поэтому запоминаем все эти элементы на английском языке, чтобы у вас не возникало потом вопросов при составлении ваших баг-репортов. Чтобы вы не писали, что я нажал на какую-то кнопочку и все сломалось, а, к примеру, вы знали, что это капча, и в ней есть проблемы. Потому что не может быть ничего хуже, когда тестировщик не знает название веб-элементов. Это всегда его очень сильно дискредитирует, как в глазах его коллег, тестировщиков, QA-инженеров, так и разработчиков. То есть разработчик просто не будет понимать, что вообще от него хотят, где обнаружена та или иная проблема. Поэтому запоминаем все это на английском языке. Что касается дропдауна, то есть у нас здесь есть как обычные дропдауны, так и дропдауны комбинированные. Здесь мы проверяем, как себя ведет система, когда мы выбираем один, к примеру, элемент. Обязательно в некоторых дропдаунах есть поиск по элементам, то есть здесь мы можем ввести, например, первую букву, и у нас автоматически выберется элемент, у которого первая буква соответствует нашему поиску. То есть это мы здесь можем проверить. Опять же, если есть такой поиск, проверяем максимальное и минимальное количество символов, которые мы можем сюда ввести, цифры, буквы, кириллица. Опять же, все, что есть у вас в ваших требованиях, это все мы проверяем. Какие-то сортировки, если у нас здесь есть. То есть ничего не меняется. Также у нас есть просто какие-то списки, листбоксы. То есть, опять же, здесь мы проверяем, можем ли мы их выбрать, добавить. Что будет, когда мы выбираем в опцию None. То, что мы можем выбрать несколько элементов, используя Ctrl-key, то есть нажимая на Ctrl кнопку на клавиатуре. Shift мы можем также выбрать несколько элементов. Опять же, если есть какие-то сортировки, все это мы можем смотреть. Происходит ли у нас скролл, то есть можем ли мы с помощью вот этого скролла прокрутить вниз, прокрутить вверх. Все это можно здесь посмотреть. И последний элемент, которому я хочу уделить такое более подробное внимание, это выбор наших дат, либо же выбор времени. Что мы можем здесь проверить? То есть мы проверяем, к примеру, какую-то определенную дату, смотрим, как себя ведет система, если мы вводим в текстовое поле эту дату, то есть она должна обязательно подтянуться из календаря. Выбираем, когда у нас, к примеру, дата раньше нашей текущей, год можем изменить, либо же дата позже. Опять же, обязательно в требованиях должно быть прописано, какую максимальную дату от текущей мы можем выбрать. К примеру, если мы говорим о каких-то медицинских системах, и у вас есть система, связанная с тем, что вы планируете какие-то процедуры в будущем, то есть на какое количество в будущем дней максимально вы можете назначить эту процедуру. Либо же, к примеру, если вы уже оказали эту процедуру, то у вас должна быть, к примеру, заблокирована возможность
изменять дату в ней. Либо же, к примеру, если мы говорим о выборе даты вашего рождения, то здесь мы можем проверять тот факт, если на сайт могут заходить лица старше 18 лет, что мы не можем выбрать дату рождения, которая не будет соответствовать тому факту, что вам, к примеру, не исполнилось 18 лет. То есть все это мы можем здесь проверить. Обязательно проверяем максимальный ранний срок, который мы можем выбрать, и максимальный поздний срок, который мы можем выбрать в этом календаре. Опять же, причины вам я объяснил раньше. Когда мы говорим о таймпикерах, то есть выборе нашего времени, мы здесь проверяем, что мы, к примеру, не можем ввести больше 24 часов, не можем ввести, к примеру, отрицательные числа. Также мы проверяем тот факт, что мы не можем сюда ввести, к примеру, буквы, спецсимволы, пробелы. То есть все это тоже можно здесь просмотреть. То есть включаем здесь свою голову и понимаем, какие данные мы можем сюда вводить, а какие нет. И опять же, если у вас это прописано в требованиях, какие-то дополнительные вещи, то тоже обращаем на них внимание. И опять же, если же в требованиях каких-то важных вещей с вашей точки зрения нет, вы можете проконсультироваться как с бизнес-аналитиком, так, к примеру, и с продукт-оунером, если у вас есть такая возможность, и уточнить те требования, которые должны быть реализованы в системе. Это то, что касается основных полей, которые могут вам попасться и которые мы должны тестировать. Я думаю, что основной паттерн того, что вы должны делать, у вас улегся в голове. Также я хотел бы еще обратить внимание на некоторые элементы, которые могут также вам попасться на страницах, чтобы вы просто не пугались и знали, как они называются. Думаю, что всем вам знакомы вот такие вот элементы. Они называются Switch Toggle, когда мы можем изменить какое-то положение вот этого тумблера. Это даже очень распространено в каких-то мобильных приложениях. То есть вот такой элемент есть. Также очень часто есть такие элементы, которые называются breadcrumbs, то есть это хлебные крошки. Запоминайте это название, так как часто могут на тех же собеседованиях спрашивать, что это такое, что такое хлебные крошки. Название интересное. Почему они так называются? Потому что, как вы видите, это путь к тому или иному файлу, либо же папке. Если мы с вами вспомним Windows, то когда вы открываете проводник, то сверху также появляется вот такой вот путь, то есть ваш какой-то корневой, к примеру, диск и различные папки, которые ведут к вашему файлу. Почему называются хлебные крошки? Потому что мы, как по хлебным крошкам, можем переходить к более высокоуровневым элементам, папкам, дискам и прочему. Также это есть и на различных сайтах приложения. Также есть поисковая строка, есть поисковые строки, в которых, когда вы что-то вводите, появляются соответствующие этому запросу данные. Как это можно тестировать? Сразу вам скажу, что, к примеру, у вас есть такое требование, что поиск такой начинает работать и выдавать вам в таком вот дропдауне элементы после ввода, к примеру, 3 символов. То есть вы это обязательно проверяете. Вводите 3 символа, да, действительно работаете, вводите 2 символа, вводите 4 символа. Как это вот все работает? Также непосредственно просто кнопки, баттоны, которые могут быть на странице. Такой элемент, как слайдер. Вам тоже он знаком. Если, к примеру, вы открываете какую-то страницу, у вас появляется какая-то картинка, и внизу под ней еще несколько точек, по нажатию которых происходит изменение этой картинки на другую. Это называется слайдер. То есть вот эти картинки, они автоматически меняются, либо вы можете с помощью вот такого паджинатора внизу изменить порядковый номер картинки, который вы хотите смотреть. Это слайдер. И вот, как я уже сказал, паджинатор, чтобы вас тоже не пугало это название, это такой элемент, в котором содержится информация о тех страницах, которые у вас есть в вашем веб-приложении. То есть тоже нажимая на определенный номер страницы, вы переходите на нее. Это паджинатор. Также еще есть вот такие всякие лоудинги. То есть и вам знакомы такие, как еще называют их, ромашки, цветы. Когда вы загружаете страницу, появляется такой элемент, который прокручивается. Еще внутри может быть количество процентов. Вот это вот лоудеры. Лоудеры, лоудинги, их по-разному называют. Вот тоже запоминайте такой элемент. Ну, это, наверное, вот все такие элементы, которые могут вам попасться на первых порах. Опять же, если вы видите что-то непонятное для вас,
примеру, есть еще такие кнопки для сортировки, когда там стрелки вверх-вниз. Я, например, не знал, как это называется, когда первый раз столкнулся, но необходимо было написать баг-репорт. И я начал просто гуглить, искать, как называется эта кнопка. Я нашел и смог ее ввести в баг-репорт без каких-то проблем. То есть не пугайтесь, обязательно обращайтесь к интернету. Как я уже говорил в прошлом видео, навык гугления, навык поиска информации в интернете очень важен для тестировщика. Есть такой хороший ресурс testbase.ru. Здесь есть информация не только о тестировании веб-приложений, а вообще о тех навыках, которые будут полезны начинающему тестировщику. То есть здесь при нажатии, к примеру, на «Знать SQL» у вас откроется информация о том, что должен знать начинающий тестировщик, какие-то полезные статьи и другие материалы, в том числе курсы по SQL, различные сайты, локальные веб-серверы. То есть все это можно здесь смотреть по каждому блоку, о котором я либо рассказывал уже вам в рамках нашего курса, либо же буду рассказывать в дальнейшем. Это очень полезный сайт. Почему он интересный именно в рамках тестирования веб-форм? Потому что здесь есть тестирование веб-приложений и вот такая вкладка, как полный чек-лист тестирования веб-приложений. Открывая ее, вы можете посмотреть, как тестировать удобство использования на сайте, какие есть сценарии этого тестирования, функциональное тестирование, сценарии для него, совместимость. То есть все здесь можно это прочитать. Здесь прописаны основные проверки, которые необходимо осуществлять при тестировании веб-приложений, веб-сайтов. В том числе те проверки, про которые я вам сегодня рассказал. И про те проверки, о которых я рассказывал в рамках наших предыдущих занятий. Открываем, изучаем. Ссылку на данный ресурс я вам оставлю в описании. Здесь есть также различные тренажеры для вас. Мы их тоже открываем, все проходим, если вы хотите немножко себя прокачать именно в практической части. Думаю, проблем у вас не должно возникнуть. То есть сайт очень грамотно сделан, поэтому переходим, не стесняемся, работаем. Это первый ресурс, про который я вам хотел рассказать. И второй ресурс – это Testing Challenge. Что касается Testing Challenge, то есть, как вы уже поняли из названия, мы здесь проходим некий конкурс по тестированию. И нас здесь будет, конечно же, интересовать челлендж номер 1, который посвящен веб-тестированию. У вас здесь есть вот такая вот форма, которая содержит в себе данные о стране, о имейле, first name, last name. И мы проводим все проверки, которые мы можем сделать. Здесь прописано, как мы их проводим, что мы должны тестировать, что мы не должны тестировать, какая-то минимальная спецификация, какие-то валидационные сообщения, то есть чисто для себя в соревновательном режиме. Здесь, видите, максимально мы можем найти 18 багов, то есть мы их находим. И здесь есть еще другие различные интересные штуки, то есть тоже можем пройти эти челленджи. Если вы что-то будете знать, то для себя, для своего развития, для практики, вот это все можно здесь прокликать, просмотреть. И что самое интересное, здесь есть Hall of Fame. Это информация о тех людях, которые набрали максимальное количество баллов за те или иные челленджи. Тоже прикольный такой соревновательный эффект подключается, игра. Я также оставлю ссылку в описании и на это. То есть переходим, изучаем. Надеюсь, что данные ссылки будут вам полезны. Они все будут в описании к этому видео. Также хотелось бы отметить, что в сети существует огромное количество чек-листов, посвященных именно тестированию веб-форм. Их можно найти, скачать, сохранить для себя и использовать для своей практики. На будущее я вам скажу, что такие чек-листы есть и для тестирования мобильных приложений, и для тестирования десктопных приложений, и для какого-то другого тестирования, там, не знаю, для тестирования безопасности, для тестирования производительности. Они сделаны для того, чтобы упростить вам работу, чтобы вы ничего не забыли. Опять же, эти чек-листы не являются единственным source of truth, то есть вы их изучаете, запоминаете, сохраняете и можете вносить какие-то свои изменения в эти чек-листы и использовать их в дальнейшем для своей практики, для своей работы, чтобы не забывать те или иные проверки, которые вы должны проводить для веб-форм. Надеюсь, что данное видео было вам полезным, вы узнали что-то новое для себя, научитесь в дальнейшем тестировать эти веб-формы и на собеседованиях не растеряйтесь, когда вам, к примеру, предложат протестировать форму с паролем и его подтверждением. Как это нужно делать, какие проверки вы будете проводить, так как это часто действительно спрашивают на
реальных собеседованиях, на реальных интервью. Как всегда, прошу вас поддержать это видео своим лайком, написать свой комментарий, так как комментарии продвигают это видео в поиске, и еще больше людей узнают о моем канале, учатся и в дальнейшем могут претендовать на позицию тестировщика в какой-либо IT-компании, развиться и занять свое место в IT-сфере. А на этом у меня все. Как обычно, милости прошу к нашему шалашу. Пока! Привет, YouTube! Наконец-то у нас с вами ваше долгожданное видео, посвященное тестированию веб-сервисов с точки зрения практической. То есть сегодня на занятии мы с вами узнаем о таких инструментах, как SOAP UI, который помогает нам тестировать SOAP. Также узнаем, что такое Postman. Научимся с вами отправлять какие-то простые запросы. Также я покажу вам различные тестовые площадки, на которых вы сможете потренироваться. И в целом покажу, как необходимо писать тест-кейсы, как их необходимо создавать, позитивные, негативные, смоук-тесты, тесты критического пути, extended тесты. То есть все это я вам расскажу, чтобы у вас в дальнейшем не возникало вопросов, так как тема тестирования API достаточно обширная и сложная, но мы с вами постараемся обсудить это, и в дальнейшем это поможет вам успешно пройти собеседование. Сразу оговорюсь, что я не буду рассказывать обо всех фичах, которые есть в этом программном обеспечении, таком как SOAP UI и Postman, так как это тема для отдельного большого курса. Но тех данных и знаний, которые я вам дам, будет достаточно, чтобы в дальнейшем уже самостоятельно изучить эти инструменты и дать вам некий базис для того, чтобы у вас не возникало каких-то глупых вопросов, когда вы придете на проект, где столкнетесь с тестированием API. Итак, начинаем. Сначала я хотел бы пару слов сказать о том, чем я буду руководствоваться при данном уроке. Есть такой замечательный тестировщик, либо же тестировщица Ольга Киселева по девичьи, либо же Ольга Надина в замужестве. Она замечательный преподаватель, у нее есть свой курс по тестированию API. Это не на правах рекламы, просто чтобы вы знали. И у нее есть замечательный блог, в котором она собирает очень полезные вещи и статьи именно для начинающих тестировщиков, а также для продолжающих. И вот именно такими ресурсами, которые она размещает у себя, мы и будем пользоваться. То есть не будем придумывать какой-то велосипед. Для учебных целей была разработана система Users, которую мы с вами сейчас немножко пощупаем и узнаем, что это такое. Я обязательно оставлю вам ссылки на все статьи и на все ресурсы, которые мы будем сегодня просматривать. Но начнем с того, что вот есть такая система Users Backrate. Она нам, в принципе, сегодня на занятии понадобится. И здесь также, если вы перейдете по вот этой ссылке, будет VSDL-ка. Если мы с вами вспомним прошлое занятие, то это схема наша, где прописаны различные методы для SOAP-запросов. И также есть информация о REST, когда мы с вами будем тестировать REST с помощью JSON. Но сразу забегу вперед, нам не понадобится эта информация. Мы с вами будем пользоваться уже написанной документацией, где прописаны примеры запросов и ответов, потому что в таком виде не совсем удобно понимать вообще, что от нас хотят. И по-хорошему на всех проектах у вас должны быть с REST примеры запросов, то есть вы обращаетесь к разработчику, он выдает вам некий пример запроса и, возможно, ответы на этот запрос, и вы уже с помощью этих входных данных тестируете. Если такого нет, то, конечно, жизнь ваша усложняется, но в любом случае вы должны начинать свою работу с коммуникации с разработчиком, если документации на проекте нет. Если документация есть, то обращаемся напрямую к ней. Поэтому закрываем эту вкладку, она нам сегодня не понадобится. Также здесь есть ссылки на другие
ресурсы, посвященные данной теме. Мы их сегодня затрагивать не будем. И это, пожалуй, все, что касается данной статьи. И вот вторая статья, которая нам понадобится. Здесь есть ссылка на тестовую джиру, которая также Ольга со своей командой завела для учебных целей, но поделилась, в принципе, со всем интернетом, и мы тоже можем этим пользоваться. Здесь нас будет в первую очередь интересовать Confluence. Что же такое Confluence, если вы не слышали? Это такая вики-система, где собираются все данные о проекте, документация. То есть обычно на проектах всегда есть такие вики-подобные системы. Если мы говорим про Jira, то это Confluence. Если мы говорим про Azure DevOps, это просто вики. То есть там с помощью языка разметки, по аналогии, как это написано на Википедии, собирают информацию о проекте, требования, спеки, входные данные, какие-то креды, все хранится там. То есть мы всегда можем обратиться к вики-системе и узнать, на каком свете находится проект. И обычно внутри различных требований, которые уже есть в наших бэктрекинговых системах, либо же просто в системах управления проектами, в старях дают ссылки на вики, где хранится эта информация. То есть, чтобы вы не пугались, возможно, у вас на проектах будут такие системы, в которых вы всегда можете заглянуть и узнать информацию о вашем проекте. Перейдя по этой ссылке, мы с вами попадаем в Confluence, где уже содержится документация по нашей системе users. То есть здесь есть информация про SOAP и REST, про методы, которыми пользуется эта система. Опять же, информация на WSDL и REST, файлики с образцами наших запросов. И непосредственно сами методы. Мы с вами сегодня будем использовать такой метод, как doRegister, который позволяет нам зарегистрироваться в систему. К этому вернемся с вами чуть позже. Давайте для начала установим с вами SOAP UI и непосредственно Postman. Опять же, ссылки на установку этих ресурсов я оставлю в описании. Просто перейдете по этой ссылке. Для SOAP UI есть бесплатная версия, которую вы можете скачать. Это SOAP UI Open Source, то есть здесь хранится код этого продукта в исходном виде. При нажатии на эту ссылку скачается инсталлятор, вы его запускаете, ничего сложного нету, просто нажимаете Next, 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 Next. Он устанавливается, это программное обеспечение, и вы можете пользоваться им. У меня уже предварительно он установлен, чтобы не тратить наше с вами время. Сейчас он подгрузится, и я расскажу вам немножко об этой системе. Для того, чтобы нам с вами начать работу, нам необходимо создать свой проект. Для этого мы нажимаем на файл, New Subproject, пишем имя нашего проекта, и сюда необходимо вставить WSDL-ку. Либо же она у вас будет скачана заранее, либо же просто URL этой WSDL-ки. То есть вот у нас этот URL есть, мы его копируем и вставляем. Больше ничего здесь не нужно вводить. Нажимаем ОК. И у нас подгружаются все методы, которые доступны для нашей системы. Как я уже сказал, мы с вами будем работать с методом doRegister, поэтому мы его открываем, нажимаем на request 1. И здесь, как мы видим, уже содержатся параметры, которые нам необходимо будет заполнить. Как я уже говорил, у нас есть документация. Возвращаемся в наш Confluence. Давайте его переместим немножко сюда. И здесь прописано, что у нас есть такие параметры email name и password, тип строка. Они 3 обязательные и описание этих параметров. То есть это email пользователя, имя пользователя и пароль. Чем хороша WSDL-ка? В том, что у нас здесь уже все прописано. На знаке вопросов мы должны написать наши значения валидные. Как видите, у нас здесь 3 вот этих параметра, они обязательны, поэтому мы в позитивном нашем тесте вводим все эти данные сюда и запускаем наш запрос. Все хорошо прошло. И, как вы видите, у нас ввелись наши данные, которые мы внесли сюда. И также здесь содержатся параметры дополнительные, которые не были указаны в
наши методы doRegister, но они используются для других целей, для других методов. Но по спецификации сейчас они нам не нужны. Поэтому не пугайтесь, если вы видите такую колбасу, когда будете запускать свой запрос. Как видите, ничего сложного нет. Чем хорош SAP и VSDL, что всегда на проекте есть такая схема, в которую вы просто вводите свои параметры, зная, обязательны они или нет, и различными комбинациями добиваетесь того, что проводите позитивные, негативные тесты. То есть, например, здесь мы можем убрать какой-то из этих обязательных параметров и попробовать отправить такой запрос. Как видите, у нас здесь выскакивает ошибка, некорректный email. Также мы можем ввести, к примеру, какое-то недопустимое значение сюда. Опять же, некорректный email. Можем оставить вообще все поля пустыми с нашими обязательными данными. Можем продублировать несколько параметров и посмотреть, что будет в таком случае. То есть мы здесь уже включаем процесс моделирования наших тест-кейсов, так называемые техники тест-дизайна. И, в принципе, как мы с вами работаем с обычными приложениями, так мы и работаем с API. Все зависит только от вашей фантазии и от тех методов тест-дизайна, которые вы используете. Когда вы приходите на проект, где используется SOAP, то, в принципе, никаких сложностей не будет. То есть вам выдадут VSDL, вы зайдете в SOAP UI, создадите свои проекты и начнете тестировать. Советую вам скачать заранее SOAP UI и пройтись по нему, поискать какие-то примеры других VSDL, прощелкать все методы, которые есть в TestBase Confluence. То есть тут тоже все так же подробно расписано, для того, чтобы у вас просто пропал страх перед инструментом. Так как поначалу может показаться, что данное приложение очень сложное, здесь много чего есть, но на самом деле для вашей работы начинающего тестировщика, скорее всего, понадобится только создание проекта, загрузка VSDL и работа с самими параметрами и с различными их комбинациями. Это то, что касается инструмента SOAP UI. Повторюсь, что я не буду на данном уроке рассказывать подробно про каждую функциональность данного приложения, а только проведу короткий экскурс по нему. По SOAP UI, думаю, все понятно, не нужно каких-то дополнительных уточнений. Если у вас появились какие-то вопросы по установке данного программного обеспечения, то обязательно оставляйте их в комментариях. Я отвечаю всем. Думаю, что мои подписчики это могут подтвердить на 100%. То есть у нас идет хорошая коммуникация, поэтому не стесняйтесь, задавайте свои вопросы. Да, кстати, совсем забыл сказать. То есть сейчас мы с вами сделали все под капотом, но необходимо проверить также, появился ли у нас этот юзер в нашей системе. Как мы видим, у нас этот юзер появился, то есть отображается email, который мы ввели, FIO. Также здесь предусмотрен тот факт, что автор SAP либо REST отправляет данную информацию, то есть сразу можно здесь видеть даты изменения. И также мы с вами можем попытаться зайти в систему с помощью нашего пароля 123. Для этого мы вводим наш пароль и e-mail, нажимаем «Авторизоваться», и мы успешно входим в систему. То есть никаких проблем у нас нету. То есть обязательно проверяем, как под капотом работает наш веб-сервис, отправляет запросы, так и на UI, как это отображается, действительно ли все работает корректно. И следующий аспект, который нам необходимо рассмотреть, это REST-запросы и инструмент Postman. Опять же, вбиваем в Google Postman, находим официальный сайт, он будет самый первый. Опять же, ссылку я для вашего удобства оставлю также в описании. И скачиваем это приложение. То есть просто download the app. Скачивается, опять же, на компьютер, никаких проблем нет. Сначала инсталлятор, потом опять next, без каких-либо изменений. И он устанавливается. Также Postman доступен в веб-версии. То есть здесь вы можете, к примеру, зайти через свой аккаунт Google
И то же самое, что вам будет доступно в вашей десктопной версии, будет доступно и в вебе. Но все-таки там есть свои ограничения, поэтому я советую вам скачать Postman непосредственно на компьютер. Я уже скачал также этот инструмент. Давайте его откроем. И мы видим наш UI нашего приложения. Чем хорош Postman? Тем, что в нем может одновременно работать целая команда тестировщиков, разработчики, то есть могут делиться своими какими-то тест-кейсами. Также здесь можно проводить автоматизацию, писать какие-то скрипты на языке JavaScript, делиться, опять же, этой информацией с вашей команде, создавать различные коллекции ваших запросов, работать в разных workspace'ах, создавать различные параметры. То есть инструмент очень интересный, многоплановый, не самый сложный, скажу вам сразу, чтобы у вас не возникало, опять же, страха перед данным инструментом. На первых порах вам будет достаточно просто использовать его в целях тестирования для выбора метода, для ввода вашего запроса, параметров и отправки непосредственно этого запроса на сервер, получения ответа и изучения этого ответа уже с точки зрения тестирования, все ли прошло успешно или нет. Вернемся с вами к нашему Confluence. В самом низу метода doRegister будет информация о JSON с примером вызова его, то есть будет вот такой вот запрос в виде JSON формата, и ответ на него, как он должен выглядеть. Не всегда есть хорошая документация для REST-запросов, поэтому всегда трясем своего разработчика, чтобы они предоставили вам тестовые данные, примеры запросов, примеры ответов, на основании которых вы будете проводить тестирование. Не стесняемся, коммуникация наша все. Также есть схемы наподобие VSDL-ки и для JSON, для REST. Но они не обязательны, поэтому обычно этим грешат и поступаются, и не пишут такие вадлы. Так что, опять же, вся надежда просто на хорошие отношения вас и разработчика, и налаживании процесса внутри вашей команды для передачи информации, которая необходима вам для тестирования. Прежде чем мы перейдем непосредственно к тестированию с помощью Postman, давайте еще поговорим буквально немного о методах. Когда-то очень давно в начале блока тестирования веб-приложений я обещал вам о том, что расскажу о методах, чем они отличаются между собой, вообще что это такое. Метод — это тип HTTP запроса, который указывает серверу на то, какое действие мы хотим произвести с ресурсом. То есть вы можете встретить такие формулировки, как HTTP метод и тип HTTP запроса. Это то же самое. Существует 4 основных видов методов. Это get, post, put и delete. На что направлены эти методы? Метод get, в принципе, по названию уже понятно, что направлен на то, чтобы получить информацию от нашего сервера. Метод post обычно служит для добавления информации на наш ресурс. Например, если мы хотим загрузить какую-то музыку, либо же ввести пароль и логин в поля ввода и отправить их на сервер, либо же загрузить какой-то текст на наш сервер. То есть для этого служит post. Также есть put. По классике put служит для того, чтобы заменить какую-то информацию, изменить ее на сервере. И метод delete, который, опять же, по своему громкому названию служит для удаления данной информации. Также в разных источниках пишут о том, что метод post может также отвечать за изменение информации, как и метод put, либо же даже для удаления информации. Метод put также может использоваться для добавления информации. То есть, опять же, все будет зависеть от того, как разработчики решат использовать данные методы, потому что можно создавать также свои кастомные методы, которые будут выполнять какие-либо функции. Но что вам нужно знать еще о методах,
что методы отвечают за так называемые CRUD операции, либо CRUD операции. Вы будете очень часто встречать в тестировании именно эту аббревиатуру. И что значит CRUD? То есть это Create, Read, Update, Delete. Обычно всегда, когда мы что-либо тестируем, мы должны рассматривать наш объект тестирования с точки зрения этих 4 действий. Как пример, можно привести различные разрешения, пермишины. К примеру, у вас есть какой-то рядовой пользователь, у которого есть права только на чтение. Есть модератор, который может изменять какие-то данные в вашей системе. Есть, к примеру, еще какой-нибудь суперюзер, который обладает способностью создавать что-то в системе, опять же, читать это, апдейтить. И, например, есть администратор, который может выполнять все эти 4 действия одновременно. И всегда мы должны использовать различные комбинации вот этих 4 методов, 4 операций. Это чтобы вы на будущее не пугались, когда встретите такую формулировку. И здесь, видите, в скобках я специально написал про каждый метод, что он может делать с точки зрения CRUD операций. То есть get — это просто чтение, post в зависимости от источника и вашего разработчика может отвечать за создание, update и delete какой-либо информации. Put — это создание либо же изменение, и delete — это чисто удаление какой-либо информации. Также очень часто на собеседованиях спрашивают, чем отличаются между собой get и post методы. Поэтому вам нужно обязательно это запомнить. Get метод очень легко обнаружить и идентифицировать, так как get метод всегда это наша адресная строка. То есть то, что мы пишем в адресную строку, мы хотим получить какую-то информацию в сети интернет. И там мы можем ввести какие-то параметры, которые нас интересуют. То есть всегда обращаем внимание на адресную строку. Get — адресная строка. И в отличие от метода post, у get нету тела запроса. То есть мы не можем с помощью get какую-то информацию загрузить. В теле запроса у нас, как я уже рассказывал раньше, может быть различный payload, различная полезная нагрузка. То есть это текст, музыка, код, все что угодно может содержаться в теле запроса. И именно это загружается на наш сервер. Поэтому у поста есть тело запроса, у get его нету. У get запросов, как я сказал, всегда есть параметры, которые содержатся в адресной строке. Get ограничен длиной адресной строки, тоже вам необходимо об этом помнить. И, в принципе, всегда можно протестировать это. То есть, если вы знаете, что у вас есть ограничения, то вы можете ввести количество символов в get-запросе и посмотреть, как себя будет вести система. Будет ли она выдавать какую-то ошибку, будет ли вообще обрабатываться данный запрос. Get кэшируется на стороне клиента, тоже об этом нужно помнить, что данные из get-запросов попадают в кэш. И так как get — это, по сути, наша адресная строка, то его всегда можно сохранить в закладку в нашем браузере. То есть, помня вот об этих отличиях, можно успешно ответить на данный вопрос, когда вам зададут, чем отличаются get и post запросы. У меня спрашивали на моих первых собеседованиях это почти каждый раз. Поэтому обратите обязательно на это внимание. Если нужно, перемотайте назад, запишите себе, чем отличаются get и post запросы, либо же найдите просто информацию в интернете в виде табличек сравнительных. Они есть на многих ресурсах. И также почитайте вообще про другие методы, кроме этих 4 основных. Чем они отличаются? Сразу скажу вам, что обратите внимание на такой метод, как option. Специально не буду рассказывать вам, за что он отвечает, но, в принципе, он тоже интересен. И даже когда у вас, например, спросят, какие методы вы знаете, если вы назовете больше этих 4, это уже большой плюс к успешному прохождению вашего собеседования. Поговорили с вами немножко о методах, давайте вернемся к нашим баранам, к нашему Postman. И сразу же вы видите, что у нас есть метод get. Когда вы сюда нажимаете, то здесь можно увидеть огромное количество методов, которые есть по умолчанию. Вот наши 4 основных — это get, post, put и delete.
И есть вот другие отличные от них. Options, про которые я уже упоминал, тоже обязательно про него прочитайте. И если интересно, можно изучить другие методы, которые здесь есть. Но опять же, я бы вам не советовал сильно углубляться в эту тему, потому что методы могут придумываться самими разработчиками, и они могут быть кастомными. Поэтому у каждой компании они могут быть разными. Давайте с вами вернемся к нашему Confluence. Сразу оговорюсь, так как мы будем загружать какую-то информацию о нашем пользователе, то мы будем использовать метод post. То есть, я думаю, это понятно. Мы не хотим найти какую-то информацию на нашем ресурсе, а добавить нового пользователя в нашу базу данных, в наш users bucket. Что нам необходимо сделать для того, чтобы отправить запрос? Копируем наш URL, который нам необходим. Он есть в документации. Выбираем метод post, как я уже сказал выше. И также вводим наш запрос. И так как он у нас в формате JSON, то нам необходимо загрузить его в body. То есть это наше body, которое мы отправляем на сервер. Выбираем row и выбираем здесь JSON. То есть мы можем теперь спокойно загружать этот JSON и отправлять информацию на сервер. Так как у нас уже есть такой пользователь на сайте, то есть мы можем в респонсе увидеть сообщение об ошибке. Но, как вы видите, система не очень хорошо доработана. По-хорошему здесь не должен быть статус-код 200 log, а другой статус-код, который бы говорил нам о том, что у нас какая-то ошибка. Давайте придумаем новый какой-нибудь mail, новое имя и пароль. И попробуем отправить. Отправляем, все прошло успешно. 200-й статус-код, наш пользователь создан. И давайте зайдем в систему, обновим страницу. Да, все хорошо, то есть у нас есть наш пользователь, FIO, автор уже REST и дата изменения. И мы можем с вами проверить также это с помощью авторизации на наш сайт. Скопируем наш пароль. Все отлично, мы с вами зашли в систему, такой пользователь создан, мы можем с ним дальше работать. Также можете обратить внимание, что здесь есть информация, которую мы не отправляли в нашем запросе, например, там дата рождения, гендер, хобби, то есть мы это также тоже сюда не отправляли. Опять же, это можно сделать с помощью каких-либо других методов. Также мы это все можем повернуть не с помощью нашего JSON, который у нас был в примере, а с помощью просто ввода пар ключ значения. Для этого мы запоминаем, какие у нас параметры обязательные, какие у них типы. То есть это 3 параметра. Заходим в Postman, выбираем вкладку Params, вводим эти 3 параметра и отправляем. Как видите, у нас все отправилось, и параметры у нас появились непосредственно в нашем запросе в URL. Можем проверить это опять же на самом ресурсе. Подтянулся наш mail, FIO, автор. Ну и опять же по той же нашей системе вылогиниваемся и обратно совершаем авторизацию. Проверяем, что да, действительно такой пользователь был создан. Это если вкратце о Postman, о том, как мы можем с ним работать. То есть с другими методами сложности у вас тоже не должно возникнуть. То есть просто выбираем метод и таким же образом отправляем наши запросы. Опять же, комбинируем различные тестовые случаи, то есть удаляем какие-то обязательные параметры, удаляем, оставляем поля пустыми, меняем их местами, то есть все смотрим, как это может быть. Думаю, что этого вам будет достаточно для того, чтобы в дальнейшем разобрать все методы, которые есть в Confluence для Users Bucket,
есть это будет ваше первое домашнее задание, которое я анонсирую на данном, скажем так, курсе. Проходим все вот эти методы, как в SOAP, так и в REST, то есть в SAP UI и в Postman. И отмечаемся в комментариях, все ли у вас получилось, не возникли ли какие-либо у вас вопросы. Что еще хотелось бы вам рассказать о полезных ссылках и ресурсах, которые могут вам помочь в освоении и тестировании API. Опять же, возвращаемся к нашему любимому TestBase, про который я вам рассказывал. Опять же, ссылку я оставлю в описании. Здесь есть различная информация о бактрекерах, на которых вы можете потренироваться и вспомнить тему, посвященную бактрекинговой системе Jira и оформлению баг-репортов и отчетах о дефектах. Системы хранения тестов, опять же, можно здесь потыкать, посмотреть. TestLink, например, бесплатная. Где потестировать API? Здесь есть бесплатные сайты с тестовыми API, где можно их подергать. Тоже RegressIn, очень популярный ресурс. Более полноценные системы, опять же, это те, которые были разработаны либо непосредственно Ольгой и ее командой, либо же они просто есть, тоже были когда-то разработаны. То есть это Users, та система, которую я вам уже сегодня показывал, Shop и Swagger. SQL мы с вами подергаем как-нибудь потом, уже совсем скоро. Еще есть тест-дизайн, то есть тут есть тренажеры, которые также можно посмотреть. Вот треугольник, например, интересный тренажер по одному из самых популярных вопросов на собеседовании. Но не скажу, что он самый популярный, у меня, например, его не спрашивали. Также можем перейти и все это пощелкать, потренироваться. Еще есть такой интересный ресурс, как Swapy. Здесь хранится информация о киновселенной Star Wars. И можно также с помощью API потестировать, находить информацию о различных персонажах, которые были в этой киносаге. То есть можно все это здесь очень интересно посмотреть. Планеты, оружие, существа. То есть очень интересно для тех, кто когда-то был фанатом, либо до сих пор является Star Wars. И опять же, по API есть огромное количество различных тренажеров. Например, есть в открытом доступе API социальной сети ВКонтакте. То есть вы можете спокойно найти ее документацию по этой API и также отправлять какие-то запросы. То есть там, скорее всего, будут какие-то авторизации с помощью токенов. Я не баловался с этим, но знаю, что точно это есть. И у других каких-то ресурсов тоже есть API, то есть все это можно посмотреть. Также рекомендую, если у вас есть возможность финансовая, к примеру, либо же если вы проявите смекалку и поищете на различных ресурсах такой курс, как тестирование API от Ольги Назиной, я думаю, вам он понравится и пригодится, потому что она там достаточно подробно рассказывает про APIs, вот как раз-таки на этом ресурсе Users, рассказывает про автоматизацию с помощью API. То есть он достаточно подробный и подходит как для начинающих тестировщиков, так и для продолжающих, что очень советую. Опять же, не на правах рекламы, а просто потому, что курс-то неплохой. И давайте поговорим о последнем блоке в рамках нашего занятия. Это как вообще писать тест-кейсы для тестирования API, что мы должны там учитывать. И я вам покажу пример такого тест-кейса. Начнем с плана работы. Он стандартный, как и для любого тестирования, любой фичи. Сначала мы изучаем требования, либо же пишем их, если их нет. Затем на основании этих требований пишем наши тест-кейсы и, конечно же, тестируем. Требования — это непосредственно наша документация, это вадлы, VSDL-ки, примеры наших запросов, примеры ответов, которые вы можете получить у разработчика. Кейсы мы пишем на основании, опять же, этой документации, то есть ничего сложного, опять включаем техники тест-дизайна для этого. Ну и про тестинг мы с вами уже поговорили чуть раньше на этом уроке с помощью SAP UI, либо же с помощью Postman. Также в SAP UI можно тестировать и REST-запросы
так же, как и в Postman, можно тестировать REST-запросы. То есть это уже на более углубленном уровне. Если вам интересно, можете найти информацию в интернете, либо уже самостоятельно поэксплорить, так сказать, данные тулы. Требования входные данные. Какие параметры и атрибуты есть у сервиса? Это, например, если у нас есть VSDL, мы можем там посмотреть. И, опять же, как я говорил несколько раз сегодня на уроке, это образцы запросов, которые мы можем попросить у девелопера. Какие тест-кейсы? Разделяем их на 3 наших основных. Это Smoke, Critical Path и Extended. О всех этих типах тестирования и тестах я уже говорил на занятиях раньше, поэтому не буду повторяться. Если вам интересно, то сейчас ссылка появится вверху, вы можете перейти и изучить, освежить эту информацию. Что касается Smoke, то это один request на метод. Critical Path — это все валидные вообще реквесты, которые мы можем придумать для нашего метода и методов. И Extended — это все невалидные, некорректные наши какие-либо запросы. Какие же есть специфические тесты для веб-сервисов и для наших запросов? Как я уже говорил, мы можем отправлять в параметрах какие-то пустые значения, посмотреть, как ведет себя система. Она должна выдавать ошибки, если это значение обязательное. Если же это значение не обязательное, то допустимо, чтобы ошибок не было, если это оговорено в требованиях. Можем пробовать отправлять в тех же самых JSON, например, комментарии. Комментарии, если вы интересуетесь программированием, то это такие строки, которые оформляются, либо же заключаются в несколько слэшей, либо оформляются звездочками, и они не воспринимаются нашей системой как исполняемый код. То есть это просто какие-то заметки, потому что у нас написано в нашем коде продукта. То есть можем попробовать отправлять такие комментарии внутри наших JSON, к примеру, либо же в XML, и посмотреть, как ведет себя система, не воспринимает ли она их как исполняемый код. Валидность ответов согласно схеме. При наличии, что имеется в виду под схемой, это наши VSDL и вадлы. Как я уже сказал, просто открываем наш VSDL в SAP UI при создании нового проекта и начинаем тестировать. То есть вводим в эти параметры, в эти наши теги информацию, которую мы передаем на сервер, и смотрим, как сервер ее воспринимает, какие нам статус-коды возвращает, к примеру, и ответы. Проверки с обязательными и необязательными атрибутами, опять же, как я уже говорил, чуть выше смотрим, что у нас required и mandatory обязательно должно отправляться в запросе, опять же, как себя ведет система. Проверки с дополнительными и недопустимыми значениями. Опять же, добавляем какие-то параметры, которые у нас не указаны в тестовой документации, либо же в примерах наших запросов, смотрим, как ведет себя система. Либо же, если у нас, например, указан, что у нас в параметрах числовой тип, а мы пишем буквы, то система тоже должна ругнуться и выдать нам неправильный ответ. Не система, а сервер. Различные типы данных вместо строки числа, эти вещи между собой сопоставимы. Дубликаты атрибутов, элементов. Берем наш элемент, к примеру, паспорт, копируем его несколько раз, отправляем, смотрим, как ведет себя система. Порядок атрибутов элементов. Если у нас задан четкий порядок, и мы, например, его нарушаем, то, опять же, система должна ругаться, сервер должен прислать нам какой-то статус-код о том, что не была обработана наша информация, которую мы отправляем на сервер. Играемся с длинными строк и чисел и невалидные данные. Я говорил о невалидных данных с точки зрения синтаксиса JSON и XML на прошлом занятии. Там достаточно много информации, поэтому, опять же, переходим к прошлому занятию, изучаем. Если вы вдруг, например, даже открыли это занятие до того, как узнали о теории с точки зрения тестирования веб-сервисов, то тоже изучаем эту информацию. Это то, что касается наших запросов. И то, что касается ответов, как я уже сказал, мы смотрим статус-код, смотрим тело ответа и какой текст ошибок нам приходит. Опять же, если у нас в документации прописано, что должен прийти определенный статус-код и определенный текст ошибок, и они не совпадают, то мы заводим этот баг в систему.
И, как я и обещал, пример нашего тест-кейса. То есть он создается по тому же принципу, как и обычные наши тест-кейсы. Это summary, наше название, заголовок. Это priority, то есть порядок исполнения этих тест-кейсов. Test type, здесь у нас регрессия и автоматизация. Наши шаги, то есть мы запускаем REST request, наш запрос, такой-то метод, URI, который позволяет нам этот метод запустить, хедеры, которые у нас содержатся в нашем запросе, и body, то есть здесь уже в формате JSON прописано, что мы отправляем на сервер. И также прописан expected result в виде нашего респонса, то есть body от респонса. И то, что вот такая вот группа с таким-то ID должна была быть создана. И обязательно, как я и говорил, проверяем это на UI, то есть переходим по нашему URL и проверяем, что действительно данная группа была создана. То есть вот так вот выглядят наши тест-кейсы. Ничего сложного, стандартно, просто в наших шагах указываем для запросов те данные, которые мы отправляем. Для результатов expected мы записываем сюда уже наши информации о body, что мы должны получить вообще от нашего сервера. И в таком русле оформляем наши тест-кейсы в наших системах, которые позволяют их сохранять. То же самое и с багами, то есть шаги воспроизведения, прикладываем на, если что-то пошло не так, к примеру, пришел неверный ответ от сервера, прикладываем этот JSON уже непосредственно к нашему баг-репорту, и уже разработчик будет работать с ним. Вот такой длинный урок у нас получился, немножко больше, чем я планировал, так как хочется вам рассказать много об этой теме. Если вам интересно узнать, как работать с Postman, как работать с SOAP UI на более углубленном уровне, то обязательно дайте мне знать в комментариях. Я думаю, что после того, как я закончу записывать основной курс «Тестировщик с нуля», я начну разбирать какие-то вещи более подробно, какие-то тулы, для того, чтобы вы могли уже изучать их на уровне не просто начинающего тестировщика, а, возможно, продолжающего. И надеюсь, что эта информация будет вам полезна. Тоже касается и других тулов, которые очень часто упоминают в комментариях к моим видео. К примеру, тот же самый Git, либо же Jenkins, либо же, не знаю, Docker. Я на самом деле не так часто сталкивался в своей работе с некоторыми такими специфическими тулами. То есть на первом месте работы я пользовался только бэктрекингом в основном и тестировал все с точки зрения UI, поэтому у меня нет такой хорошей экспертизы по данным тулам. Но вот сейчас на новом месте работы я уже потихоньку начинаю ее получать, так как на новом месте работы мы это используем. Поэтому я думаю, что на момент того, когда выйдет в свет уже последний урок по тестированию с нуля, я начну записывать для вас видео, как вы просите, о практических аспектах различных тулов. Но думаю, что какие-то базовые вещи я смогу рассказать вам еще до этого. Поэтому обязательно пишите все, что вас интересует. Я создаю контент-план на основании ваших запросов. То есть вот вы хотели узнать что-то по тестированию API, я подготовил такое занятие. Вы хотите узнать что-то о Git, я обязательно тоже запишу для вас базовое занятие, расскажу о том, какие там есть репозитории, что такое ветки, как можно клонировать эти репозитории, как они вообще между собой взаимосвязаны и вообще для чего необходим Git с точки зрения девелопмента и даже тестирования. Поэтому подписывайтесь на данный канал, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать выход новых видео. А мы с вами увидимся совсем скоро. Милости прошу к нашему шалашу. Пока! Привет, YouTube!
Хотел бы для начала вас поздравить с тем, что мы закончили изучение тестирования веб-приложений на уровне начинающего тестировщика и готовы переходить к следующему блоку, к тестированию баз данных. Почему именно они, а не тестирование мобильных приложений? Все просто. Так как, зная теорию тестирования из первого блока, тестирование веб-приложений из второго, и зная базы данных, вы уже сможете проходить собеседование на должность начинающего тестировщика в области тестирования веб-приложений. То есть вам уже не понадобится знания для тестирования мобилки. Либо же, если ваша компания в дальнейшем планирует переходить на них, то вы сможете без проблем их узнать уже либо на моих уроках, либо уже внутри вашей компании с помощью ваших менторов. Прежде чем мы с вами перейдем к сегодняшнему занятию, я бы хотел обратить внимание на следующее. На прошлом занятии я допустил ошибку, когда рассказывал вам про метод POST и про то, куда мы должны вводить значения для того, чтобы отправлять запрос на сервер. Я сказал вам, что необходимо отправлять их во вкладке Params. Это неправильно, так как эта вкладка используется для GET-запросов. Чтобы отправить данные на сервер через POST, мы должны использовать именно тело запроса. То есть мы выбираем вкладку Body, радиобатоном выбираем Form Data и вводим наш уже ключ значения сюда и отправляем наш запрос. Именно так правильно работает POST-запросы. Поэтому приношу свои извинения. Каждый может совершить ошибку, поэтому обратите на это внимание, когда будете смотреть предыдущее видео, либо же возвращаться к нему, если что-то подзабудете. И теперь непосредственно о базах данных. Почему необходимо их знать тестировщику? База данных – это очень полезный инструмент, который используется не только в тестировании, но и в самой разработке, даже в бизнес-анализе. То есть это довольно мощный инструмент, так как данные – наше все. Хотел бы сразу обратить ваше внимание на следующее. Перед вами сейчас знакомая вам форма для регистрации на сайте. Такую форму очень часто показывают на собеседованиях и просят вас рассказать, как бы вы ее протестировали. Самая главная ошибка начинается с того, что вы начинаете говорить о том, что я бы, например, вводил максимальное количество символов в поле логин, либо же пароль, и проводил все проверки, о которых мы с вами говорили в рамках тестирования веб-форм. Сейчас ссылка появится вверху. Да, это верно, но это не самый первый этап, который вы должны сделать. Чаще всего кейс user story требования от вашего интервьюера звучит так. Пожалуйста, протестируйте то, что вы можете залогиниться в систему. Как мы можем это сделать? Все данные о логинах, паролях, либо же другой информации, которая может содержаться на этой форме, хранится в базе данных. То есть наша формочка, то есть клиент, отправляет запрос на сервер с некоторыми данными. То есть он там прописывает то, что, пожалуйста, верни мне информацию о том, есть ли такой юзер с таким логином и с таким паролем в системе. То есть совпадают они, либо нет. Есть ли они в базе данных. И уже сервер отправляет этот запрос дальше в базу данных. Если это совпадает, то база данных говорит ок. Сервер получает эту информацию и отправляет ее уже непосредственно клиенту. И мы входим на наш сайт. То есть обязательно наш первый пункт состоит в том, что мы должны зайти в базу данных и проверить, есть ли там информация о данном пользователе. С помощью запроса, о которых мы поговорим с вами на последующих уроках. То есть запомните, это ваш самый первый шаг. А уже потом, после того, когда мы проверили, что да, действительно мы можем войти в систему, зашли в базу данных, что там содержится необходимая нам информация, только потом мы приступаем непосредственно к тестированию самой формы, вводя недопустимые значения, либо допустимые значения в заданном диапазоне, которые есть в требованиях. То есть на это обращаем свое внимание. Также работает абсолютно все, что связано с базами данных. Так как хранить всю информацию и все данные внутри того же документа верстки, либо CSS попросту невозможно, поэтому мы прибегаем к некоторому хранилищу,
в котором содержатся наши данные. Это и есть база данных. То есть база данных – это набор сведений, хранящийся в упорядоченном виде. И давайте посмотрим вообще, какие есть базы данных, их типы. Существует 3 основных типа базы данных. Иерархическая база данных, сетевая и реляционная. Иерархическая, как понятно из названия, состоит в следующем. То есть у нас есть какой-то один корневой узел, и от него идут разветвления к другим. Непосредственно у этого узла, который принадлежит нашему корневому, есть еще какие-то узелки. И так они разветвляются все дальше. То есть есть некоторая иерархия, несколько уровней. Так называемая система предок-потомок. То есть предок – это наш, например, корневой узел, потомки – это те узлы, которые отходят от него. Так, для уровня 3 предком будет уровень 2, а уровень 3 будет являться потомками и так далее. Следующий тип – это сетевая база данных, когда у нас также есть некоторый набор данных, но эти данные также зависят от других. То есть у них есть некоторая такая взаимосвязь, то есть не просто у нас взаимосвязь один ко многим, а здесь у нас уже могут быть такие взаимосвязи, как многие ко многим, многие к одному. То есть об этих взаимосвязях мы поговорим с вами чуть дальше, ну просто чтобы вы понимали, что такое сетевая модель. То есть она выглядит в форме такой сети. Иерархия в форме дерева, сетевая в форме сети. И та, которая используется сейчас во всех базах данных, это реляционная модель, когда у нас есть некоторое множество вот таких вот двумерных таблиц, в которых содержатся наши данные, и эти таблицы также могут между собой быть связаны. Что необходимо знать про реляционные базы данных? Во-первых, из чего они состоят? Есть так называемый первичный ключ, primary key, который является однозначным идентификатором данной строки, и он обязателен для реляционной базы данных. Почему? Потому что он уникальный, а если, например, мы возьмем значение имя столбца, то мы увидим, что здесь могут быть одинаковые имена, и в таком случае наша база данных будет отрабатывать порой некорректно, когда мы будем запрашивать какое-то одно имя, и у него будет много одинаковых значений, и она будет выдавать нам очень много значений по одному этому запросу. Поэтому всегда есть такие идентификаторы, которые уникально определяют строки в нашей базе данных. И есть так называемые вторичные ключи, внешние ключи. А данные ключи служат для того, например, если у нас есть 2 таблицы, в которых есть связанные данные, то как нам эти таблицы между собой можно связать? С помощью вторичного ключа. То есть мы вводим какие-то одинаковые идентификаторы для этих 2 таблиц, и с помощью этого идентификатора мы связываем наши 2 таблицы. То есть, например, идентификационному номеру 11 будет соответствовать данные Иван Сингл Осло и Mail 25. То есть таким образом мы связываем несколько таблиц. Вторичный ключ не обязателен, он появляется только тогда, когда у нас есть несколько таблиц, и нам необходимо ввести какие-то закономерности взаимосвязи между ними. Еще хотелось бы отметить, что строки в таких таблицах называются записями, а столбцы называются полями. То есть тоже обратите на это внимание. Следующий аспект, который я хотел бы затронуть, это аспект нормализации. Что такое нормализация? Это процесс приведения таблиц к нормальному виду. Звучит достаточно странно, но давайте разберемся, что такое нормальный вид, либо же нормальные формы. Это требования, предъявляемые к таблицам в теории реляционных баз данных. То есть у нас есть некоторые правила, по которым должны создаваться наши таблицы, для того, чтобы они адекватно обрабатывались нашей системой управления базы данных, о которой мы поговорим с вами на этом уроке чуть дальше. И вам необходимо знать как минимум 2 таких нормальные формы. Их больше, есть еще 3-я нормальная форма, но я не буду останавливаться на ней подробно, так как обычно ее не спрашивают ни на собеседованиях, ни в обычной жизни вы ее не встречаете. Поэтому, если вам интересно, то можете погуглить, что это такое. Я думаю, объяснение вы найдете в интернете без проблем.
Итак, если мы говорим про первую нормальную форму, то она требует, чтобы каждый элемент таблицы имел только одно значение, то есть был атомарным. Смотрите, как мы видим в данной строке у нас есть несколько значений в одном поле. Это неверно. То есть мы должны разделить эту запись так, чтобы она была атомарной, чтобы мы могли использовать каждое поле по отдельности. То есть вот такая запись, она правильная и соответствует требованиям первой нормальной формы. Запоминаем: атомарность. Вторая нормальная форма требует, чтобы таблица находилась обязательно в первой нормальной форме. То есть если у нас не выполняются требования, которые предъявляются к первой, то мы не сможем говорить о том, что эта форма является также и второй, в случае, если другие какие-то условия выполняются. И все поля должны зависеть от первичного ключа, а не от его какой-либо части. То есть, смотрите, в данной таблице у нас здесь есть два ключа – департамент и позиции. И наша зарплата зависит от этих двух ключей. А вот необходимость того, чтобы на рабочем месте был компьютер, зависит только от позиции. То есть департамент на это не влияет. Это неправильно, поэтому мы должны сделать так, чтобы у нас данная форма соответствовала второй нормальной. В данном случае зарплата у нас остается в этой таблице и зависит от департамента и позиции, а уже необходимость в компьютере переносится в другую таблицу, и она зависит только от позиции. Надеюсь, что вам стало немножко понятнее, что это такое. Напоминаю, что про третью форму вы должны прочитать самостоятельно. Также, так как есть процесс нормализации, то есть такой процесс, как денормализация. В запросах к полностью нормализованной базе нередко приходится соединять до десятка, а то и больше таблиц. А каждое соединение – это очень ресурсоемкая операция. Как следствие, такие запросы требуют огромного количества ресурсов сервера и выполняются очень медленно. Поэтому в дело вступает процесс денормализации. Есть несколько способов, как это можно осуществить. Например, денормализация путем сокращения количества таблиц. То есть лучше объединять в одну таблицу несколько, имеющих небольшой размер, содержащих редко изменяемую информацию. Причем информация по смыслу тесно должна быть связана между собой. Таким образом, мы сокращаем количество запросов к нашей базе данных и к тому количеству информации, которое необходимо обработать. И второй распространенный способ – это денормализация путем ввода дополнительного поля в одну из таблиц. При этом появляется некоторая избыточность наших данных, поэтому необходимы дополнительные действия для сохранения целостности нашей базы данных. Чтобы запускать процесс денормализации, нужно очень хорошо знать нашу базу данных, как она себя ведет с тем количеством данных, которые в ней есть, сколько времени необходимо на обработку. Поэтому я думаю, что вам, как начинающим тестировщикам, не нужно в эту операцию залазить с головой, но просто необходимо знать, что не всегда приведение к нормальным формам и к требованиям может очень хорошо влиять на производительность нашей базы данных. Я думаю, если вас привлекут к процессу денормализации, то вас ведут в курс дела, что вам необходимо будет делать и как эти ваши действия повлияют на работу базы данных. Следующий аспект, который я хотел бы сегодня затронуть, это отношения в базе данных. Существует три типа, и один из этих типов может называться по-разному. Сейчас мы поговорим с вами о них чуточку подробнее. Есть отношения один к одному. Это означает, что каждая запись в одной таблице соответствует только одной записи в другой таблице. Ничего сложного. Отношение один ко многим означает, что каждой записи в одной таблице соответствует одна или несколько записей в другой таблице. Отношения многие к одному являются точно таким же, как один ко многим, просто такой тип отношений зависит от вашей точки зрения. И последний тип – это многие ко многим, когда возникает
отношение между двумя таблицами в тех случаях, когда каждой записи в одной таблице соответствует 0, 1, 2 или более записи в другой таблице и наоборот. То есть на досуге более подробно прочитайте, что это вообще может означать, и для себя запомните вот эти 3 основных типа: 1 к 1, 1 ко многим и многие ко многим, так как это поможет вам более лучше понимать взаимоотношения внутри ваших таблиц, внутри вашей базы данных. И напоследок давайте затронем такой вопрос, как система управления базой данных. Это совокупность языковых и программных средств, которая позволяет создавать, изменять, удалять наши данные, осуществляет доступ к ним и обеспечивает безопасность наших данных, а также все возможные модификации этих данных, то есть все, что вы можете придумать, что мы можем сделать с нашими данными внутри этой базы. Очень часто спрашивают, чем отличается база данных от СУБД, и иногда этот вопрос вводит в ступор. Поэтому обращайте ваше внимание, что база данных — это, во-первых, объект, и это всегда просто набор каких-то данных. А система управления — это субъект, который, скажем так, управляет нашими данными, и в первом приближении это просто программа, некое программное обеспечение. То есть база данных — это просто наши данные, СУБД — это программа. Когда вы это запомните и уясните для себя, никаких вопросов, связанных с тем, чем отличается между собой база данных и СУБД, у вас не будет. Существует несколько видов основных баз данных, это далеко не все. То есть самый распространенный — это MySQL, с которым мы с вами будем работать в рамках следующих занятий. Я научу вас устанавливать MySQL сервер, мы с вами научимся писать запросы, селекты, которые пригодятся вам 100%, и джойны, которые, возможно, вам не пригодятся, но обычно на собеседованиях какие-то нормальные компании спрашивают и их. Также есть Microsoft SQL, Oracle, PostgreSQL, MongoDB, то есть количество таких СУБД очень много. Все, что их объединяет, то, что они построены на SQL языке, который звучит как Structured Query Language, то есть это язык программирования структурированных запросов. Именно им и пользуются во всех этих базах данных. С некоторыми отличиями в разных, но все-таки в основном там все повторяется. В описании я оставлю обязательно ссылку на книгу Куликова, которая рассказывает о различных СУБД, о различных отличиях, которые могут там встречаться. Она достаточно сложна в восприятии для людей, которые никогда не сталкивались с DB, с базами данных, с СУБД, поэтому, если вам интересно, то вы, конечно, можете ее прочитать, но на самом деле тех данных, которые я вам дам в рамках следующих занятий, будет достаточно для того, чтобы научиться писать запросы, но вам необходимо очень много практиковаться, потому что на собеседованиях всегда спрашивают запросы селекты, иногда даже джойны, и вам необходимо уметь их писать. Пожалуй, на сегодня у меня все, то есть это некоторая такая теория, которую необходимо знать, то есть тот минимум, который нам понадобится с вами в дальнейшем, и в целом на собеседовании у вас могут спрашивать все это. На следующем занятии мы с вами установим наш SQL-сервер и будем работать уже непосредственно с нашими запросами. Узнаем, какие типы данных есть в базе данных, научимся писать селекты, возможно, если успеем, то и джойны. Если нет, то джойны мы научимся писать на следующем, после следующего занятия. Сразу хотел бы сказать о том, что вы часто мне пишете, почему так много теории, хотелось бы больше практики, но, ребята, когда вы приходите на собеседование, чаще всего вас спрашивают именно теорию. То есть вас будут спрашивать очень много по теории тестирования, которую мы рассмотрели в первом блоке. По тестированию приложений вас будут спрашивать про HTTP протокол, про HTTP запросы, про различные модели, которые там есть. Про базы данных, да, вас будут спрашивать, скорее всего, какими вы СУБД пользовались, и попросят написать какие-то запросы. То есть, возможно, вам выдадут список заданий, где необходимо будет с помощью запроса получить некоторую выборку из базы данных. Поэтому мы с вами это, конечно же, рассмотрим. Поэтому не забывайте про теорию. Я понимаю, что вам хочется практики. Возможно, это как-то веселее, и у вас создает сомнение, что
без практики никуда. Да, я согласен, практика необходима, но когда вы приходите на работу, на проект, то обычно вас многому учат заново, потому что на курсах, даже на платных, не всегда рассматривают все те аспекты практические и те программы, которые вам будут необходимы в реальной работе. Но я стараюсь по максимуму внедрять и практические занятия, и думаю, что то, что я вам рассказываю, вполне достаточно для успешного прохождения собеседования на позицию джуна, начинающего тестировщика. Все остальное только в ваших руках. То есть вот вы проходите какой-то теоретический момент, обязательно посмотрите на практике, как это может работать. Посмотрите дополнительные видео, которые есть в интернете. Есть огромное количество полезных YouTube-каналов с качественной подачей информации, но просто необходимо их поискать. Учитесь искать, учитесь гуглить. Этот навык никогда вам не помешает, потому что на своей реальной работе вы будете очень часто сталкиваться с такими вот ступорами и тупиками. И не всегда нужно бежать первым делом к знающему человеку, там, к девелоперу, у которого куча своей работы, либо же там к лиду вашему, либо менеджеру. То есть у них очень много работы. Не забывайте про это. Всегда пытайтесь найти самостоятельно необходимую вам информацию. И только если уже вы испробовали все, и это вам не помогло, вы встали в тупик, только тогда обращайтесь к эксперту в этом вопросе, который может вам помочь. Вот такой у меня месседж, может быть, немножко агрессивно в конце получилось, но просто я хотел об этом обязательно вам рассказать, что не нужно забывать про теорию никогда. Практика у нас будет, конечно, ее будет еще больше. То есть я стараюсь как-то гармонизировать эти уроки и не перегружать их только теорией. Да, первые блоки были очень сильно перегружены ей, но без этой теории дальше пойти просто нельзя. А на этом у меня все. Большое спасибо, что остаетесь со мной, пишите такое огромное количество приятных комментариев. Мне на самом деле очень приятно и тепло от того фидбэка, который я получаю. Я понимаю, что вся эта работа проделана не зря, поэтому я буду, конечно же, продолжать записывать уроки для вас. Мне не сложно, вам полезно. Милости прошу к нашему шалашу. Пока! Привет, YouTube! Сегодня мы продолжаем изучение баз данных и непосредственно познакомимся с MySQL, как установить сервер, на котором мы будем работать, и с теми командами, которые помогут нам взаимодействовать с базой данных и с таблицами, которые в ней находятся. На этом занятии мы не будем рассматривать селекты и джойны. Я решил, что оно будет полностью посвящено именно первичной работе, изменениям, удалениям, добавлениям таблиц в базу данных, а уже на последующих двух уроках мы разберем и селекты, и джойны. Поэтому давайте не будем задерживаться и начнем. Для начала нам необходимо скачать SQL сервер. Для этого мы заходим на сайт mysql.com и идем в самый низ, находим такую табину, как Downloads, и выбираем MySQL Community Server. Именно здесь мы можем скачать наш SQL сервер, который абсолютно бесплатный для нашего использования, так как это версия Community. Что нам нужно сделать? Нажимаем на вот этот вот, скажем так, баннер Go to Download Page. Это версия как для 32-битных систем, так и для 64-битных, несмотря на то, что здесь написано 32 бита. И скачиваем непосредственно наш инсталлятор. Нажимаем на Download. Здесь не нужно нам регистрироваться. Нажимаем, что нет, спасибо. Давайте начнем загрузку. Скачивается наш инсталлятор, он у меня уже скачан. И мы его запускаем. Немного ждем. Совсем соглашаемся, если у нас появляются такие значения. У нас тут есть какие-то апдейты, поэтому обновляем тоже этот инсталлятор, так как я скачивал его на днях. Видите, за это время уже появились какие-то новые апдейты. И выбираем, что мы хотим скачать. Для наших целей нам только будет необходим сервер.
Но также вы можете скачать и полную версию, тогда у вас будет доступна и оболочка, то есть UI, с которой мы можем непосредственно работать. Я все-таки думаю, что мы с вами будем идти по хардкору и начнем это все дело сначала разбирать в командной строке. Поэтому мы скачиваем только сервер. Нажимаем Next. Выбираем папку по умолчанию, так как у меня уже было здесь создан этот сервер, поэтому он пишет, что существует уже такой путь, у вас, скорее всего, его не будет, поэтому здесь ничего не меняем. Нажимаем Next, нажимаем Yes в моем случае, показывает статус, что да, готово к установке, и запускаем. Ждем, пока у нас установится наш сервер на нашу локальную машинку. Это займет буквально пару минут. И нажимаем Next. Дальше у нас появляется статус, что наш сервер готов к конфигурации. Нажимаем Next. Здесь мы ничего не меняем, оставляем по умолчанию. Опять нажимаем Next. Опять же здесь мы ничего не меняем. Выбираем, что по рекомендации у нас будет использоваться сильный, мощный пароль для шифрования. И так как у меня уже был создан пароль, это root, то есть простой такой пароль, который обычно используется, вот он так пишется. То есть у вас, скорее всего, просто появится поле для того, чтобы вы ввели этот пароль. Вы его введете, скорее всего, подтвердите это. Я же нажимаю check, чтобы проверил, действительно ли совпадает мой пароль с тем, что уже был введен ранее. После этого опять нажимаем next. Здесь мы также ничего не меняем. Оставляем по умолчанию. И запускаем наш процесс. Тут начинается процесс конфигурирования нашего сервера. И все. На этом установка сервера заканчивается. И мы заканчиваем нашу установку. Дальше необходимо найти наш сервер непосредственно в нашей панельке с программами. И для нашей работы необходимо будет использовать MySQL версии 8.0, Command Line Client, Unicode. Просто запускаем его, и сервер попросит у вас ваш пароль, который вы вводили. У меня это root, у вас может быть что-то другое, если вы использовали другой. И все, появляется приветственное окошко, и мы непосредственно можем работать уже с теми базами данных, которые у нас есть на сервере. Но для начала давайте с вами посмотрим, какие типы данных используются в базах данных, и вообще, с чем мы сегодня будем с вами работать, когда будем создавать таблички, видоизменять их. Для начала поговорим о типах данных. Существуют определенные типы данных, которые мы можем вводить в наши таблички и использовать их. Эти данные, в принципе, стандартные, они даже используются при программировании, поэтому, если вы их запомните, это в дальнейшем поможет вам и в каких-то других аспектах, связанных с вашей работой, так как вы часто будете сталкиваться именно с такими наименованиями данных, их типов. Во-первых, это integer, сокращенно int, именно его мы и будем использовать в наших базах данных. Это наши целые числа. Dec — это от английского decimal, десятичные, дроби, десятичные числа. То есть тоже понятно, что это такое. Если у нас есть большой объем текстовой информации, то используются следующие типы данных. Это blob, текст и memo. Если у нас небольшие, скажем так, объемы текстовой информации, то есть используются наши строки. Это char, varchar от 1 до 250 символов. Если же мы говорим про текст, то это примерно 65 тысяч символов. Следующий тип — это наши различные форматы даты, то есть это непосредственно наши даты, дни, время и год. И еще есть такой формат, как float, либо же double. Это данные с плавающей точкой. Есть такой интересный тип данных, как timestamp, либо временной штамп, который хранит 4-байтное целое число, равное количеству секунд, прошедших с полуночи 1 января 1970 года по усредненному времени Гринвича. То есть нулевой часовой пояс, точка отсчета часовых поясов. То есть это тоже такой тип данных, который позволяет нам судить о том, когда у нас был создан, к примеру, тот или иной элемент в нашей базе данных. И обычно timestamp зависит от того, в каком часовом поясе вы находитесь. То есть для различных часовых поясов в различных базах данных он может отличаться.
Также может быть такой тип данных, как boolean, то есть это просто наше значение true либо false. И можно отдельно отнести такой тип данных, как null, not null, то есть обязательно для данной строки, для данного поля должны быть, к примеру, эти значения либо же пустыми, либо же, если мы говорим про not null, то они должны обязательно чем-то быть заполнены. Это то, что я хотел вам рассказать про типы данных. В принципе, о них можно дополнительно еще прочитать в интернете. Я постараюсь в описании выложить ссылку на какую-нибудь адекватную статью, посвященную этому аспекту, потому что на самом деле типов данных намного больше. Это просто одни из самых распространенных. И то их используют далеко не везде. Дальше мы с вами приступаем, наверное, к самой интересной части нашего сегодняшнего занятия. То есть мы научимся писать какие-то простые запросики, сможем просмотреть наши базы данных, создать базы данных, удалить, использовать их и в дальнейшем создадим наши первые таблицы и также сможем добавлять в них какие-то значения, удалять их, изменять. То есть давайте не будем долго об этом разглагольствовать и перейдем непосредственно уже к нашему серверу и работе с ним. Как мы с вами помним, у нас уже открыт MySQL сервер, CLI для него, и мы можем непосредственно уже начать что-то с ним делать. Давайте для начала посмотрим вообще, какие базы данных у нас предустановлены здесь. Для этого нам необходимо ввести такую команду, как show databases. То есть здесь ничего сложного, язык SQL построен на английском, и на английском несложном. То есть если вы знаете какие-то ключевые глаголы, которые там есть, то есть это и будет ключевыми словами, которые используются в наших запросах. Здесь все просто. Show databases, то есть мы увидим наши базы данных. То есть у нас уже есть какие-то тут базы данных, которые, скорее всего, были предустановлены в самой системе, и тест, который я создавал, когда вспоминал некоторые аспекты, чтобы подготовиться к данному занятию. И дальше, когда мы уже смогли посмотреть, какие у нас есть базы данных, мы можем либо использовать какую-то существующую, либо создать свою новую. Давайте создадим свою новую. Для этого мы используем такую команду, как create database, и присваиваем ей какое-то имя. Давайте назовем ее students. Что вам нужно знать по синтаксису обязательно? То есть у вас должно быть в конце каждого вашего запроса точка запятой, иначе SQL будет ругаться. Точнее, SQL ваша СУБД, которую вы будете использовать, можем даже проверить это. То есть она даже не будет ругаться, то есть она не даст вам выполнить команду, пока вы не поставите точку запятой. То есть для SQL не важно, на какой строке у вас будут находиться данные, он будет все равно считывать это как один запрос, как одну строку. И сейчас у нас создалась датабаза наша со студентами. Мы можем проверить, действительно ли это так. Show databases, опять используем команду. И да, как мы видим, у нас есть новая база данных students. Мы можем эту базу данных удалить. Давайте удалим только не эту, а мою какую-нибудь тестовую, которая у меня была создана заранее. То есть здесь мы пишем drop database и название нашей базы данных. Она удалилась. Опять же, проверяем. Для того, чтобы вам вернуться и не вводить заново ваш запрос, если он, например, очень большой, и если вы точно знали, что он у вас включается в одну строку, то есть вы их не переносили, вы можете использовать клавишу вверх и найти вашу команду. То есть мы использовали show databases, чтобы проверить, какие у нас есть базы данных. То есть мы можем сейчас опять ее использовать. И как мы видим, у нас теперь уже нету базы данных тест. Она удалена. И так как мы решили с вами работать с базой данных students, мы должны ее заиспользовать. То есть обозначить, что да, мы будем работать именно в этой базе данных. Иначе в дальнейшем система будет ругаться и не понимать вообще, что вы хотите от нее и с какими из баз данных, которые есть в этой СУБД, вы хотите работать. Поэтому пишем use, и имя нашей базы данных это students. Видите, база данных изменена, то есть все, теперь мы внутри этой базы данных. И чтобы проверить, к примеру, если там какие-то значения внутри этой базы данных, то есть какие-то таблицы, мы можем использовать такую команду show tables. То есть нам показывают все таблицы, которые есть в нашей базе данных. Empty set, то есть
пусто, потому что у нас пока не создана ни одна из таблиц. Это то, что касается использования именно баз данных, как в нее зайти, как создать, как удалить. И давайте теперь непосредственно перейдем к работе с таблицами. Для этого у нас тоже есть перечень наших команд, которые мы можем использовать, наших запросов. Давайте сначала создадим какую-нибудь таблицу. Для этого мы должны использовать команду create_table, ввести название нашей таблицы, которую мы хотим создать внутри студентов. Например, давайте назовем ее courses. И давайте перейдем на следующую строку, чтобы нам было более понятно, что мы должны делать дальше. Дальше мы открываем скобки и начинаем писать наименование наших столбцов, наименование наших полей и тип, который будет применяться к этому полю. Например, для курсов давайте придумаем такой столбец, как faculty, то есть факультет наш. Даже давайте не с него начнем, а начнем с ID-шки, так как у нас должен быть первичный ключ. Дальше мы пишем тип данных. В нашем случае это будет integer, то есть целые числа. Дальше мы пишем то количество чисел, которое может помещаться внутрь нашего поля, то есть внутри вот этого значения, которое будет в строке. То есть, к примеру, у нас может быть максимально 11 цифр в нашей строке, в нашей записи. И пишем, что это то есть она всегда должна быть заполнена, эта строка, эта запись. И что это наш primary key. То есть тоже указываем сразу системе СУБД, что это первичный ключ. И давайте придумаем поля. Как я уже сказал, это будет faculty. Здесь мы используем varchar, то есть нашу строку. Пусть будет 55 символов максимально. И пусть будет, к примеру, на данный момент это null. То есть данная запись может быть пустой. Что еще можно придумать для курсов? И давайте number напишем. Не будем придумывать какие-то сложные таблицы. И у нас тоже тут будет integer. И пусть будет у нас 2 числа максимально. Тоже пусть будет null. Так. И наш запрос обработан. Теперь мы можем посмотреть, какие у нас значения есть в этой таблице. Для этого используется самый известный select, с которого начинается вообще любое обучение селектом. Но о них мы поговорим с вами чуть дальше, но просто чтобы вы знали, это select, звездочка, from и название нашей таблицы. Наша таблица называется courses. Не забываем про точку запятой. Да, я знаю, в чем моя ошибка. В том, что у нас пока нету в нашей таблице каких-то значений. Поэтому для начала давайте с вами проверим вообще описание этой таблицы, вообще какие у нас там есть поля и в каких полях у нас содержатся какие типы данных. Для этого используется такой запрос, как desk и имя нашей таблицы. Да, и теперь мы можем с вами увидеть, какие у нас вообще есть поля в нашей таблице, какие у этих полей типы данных, могут ли быть там нулевые значения или нет. Поле ID у нас является primary key, и дефолтные значения тоже здесь прописаны. То есть так мы можем посмотреть описание таблицы, если нам необходимо знать, в каких у нас полях какие данные могут использоваться. Также мы можем удалять таблицы точно так же, как и удалять базы данных, но давайте не будем с вами удалять нашу красивую табличку Students, которую мы создали. И также есть такая же команда, как и для удаления баз данных, есть удаление самих таблиц, также с нашим ключевым словом drop. То есть мы пишем drop, table и название нашей таблицы. И таблица удаляется. Давайте не будем уже удалять таблицу Students. А на досуге вы можете также попрактиковаться, создавать какие-то таблицы и удалять их. То есть эта команда несложная. Сейчас наша таблица, как мы с вами уже убедились, когда выполняли наш select, то есть в данном случае мы просили показать все значения из таблицы courses. То есть тоже все очень просто.
у нас пока здесь нет никаких данных, поэтому давайте создадим эти данные. Для этого используется такая команда, такой запрос, как insert into. То есть нам нужно вставить какие-то значения в нашу таблицу. Дальше пишется название нашей таблицы, это courses, values, то есть наши значения. И на что вам нужно обратить внимание, это на порядок наших полей внутри нашей таблицы. То есть первое поле у нас ID, второе faculty, третье number. И в таком же порядке мы с вами вводим значения в эти поля. То есть ID у нас первое будет 1. И да, хотел обратить ваше внимание, что в faculty у нас здесь используется наш word chart, то есть здесь используются буквы. Это строковый формат. И поэтому нам необходимо заключать его в кавычки, это значение. Так же, как мы с вами заключали такие значения, когда изучали JSON. Если вы подзабыли, что это такое, можете перейти к уроку по API, по практической части, сейчас ссылка появится в описании, и немножко освежить в памяти. Но для SQL, да и вообще для любых языков программирования запоминаем, что строковые значения, буквенные значения всегда заключаются в кавычки. Давайте придумаем био. Мой любимый биологический факультет. Если вы не сдали, то я его закончил. И number нашего курса. Пусть будет также 1. И ставим точку с запятой. Первое значение у нас создалось. И также мы можем добавить сколько угодно значений в нашу базу данных. Да, чтобы не сильно удлинять широк, я создал еще тут несколько значений. И теперь мы можем посмотреть нашу таблицу, вывести значения, которые там содержатся. И как мы с вами видим, таблица у нас заполнилась, появилось 5 значений с нашими уникальными айдишниками, первичными ключами, наши 5 факультетов и 5 курсов. Дальше мы с вами рассмотрим такой аспект, как удаление определенных значений из нашей таблицы. Опять же, здесь ничего сложного. Для этого используется ключевое слово delete, from. Опять же, используется название нашей таблицы, courses. И если мы с вами на этом закончим, то тогда удалятся все значения из нашей таблицы. Но мы не хотим, чтобы наши все значения удалялись. И вообще обязательно хотел бы обратить ваше внимание на то, что вам нужно всегда смотреть на вот эти ключевые слова, особенно delete и drop, потому что вы можете так дропнуть свою какую-нибудь очень важную базу данных. Обычно, конечно, права для тестировщиков ограничены на какие-то действительно серьезные базы данных. Например, если вы работаете на проде, но на проде вообще у многих права ограничены, то есть там, скорее всего, если только какие-то глупцы работают с базами данных, тогда там не ограничены эти права. Но все-таки обращайте на это внимание. Не забываем, например, если мы используем команду delete из нашей таблицы какую-то информацию, если мы хотим удалить, то мы как-то должны это дело специфицировать с помощью такого слова where, то есть где, и здесь мы пишем наименование нашего поля и значение. То есть мы, например, хотим удалить информацию о гуманитарном факультете, поэтому мы пишем, что where faculty равно и значение gum. Запускаем нашу команду и смотрим теперь, что у нас осталось в таблице. Как мы видим, наше значение gum было удалено. То есть таким вот простым способом мы можем удалять наши записи из таблицы. Следующий аспект, который я хотел бы рассмотреть, это изменение уже существующего, простите за отчепятки, значения в нашей таблице. Для этого используется такая команда, как update. То есть update, мы хотим проапдейтить какие-то значения в нашей таблице, название нашей таблицы. Например, мы хотим заменить значение geo в поле faculty. Для этого мы пишем, что в поле faculty мы хотим установить значение, к примеру, опять давайте используем наш любимый gum, where faculty
равно geo. И теперь это значение должно у нас замениться. Убираем select all from courses. И как мы видим, значение geo заменилось на значение gum. Использовали ключевое слово update. То есть тоже ничего сложного. И последнее, что я хотел сегодня рассмотреть, это когда мы хотим, к примеру, добавить какой-то столбец в нашу таблицу, либо же его удалить. Давайте сначала удалим наш столбец. Мы хотим удалить, к примеру, наш ID-шник. Для этого мы используем такое ключевое слово, как alterTable, название нашей таблицы, drop, мы уже выучили это слово, column, мы знаем, column это столбец, и наше поле, которое мы хотим удалить, это ID. Как мы сейчас с вами убедимся, оно удалилось. Да, то есть у нас нет ID-шника. И теперь мы с вами хотим добавить обратно наш первичный ключ. Для этого мы используем, опять же, alterTable, название нашей таблицы, courses, add column, ID, integer и название поля, за которым мы хотим расположить наш столбец. Либо же мы можем использовать слова first либо second, если мы знаем, что этот столбец должен находиться первым. Но мы давайте расположим за number. Окей, команда наша выполнилась. Давайте теперь проверим. From courses. Наш ID-шник добавился. Ваше домашнее задание будет следующее. Установить обязательно себе SQL-сервер по тому принципу, который я вам показал, и создать таблички, какие-нибудь тестовые. Обязательно попробовать удалить значения из них, добавить какие-то значения, изменить, удалить сами таблицы, удалить базы данных. То есть играемся со всем этим, учимся практиковаться, запоминаем, как мы это все дело печатаем, так как на собеседованиях частенько спрашивают различные запросы, нужно будет их уметь писать. Возможно, запросы, которые мы рассмотрели сегодня, не так часто спрашивают на собеседованиях, но вот следующие селекты и джойны, особенно первые селекты, практически на каждом собеседовании у вас будут просить написать эти запросы. То есть вам будут выдавать какие-то таблички, в которые будут данные, и на основании задания, к примеру, пожалуйста, покажите нам значения из такого-то поля в такой-то таблице, где эти значения больше 5, к примеру. Вот такое вот будет задание, и вы должны будете это все дело проанализировать быстренько и написать селект, который позволил бы вам вывести значения, так как мы сегодня выводили значения абсолютно все из таблиц, но там вы уже будете как-то это дело специфицировать, и об этом мы поговорим с вами, конечно же, на следующем занятии. То есть следующее занятие, готовимся опять же, скачиваем себе к этому времени SQL-сервер, учимся. И еще сегодня хотел вам показать такую штуку, где вы можете также попрактиковаться и даже до следующего занятия научиться писать какие-то селекты, используя различные, скажем так, условия, которые в них есть. То есть мы переходим на сайт vetryschools.com, выбираем SQL, и здесь у нас огромное количество различных запросов. Чем хорош этот сайт? То есть у вас сначала здесь идет информация вообще о том, какие у нас есть запросы, и вы можете непосредственно попробовать написать эти запросы. То есть тут есть различные тестовые базы данных, в которых вы беспрепятственно можете работать и для себя изучать SQL. Также, как вы видите сверху, здесь есть такие же тренажеры по HTML, CSS, JavaScript, Python, PHP и вот это вот все. То есть можно обязательно это все почитать, пощелкать, если вы хотите чему-то научиться дополнительно, и вы всегда у меня спрашиваете о том, где можно практиковаться, то этот ресурс отлично вам поможет.
Я специально на этом занятии и на последующих не буду его использовать, потому что мы с вами лучше сами научимся создавать какие-то таблички, заносить в них данные, а не будем пользоваться готовыми решениями. В принципе, на этом у меня все. Большое спасибо за ваше внимание. Буду рад вашим лайкам, подписке, если вы на этом канале в первый раз и вас заинтересовала тема тестирования. Напоминаю, что у меня есть курс «Тестировщик с нуля», который размещен на этом канале. Он постоянно обновляется. Впереди у нас еще несколько занятий по SQL. Потом мы затронем такую тему, как тестирование мобильных приложений. И закончим все на хорошей ноте, на Agile, на Scrum. То есть научимся и узнаем, что это такое. И уже со всеми этими знаниями, я думаю, вы будете готовы проходить собеседование. Вы также можете уже спокойно откликаться на различные вакансии и пробовать ходить на собеседование. Даже если вам будут отказывать, я бы все-таки вам советовал проходить различные интервью, учиться запоминать какие-то скользкие вопросы, так как они часто попадаются на других собеседованиях, и прокачивать себя. Так как когда вы уже сходите на пяток, а то и десяток собеседований, у вас уже будет представление о том, как они проходят, вы не будете особо нервничать, и, я думаю, успешно его пройдете и получите свой первый оффер. Мы же все для этого здесь и находимся, этому учимся, и вся информация, которую я вам даю, служит и именно для вот этого конечного потрясающего результата. Милости прошу к нашему шалашу. Пока! Привет, YouTube! Сегодня мы продолжаем наше погружение в тестирование баз данных и MySQL. Поговорим о селектах, которые чаще всего спрашивают на собеседованиях, и разберем основные запросы, которые вам нужно будет выучить и попрактиковаться в их написании, чтобы вы успешно прошли ваше интервью. Если вы в первый раз попали на данный урок, то напоминаю, что у меня есть курс «Тестировщик с нуля», в рамках которого у нас уже было 2 урока по тестированию баз данных. Сейчас ссылка на эти уроки появится вверху. Ну что ж, давайте приступим и разберем сначала самую стандартную, самую первую нашу, так сказать, фразу, наш запрос – это вывод всех значений из нашей таблицы. Но для начала давайте вспомним наши предыдущие запросы, которые мы разбирали на прошлом занятии. Это показать все наши базы данных, которые у нас есть, и необходимо выбрать ту базу данных, в которой мы будем работать. Будем использовать ту же базу данных, это студенты. Я надеюсь, что у вас получилось скачать SQL сервер, установить его, и мы с вами можем работать на одной волне. Можете делать это параллельно, чтобы сразу отрабатывать технику. Мы вошли в нашу базу данных, и здесь у нас есть одна таблица Courses, мы с ней и будем работать. Поэтому давайте сначала выведем все значения из этой таблицы. From Courses. И здесь у нас есть 3 поля, 3 столбца: Faculty, Number и ID-шник. То есть все данные, которые у нас содержатся в таблице, мы можем вывести с помощью такого запроса, либо же он еще называется оператор, где есть у нас наше ключевое слово select, значение и наша таблица, из которой мы выводим эти значения. Дальше, например, если мы хотим, чтобы нам не показывали дублирующие поля, то есть, к примеру, у нас есть в Number 2 дублирующих поля. Мы не хотим, чтобы у нас показывали всех первокурсников, а только одну запись, содержащую это значение. Для этого мы должны ввести следующий запрос: select distinct, запоминаем это слово. Оно нам будет необходимо именно для того, чтобы отсеклись все дубликаты. Поле, возьмем наше Number, и название таблицы. В итоге, как мы видим, у нас отсекается дублирующее значение, и мы видим только то, что не содержит дубликатов. Далее давайте разберем такую команду, как limit. То есть, к примеру, мы хотим вывести только первые 2 строки из нашей таблицы. Чаще всего у вас база данных не состоит из вот таких вот 5 строк, из 5 записей,
а там содержатся сотни, а иногда и тысячи значений. Поэтому нам не нужно столько значений. Давайте выведем первые две записи. Для этого используем следующую команду select эти все значения from courses, limit, наше слово, которое будет определять, сколько мы хотим видеть строк, и количество строк. В итоге у нас выводятся только две первые строки. Так мы можем, к примеру, убрать ненужные нам значения и видеть только то, что нас интересует. Дальше есть такая возможность, как aliases, либо же псевдонимы. Это временные названия наших полей. К примеру, мы не хотим, чтобы у нас поле number выводилось как number, а, например, имело название номер. Для этого мы пишем select number as номер from название нашей таблицы. И не забываем всегда ставить в конце точку запятой. В итоге, как мы видим, у нас изменилось название, но это временное явление. Если мы сейчас с вами применим нашу select все значения from courses, то, как мы видим, название нашего поля не изменилось. То есть мы можем присваивать какие-то значения. К примеру, если мы будем делать с вами какие-то сложные запросы, то тогда можно их переименовывать, чтобы было немного понятнее, что мы вообще с вами делаем. Следующее, что я хотел с вами рассмотреть, это сравнение, либо же точное совпадение каких-то значений. То есть у нас есть наш select, мы хотим вывести какое-то поле из таблицы, название нашей таблицы, и мы должны присвоить какое-то условие, по которому мы будем искать эти значения. Теперь давайте найдем select faculty number, то есть здесь нам выведется два поля, два столбца, from courses, where faculty равно, и обязательно используем кавычки, bio. И, как мы видим, нам выводят те столбцы, те поля, которые нас интересуют, faculty и number, при условии, что факультет у нас равен bio. Также здесь мы можем использовать знак больше, знак равно, больше либо равно, либо меньше, либо равно. То есть можем, например, select number from courses. Как вы понимаете, значение больше либо меньше мы можем использовать только для числовых значений. Поэтому мы используем здесь number, where number больше единицы. И как мы с вами видим, у нас вывелись только те значения номеров курсов, которые больше единицы. Также я хотел обратить ваше внимание, что когда мы используем знаки больше либо равно, либо меньше либо равно, то сначала мы пишем знак больше равно, и то же самое для меньше равно. Именно в такой последовательности, чтобы у нас это сработало. Это то, что касается сравнений. И также мы можем использовать различные логические операции, такие как AND, либо OR. То есть, если мы говорим про AND, то у нас должны соблюдаться обязательно два условия, которые мы зададим. Если мы говорим про OR, либо в переводе с английского это или, то у нас соблюдается либо одно условие, либо другое. И эти значения тогда выводятся. Давайте с вами это проверим. Select. Давайте выведем все. From courses, where number равно 1 and faculty равно bio. Как мы с вами видим, вывелись только те значения, где номер факультета у нас 1 и faculty значение равно bio. Как вы видите, у нас в таблице есть также теологический факультет, где тоже номер курса 1,
но это значение не выводится, потому что оно не соответствует требованиям. Например, если бы мы с вами здесь использовали значение «о» и, например, факультет ГУМ, то у нас выводятся все значения, где у нас номер курса 1 и где содержится у нас название факультета гуманитарный. То есть либо это условие, либо другое должно соблюдаться. Поэтому у нас выводится таким образом значение. Это что касается логических операций. Следующий аспект, который я хотел бы рассмотреть, это поиск похожих значений. К примеру, мы хотим найти слова, в которых у нас в конце содержится буква O. Тогда мы должны использовать следующий вид запроса. И ключевое слово like. То есть давайте с вами выведем все значения from courses where faculty равно, и, как я сказал, мы хотим, чтобы на конце у нас была буква O. Здесь мы можем поступить двумя способами. Если нас не интересует количество символов, которые будет до этой буквы O, мы используем знак процента, ставим O и выполняем наш запрос. И почему-то у нас ничего не нашлось. А почему у нас не нашлось? Потому что я не использовал ключевое слово like. Поэтому повторяем наш запрос. Как вы видите, я уже тут несколько раз его запустил, чтобы освежить в памяти вообще, что происходит. И только на 4-й запрос до меня дошло, что я не использую слово like. Бывает. Where faculty вместо равно мы должны ввести like. Да, сейчас мы поговорим, кстати, про нижнее подчеркивание, почему у меня не сработали этот последний запрос. Как мы видим, вывелось два значения bio и theo из поля faculty с последней буквой O. То есть все правильно у нас отработало. Теперь, когда мы говорим про нижнее подчеркивание, то нижнее подчеркивание всегда обозначает один какой-то символ, которого нет. Поэтому мы, например, его можем использовать в случае, если, к примеру, хотим, чтобы нам показало только те значения, которые заканчиваются на io. Тогда мы вводим нижнее подчеркивание io, и, как и ожидалось, нам показывается bio. То есть только один символ мы заменили этим нижним подчеркиванием. Также мы можем это комбинировать между собой. То есть, к примеру, нас будет интересовать такой запрос. То есть первая буква у нас одна, нам не важно, какая она, потом должна быть буква и потом знак процента, то есть неважно, сколько идет символов после. Запускаем, и нам показывается theo. То есть тоже ничего сложного, как мы с вами видим, очень удобно в использовании. Поэтому запоминаем, поиск похожих значений у нас идет по ключевому слову like. Далее мы можем также искать какие-то диапазоны. Например, чтобы не писать очень много раз условие, что, к примеру, where number равно 1, and number равно 2, and number равно 3, and number равно 4, и так до бесконечности. Можно сделать это проще. Например, если нас интересует диапазон от 2 до 4, тогда мы можем написать следующий запрос. Покажи мне, пожалуйста, все значения from courses where number, ключевое слово between, между, и пишем те значения, которые нас интересуют от 2 до 4, and, to, and, from. Запускаем, и, как мы видим, нам показывают только те поля, в которых совпало условие, что number у нас в диапазоне от 2 и 4, то есть единички у нас здесь не показываются. Также сразу можем здесь посмотреть от противного, то есть нам нужно, наоборот, показать те значения, которые не входят в диапазон от 2 до 4. Для этого используется слово not после where. Where not number between 2 and 4. Запускаем, и нам показывают только наши единички. Тоже, как мы с вами видим, ничего сложного. Также работает и с другими словами. Просто запоминаем, что надо просто поставить после where слово not. И опять же, как можно упростить еще нашу жизнь, если нас интересует не диапазон, а попадание в какие-то конкретные числа, то можно использовать ключевое слово in.
То есть в данном случае мы прописываем слово in, то есть покажи мне все значения from courses, where number, in. И эти значения мы должны прописать через запятую в скобках. Например, нас интересует значение 1 и 4. То есть нам сейчас покажут те значения, в которых number равно 1 и 4. Как мы с вами видим, все сработало правильно. И нам не нужно было писать огромное полотно с большим количеством условий. Также мы с вами можем объединять различные логические функции в таком вот виде. То есть нас интересует, что какая-то пара значений не важна, то есть она может быть либо такая, а какое-то значение обязательно. То есть мы можем использовать такой вид запроса, то есть покажи мне все значения from courses, where, открываем нашу скобку, пишем значение, к примеру, faculty равно Theo, or faculty равно bio and number равно 1. И нам показывают все значения, которые будут соответствовать всем этим условиям. То есть запоминаем, что можно также объединять эти логические функции между собой. И осталось буквально несколько аспектов, которые я хотел сегодня рассмотреть. Это, во-первых, наша сортировка. То есть, к примеру, мы хотим отсортировать все значения в нашей таблице в алфавитном порядке. Для этого мы используем ключевое слово order by. И если мы хотим использовать в алфавитном порядке, то нам не нужно писать какие-то дополнительные условия, дополнительные слова, а просто то поле, по которому мы хотим осуществить эту сортировку. Давайте по faculty. Это так называемый ascending, то есть по алфавитном порядке. И, как мы с вами видим, осуществилась сортировка в алфавитном порядке. Если мы хотим сделать эту же сортировку в обратном порядке, мы должны использовать слово desk, сокращенно descending. И у нас осуществилась обратная сортировка. То есть мы можем указывать те поля, которые нас интересуют, по которым должна она осуществляться. И последний аспект – это агрегатные функции. То есть это sum, минимальные и максимальные значения, count – количество записей заполненных, и average – это среднее значение. Например, мы хотим с вами выделить среднее значение по полю number. Для этого мы используем уже полюбившийся нами select, пишем название этой агрегатной функции average, то поле, по которому мы хотим найти это среднее значение, в нашем случае это number, и название нашей таблицы. И нам посчитало среднее значение в поле number. А если мы хотим с вами посчитать сумму, работает аналогично. Select sum по полю number from courses. И нам посчитала сумму в этом поле. Что еще здесь можно сделать? Можно найти минимальное значение в поле, к примеру, number. То есть, опять же, select min, поле number. Можем присвоить ему какое-то значение, которое нам бы хотелось видеть, какой-то псевдоним. Для этого мы используем ключевое слово s. Давайте назовем его min number from courses. И здесь заменилось на псевдоним. Минимальное значение у нас единичка. Нам его показали. То же самое с максимальным не буду показывать, оно работает аналогично. И также мы с вами можем вывести количество записей, которые у нас заполнены какими-либо значениями. То есть как это работает? Мы выводим, например, select count
по faculty давайте. From courses. У нас здесь есть 5 значений, и они все заполнены. То есть у нас нет каких-то нулевых пустых мест, поэтому 5 записей, они заполнены, и вот в этой такой табличке нам выводится, что их 5. В принципе, это все основные селекты, основные запросы, которые вам нужно знать. Ваше домашнее задание будет следующим. Во-первых, пройтись по тому флоу, который я вам показал сегодня. Если у вас созданы какие-то другие таблицы, то пройтись по этим таблицам, попрактиковаться по каждому из этих видов запросов, и также перейти на сайт W3 Schools во вкладку SQL, и там тоже практиковаться по всем этим селектам. И также можете, так сказать, задание со звездочкой пройтись по другим селектам, которые там есть. Но я думаю, вот этих всех вам будет достаточно для того, чтобы написать свои запросы на собеседовании, когда вам будут давать задания. Увидимся с вами на следующем занятии. Оно будет посвящено джойнам. Поэтому готовимся, практикуемся, набиваем руку. А я, в свою очередь, говорю свою коронную фразочку. Милости прошу к нашему шалашу. Пока! Привет, YouTube! Сегодня у нас последнее занятие в рамках блока тестирования баз данных. И расскажу вам про джойны, про такие запросы. И также затронем тему, как вложенные подзапросы, буквально совсем чуть-чуть, чтобы вы знали, как можно находить необходимые нам данные с помощью дополнительных условий. Но прежде чем мы начнем изучение этой темы, также хотелось бы вам рассказать про UI-составляющую нашего SQL, как вы можете, кроме командной строки, использовать те тулы, которые предоставляет нам MySQL абсолютно бесплатно. Для этого нам необходимо скачать Workbench. Сейчас я вам покажу, как это делается. Скорее всего, у вас осталось в системе инсталлятор нашего MySQL. И если вы его запустите, необходимо подождать немножко времени, я уже сделал это заранее, чтобы не тратить ваши драгоценные минуты. У вас появится такой экран, где будет расписано, какие продукты MySQL у вас уже установлены. Так как у меня уже установлен Workbench, то он здесь отображается. У вас будет просто одна строка с MySQL сервером. Что нам нужно сделать дальше, чтобы настроить Workbench? Необходимо нажать на кнопку Add. И здесь будут все доступные продукты, которые мы можем себе установить и использовать. Вы можете прочитать про каждый этот продукт отдельно, что он из себя представляет. То есть здесь их достаточно много. Также здесь есть различные образцы и примеры для вашей работы, то есть уже готовые базы данных и таблицы с тестовыми данными, которые вы также можете использовать. Отсюда их тоже можно скачать. Но нас будет интересовать именно Applications, раскрываем, выбираем MySQL Workbench и выбираем, тут одна единственная возможность, это установить MySQL Workbench и последнюю версию. Так как она у меня уже установлена, поэтому у меня здесь все задизейблено. Но выбираете ее, нажимаете Next, это приложение устанавливается, и вы можете с ним работать. То есть никаких проблем нету. После этого можно закрыть инсталлятор и запустить наш MySQL Workbench. Он запускается, у вас здесь будет локальный ваш инстанс, который вы уже подготовили, с которым вы работали, скорее всего. Вы на него нажимаете, он предлагает ввести пароль. Я думаю, что он у вас стандартный рутовый, вы можете сохранить его, чтобы больше система у вас не спрашивала его в дальнейшем. И открывается такое приложение, где вы можете вводить запросы, которые мы с вами изучили и сегодня закончим изучать. Как это делается? То есть вы, к примеру, хотите ввести запрос Show Databases, простым нажатием Enter не получится, надо нажать на значок молнии, чтобы запустить данный запрос.
И нам отображаются все базы данных, как у нас в command line это было, которые у нас есть. Дальше мы можем, к примеру, написать ту базу данных, которую будем использовать, и, к примеру, посмотреть, какие значения у нас есть в таблице courses, которая у нас есть. Чем удобен данный tool? То, что, во-первых, он показывает ошибки, если вы что-то неправильно вводите сразу на UI, и подсказывает вам какие-то ключевые слова, которые вы можете использовать, таблицы подставлять. То есть это достаточно удобно. И что хорошо, вы можете запускать эти команды как все сразу, то есть таким образом, либо по отдельности, выделяя данную команду и нажимая на значок молния. В принципе, это все, что вас должно интересовать на данный момент в этом программном обеспечении. Запоминаем, Workbench очень удобно, наверное, более доступно, чем в command line, то есть здесь сразу все можно это видеть и все достаточно понятно. Поэтому давайте сегодня продолжим нашу работу именно здесь, чтобы вы немножко привыкли к этому приложению. Но перед этим давайте посмотрим вообще, что такое джойны. Что это за запросы такие? Джойны — это такие запросы, которые позволяют нам объединять две и более таблиц по какому-либо полю, которое в этих таблицах одинаковое. То есть, если нам необходимо объединить несколько похожих таблиц в одной базе данных, то мы можем использовать джойны. Существует три типа джойнов: inner join, right join и left join. Для нашего удобства я нашел такие вот схемки, чтобы вам объяснить, как это работает. Самый простой join — это inner join, то есть внутреннее объединение. То есть, если у нас есть две таблицы, и в ней есть поле, которое идентично для A и B, и значения в ней совпадают, то мы можем провести такое внутреннее объединение. То есть, одна таблица соединяется с другой. Давайте на примере я покажу, как это выглядит. То есть, сам запрос выглядит таким образом. Это наш обычный select. Мы должны ввести те поля, которые мы хотим объединить. Дальше я объясню, почему тут таблица A, таблица B написана. From таблица A соединить с таблицей B и по тому полю, по которому мы производим данное объединение. Давайте посмотрим на примере. Для начала давайте посмотрим, какие у нас вообще есть таблицы в нашей базе данных в Students. Для этого мы используем запрос showTables и запускаем его. Сейчас у нас есть две таблицы: Courses and General. То есть, как мы с вами помним, Courses мы создавали на двух предыдущих занятиях, и General я создал дополнительно, чтобы мы могли объединить значения в этих двух таблицах. Давайте посмотрим, какие есть значения в таблице General. У нас есть здесь 4 поля: наш ID, first name, last name, age and gender. И теперь мы можем по вот этому полю ID, так как также поле ID у нас есть в Courses, мы можем объединять наши значения. Чем хорошо использование данного приложения, так как мы можем, например, запустить сразу два запроса, и у нас будет две табины, где в одной будет таблица General, и во второй будет таблица Courses. Давайте сразу переходим к делу и объединим эти значения. Смотрите, сначала мы пишем наше слово select, и дальше пишем те значения, которые мы хотим вывести. Но обязательно необходимо перед каждым значением, перед его полем, необходимо написать таблицу, в которой она содержится. То есть мы пишем, что в таблице Courses нас, к примеру, будет интересовать, давайте посмотрим, что у нас есть в Courses, Faculty, и давайте будет, давайте только Faculty, у нас тут всего два поля, и в таблице General нас будет интересовать, к примеру, First Name и Last Name. То мы пишем General, .first name, general.last name.
Дальше мы пишем нашу таблицу A from courses, join, с какой таблицей мы будем соединять, general, on, и мы должны написать то значение, по которому мы будем искать соответствие. Для нас это ID-шники. Поэтому мы пишем сначала courses ID равно general ID. И закрываем нашу точку запятой. Давайте запустим и посмотрим, все ли у нас получится. Да, все получилось. Как мы с вами видим, у нас просто объединились значения, в которых ID-шники совпали, и вывелась такая вот общая табличка. То есть теперь мы можем узнать, на каком факультете учится тот или иной человек. Давайте с вами запустим 3 запроса одновременно и посмотрим, как это работает более детально. Смотрите, у нас есть табличка General, где есть ID-шник 6, а в табличке Courses есть ID-шник 7. Так как у нас не совпадают значения ID-шников 6 и 7 в этих двух таблицах, то и в результирующей табличке нашей, в которой мы провели объединение, не будет этих двух строк. Поэтому на помощь к нам приходят left и right join. Как работают они? То есть тоже здесь ничего сложного нету. В левостороннем объединении мы объединяем как бы по левой нашей табличке, в правостороннем по правой табличке. То есть у нас будут показываться все строки из таблицы A, даже если их нет в табличке B. И то же самое для правостороннего объединения. Нам будут показываться все строки из таблички B, даже если их нет в табличке A. То есть мы говорим сейчас про наши ID-шники. Left join и right join в первую очередь зависит от того, как вы поставите эти таблицы и напишите ваш запрос. От этого будут и показываться результирующие таблички, объединяющие. Поэтому давайте с вами проведем эти 2 запроса и посмотрим на реальном примере, чем они отличаются между собой. Так, давайте сначала начнем с left join. Select. Давайте нас будет интересовать courses number, general first name, general gender, from. Табличкой A у нас будет выступать courses. Courses. Join, general, on и наши уже известные поля, которые могут дать нам совпадение. Да, здесь необходимо добавить left. И давайте посмотрим на наш result. Смотрите, как сработал наш запрос. У нас есть табличка courses, то есть будут показываться все строки из этой таблички, даже если их нет в B. Можем с вами это сейчас проверить. То есть у нас есть ID-шник 7, это Physical 4. Если мы с вами посмотрим, то вот эта вот 4 у нас появилась здесь. Но так как у нас нет такого же ID-шника с 7 в General, то эти значения пишутся как nullable, то есть они нулевые. Но, как мы с вами знаем, по левостороннему объединению показываются все строки из A, даже если их нет в B. То есть B у нас просто заменяется на нулевые значения. Если мы сравним с нашей табличкой, которой мы делали просто inner join, то здесь у нас 5 значений, и было только совпадение по нашим ID-шникам, которые есть в 2 таблицах. Где же таких значений у нас 6? И теперь давайте проведем операцию
объединение для right join. Для этого мы опять используем наш select. В этот раз давайте выведем еще и ID-шник. General. Пусть будет first name. General. Last name. General. Gender. И давайте добавим еще courses. Faculty. Пишем from courses right join general on courses ID равно general ID. И запускаем наш запросик. Это выдает ошибку, потому что я не написал right. Давайте запустим наш запросик. И что мы с вами видим? У нас теперь появилась информация по шестерке, по шестому ID, которого у нас не было в таблице courses. Но так как у нас объединение по right join, то нам показывают все значения из таблички B, таблички general. То есть если мы посмотрим с вами на порядок, то есть вот она у нас, даже вне зависимости от того, что у нас этот ID-шник отсутствует в табличке A. Вот таким образом работают наши джойны. В принципе, ничего сложного нету. Возможно, есть некоторые сложности с удобочитаемостью и синтаксису написания вот этих запросов. Но, опять же, это дело практики, поэтому вам нужно дома попрактиковаться над этими джойнами на нашем любимом сайте W3 Schools. То есть там мы это все тренируем, там уже есть готовые базы данных, не обязательно даже использовать MySQL, Workbench и прочие приблуды, скажем так. Поэтому переходим туда и тренируемся. Потому что на собеседованиях могут спросить и джойны. Чаще всего спрашивают просто селекты, но обращаю ваше внимание, что могут быть как бы на задания со звездочкой и джойны, и если вы их выполните, то это большой плюс для вас. И последний аспект, который я хотел бы рассмотреть с вами, это вложенные подзапросы. Что это вообще такое, для чего они нужны? Например, если мы не можем с помощью одного нашего селекта и тех условий, которые мы в нем укажем, вывести те значения, которые нас интересуют, мы можем использовать еще один селект внутри нашего запроса. Как это все работает, давайте с вами посмотрим на примере. Возьмем нашу вторую таблицу General, где у нас есть гораздо больше полей и записей в них, и придумаем какой-нибудь извращенский запрос, назовем его так. Для этого мы хотим, к примеру, вывести first name, last name, gender, давайте еще возьмем ID, from general, where, age, и давайте придумаем какой-нибудь еще один запрос, которому будет соответствовать то, что поле наше age должно также использовать select для того, чтобы его вывести. Давайте select age from general where. Давайте напишем ID больше одного and first name. Давайте не first name and age больше либо равно 21. Такой вот у нас получается запрос. И давайте мы его запустим вместе с запросом, который показывает нам все значения из General. Вот что у нас получилось.
И давайте теперь проверим, действительно ли нам вывелось то, что нас интересовало. То есть вначале мы хотели, чтобы нам вывелись поля first name, last name, gender и ID из нашей таблички, где age у нас соответствует следующим аспектам. ID больше 1 и возраст больше 21. Смотрим, возраст больше 21. То есть больше либо равно 21. То есть у нас здесь есть Алан, Питер и Джек. У них айдишники больше 1, то есть вот эти 3 значения у нас должны здесь быть. Да, все действительно так. То есть если мы не можем с помощью одного запроса и тех условий, которые мы в нем напишем, вывести те значения, которые нас интересуют, мы применяем вложенные подзапросы. Да, скорее всего, вот этот запрос, который мы с вами написали, не такой показательный, но, в принципе, на собеседованиях, когда вам нужно будет это сделать, и вы не будете знать, как это можно осуществить с помощью одного селекта, можно использовать внутри него еще один. То есть такой вот небольшой вам совет, как это можно сделать. Мы с вами очень плодотворно поработали на этих 4 занятиях, узнали, как устанавливать SQL-сервер, как устанавливать Workbench, который позволяет нам в более удобочитаемом виде переваривать ту информацию, которую мы можем получить из наших баз данных и таблиц, которые в ней содержатся. Также научились самым популярным селектам, которые вам 100% понадобятся на собеседовании. Джойны, в случае того, если вас захотят проверить, вдруг вы очень им понравитесь вашему работодателю и они захотят узнать, что вы знаете больше. То есть тоже обязательно выучите джойны и как они пишутся. И также научились создавать таблицы, изменять данные в них. Это тоже достаточно полезно, если вам нужно будет делать какие-то тестовые задания, либо же придумывать тестовые данные уже непосредственно у вас на работе, на рабочем месте. Надеюсь, что данный блок занятий вам понравился, а уже на следующем занятии мы начнем тестирование мобильных приложений. Это станет предпоследним блоком перед тем, как мы с вами закончим вообще этот курс. Останется только Agile и, в принципе, все. То есть я думаю, что до конца осени мы с вами закончим изучение курса «Тестировщик с нуля». А дальше еще больше курсов, еще больше занятий, еще больше реализации ваших хотелок. Поэтому обязательно пишите в комментариях, что бы вы хотели еще увидеть на канале. Я это все конспектирую, запоминаю. У меня есть отдельная Trello-табличка, где находится мой, скажем так, контент-план. Поэтому обязательно все, что вы упоминаете, будет реализовано в той или иной степени. Напоминаю, что у меня есть Telegram, где также содержится очень много полезных штук, например, бесплатные курсы, ссылки на них, либо же мои какие-то мысли вслух, которые помогут вам немножко адаптироваться в сфере IT, и полезные статьи, которые также можно прочитать. И Instagram, где вы можете задавать также свои вопросы. Там я тоже стараюсь периодически выкладывать посты, связанные, например, с тестовыми артефактами, которые мы, к примеру, здесь не рассматриваем в рамках нашего курса. И стараюсь вести с вами общение и там. Поэтому, если вам интересно, то подключайтесь и к другим социальным активностям, которые связаны с этим каналом и с его автором. Милости прошу к нашему шалашу. Пока! Привет, YouTube! Сегодня мы продолжаем наш курс «Тестировщик с нуля» и начинаем новый интересный блок тестирования мобильных приложений, о котором вы очень давно меня просили. Всего будет несколько уроков, на которых мы научимся и узнаем вообще, что такое мобильные приложения, как с ними работать, как подбирать инструменты для работы с ними, как работать в самих инструментах и устанавливать их на свой компьютер, как тестировать мобильные приложения, какие специфические проверки мы должны использовать. Также я поделюсь с вами некоторыми чек-листами, которые помогут вам в дальнейшем с минимальными потерями времени проводить ваши проверки. И все это за несколько уроков. Поэтому подключаемся, изучаем, будет очень интересно. Давайте начнем больше с такой теоретической части. Я проведу вам некоторый экскурс и
Что самое первое мы должны сделать перед тем, как начинать тестировать мобильные приложения? Конечно же, выбрать, на какой платформе мы хотим осуществлять нашу разработку, какие девайсы мы хотим использовать, какие форм-факторы. То есть нам необходимо собрать нужную статистику. Обычно, конечно, этим занимаются не тестировщики, но также вас могут привлекать к этим вопросам, потому что именно вам необходимо будет проводить это самое тестирование. Поэтому первый аспект, который мы затронем, это сбор статистики по мобилке. Где это можно вообще сделать? Во-первых, у нас есть два официальных ресурса, где собрана вся информация для разработчиков тех или иных мобильных приложений, будь то платформа Android и iOS, как самые две популярные платформы на данный момент. Я обязательно оставлю ссылки на эти два сайта, которые вы сможете изучить и узнать всю необходимую вам информацию. Что нас будет интересовать здесь? Во-первых, на сайте Android, developerandroid.com, нас интересует информация о платформах. К сожалению, сейчас эту информацию здесь не выводят. Как вы видите, здесь написано, что информацию мы можем найти о необходимых версиях и платформах в Android Studio. Дальше я расскажу вам про Android Studio, и когда мы будем устанавливать этот инструмент, мы обязательно проверим, можно ли это сделать. Потому что раньше эта информация выглядела в форме круговой диаграммы, и можно было посмотреть вот эти соотношения, какие версии Android на данный момент наиболее распространены, и эта информация нам бы очень пригодилась в случае того, когда мы выбирали тот или иной девайс для нашего тестирования. Но здесь осталась информация о размерах экранов и разрешении их же, то есть мы тоже можем это здесь изучить. То есть вот эту всю статистическую информацию можно получить на официальном сайте. Также подобный сайт есть и для iOS-устройств, то есть это developer.apple.com. То есть здесь тоже есть информация, то есть мы сразу можем проверить, какие у нас на данный момент версии iOS наиболее распространены, и тоже сформировать тот необходимый пул устройств, которые мы будем тестировать. Потому что не все версии iOS поддерживаются на всех телефонах, поэтому нам нужно выбрать оптимальный для нас вариант, чтобы затронуть как можно большее количество версий и в дальнейшем проводить тестирование. То есть все это тоже можно здесь найти и прочитать. Еще неплохой ресурс – это Mixpanel, где у нас собирается статистика по тому, насколько распространены девайсы на платформе Android и на платформе iOS. То есть можно здесь просмотреть, что, к примеру, на данный момент Android-девайсов больше. В принципе, это и закономерно, так как iOS-девайс выпускает только Apple, а Android практически все остальные крупные компании, поэтому их больше. И здесь можно сделать сортировку по тому периоду, который нас интересует. То есть мы можем узнать, например, как в 2020 году изменялась эта статистика. Я сейчас не буду это делать, то есть я вывел вам статистику за сентябрь по октябрь, 24 октября, и она сформировалась. Статистика формируется достаточно долго, если мы берем большой промежуток времени, поэтому не будем тратить на это время. Также это можно скачать и в дальнейшем использовать для того, чтобы выбирать нам необходимые девайсы, на которых мы будем проводить тестирование. И если все-таки мы хотим выходить на более загруженный рынок, где больше пользователей, то, скорее всего, нам необходимо сначала разрабатывать приложение для Android-платформы. Также здесь есть и другая статистика, то есть, например, по распространению iPhone 12, iOS 14, различных версий, различных телефонов. То есть все можно здесь посмотреть. Как видите, здесь больше информации по iOS-системе, но, в принципе, для вашей работы, для вашего интереса вас, скорее всего, будет интересовать именно статистика по сравнению распространения Android и iOS-устройств. Также неплохой ресурс – это statcounter.com. То есть здесь тоже можно, например, найти информацию о том, насколько распространены модели тех или иных компаний телефонов. То есть, опять же, для выбора наших девайсов для тестирования мы можем ей воспользоваться и, к примеру, понимать, что нам необходимо закупить телефоны Samsung и Apple для нашей работы, возможно, Huawei и Xiaomi, как самые распространенные производители. То есть тоже здесь можно посмотреть во времени, как изменяется эта статистика.
Также здесь можно выбрать непосредственно в той стране, на которую мы хотим выйти. К примеру, если нас интересует Беларусь, мы смотрим по ней. Если нас интересует United States, мы смотрим для этой страны. Для всего мира, опять же, выбираем для всего мира и смотрим, как это для нас может отразиться. Также здесь есть и другая информация, то есть можно посмотреть, к примеру, по изменению разрешения экрана, то есть тоже все это можно узнать, какие экраны сейчас распространены и что мы должны использовать для тестирования и для самой разработки. Также можно посмотреть информацию, к примеру, о форм-факторах, то есть как они тоже распространены, мобильные, планшетные, либо десктопные приложения. То есть все это здесь можно изучить. Очень неплохой ресурс, которым можно пользоваться для сбора статистики. Плюс еще есть такой ресурс AppBrain. В принципе, он работает аналогично. Опять же, мы выбираем страну, которая нас интересует. Возьмем, к примеру, Гренландию. И здесь прописано, сколько было продано и используется телефонов именно в этой стране. Опять же, для того, чтобы мы знали, какие девайсы мы должны брать для тестирования. Также неплохой ресурс, который может вам помочь, к примеру, для того, чтобы вы определились с необходимыми мобильными девайсами, если у вас, к примеру, ограничен бюджет у вашей компании. Этот ресурс хорош тем, browserstack.com, что здесь есть информация о том, к примеру, если у вас не так много денег, вы только начинаете, какой-нибудь, например, стартап, и вам необходимо покрыть как можно большее количество кейсов, версий, платформ, то здесь прописаны те устройства, которые вам необходимо закупить. Тоже касается растущего какого-то бизнеса, либо уже enterprise. То есть все вот это можно здесь посмотреть и посмотреть, насколько вы сможете покрыть те кейсы, которые вообще есть во всем мире. Скорее всего, вам не придется это делать, то есть это, скорее всего, будут делать либо маркетологи, либо же сам заказчик, либо же заказчик, когда будет обращаться в вашу компанию, либо уже ваш какой-нибудь тест-лид, который занимается непосредственно вопросами регулирования, всякими финансовыми и необходимостью заполнения вот этого парка устройств, которые вас интересуют. Но на будущее я считаю, что достаточно неплохо знать, где эту информацию можно найти. Возвращаясь к нашему майндмапу, мы поговорили сейчас о статистике и тех ресурсах, которые позволяют вам ее осуществить и найти нужную информацию. Давайте теперь поговорим вообще о мобильных приложениях, какие они бывают. Существует 3 типа мобильных приложений. Это нативные, гибридные и веб-приложения. Начнем с вами с веб-приложений. Я думаю, что с блока тестирования веб-приложений вам знакомо это определение, поэтому повторять я его не буду. Если же не знакомо и вы здесь первый раз, то сейчас сверху появится ссылка на урок, где я подробно рассказывал о разнице веб-сайтов, веб-приложений, веб-сервисов, где вы можете узнать, что это такое. В первом приближении веб-приложения – это более раскрученный с точки зрения функциональности веб-сайт, и, в принципе, по сути, это веб-сайт, который адаптирован для наших мобильных приложений, для экранов мобильных приложений. Самый простой пример, как по мне, то есть если мы с вами вспомним нашу добрую социальную сеть ВКонтакте, то есть если мы просто перейдем на нее, то нам откроется обычный веб-сайт, веб-приложение для нашей с вами работы на десктопе, но также у этого веб-сайта есть мобильная версия, и именно она уже адаптирована для мобильных устройств. То есть это вот и есть мобильное веб-приложение. Давайте с вами теперь поговорим о том, какие есть плюсы и минусы именно у мобильных веб-приложений. Начнем с плюсов. Веб-приложение представляет собой одну версию для всех платформ, то есть нам не нужно разрабатывать отдельно приложение для iOS, для Android, не знаю, там для Windows Phone, если он еще до сих пор живет, для BlackBerry, то есть не нужно нам это все разрабатывать, есть одна версия для всех платформ, это в принципе веб-сайт, который адаптирован для работы с мобильным устройством. Также из плюсов можно вынести то, что обновление этого ресурса осуществляется на сервере, то есть нам не нужно привлекать юзеров к этой работе, все происходит в автоматическом режиме. И веб-приложения достаточно просты в разработке, потому что здесь используются веб-технологии, HTML, к примеру, то есть ничего сложного в этом нет. Из минусов можно отнести то, что для веб-приложения, в принципе, понятно из определения, всегда необходимо интернет-соединение для работы. Нет возможности использовать функции мобильного устройства. То есть, что это значит? К примеру, у нас есть в мобильнике камера, есть push-уведомления, есть, к примеру, доступ к GPS. Все это
веб-приложения не могут использовать. И данные приложения нельзя загрузить из App Store, либо Google Play Market, Google Market. То есть их там нет, потому что это, в принципе, веб-сайт. То есть таким образом нельзя его распространять. И данные приложения не очень хорошо защищены, так как они написаны на HTML5, к примеру, и можно спокойно нам скачать код этого приложения, нашего веба, и это в лучшем случае использовать его. В худшем случае в этом коде может быть закодирована какая-то информация sensitive, то есть чувствительные данные наших пользователей, к примеру, и опять же ее можно использовать. Это то, что касается веб-приложений. Также есть нативные приложения. Нативные приложения – это те приложения, которые мы непосредственно скачиваем с нашего магазина, с Play Market, либо же App Store, и они разрабатываются непосредственно на тех инструментах, тех тулах, на тех языках, которые нужны и используются именно для платформ. Они специфические. Да, давайте исправим здесь опечатку, потому что я знаю, что многие замечают их и пишут мне в комментариях. Это очень хорошо. Видите, я сам уже подмечаю тоже эти моменты. Возвращаясь к нативным приложениям. Приложения для iOS, к примеру, разработаны на языке Swift. Приложения для Android разрабатываются на Java либо же на Kotlin. То есть это специфические языки, именно свойственные для данных платформ. Это то, что нужно иметь в виду. Что касается из плюсов, то эти нативные приложения работают без интернет-соединения. И они имеют доступ к возможности мобильного устройства. То есть можно отсылать push-уведомления, можно, к примеру, использовать ресурсы камеры, можно использовать GPS. То есть все, что у нас есть приложение, мы имеем к этому доступ. Ну, если, конечно же, пользователь это разрешает делать. И эти приложения распространяются через магазины. То есть это тоже большой плюс, так как можно скачать его в магазине, можно его купить за денежку, то есть компания на этом получает прибыль. Можно встроить, к примеру, рекламу на нем, тоже за это получают какие-то деньги. Компании, в принципе, именно за счет рекламы различные условно-бесплатные приложения и живут. Из минусов можно отнести то, что разработка отдельной версии приложения осуществляется для каждой платформы. Как я сказал, эти приложения специфичны и написаны на определенных языках программирования. Плюс ко всему, мы с вами дальше немножко поговорим о гайдлайнах, что это такое. То есть у каждой платформы, у каждого магазина есть свои требования к разработке того или иного приложения, к его дизайну. И, к примеру, если у Android есть какие-то требования, которые специфические именно для этой платформы, то для iOS есть требования, которые специфические для этой платформы. Поэтому мы не можем выпускать одинаковые приложения, написанные на одном и том же языке для этих двух платформ. То, что касается нативных приложений. Поэтому мы разрабатываем отдельно для каждой платформы. В принципе, из этого следует следующий минус, то, что нам требуется больше денег и времени для разработки. В принципе, понятно, потому что есть две отдельные версии, две платформы, и мы с несколькими командами занимаемся именно этой разработкой. Плюс ко всему, больше денег, к примеру, может пойти на покупку различных тестовых девайсов. К примеру, если мы все-таки решили, что выпускаем для каждой отдельной платформы, то мы должны купить устройство на iOS, устройство для Android. Но так как для Android устройств очень много, то их нужно покупать в различных вариациях. И обязательно обновление и загрузка этих приложений происходит с привлечением юзера. То есть мы не можем в автоматическом режиме проводить эти обновления, когда нам захочется. То есть юзер обязательно должен это скачать. Это также вызывает некоторые риски, потому что, к примеру, если у вас есть какой-то критический баг для работы вашего приложения, а юзер долго не скачивал это обновление, то есть юзер может воспринять это как некачественный продукт, некачественную вашу работу, оставить негативный отзыв. Отзыв очень негативно влияет на то, что другие юзеры его видят и не захотят скачивать приложение. То есть мы не можем это все вот так централизованно обновлять. То есть в этом большой минус. Что касается еще плюсов, то эти приложения достаточно высокоскоростные, и ввиду того, что мы можем привлекать различные функции устройства мобильного, то есть они достаточно более интересные, чем другие виды приложений, будь то гибридные либо веб. Это то, что касается нативных приложений. И остался последний тип – это гибридные приложения. Как понятно из названия, то гибридные приложения включают в себя как веб-элементы, так и элементы нативных приложений.
И опять же, у такого рода приложений есть свои плюсы и минусы. Во-первых, к плюсам можно отнести опять тот факт, что они кроссплатформенные. Почему? Потому что чаще всего они, опять же, пишутся с использованием различных языков веба, веб-технологий, то есть там нет такой привязки именно к тому, что мы должны написать только на Java, либо на Kotlin, либо же на Swift. То есть, опять же, это хорошо для того, чтобы нам не нужно разрабатывать отдельные версии для различных маркетов. Гибридные приложения имеют доступ к функциям телефона, то есть мы можем их подключать. У них есть доступ к API-шке внутренней у данного телефона, как и у нативных приложений. И они дешевле в разработке, чем нативные, опять же, потому что у нас не нужно разрабатывать 100-500 версий, скажем так, для различных версий платформ и самих платформ. И не нужно такое количество большое устройств, которые нам необходимо для тестирования. К минусам можно отнести низкую скорость работы, так как у нас здесь используются веб-технологии, мы не можем некоторые моменты оптимизировать. Плюс ко всему они непрактичны ввиду долгого обновления фреймворка, то есть если мы, к примеру, используем наше приложение и написали его на каком-то фреймворке, то, в принципе, на его обновление может уйти, там, к примеру, от 3 до 6 месяцев, и, опять же, это очень долго. И они не защищены, потому что чаще всего, опять же, как я уже сказал, тут используются веб-технологии, может использоваться HTML5, и как в веб-приложениях у нас есть некоторые дыры в безопасности таких приложений. Плюс ко всему, опять же, возвращаясь к нашим гайдлайнам по мобильным приложениям, по их дизайну, могут быть моменты, связанные с тем, что для того или иного маркета, даже несмотря на то, что мы используем одну версию, мы должны вносить изменения в дизайн, чтобы соответствовать гайдлайнам и чтобы нам не отклонили загрузку данного приложения в наш маркет. Это то, что касается типов всех этих приложений. Если мы говорим про нативные приложения, к примеру, к ним можно отнести тот же Instagram, который мы скачиваем через маркет. Гибридным, возможно, какие-то агрегаторы новостей. То есть у вас есть некий APK-шный файлик, который вы скачиваете, устанавливаете. Там есть информация о различных новостных ресурсах. И именно когда вы нажимаете, к примеру, на данный новостной ресурс, вас переводит уже на веб-версию этого приложения. Возможно, так это может быть реализовано. Различные приложения, связанные, к примеру, с фотографированием, также используют вот этот гибридный тип. То есть можно найти очень много примеров в интернете и подготовиться к тому, что если вас, к примеру, спросят на собеседовании, приведите примеры всех вот этих типов мобильных приложений, чтобы вы знали хотя бы несколько примеров. Следующий момент – это гайдлайны, о которых я уже сегодня говорил, это требования к нашему дизайну. Возвращаемся к нашим девелоперским сайтам для Android и для iOS. Если мы говорим про Android, у нас есть непосредственно гайды, где содержится информация по юзер-интерфейсу и навигации. Когда мы нажимаем на необходимый нам элемент, открывается информация о том, как это должно выглядеть, как должно работать. И мы должны обязательно соответствовать всему тому, что здесь написано. В случае, если мы этому не будем соответствовать, ваше приложение просто задеклайнят и скажут, что мы не можем загрузить это приложение, потому что вы не соответствуете нашим требованиям. Поэтому очень важно, если вы для себя решили выбрать путь тестирования мобильных приложений, вы должны выучить эти гайдлайны, основные принципы, которые в них используются. Часто на собеседованиях спрашивают именно эти гайдлайны, насколько вы их знаете, спрашивают по элементам, какие могут быть отличия в iOS-устройствах, какие отличия в Android-устройствах. То есть мы это все должны запоминать. Похожий принцип используется и на сайте developerapple.com. То есть здесь информация о различных операционных системах, которые используются на различных форм-факторах Apple-овской продукции. И опять же, когда мы переходим, к примеру, к iOS, если мы говорим о мобилке, то здесь подробненько расписано, как это все работает, как это должно выглядеть. То есть тоже мы это должны запоминать, учить, знать и быть готовым на собеседовании к тому, что вас об этом спросят. Поэтому обращаем внимание на эти два гайдлайна. И последний момент, который я хотел сегодня затронуть, он будет связан с тем, где все-таки нам взять устройство для тестирования. Не всегда у вашей компании, либо же если вы работаете на фрилансе, у вас есть возможность купить тот необходимый парк девайсов и использовать их в своей работе. Поэтому на помощь к нам приходят эмуляторы. Как я уже сказал, для своей работы мы используем статистику.
Мы узнали, к примеру, что у нас есть две наших платформы, узнали версии, которые нас интересуют, которые сейчас наиболее распространены, выбрали устройство и выбрали форм-фактор, планшет, телефон, либо, не знаю, к примеру, часы, смарт-часы. То есть мы должны оформить наш парк устройств. Самый простой вариант, конечно же, их купить. То есть мы переходим на те ресурсы, которые я вам показал, смотрим, какие устройства наиболее распространены, какие их модели, и просто отправляем заказчику этот большой список того, что нам необходимо прикупить для тестирования мобильных приложений. Если же у нас такой возможности нет, то на помощь приходят эмуляторы и симуляторы мобильных приложений. Давайте поговорим немножко о них. Во-первых, возвращаемся к нашему любимому developer Android.com и developer Apple.com. Есть два тула, которые по умолчанию используются для эмулирования тех или иных мобильных девайсов. Это Android SDK и Xcode. Я не работал с Xcode 12 и не работал вообще с тестированием мобилок на платформе iOS, поэтому не могу вам подробно рассказать о данной туле, о данном инструменте, поэтому это остается на ваше собственное, скажем так, изучение и поиск дополнительной информации в интернете. Я работал на Android SDK в рамках курса, когда его проходил. Опять же, я работаю сейчас в тестировании веб-приложений, поэтому тоже не сталкиваюсь с мобилкой, но что-то знаю, и то, что знаю, вам расскажу. И, в принципе, для успешного старта вам этой информации будет достаточно, так как в любом случае Android SDK достаточно интересный тул, там очень много функциональности в нем заложено, и он используется не только для эмулирования наших приложений. Мы с вами более подробно о нем поговорим на следующих занятиях. Научимся его устанавливать, я покажу, что вам необходимо будет для работы, как эмулировать его, что нам нужно будет тестировать в мобильных приложениях, поэтому обязательно подключайтесь к следующим урокам по этой теме. Сейчас более подробно не буду о нем рассказывать, то есть мы здесь можем, как я уже сказал, эмулировать наше мобильное устройство, выбирать, какое устройство нас именно интересует, и Android SDK позволяет вам создавать такие эмуляторы и некоторый доступ к функциям этого устройства есть, и мы можем их эмулировать. Также к Android SDK можно подключать непосредственно ваш телефон, и также в режиме реального времени работать именно с ним, используя эту тулу. Также здесь есть возможность снимать логи с устройства в случае, если у нас есть какие-то ошибки, и эти логи отправлять уже разработчику. Поэтому мы с вами более подробно поговорим об этом чуть дальше, в следующем занятии, я думаю. По Xcode, скорее всего, то же самое. То есть здесь в Xcode можно как разрабатывать наши непосредственно мобильные приложения, так их и тестировать, используя различные рода эмуляторы. И еще есть такой хороший ресурс Genymotion, с ним я тоже работал. Здесь есть, скажем так, парк виртуальных устройств. У вас будет возможность воспользоваться бесплатной версией данного тула, данного приложения. Здесь несложная регистрация. Создаете свой аккаунт, и у вас будет 60 минут для того, чтобы вы могли его пощелкать и попробовать его в своей работе. Опять же, давайте об этом мы с вами поговорим более подробно о том, когда будем непосредственно что-нибудь тестировать. Я покажу вам основные проверки, которые можно здесь проводить. Интерфейс именно по эмулированию очень похож с Android SDK, хотя он тут более ограниченный. Поэтому мы с вами тоже это все посмотрим. Также есть возможность, к примеру, тестировать различные разрешения нашего экрана непосредственно во встроенном Chrome DevTools. Мы с вами, скорее всего, об этом говорили, когда разбирали вообще устройство DevTools. Но еще раз напомню, что вы нажимаете F12 в своем браузере, выбираете Toggle Device Toolbar, и здесь можно выбирать непосредственно наше разрешение, которое нас интересует, и смотреть, как работает адаптивная верстка под это разрешение. Выбирать непосредственно разрешение различных устройств, которые здесь уже предустановлены, либо же добавлять их тоже сюда можно, кастомные девайсы, либо же, если нету в списке, посмотреть, возможно, они есть здесь и просто не прочеканы для того, чтобы вы их использовали. И здесь можно все это делать и искать. Мы к DevTools еще тоже вернемся, когда будем разбирать тестирование мобильных приложений.
Я также покажу вам, как можно подключать, к примеру, ваш телефон непосредственно к компьютеру и через DevTools работать в нем. То есть на экран будет выводиться информация по нему, и мы можем проводить, к примеру, тестирование мобильных веб-приложений, уже непосредственно используя Chrome DevTools. Вот такой урок у нас сегодня получился. Думаю, что информация будет вам полезна. Домашнее задание будет следующим: изучить вот эти все ресурсы, которые я оставлю обязательно в инфобоксе. Также изучить различные гайдлайны, связанные с дизайном. Если вы для себя решили, что вы хотите попробовать тестирование мобильных приложений. И выучить, запомнить, какие элементы есть в юзер-интерфейсе, как они должны выглядеть и чем эти элементы могут отличаться на Android и на iOS. Также вы можете для себя, к примеру, попробовать Genymotion скачать, посмотреть, как он работает, но не забываем о том, что там есть только 60 минут. Скорее всего, если вы подключаетесь с разных почт, то у вас будет возможность просто это время продлевать. Также, возможно, если у вас есть лишние деньги и вам понравился этот тул, то вы можете приобрести платную подписку и работать уже в каком-то неограниченном режиме. На этом у меня все. Милости прошу к нашему шалашу. Пока! Привет, YouTube! На прошлом занятии мы с вами рассмотрели основные теоретические моменты, которые могли быть связаны с тестированием мобильных приложений. И давайте сегодня познакомимся с таким инструментом, как Android Studio, Android SDK. Я научу вас его устанавливать и покажу основные функции, которыми вы можете пользоваться в своей работе. А уже на следующем занятии мы с вами посмотрим перечень всех проверок, которые можно проводить в мобильных приложениях, чтобы вы знали, что вам необходимо будет делать непосредственно на своей работе. Давайте приступим. Для начала мы переходим на сайт developer.android.com, Studio, и скачиваем непосредственно наш инсталлятор, который позволит нам установить Android SDK. Делается это очень просто. Нажимаем Download, выбираем то, что мы согласны со всеми условиями, и запускаем установку. У меня уже установлен инсталлятор, поэтому давайте приступим к установке самого приложения. Запускаем наш инсталлятор, немножко ждем, пока пройдут подготовительные работы. Этот процесс занимает несколько минут, после этого у вас появляется такое приветственное окно, где мы нажимаем Next, выбираем то, что нам необходимо установить. Обязательно проверяем, чтобы у нас стояла галочка напротив Android Virtual Device, потому что именно это позволит нам использовать эмулятор для нашей с вами работы. Нажимаем Next. Если у вас хватает места на жестком диске, оставляем по умолчанию путь, в который будет установлено данное приложение. Здесь мы тоже ничего не меняем и устанавливаем наше приложение стандартно, когда мы пользуемся любым инсталлятором. Ждем опять же несколько минут. Итак, прошло несколько минут, установка, как мы видим, прошла успешно, и мы нажимаем Next, и прямо отсюда мы можем запустить нашу Android Studio. Давайте это сделаем. И в зависимости от производительности вашего компьютера, конечно же, может варьироваться время, которое будет затрачено на то, чтобы загрузить данную tool. Весит она достаточно много и требует достаточно производительных характеристик вашего компьютера, скажем так. Итак, опять у нас появляется приветственное окно. Наша установка еще не закончена, сразу вам говорю. И здесь мы можем либо как-то закастомизить нашу установку, либо выбрать стандартный путь. Давайте посмотрим, что у нас в кастоме содержится. То есть, опять же, здесь есть информация о том, куда будут устанавливаться эти дополнительные пакеты, которые будут нам необходимы для работы. Можем выбрать тему, которая нам более нравится. Мне нравятся темные темы всегда. И здесь необходимо выбрать, что вам нужно установить. Как видим, у меня уже кое-что установлено, потому что я устанавливал некоторые пакеты до этого, чтобы освежить немножко в памяти, как это проходит. Но, скорее всего, здесь будут стоять везде галочки, кроме Android SDK Platform. То есть у вас просто будет тут API выбрано. Нажимаем Next и Finish. И теперь ждем, пока у нас доустановятся все необходимые компоненты.
Это займет достаточно много времени, поэтому тоже приготовьтесь. Итак, у нас все установилось, это заняло порядка 10 минут, возможно, из-за того, что у меня медленный интернет, потому что это, я так понимаю, подкачивается именно с всемирной сети. И после этого у нас открывается непосредственно наша Android Studio. И что нам необходимо использовать для того, чтобы работать в этом приложении, нужно создать проект, новый проект. Давайте мы это сделаем. Наш новый проект создается, так как это приложение создано для того, чтобы мы могли также здесь тестировать наши какие-то сами нами написанные приложения, либо же уже готовые мы можем сюда загружать APK-шки, тоже их исследовать. То есть здесь вот есть возможность загружать разные шаблоны, которые позволяют нам это делать. Давайте выберем без каких-то активностей. Непосредственно нужно будет выбрать ту версию операционной системы, которая используется на вашем телефоне, либо же которую вы будете использовать для тестирования, что вы хотите именно протестировать. И нажимаем Finish. После этого начинается подготовка нашего workspace, в котором мы будем работать. И нас будет интересовать AVD Manager. Здесь уже будет предустановлен эмулятор Pixel 3a. И мы его можем запустить. Как вы видите, необходима еще дополнительная установка. Требуется установить, сколько оперативной памяти будет затрачиваться на работу с этим эмулятором. По умолчанию 2 гигабайта. Как мы видим, все прошло успешно, все обновилось. Нажимаем Finish. И он почему-то пишет нам, что мы не можем запустить AVD. Почему может возникать такая ошибка? Нам нужно установить вот этот AXM. Давайте установим. И опять же у нас появляется ошибка. Мы установили необходимую нам тулу, но также нужно включить аппаратное ускорение в BIOS. Как это делается, сейчас буду узнавать в интернете. И обязательно вам расскажу. Итак, в общем, я разобрался в этой проблеме и расскажу вам в 2 словах вообще, что нужно будет сделать вам, чтобы у вас не возникало такой ошибки, если вдруг она появится. Я скину обязательно в инфобокс 2 статьи о том, как установить аппаратную виртуализацию в BIOS. Ничего сложного здесь нет, то есть вы просто заходите в BIOS вашей системы в зависимости от вашего ноутбука, либо же компьютера, фирмы, которая его выпустила. Здесь все подробненько расписано, что нужно сделать. У меня это HP, то есть перезапускаешь ноутбук, нажимаешь F2, у меня было Escape, заходишь в BIOS, System Configuration, выбираешь Virtualization Technology, и здесь нужно будет включить данную функцию, Enable делать, и после этого компьютер опять перезагрузится, и больше такой ошибки у вас не должно возникнуть. То есть я скину это все, показать в реальном времени я не могу, потому что это все происходит при старте вашего компьютера, и я не могу использовать приложение для захвата экрана, а с мобильного телефона я бы не очень хотел это снимать, так как качество будет так себе. Ничего сложного здесь нет, еще раз повторюсь, все ссылки на эти статьи я оставлю. И после этого мы опять же возвращаемся к нашему AVD менеджеру, и здесь у нас есть возможность выбрать уже непосредственно предустановленный эмулятор, либо же создать свой собственный виртуальный девайс, то есть какие-то кастомные настройки в нем сделать, то, что будет интересовать именно вас. У меня на компьютере, к сожалению, работает не так быстро. Android SDK, как я уже сказал, это достаточно требовательное к системе приложений, хотя у меня игровой ноутбук, но, как видите, даже для него 8 гигабайт памяти недостаточно. И здесь мы можем все это дело скастомайзить, выбрать те эмуляторы и устройства, которые вас интересуют. То есть можно тут и ТВ, и непосредственно сам смартфон, и умные часы, и таблеты, наши планшеты. Все это можно здесь делать, конфигурировать, предустанавливать. То есть это все просто будет занимать определенное место на диске. Как вы видите, предустановленный Pixel 3a занимает почти 10 гигов на диске.
Вот, после этого вы запускаете, нажимая на вот этот зелененький треугольник, ваш эмулятор. Смотрите, в первую установку у вас при первом запуске произведется включение вашего эмулятора, девайса. Это тоже затронет некоторое время. Сейчас у меня уже это произведено, поэтому немножко быстрее проходит все это. И теперь у вас, по сути, есть такой вот мобильничек, смартфон, который вы можете тестировать. Что можно делать в этом эмуляторе? Во-первых, можно тестировать звук, регулировать громкость. Не самое быстрое приложение, как мы видим, но обычно на работе у вас стоят высокопроизводительные компьютеры, которые позволяют это делать намного быстрее. Также можно менять ориентацию в пространстве вашего девайса. Можно делать скриншот экрана, на котором вы работаете. Например, если вам нужно будет зафиксировать какой-то баг, то делается скриншот, и вы можете его скачать и прикрепить к вашему баг-репорту. Что еще здесь можно сделать? Можно перейти в так называемый зум-мод, то есть он просто увеличивает то место, которое вас интересует. Также здесь работают кнопки навигации, которые у нас есть в Android, то есть назад, кнопка Home и Overview. И что еще здесь можно сделать? При нажатии на эти три точки можно пользоваться GPS и тестировать его. Также можно добавлять дополнительные какие-то дисплеи. Также можно эмулировать работу вашего нетворка. То есть, к примеру, можно эмулировать такие условия, когда у вас GSM, либо же 4G, либо 3G, либо 5G. То есть все вот это можно сделать, либо Full, тогда у вас используются абсолютно все виды подключения. Также можно эмулировать силу вашего сигнала. То есть, опять же, если вы находитесь, к примеру, в месте, где у вас слабый сигнал, где хороший сигнал, все это тоже можно здесь регулировать. Плюс также можно выбрать voice статус, то есть роуминг, к примеру, подключить, либо вы из дома звоните. То есть все это тоже можно здесь делать. То есть это все на ваше усмотрение, что вам необходимо будет эмулировать и какие тестовые условия необходимо создавать. Также можно модулировать, к примеру, работу вашего устройства, когда у вас уровень батареи на минимальном уровне. То есть тоже это все можно здесь делать. Как видите, сразу подстраиваются push-уведомления, которые говорят о том, что у вас осталось определенное количество процентов. Также можно эмулировать то, что у вас подключено к розетке, то есть заряжается непосредственно ваш смартфон. Можно также эмулировать состояние вашей батареи. К примеру, если она вдруг умерла, если она перегружена, то все это тоже можно здесь делать. Также можно эмулировать тот факт, что она заряжается или нет, либо непонятно, на зарядке находится ваш телефон или нет. Все это тоже можно здесь делать. Также можно эмулировать, к примеру, непосредственно звонок на ваш телефон. И здесь, как вы видите, у вас срабатывает нажатие так же аналогично, как и в вашем мобильном устройстве. Это непосредственно эмуляция различных навигационных кнопок. К примеру, если у вас какая-то игра, вы можете также использовать это. Эмуляция микрофонов, fingerprint, если у вас есть, например, разблокировка по отпечатку пальцев, тоже это можно сделать. Какие-то виртуальные сенсоры, к примеру, те же самые акселерометр, гироскоп, магнитометр, чтобы это ни было. То есть все это также можно здесь эмулировать. И здесь же можно сразу непосредственно создавать баг-репорты. Что здесь сразу делается? Создается скриншот, если вы оставили этот чекбоксик. Также можно сразу написать шаги по воспроизведению, и также прописываются логи вашего устройства. Тоже очень круто, если вы, к примеру, эмулируете какую-то ошибку и нужно показать логи, что непосредственно происходит с вашим приложением, тогда можно это все скопировать и сохранить этот репорт. Опять же, отправить вашему разработчику, чтобы он уже работал непосредственно над фиксом этого бага. Снапшот
снапшот, я, к сожалению, не знаю, что это такое. Не могу вам подсказать. Record and playback. Если я правильно понимаю, то вы можете что-то делать на устройстве. Это записывается. И вы также можете эту запись прикладывать к вашему баг-репорту, к примеру. Различные настройки, то есть куда у нас сохраняются скриншоты, какие-то горячие клавиши, используем их или нет. То есть все это тоже можно здесь настроить непосредственно под вас. Даже, видите, можно прокси какой-то задавать. То есть какой-то промежуточный сервер между вашим клиентом и непосредственно конечным сервером. То есть все это здесь можно очень хорошенько так протестировать, если у вас, например, нет доступа к какому-либо устройству. Я считаю, что это замечательные тула, но не без изъянов. Как вы видите, есть вопросы, связанные с производительностью и оптимизацией работы данного приложения в целом Android SDK. Но тула очень мощная, и она помогает очень хорошо в работе и эмуляции непосредственно ваших устройств. Что еще хотелось бы вам рассказать в рамках данного тула? К примеру, вы можете сюда подключать непосредственно ваш телефон, реальный девайс, и тоже работать аналогично с ним, уже непосредственно здесь. Как это можно сделать? Это делается, я покажу вам на эмуляторе, что вам нужно сделать для начала. Это включить режим разработчика в вашем телефоне. Для этого нам нужно зайти в настройки, и вам нужно будет найти такую, скажем так, кнопку, такую табину, как об устройстве в вашем телефоне. Мы заходим сюда, это если мы говорим о реальном девайсе, и когда мы находим build number, либо это будет номер сборки, мы должны нажать много раз, и тогда у вас появится такая надпись «Теперь вы разработчик». Что нам дает это? То, что вы можете пользоваться дополнительными возможностями в вашем телефоне, и для нас будет именно интересовать режим отладки, который будет давать нам возможность считывать логи при подключении телефона к нашему компьютеру и при использовании нашего Android SDK. Как это делается? То есть мы с вами вошли в режим разработчика, и теперь нам необходимо подключить наш телефон по USB кабелю к нашему компьютеру. После этого вам нужно будет зайти в Developer Options и найти такую область, как Debugging, и посмотреть, что у вас включена отладка по USB. То есть вы, если у вас это не включено, просто меняете тогл на состояние, что у вас включен этот USB Debugging. Что делаем дальше? Это уже я говорю вам о реальном устройстве. Не забываем о том, что вы это все проделываете на своем реальном смартфоне, если у вас есть Android, к примеру. После того, как вы подключите режим отладки, теперь вы можете работать непосредственно с Android SDK и вашим смартфоном. Для этого вы заходите в Android SDK, подключаете ваш смартфон по USB кабелю и разрешаете передачу файлов на самом смартфоне. После этого у вас появится на экране смартфона такое всплывающее окно, как «Разрешить отладку по USB». Вы выбираете «Ок». И, как мы видим, наш смартфон удачно подключается к Android SDK. И здесь мы можем видеть всю информацию, которая у нас содержится в смартфоне. И также, если мы используем такую табину, как Logcat, вот она здесь находится, здесь у нас уже будут сами логи устройства. То есть, если вы будете что-то делать на устройстве, это будет непосредственно отображаться и здесь. Если у вас будут появляться какие-то ошибки, тогда в этих логах также эта информация будет отображаться. Эти логи вы можете скачивать, и в случае, если вам будет необходимо приложить их к репорту, то вы их прикладываете. То есть эти ошибки непосредственно уже будет видеть разработчик, и он будет знать, в чем действительно была проблема. Это намного эффективнее, чем просто описывать шаги по воспроизведению того или иного бага. Это то, что касается работы с логами. То есть тоже ничего сложного в этом нет. Находим баг, обязательно подключаем логирование к нашему устройству
И эти логи мы прикрепляем к нашему баг-репорту. Что еще забыл вам рассказать, это если мы, к примеру, захотим установить какое-то приложение на наш эмулятор. Это делается очень просто. Опять же, вы запускаете ваш эмулятор уже знакомым нам способом, немножко ждете. И предварительно я скачал APK-шный файлик, то есть файлик установки нашего приложения. И что мы можем сделать? Мы просто перетягиваем его сюда, в наш эмулятор, и происходит установка этого приложения. Это очень удобно. Например, у вас прошла какая-то финальная сборка билда, которую вам нужно протестировать, вам разработчики подготовили APK-шку, и вы можете таким способом ее установить на эмулятор и проводить непосредственно тестирование уже в нем. Как мы видим, у нас установился Telegram, потому что это APK для установки Telegram. И мы можем в него зайти и обычным нам способом работать, как на обычном телефоне. О самих проверках, которые необходимо обязательно проводить на мобильных устройствах, мы с вами поговорим на следующем занятии. То есть вы получаете этот APK, устанавливаете его на эмулятор, к примеру, либо же на реальный девайс, и дальше проводите все проверки, которые мы с вами разберем. Ничего сложного, опять же, в этом нет. Очень удобный инструмент. В принципе, для вас, для начинающих тестировщиков, я думаю, этого будет достаточно. То есть вы просто для себя научитесь устанавливать этот тул, научитесь пользоваться эмулятором, загружать в него APK-шки, проводить какие-то проверки в нем. Разберитесь во всех этих доступных функциональностях, которые здесь есть, потому что остальные штуки, которые здесь есть, кроме как логирования, на данный момент, я думаю, вам не нужно знать. И, скорее всего, этому всему вас научат непосредственно на рабочем месте. Также давайте сегодня разберем Genymotion, который я показывал вам на первом занятии. Установим его и посмотрим вообще, что там можно делать. Давайте зайдем на официальный сайт Genymotion и зарегистрируемся. Воспользуемся вот этим хорошим предложением, потому что у нас есть 60 минут на тестирование. Давайте зарегистрируемся под какими-нибудь данными. И давайте я вам покажу возможность использовать какие-либо тестовые мейлы для того, чтобы получать неограниченное количество таких лицензий. Опять же, не все сайты позволяют это сделать, но, насколько я помню, Genymotion разрешает нам это делать. Есть такой ресурс, как Mailinator, который позволяет нам пользоваться публичными почтовыми ящиками. Для целей, связанных с тем, что вам нужно где-то зарегистрироваться и воспользоваться триальной версией, этого сайта будет достаточно. То есть здесь можно создавать наши какие-то тестовые ящики. К примеру, тест, давайте назовем его Артем. И у нас есть возможность им воспользоваться в некоторый промежуток времени и получить сюда какие-то данные. Давайте с вами зарегистрируемся. Тест Артем собака mailinator.com, company name, тест. Очень интересно, как у нас подсвечивается все здесь красным. Например, с точки зрения UI UX это не очень хорошо, потому что непонятно. Мы вроде бы ввели наши данные, но почему-то подсвечивается красным. У меня много вопросов к разработчикам этой системы. Ну да ладно. Так, придумаем какой-то пароль. Подтверждаем его, выбираем нашу локацию, подтверждаем, что мы не робот, проводим так называемую капчу, так и подтверждаем то, что мы хотим воспользоваться бесплатно. И почему-то система ругается. Видимо, ему не понравился Mailinator, поэтому давайте воспользуемся реальным почтовым ящиком. Итак, у нас получилось зайти в наш Genymotion, то есть мы зарегистрировались, подтвердили наш e-mail адрес, и здесь у нас есть возможность также использовать какие-то предустановленные виртуальные девайсы, которые здесь есть.
И опять же напоминаю, что у нас есть только 60 минут. То есть мы можем также создавать какие-то свои девайсы, также можем сюда подгружать какие-то приложения, которые нам нужно протестировать. Ну, давайте воспользуемся каким-нибудь дефолтным девайсом и посмотрим на функционал данного веб-приложения. Выбираем, давайте опять же наш Google Pixel 3a. Подгружается наш виртуальный девайс, то есть он создается. Это займет немножко времени. Появляется сообщение о том, что мы ограничены во времени. И вот у нас наш эмулятор, наш девайс с нашим андроидом. И мы здесь можем также использовать похожие функции, которые у нас были в Android SDK. То есть это регулирование громкости, это изменение положения нашей картинки, нашего смартфона. Также мы можем выбрать на весь экран, чтобы у нас отображалось. Дальше у нас есть какой-то клипборд. К сожалению, я не знаю, что это. Давайте попробуем ввести какую-то информацию. Ничего не появилось. Очень интересно. Видимо, это какие-то заметки, которые мы можем здесь создавать. Также мы можем загружать какие-то файлы сюда. Опять же, мы можем использовать нашу веб-камеру как камеру для этого девайса, эмулировать различные уровни заряда нашей батареи, заряжается, либо не заряжается наш девайс. Опять же, появляется наше push-уведомление о том, что осталось 15% до разрядки. Можем также играться с геолокацией, с GPS. Дальше можем делать какие-то скринкасты, то есть запись нашего экрана, либо же скриншоты, если нам нужно каким-то образом зафиксировать наш баг. Дальше Identifiers, то есть мы можем сюда применять какие-то имейки нашего девайса, Android ID генерировать, то есть все это тоже можно здесь делать. Опять же, эмулировать различного рода уровень сигнала, либо же тип связи, который мы будем использовать, то есть все это тоже можно здесь делать. Эмулировать звонок, либо же присылать какое-то сообщение на наш девайс. Непосредственно менять разрешение нашего экрана, как это тоже будет влиять на производительность, к примеру, либо же на разрядку нашего девайса. Диск I/O я, к сожалению, не знаю, что это такое, не подскажу вам. Опять же, навигационные кнопки и выключение нашего девайса. То есть все это также мы можем здесь делать, можем также пользоваться хорошо, как и в Android SDK. Это приложение, как вы видите, не требует таких производительных мощностей, как Android SDK, но его минус в том, что оно, конечно же, платное. И опять же, оно не покрывает все то, что можно сделать в Android SDK. А Android SDK, в свою очередь, не покрывает то, что можно делать на реальном девайсе. То есть не все функции он затрагивает. Поэтому мы не можем в полной степени гарантировать тот факт, что на реальном девайсе действительно не будет воспроизводиться тот или иной баг. То есть мы должны также тестировать и на реальных девайсах. Эмуляторы не заменяют такого рода тестирование. Вот такое интересное приложение, то есть вы тоже можете с ним побаловаться, попрактиковаться, узнать, как оно работает. На следующем занятии я расскажу вам, для чего необходимы вот эти все кнопки в Android SDK и в Genymotion, то есть расскажу о типах проверках, какие мы должны симулировать события, прерывания для нашего смартфона, либо же планшета, либо же умных часов, то есть мобильного устройства, которого мы тестируем, и каким образом мы это все дело должны проверять, и на что стоит обращать внимание в первую очередь. Поэтому обязательно оставайтесь на этом канале. Я думаю, будет очень интересно. Следующее занятие будет последним в рамках тестирования мобильных приложений. Так как, на мой взгляд, я не могу вам дать больше того, что знаю сам. Сам я не работаю с мобильными приложениями. Все, что я помню, все, что я знаю, все, что я нахожу в интернете, я рассказываю и вам. И эти знания мне давали также на курсах. В принципе, я думаю, что на
позицию начинающего тестировщика, либо же на позицию какого-либо стажера, этих знаний будет достаточно. Поэтому большое спасибо за внимание. Обязательно оставляйте свои вопросы в комментариях, если они у вас возникают. Подписывайтесь на этот канал, если вы впервые здесь. И заходите в мои социальные сети, такие как Telegram и Instagram. Там тоже много чего интересного, и мы также общаемся со всеми и там. Если я не отвечаю, то отвечают ребята, которые на этом канале уже давно, либо же работают в тестировании, потому что я знаю, что есть и действующие тестировщики в рядах моих подписчиков, поэтому мы не оставим вас без внимания. Большое спасибо, милости прошу к нашему шалашу. Пока! Привет, YouTube! Мы подошли практически к завершению нашего курса «Тестировщик с нуля», и меня осенило, что я забыл рассказать вам в самом первом блоке, когда мы говорили о теории тестирования, о такой важной теме, как анализ требований и как мы с ними работаем как тестировщики. Почему это важно? Всем известно такое выражение, как театр начинается с вешалки. Так и процесс разработки, по сути, начинается с требований. То есть без требований, без какой-либо идеи, без реализации ее в виде документации мы не можем приступить к работе и реализовать то, что от нас хочет получить бизнес и пользователь. Поэтому давайте поговорим на эту тему. Существует 3 основных уровня требований. Это уровень бизнес-требований, уровень пользовательских требований и уровень продуктных требований. Давайте поговорим о каждом из них. И я очень надеюсь, что мои друзья бизнес-аналитики либо продукт-менеджеры, проект-менеджеры не заклюют меня, если я буду говорить что-то не так, потому что я все-таки не работаю непосредственно с составлением требований, а все, что знаю и использовал, либо использую в своей работе, рассказываю вам сейчас. Итак, приступим. Из понятия уровня бизнес-требований понятно, что это что-то, что необходимо нашему бизнесу, то есть цель, ради которой создается наш продукт. Для чего, какая польза и как получить с этого продукта прибыль. То есть все, что интересует наш бизнес. К примеру, у бизнеса есть цель создать некий сайт, который будет промоутить их продукцию. Это их основное бизнес-требование. Дальше мы переходим на уровень пользовательских требований. То есть, понятное дело, что этот сайт не будет существовать без пользователей, которые будут его использовать. Поэтому уровень пользовательских требований покрывает задачи, которые пользователь может выполнять с помощью продукта. Например, регистрироваться, общаться, искать информацию о нашем продукте, который мы промоутим на этом сайте. То есть все, что может выполнять наш пользователь. И уже уровень продуктных требований – это то, как это все будет реализовано в нашем продукте с точки зрения разработки, учитывая контекст бизнес-требований и контекст пользовательских требований. И уровень продуктных требований разделяется на функциональные требования, что наша система должна делать, и нефункциональные требования, как наша система должна это делать. Ничего не напоминает? Я думаю, все мы с вами вспомнили функциональное и нефункциональное тестирование. Эти понятия взаимосвязаны, то есть функциональное тестирование покрывает область тестирования функциональных требований, а нефункциональное тестирование и все его виды, которых огромное количество, покрывают нефункциональные требования. Вот это все, что вам нужно знать про эти 3 уровня. Обязательно запомните их название, что они обозначают, для каких целей используется, потому что часто на собеседованиях могут спросить, какие виды требований вы знаете, и расскажите немножко о них. Плюс постарайтесь найти в интернете дополнительные примеры для каждых из этих уровней. Я думаю, это не составит огромного труда, так как это не так уж и сложно. Итак, мы с вами разобрались, какие у нас есть уровни, и теперь давайте поговорим о том, как мы можем, к примеру, выявлять наши требования. Чаще всего этим занимаются бизнес-аналитики, но в небольших компаниях функцию аналитиков, к примеру, могут выполнять и quality assurance инженеры, к примеру. Такое тоже бывает. Поэтому как мы можем вообще выявить эти требования? Во-первых, мы можем побеседовать с нашим заказчиком, бизнесом, либо пользователями, какой-то фокус-группой, которая будет работать с нашим продуктом, и узнать у них, что они хотят видеть в нем. Узнать все эти требования.
Дальше мы можем наблюдать. К примеру, уже существует какой-то продукт, который используется в той компании, которая заказала наши услуги, и мы пытаемся разработать какую-то новую версию этого продукта, более улучшенную. Поэтому мы можем понаблюдать за работой пользователей в этом продукте и выяснить, что их интересует, что бы они хотели улучшить в их продукте. То есть мы наблюдаем за этим. Также есть такая вещь, как самостоятельное описание. То есть, к примеру, мы не знаем, как работает наш продукт, то есть нет некоторых прототипов, о которых мы поговорим с вами чуть дальше, тогда мы можем включить здравый смысл и самостоятельно описать эти требования, учитывая, к примеру, фазу интервью и наблюдения, и написать их. И прототипирование, то есть если у нас, к примеру, есть некий сайт, и мы разрабатываем конкурента этому сайту, то мы можем на него перейти и посмотреть, как он работает, как на нем реализованы те или иные функции, и также прописать их в наших требованиях. То есть тоже ничего сложного в этом нет. Также обязательно необходимо постоянно задавать вопросы, уточняющие по поводу того, как та или иная функциональность должна реализовываться в нашем продукте, и не нужно стесняться их задавать. Плюс ко всему, когда вы приходите, к примеру, на проект, вам тоже необходимо узнать обязательно одним из самых первых пунктов, где вообще хранятся требования в этой компании. К примеру, если они хранятся в какой-то трекинговой системе по типу Jira или Azure DevOps, либо это какие-то спецификации, которые хранятся в Word, опять же, где-то, либо это вики, которые есть в Confluence, к примеру, либо же опять в Azure DevOps. То есть мы узнаем все это, мы узнаем, как эти требования изменяются, кто отвечает за сбор требований, с кем мы можем поговорить, если мы что-то не понимаем в том или ином требовании. То есть все это мы должны уточнить, чтобы в дальнейшем наша работа складывалась наиболее удобно для нас и для людей, для которых мы этот продукт разрабатываем. Дальше давайте поговорим вообще, на что мы проверяем эти требования. Существуют так называемые свойства хорошего требования. То есть, по сути, у требований есть еще требования к их написанию и составлению. Именно этим, в принципе, мы в основном и будем заниматься, когда будем изучать те или иные требования. Например, представим ситуацию, что аналитик, к примеру, либо Product Owner собрал информацию у нашего заказчика, оформил эти требования в виде user story, о которых мы поговорим с вами чуть дальше, и нас подключают к рецензированию данного требования и что мы должны в нем проверять. Здесь выделено 7 требований, которые нам необходимо посмотреть. Во-первых, это завершенность. Что это такое? Завершенность обозначает, что требование должно содержать всю информацию, необходимую для разработчиков, тестировщиков, либо других людей, которые будут с ним работать. То есть мы должны проверить то, что есть вся информация в этом требовании, и мы не должны отвлекаться и переходить на другие требования, которые у нас есть в этой системе. Что значит непротиворечивость? К примеру, у вас есть некие картинки в вашем требовании, к примеру, макапы, шаблоны, UI, который будет реализован в продукте в рамках этой функциональности. И есть текст, к примеру, acceptance критерии, которые есть у нас в user story. Опять же, про user story мы поговорим чуть дальше, поэтому не пугайтесь. Это, по сути, критерии приемки, то есть те критерии, которые определяют, что наше требование реализовано в данной функциональности. И, к примеру, эта картинка, этот мокап не соответствует тому тексту, который написан в требовании. Вот это и значит, что данные в этом требовании противоречат между собой. То же касается различных таблиц. Либо же, если мы знаем, что в каком-то требовании написано одно, а в этом требовании прописано совсем другое, которое не вяжется с тем, про которое мы знаем, опять же возникает противоречие. Такого быть не должно. Мы должны написать нашему бизнес-аналитику, к примеру, и сказать о том, что данное требование противоречит, к примеру, картинке, которая прикреплена к нему. Дальше есть такое свойство, как корректность. То есть требование должно четко указывать на то, что должно выполнять приложение. Не должно быть, к примеру, каких-то двухсмысленных слов. То есть система должна отрабатывать корректно. Мы должны ввести валидные данные. То есть такого не должно быть. Мы должны четко понимать, какие именно данные мы должны ввести. Если это валидные данные, то, к примеру, должно быть четко прописано, что это буквы, либо же это цифры, либо же это десятичные дроби, либо же это спецсимволы, либо и то, и другое. То есть все это должно быть корректно прописано. Следующее свойство взаимосвязано с
Корректностью это недвусмысленность. Опять же, мы должны четко понимать, что в этом требовании у нас написано. К примеру, мы смотрим на шестерку, с двух сторон два человека, а один человек видит шестерку, а второй человек видит девятку. Такого быть не должно. Мы должны все работать в одном информационном поле, в одном контексте. Следующее свойство – это проверяемость. То есть наше требование должно быть однозначно проверено на предмет того, выполняется оно или нет. То есть, к примеру, если вы понимаете, что вы не сможете это никак проверить, то есть нет таких инструментов, тулов, либо же, возможно, не хватает ваших знаний, это уже немножко другой вопрос, то есть вы можете тогда обратиться к более опытному тестировщику, либо разработчику и узнать, вообще это можно сделать или нет. Если же мы не можем его проверить, то такое требование не нужно прописывать, то есть нужно обязательно сказать об этом бизнес-аналитику, либо продакт-оунеру и придумать, как другим способом можно реализовать ту или иную функциональность. Есть такое выражение, даже определение, я бы сказал, как озолочение. То есть, к примеру, если мы хотим реализовать в нашем продукте какую-то фичу, которая очень долго будет реализовываться и, к примеру, стоит очень больших денег, то есть мы должны потратить как свое время, как время разработчиков, так, например, купить какую-то очень дорогую тулу, которая позволяет нам описать эту функциональность. Тогда такое же требование мы должны проверить на то, что действительно необходима ли нам эта фича, затраченные силы соизмеримы с тем, что мы в итоге получим. То есть, опять же, мы обращаемся к бизнесу. Следующее свойство – это модифицируемость, то есть набор наших требований должен быть таким, чтобы его можно было легко модифицировать, при этом не изменяя требования в других местах. Очень хорошо, когда у нас в требовании нет ссылок на другие требования, то есть мы должны стараться этого избегать. И обязательно мы должны, опять же, проверять на то, что мы это требование в дальнейшем можем изменить так, чтобы оно не повлияло сильно на систему, и чтобы это изменение мы могли провести в максимально короткие сроки с минимальными потерями. И прослеживаемость, опять же, понятно, наверное, из названия, наше требование должно быть прослеживаемым, то есть там должен быть, к примеру, айдишник у этого требования. Этот айтем, наше требование, должно обязательно быть взаимосвязано с другими требованиями, если все-таки такие линки у нас есть, хотя это не особо рекомендуется использовать. Либо же, к примеру, что мы можем привязать к этому требованию наш баг-репорт. То есть, опять же, это может быть не сильно связано с самим требованием и прослеживаемостью, но вообще прослеживаемость всех артефактов в нашей системе должна быть обязательно. Также еще сюда можно отнести проранжированность. К примеру, если мы приоритизируем наше как-то требование, что оно должно быть выполнено самым первым, к примеру, заказчику, вот-вот, прямо сейчас нужно, чтобы это требование было реализовано. Тогда мы выполняем его первым. То есть тоже проранжированность сюда можно отнести. Существует также еще ряд других требований к требованиям, то есть этих свойств хороших требований. Но вот те, которые я перечислил, они основные. Вот их 7 штук. Дальше я бы хотел вам рассказать о том, как можно упростить работу с требованиями. То есть, когда мы получаем эти требования, мы можем сразу же написать какие-то тест-кейсы. И если мы их не можем написать, то мы возвращаемся к такому свойству, как проверяемость. То есть, по сути, мы не можем придумать такие проверки, которые бы покрыли это требование. Опять же, нужно подумать, проверяем мы это требование или нет, можем ли мы это сделать или нет. Если нет, опять же, обращаемся к нашему бизнес-аналитику и обсуждаем этот вопрос, чтобы он связался, к примеру, с заказчиком, и они как-то переформулировали это требование и узнали, точно ли нужна эта функциональность. Может быть, ее не стоит проверять, если мы, к примеру, не можем это сделать. То есть и заказчик, возможно, на это согласится. То есть у нас должен быть некий медиатор между заказчиком и нами. Если же у нас нет доступа именно к самому заказчику, и мы не можем задавать ему вопросы, тогда мы обращаемся либо к аналитику, либо к продукт-оунеру, если он у нас есть, и мы работаем по скраму, о котором мы с вами поговорим уже совсем скоро. Следующий аспект – это задать вопрос. Самое простое, что может быть, то есть мы обращаемся к нашему аналитику, либо же к нашему заказчику, если у нас есть такая возможность, и задаем ему уточняющие вопросы по нашему требованию. Либо же пишем о том, что это требование чему-то не соответствует, и его нужно переделать. Также мы можем нарисовать схему. Есть так называемые интеллект-карты. Вот, по сути, все наши презентации, которые я вам показываю, мы прописываем в таких майндмапах, интеллект-картах.
То есть мы берем, к примеру, наше большущее требование, разбиваем его еще на какие-то маленькие функциональности, и каждую эту функциональность разбиваем еще на более мелкие. То есть делаем такую декомпозицию. И тогда мы более четко понимаем вообще, что у нас прописано в требовании и как мы можем с ним работать. То есть тоже хорошая практика применять в своей работе такие майндмапы. Не обязательно в программном обеспечении специально, можно это делать на листике бумаги, к примеру. Также есть еще такие штуки, как use cases. То есть это так называемые варианты использования, которые описывают все действия, которые наш пользователь может произвести, и реакцию системы на эти действия. Мы с вами чуть дальше разберем, как они выглядят, эти use cases. Но тоже можно использовать их для того, чтобы упростить нашу работу с требованиями. И еще есть такая штука, как рецензирование, когда, к примеру, кто-то пишет требование, и мы выступаем рецензором, скажем так, этого требования. Есть формальное рецензирование, есть неформальное рецензирование. Также рецензирование можно проводить для кейсов наших, которые мы пишем. Если вам интересен процесс рецензирования, вы хотите узнать о нем более подробно, то сейчас вверху появится ссылка, где я подробно рассказывал о такой книжке, как Syllabus, которая позволяет подготовиться к сертификации STQB, и там очень подробно рассказано про процесс рецензирования. То есть убьете сразу двух зайцев. Узнаете, как упростить работу с требованиями, так и подготовитесь к будущей сертификации, если она вам понадобится. И еще такой аспект, который я хотел бы сегодня затронуть, вообще как наши требования могут выглядеть. То есть способы представления наших требований. Как я уже сказал, есть так называемые варианты использования, либо use cases. И давайте посмотрим, как они выглядят. То есть у нас есть так называемые актеры, которые выполняют наши действия. То есть в данном случае у нас представлена система для написания каких-то квизов. И у нас есть администратор, наш один актер, и второй актер студент. И дальше прописаны в рамках. Рамки – это так называемая наша функциональность, которую мы реализовываем. Все то, что можно произвести внутри вот этого блока создания наших квизов. То есть администратор у нас может логиниться в систему, может как-то управлять нашими квизами, добавлять их, удалять, апдейтить, управлять студентами и осуществлять логаут из нашей системы. Студент же, в свою очередь, может то же самое регистрироваться, может логиниться в нашу систему, может просматривать наши квизы, может брать эти квизы в работу и смотреть результат. И также делать логаут. То есть вот таким вот образом выглядят use case диаграммы. Ничего сложного в этом нет, наверное. Я в своей работе не использую use cases, то есть мне гораздо проще работать уже с написанными юзер-сторями, которые у нас есть в системе. Это следующий аспект, который мы сейчас с вами рассмотрим. Но вы можете, к примеру, для вот этой вот декомпозиции, чтобы лучше понимать картинку, понимать, как работает ваша система, ваша программа, ваша функциональность, в зависимости от того, на каком уровне мы это смотрим, можете рисовать для себя такие use cases. Плюс ко всему, use cases очень часто используют бизнес-аналитики, когда прописывают их, к примеру, в требованиях, либо же в спецификациях. Также есть такой способ описания требований, как user story. Именно user story применяются в Scrum, о котором мы поговорим с вами на одном из будущих уроков. То есть, во-первых, у нас есть описание нашей user story, что мы хотим получить в рамках этой функциональности. Как она пишется? Сначала мы пишем следующую фразу. Как участник конференции, к примеру, как пользователь, я хочу иметь возможность регистрироваться онлайн для того, чтобы регистрироваться быстро и снизить количество бумажной работы. То есть здесь есть 3 логических блока. То есть как пользователь я хочу получить такую функциональность, которая позволяла бы мне сделать следующее. То есть запоминаем, как это должно выглядеть. Вот таким образом и выглядит user story. И дальше у нас прописаны acceptance критерии. То есть это критерии приемки. То, что у нас должно быть реализовано в нашем требовании, в нашей user story, для того, чтобы мы в дальнейшем смогли сказать, что наша функциональность реализована. И acceptance критерии прописываются вот в таком виде. Что делает тестировщик? Он получает эту user story, и он должен придумать тест-кейсы для каждого вот этого стейтмента, который прописан в acceptance критерии, для того, чтобы убедиться, что да, действительно функциональность реализована правильно, и все работает корректно. То есть мы берем каждый этот стейтмент и проверяем его. Этим занимаются
аналитики и продукт-оунеры, то есть написание самих требований, поэтому наша задача проревьюить, протестировать сами требования на предмет того, что они соответствуют как свойствам хорошего требования, так и, в принципе, здравого смысла, и в дальнейшем, что мы можем провести проверку для каждого вот этого стейтмента, который у нас есть в acceptance критерии. Также требования могут выглядеть непосредственно как уже некие макапы, шаблоны нашего UI, которые мы непосредственно видим на экране. В данном случае, как мы видим, это шаблон для мобильного приложения, то есть мы здесь подробно расписываем, как выглядит каждое окошко в нашем приложении, какие поля есть в нем, что мы должны вводить, какие валидационные сообщения у нас выскакивают. То есть этим занимается больше UI UX дизайнер, в принципе. И чаще всего шаблоны уже появляются после того, когда у нас написаны требования. Но также, к примеру, если заказчик проявит, скажем так, свою инициативу, и он хочет, чтобы действительно все выглядело так, то он может предоставить уже разработанные вот эти вот шаблоны, макапы. Также это может выглядеть просто в виде некой схемы. К примеру, там просто прописаны все блоки, которые у нас должны быть в нашем приложении, и для каждого блока прописано, что должно быть на каждой из этих страниц. То есть и такой вариант написания требований может быть. Иногда вообще это может быть просто, не знаю, клочок бумаги, на котором прописано, что я хочу получить то-то, то-то и то-то, просто как-то высокоуровнево, без каких-то, скажем так, уточнений на эту тему. То есть такое тоже бывает, если мы говорим про какие-то стартапы, либо маленькие компании, где нет бюджета для того, чтобы нанимать аналитиков, либо же даже там нету тестировщиков, и тогда просто люди придумывают, что должно быть реализовано, им платят денежку, и в дальнейшем заказчик просто хочет получить готовый продукт, чтобы его, к примеру, не тревожили и не уточняли, что он еще хочет от этого. Такое тоже бывает, но сейчас, наверное, крайне редко. Также могут быть большие спецификации, то есть это такие документы, в которых тоже прописаны наши требования. Их написанием уже занимаются непосредственно, к примеру, бизнес-аналитики. Опять же, если того требует заказчик, если так построен процесс в компании, то есть такое тоже может быть. И спецификации мы проверяем точно так же. Мы находим требования, мы проверяем эти требования внутри спецификации согласно свойствам хорошего требования и выносим, скажем так, свой вердикт для того, чтобы в дальнейшем смогли это поправить и наше требование соответствовало всем необходимым свойствам, которые мы с вами сегодня изучили. Эта тема очень важна для тестировщика, так как тестировщиков привлекают к анализу требований, и вам нужно очень хорошо понимать все вот эти свойства, которые мы с вами сегодня изучили, какие виды требований бывают, в каком виде они могут быть представлены. Не пугаться, если вы получите требования, как я уже говорил, в виде клочка бумаги, такое тоже может быть. То есть все, что угодно может быть в виде требований. Главное то, как мы эти требования сможем протестировать и в том числе, как мы сможем повлиять на то, чтобы наше требование было в итоге написано корректно. Вот такой урок у нас сегодня получился. Я думаю, вы узнали для себя что-то новое. Если у вас остались какие-то вопросы, то обязательно пишите в комментариях. Я, как обычно, постараюсь ответить на все. Также напоминаю, что у меня есть телеграм-канал, в котором также я периодически выкладываю интересную информацию о тестировании и о сфере IT. Там же есть наша небольшая флудилка, в которой мы обсуждаем возникшие у вас затруднения, либо же вопросы, связанные с трудоустройством, связанные с аспектами тестирования. И также есть еще и Инстаграм, в котором также я периодически отвечаю на ваши вопросы и стараюсь радовать вас какими-то интересными постами, связанными с процессами тестирования и некоторыми инсайдами из моей работы. Обязательно подписывайтесь на этот канал, если вы еще это не сделали. А я, в свою очередь, прощаюсь с вами. Милости прошу к нашему шалашу. Пока! Привет, YouTube! Сегодня я бы хотел с вами поговорить о такой важной и интересной теме, как оценка трудозатрат в тестировании, либо, как ее еще называют с английского языка, эстимации, эстимирование. Для чего это важно, узнаем с вами буквально через минутку. Кто обычно проводит эту процедуру оценки трудозатрат, эстимирования, эстимации? Обычно это делает менеджмент, либо специалисты уровня middle plus, и
так далее. Все зависит от того, как это устроено в вашей компании. Для чего это делается? Давайте обсудим прямо сейчас. Есть определенные цели. Во-первых, это определение сроков. Любая оценка подразумевает под собой то, что мы оцениваем скоп наших задач, и на основании этого можем сказать, что на данную фичу, либо на данную программу, на данный модуль мы можем потратить определенное количество времени согласно нашим расчетам. Это очень важно в менеджменте, и, например, когда мы говорим про оплату со стороны заказчика, существует две модели. Так называемый fixed price и time and material. Чем они отличаются? Fixed price, то есть у нас уже изначально известна сумма, которую заплатит заказчик, и, скажем так, ни шагу вправо, ни шагу влево, иначе будет расстрел. То есть у нас ограниченные ресурсы финансовые, мы выставляем какой-то скоп задач, что вот мы, к примеру, будем пользоваться только ручным тестированием. На проекте будет 2 тестировщика, 4 разработчика, 1 бизнес-аналитик, продукт-менеджер. Мы будем делать все так-то, так-то и так-то, согласно нашему плану. Тест-плану, если мы говорим про тестирование, о тест-плане и о тест-стратегии мы поговорим с вами на следующем занятии. То есть мы это все рассчитываем и выдаем заказчику уже фиксированную цену. Это один из способов оплаты нашего труда. Второй способ – это time and material. То есть мы изначально не знаем, сколько это будет стоить. Сколько будет стоить выполнение данного заказа от нашего кастомера, скажем так, и доставки конечного продукта ему. Во время нашей работы скоп задач постоянно расширяется, то есть мы здесь не ограничены, и в принципе для Agile обычно выбирают time and material. То есть все зависит от того, что мы будем применять в том или иной момент времени, когда мы будем работать над проектом. Например, мы вдруг захотели, или наш заказчик захотел, чтобы у нас появилась автоматизация, и мы можем без проблем ее включить. Когда мы говорим о fixed прайсе, то это мы обговариваем, скажем так, на берегу, и мы не можем вносить изменения. То есть мы не можем, к примеру, добавлять тестирование производительности, хотя понимаем, что вот сейчас, в данный конкретный момент, оно бы нам очень помогло. Поэтому fixed price обычно выбирают, когда у нас какой-то небольшой проект, который не подвержен изменениям, когда мы 100% уверены в том, что да, действительно мы будем работать только в том скопе, который мы оговорили, а time and material выбирают сейчас гораздо чаще, потому что мы можем в любой момент внести изменения, и они не будут никак влиять на то, что мы договорились с заказчиком на определенную сумму. Мы можем вносить изменения шаг за шагом, когда нам действительно будет необходимо что-то делать, что-то добавлять в наш скоп работы. Поэтому эстимация нам помогает именно в том, чтобы мы могли сказать заказчику, сколько по времени, к примеру, затронет процесс тестирования, сколько будет всего тестировщиков на проекте, какая у них будет оплата труда. То есть все это мы также можем оговаривать во время нашего эстимации. Оптимизация работы, то есть, к примеру, если мы вдруг понимаем, что у нас какие-то этапы нашего тестирования занимают больше времени, то есть мы это дело проэстимировали. Обычно такая эстимация проводится уже после окончания, к примеру, какой-то итерации, и мы можем сказать, что, к примеру, регрессия занимает очень много времени, нам нужно как-то оптимизировать этот процесс, к примеру, ее автоматизировать. И тогда на основании вот этих всех чисел, их сравнений, какой-то статистики, мы можем предложить какие-то средства для оптимизации нашей работы. И так далее. То есть здесь нескончаемый поток сознания, назовем его так. То есть все зависит от того, что в данный конкретный момент нужно нашему менеджменту и нужно нашему заказчику и бизнесу. Это то, что касается целей проведения данной эстимации, данной оценки трудозатрат. Существует огромное количество методик, по которым мы можем проводить эстимацию, эстимирование, но мы с вами поговорим более подробно о нескольких, и я дам представление вам о 6 самым, скажем так, распространенным. Во-первых, это декомпозиция и оценка трудозатрат, основанная на тест-кейсах. Что это значит? К примеру, у нас есть большая система. Декомпозиция – это процесс разбиения чего-то большого на более мелкие части. То есть мы берем нашу большую программу и разделяем ее на определенные модули. Эти модули мы можем разделять еще на какие-то дополнительные фичи. Эти фичи мы можем разделять на таски. И таким образом мы декомпозируем нашу такую
большую сущность, и на основании этого мы можем уже в дальнейшем проводить нашу оценку трудозатрат. Почему мы говорим про тест-кейсы? Потому что они будут вот этим мерилом, скажем так, единицей измерения, на основании которого и будет проводиться в дальнейшем эстимация. Про этот метод декомпозиции и оценки трудозатрат на основании тест-кейсов мы с вами сегодня поговорим более подробнее чуть дальше. Также есть еще такой способ, как Based on Development. То есть наши разработчики уже подсчитали, сколько времени им понадобится на разработку, на имплементацию той или иной функциональности, и мы просто это количество дней, количество часов умножаем либо на 30%, либо на 50%. Это исходит из того, что обычно на одного разработчика идет либо 2 тестировщика, либо 3 тестировщика. Именно поэтому мы перемножаем то количество времени, которое у нас есть, либо на 30%, если у нас 3 тестировщика, либо на 50%, если у нас 2 тестировщика. Это очень грубая оценка, поэтому она используется крайне редко и только в тех случаях, когда нам не нужно использовать какие-то более точные методы для нашей эстимации, если у нас горят сроки. К примеру, тогда мы можем использовать этот грубый подсчет. Следующий метод – это по 3 точкам. О нем мы поговорим с вами чуть дальше. Единственное, я скажу, почему он называется по 3 точкам, потому что мы в данном подсчете будем использовать 3, скажем так, временные точки. Когда у нас, к примеру, есть какой-то оптимистический вариант, когда мы знаем точно, что нам ничего не помешает на работу тестировщика, и он все сделает в срок. Есть какой-то более или менее оптимальный вариант, когда мы знаем, что у нас есть некоторые риски, заложено какое-то дополнительное время на работу тестировщика. И есть еще пессимистичный вариант, когда, к примеру, один из наших тестировщиков, у нас их всего 2, заболевает, и тогда это наша 3-я точка. И на основании этих 3 точек мы и производим наш финальный расчет. Также такие неточные методы для эстимации – это на основе опыта. То есть, к примеру, мы знаем, что в прошлую итерацию мы на тестирование потратили 100 часов. И, в принципе, скоп задач, бэклог на данную итерацию, он аналогичен тому, что был в прошлую итерацию. И мы можем предположить, что да, действительно, мы и в эту итерацию потратим 100 часов, при условии, что у нас то же самое количество тестировщиков, все тестировщики обладают одинаковым бэкграундом, то есть у них одинаковый опыт работы, они давно на проекте, ничего не меняется, то есть такие лабораторные условия, и на основании вот этого опыта мы можем предположить, что то время, которое мы потратили на прошлую итерацию, будет равно тому времени на тестирование, которое мы потратим на данную текущую итерацию. Пальцем в небо – это вообще самый замечательный метод эстимации. То есть, когда просто тестировщик сидит на каком-то митинге и говорит, что вот на эту фичу я потрачу 3 часа, а на эту фичу я потрачу 5 часов. Опять же, он ссылается на некоторый свой прошлый experience, но этот метод вообще ничего общего не имеет с какими-то точными методиками измерения и эстимации, поэтому его используют крайне редко. Но в некоторых компаниях эстимации нет вообще, поэтому такой вариант подходит, скорее всего, на все 100%. И еще есть такой метод процентного распределения. Это когда у нас, к примеру, каждый этап разработки, нашей, скажем так, модели разработки, как мы с вами помним, это может быть идея, анализ требований, сбор требований, разработка, тестирование, эксплуатация, вывод из эксплуатации. И получается, на каждый из этих этапов нашей разработки закладывается какое-то соотношение по времени процентное. То есть, к примеру, у нас на разработку будет уходить, скажем так, 30% времени, на тестирование 20% времени, на анализ требований и сбор требований 10% времени и так далее, согласно тому, как у нас это было заложено и устроено на проекте. И потом мы уже берем наш процесс тестирования и уже раскладываем так называемый CTLC, то есть это цикл тестирования нашего продукта. Опять же, там есть тоже определенные этапы: анализ требований, написание тестовой документации, тестирование. И мы на каждый из этих этапов, опять же, закладываем из того времени, которое мы рассчитали согласно общему, то есть эти 20%, мы раскладываем также процентное соотношение на каждый из этих этапов из нашего тестирования. То есть это тоже такой относительный метод эстимации и оценки трудозатрат. Поэтому мы с вами сегодня более подробно поговорим про декомпозицию и про метод эстимации, основанный на 3 точках. Во-первых, как я и сказал, нам необходимо осуществить декомпозицию нашего
продукта, к примеру, либо нашей какой-то большой функциональности на более мелкие, на сабтаски. Как это делается? То есть мы, к примеру, берем наше требование, одно большое, раскладываем его на определенные проверки. То есть, к примеру, у нас есть требование, что юзер может залогиниться в систему, только используя латиницу. И мы должны это как-то проверить. Пишем наши проверки, позитивные и негативные, к примеру. То есть мы вводим либо только латиницу, негативная проверка, мы вводим кириллицу, либо мы вводим кириллицу и латиницу, мы вводим числа и так далее. Мы разбиваем вот эти все проверки, наши тест-кейсы первые. И так мы делаем для каждого требования, для которых мы хотим осуществить нашу эстимацию, нашу оценку трудозатрат. Как это может выглядеть, я вам сейчас покажу табличку. Есть так называемая табличка Work Breakdown Structure. Ее вы можете найти на сайте Guru99. Я уже не раз говорил вам про этот хороший бесплатный ресурс, где есть много информации про тестирование программного обеспечения. И там есть этот шаблон. Я обязательно оставлю ссылку на данную статью. Сначала у нас идет так называемый первый уровень, это какая-то фаза. У вас это может быть просто название вашего требования. Дальше идут таски. То есть это ваши проверки. Если эти проверки мы можем разбить еще на более мелкие проверки, то мы также их разбиваем. И так делаем до того момента, пока не закончится источник и потенциал для нашей декомпозиции. И после этого, к примеру, может быть такой столбик, как назначен на такого-то специалиста, когда он это начал делать, когда закончил. Если, к примеру, мы хотим все-таки на основании какого-то опыта предыдущего составить таблицу для эстимации и использовать ее в дальнейшем, чтобы мы могли более точно и конкретно рассчитывать время, которое мы потратим на, к примеру, исполнение, выполнение, написание того или иного тест-кейса, на выполнение самой проверки, на то, сколько мы по времени затратим на написание баг-репорта, на ретест, на регрессионное тестирование. То есть все мы это можем делать в этой табличке. И на основании этого мы пишем, когда мы это начинаем, когда заканчиваем, какие-то наши комментарии, и получаем конкретное конечное число, которое в дальнейшем мы просто суммируем и используем для нашей эстимации. То есть мы можем использовать такую табличку. Я же вам покажу, как это сделать проще. Давайте вернемся к нашим интеллектуальным картам. То есть мы с вами определились, что мы на первом этапе осуществляем декомпозицию. Нам нужно вычленить какие-то отдельные требования и то количество проверок, которые мы будем осуществлять, негативных и позитивных. Далее нам нужно рассчитать средние затраты на один наш тест-кейс. И после того, когда мы получим оценку на один наш тест-кейс, мы посчитаем, сколько в среднем нам понадобится времени на выполнение всех тест-кейсов. То есть, к примеру, мы на первом этапе нашей декомпозиции решили, что у нас будет 30 кейсов. Далее мы считаем, сколько идет на написание одного тест-кейса. Как мы это делаем? То есть мы просто засекаем время на то, сколько заняло написание одного нашего тест-кейса. Опять же, этот расчет не самый точный, он грубоват, но все равно это намного лучше, чем использовать метод палец в небо, либо же какой-то метод, основанный на часах разработки. Поэтому мы в среднем берем то время, которое у нас идет на написание одного нашего тест-кейса. Дальше мы расписываем, сколько времени мы потратили на его выполнение. Опять же, это лучше осуществить заранее, то есть вы уже набираете какую-то базу, к примеру, с другого проекта, и сейчас у вас есть похожая функциональность, связанная с аутентификацией пользователя на данном ресурсе. И вы знаете, что на написание прошлых тест-кейсов вы потратили столько-то времени. То есть я вам советую засекать то время, которое вы тратите на написание кейсов, на написание баг-репортов, на выполнение подтверждающих каких-то проверок, на общение с другими участниками команды. И на все это лучше засекать время, если перед вами стоит задача подсчитать, сколько вы тратите времени на тестирование. После этого у нас есть уже две вот этих цифры, то есть сколько у нас времени ушло на создание нашего одного кейса, сколько времени уходит на его выполнение, и далее мы просто берем общее количество наших кейсов, их 30, как мы с вами помним, умножаем на то время, которое уходит на написание одного кейса, и на то время, которое уходит на его выполнение. И получаем, что в данном конкретном случае на данную функциональность мы потратим 300 минут именно на этап создания тестовой документации, тест-кейсов и их выполнения.
Дальше нам необходимо посчитать количество возможных дефектов, которые у нас могут возникнуть во время тестирования именно в данной функциональности, и сколько мы потратим времени на один этот дефект. С чего мы начинаем? Сначала мы должны предположить, сколько дефектов мы можем найти в той или иной функциональности. Как это делается, опять же, на основании нашего какого-то предыдущего опыта и сложности той или иной фичи, которую мы будем тестировать. То есть, если, к примеру, это будет тестирование только UI, скорее всего, дефектов там будет не так много. Но если мы говорим о тестировании какой-то сложной бизнес-логики, то мы закладываем большую вероятность возникновения данного дефекта в той или иной функциональности. В данном конкретном случае мы сделали предположение, что у нас будет 20% дефектов от всех тех кейсов, которые мы с вами пройдем. То есть всего, предположим, у нас будет 6 дефектов на вот этих 30 кейсов. Дальше мы прописываем время на оформление баг-репорта. Скорее всего, оно будет аналогично тому, которое вы потратите на один тест-кейс. Почему? Потому что у вас будет похожее количество шагов для воспроизведения, плюс ко всему вы уже будете знать, как работает та или иная функциональность, и время, скорее всего, будет совпадать. Опять же, мы с вами не говорим о каких-то точных расчетах, потому что любая эстимация – это относительный метод. К примеру, у нас будет 10 минут, как мы писали на написание одного кейса, и мы перемножаем на общее количество предположительно обнаруженных нами дефектов в этой функциональности. И дальше мы с вами должны посчитать, сколько времени мы потратим на подтверждающее тестирование, на ретест. Опять же, мы делаем с вами предположение, и в принципе такую величину обычно и используют при эстимации, что после первого ретеста нашего, то есть когда пофиксили баг, скорее всего 50% наших багов все-таки не будут закрыты, не будут пофикшены, и мы их переоткрываем. То есть мы закладываем эту величину, и потом закладываем величину, что от следующих 50% наших дефектов еще 50 будет заново открыто. То есть мы делаем какое-то предположение. Опять же, это только наш assumption по поводу того, сколько может быть дефектов. В среднем получается, что у нас будет в 2 раза больше работы, связанной с ретестом. И мы берем количество наших дефектов, 6, умножаем на 2 и умножаем на 10 минут. На время предположительное, которое мы потратим на этот подтверждающий тест. Получаем 120 минут. И последний аспект, который мы должны обязательно здесь затронуть, то есть до этого мы просто рассматривали нашу основную работу тестировщика. Оформление тестовой документации, тестирование, оформление баг-репортов, ретест. Все. Но у нас же есть и дополнительное время. То есть это может быть коммуникация с другими участниками нашей команды. Это может быть изменение наших тест-кейсов. К примеру, если мы находим какие-то ошибки. То есть мы предполагали, что данная функциональность будет работать по-другому. Не учли это, не общались с разработчиком дополнительно перед этим. Либо же у нас есть такой этап, как ревью наших тест-кейсов, когда другой участник нашей команды тестирования проводит рецензирование наших тест-кейсов и опять же находит какие-то ошибки, потому что никто не идеален, человеческий фактор здесь никто не отменял, и всегда будут какие-то мелкие ошибки, и необходимо делать какие-то доработки в наших тест-кейсах. То есть это время мы опять же сюда можем заложить. Опять же, это может быть подготовка наших каких-то сборок, билдов, опять же, какие-то дополнительные митинги могут быть, собрания, и все-все-все вот это мы должны заложить здесь. Чаще всего берут среднюю такую величину, как 30% от того времени, которое мы заложили на нашу основную деятельность. То есть за вот это вот все, если мы это все сплюсуем и умножим на 30%, то мы получим то время, которое у нас уходит на риски и на дополнительное время, которое не связано с нашей основной деятельностью. И после этого, когда мы с вами получаем все вот эти числа, мы должны их попросту сложить между собой. То есть мы берем наше время, которое мы тратим на написание и выполнение тест-кейсов, берем время, которое мы тратим на оформление наших баг-репортов и их ретест. Ту сумму, которая у нас получилась, это 780 минут, мы умножаем на 30% и получаем 234 минуты, которые мы заложили на риски. И после этого мы все это дело можем
просуммировать и получаем величину примерно 17 часов. То есть 17 часов мы потратим на полное тестирование данной конкретной функциональности с учетом рисков. И это число мы доносим менеджменту, либо если это сам менеджер делал, то есть он это просто заполняет в какую-то необходимую форму для общей эстимации того времени, которое потратят на выполнение разработки, тестирования и всего остального, что связано с данным проектом. Но еще есть такой метод, как three-point estimation, то есть эстимация на основании наших 3 точек. Как я уже сказал, у нас есть 3 величины. Это некий оптимистичный исход по времени, когда у нас нет никаких рисков, мы работаем нашу основную работу, скажем так, выполняем наши задачи. Есть пессимистичный исход, когда, к примеру, у нас есть и дополнительное время, и какие-то риски, связанные с тем, что кто-то заболел, и все остальное. То есть все сложилось крайне плохо для процесса нашего тестирования. И некоторое среднее значение, когда у нас есть дополнительное время, часть каких-то рисков, и это, скажем так, самый ожидаемый вариант того времени, которое мы потратим на тестирование. Но перед тем, как нам посчитать по вот этой волшебной формуле, сколько времени мы потратим, нам необходимо будет провести все то же самое, что мы с вами проводили в методе оценки трудозатрат на основании тест-кейсов. То есть мы это все должны изначально посчитать. И теперь мы просто подставляем те числа, которые у нас получились в этом расчете. То есть 13 часов – это наша основная работа. Как я уже сказал, без какого-то дополнительного времени, без наших рисков, вообще относительно никаких, это будет 12 часов. То есть если мы с вами посмотрим, мы с вами считали, что у нас здесь есть 234 минуты, заложенные на риски на дополнительное время, мы их просто отнимаем и получаем наши 13 часов. Далее мы берем то время, которое мы посчитали с теми рисками и с дополнительным временем, которое у нас было в методе by test cases. Это получается наши 17 часов. И, предположим, еще дополнительные риски мы закладываем в пессимистичное время. К примеру, заболел один из членов нашей команды тестирования. Все это дело мы складываем между собой. И не забываем, что перед, скажем так, наиболее ожидаемым, средним нашим временем мы ставим еще повышающий коэффициент 4. Все это мы перемножаем и делим на 6, так как у нас получается всего 6 частей. Получается средняя 16,8, то есть примерно те же самые 17 часов мы и получаем, которые у нас были в случае, если у нас все пройдет с некоторыми рисками и дополнительным временем, которые мы заложили с вами в этом методе. И мы с вами не должны забывать еще про стандартное отклонение. Как оно считается, берется просто наше пессимистичное время и отнимается от него оптимистичное время и делится на 6. Получается 1,2. И конечное число, которое пойдет в нашу итоговую документацию, связанное с оценкой трудозатрат, будет 16,8 плюс-минус 1,2. То есть мы потратим в диапазоне от 15,6 до 18 часов время на наше тестирование. То есть вот эти две наши методики на основании 3 точек и на основании тест-кейсов являются наиболее точными. И если вдруг вас спросят на собеседовании, как мы можем провести эстимацию, оценку трудозатрат, связанных с тестированием, вы теперь без проблем можете назвать все те методики, которые мы с вами сегодня рассмотрели, с наибольшим уклоном в эстимацию на основании 3 точек и на основании тест-кейсов. И если вдруг вам придет тестовое задание, где также нужно будет рассчитать время, которое вы потратите на тестирование, опять же, вы можете использовать вот эти 2 методики, о которых мы с вами поговорили более подробнее сегодня. Также меня часто спрашивают, использую ли я какие-то вещи, о которых рассказываю на своих уроках, на своих видео в своей работе. Поэтому считаю должным сказать, что оценку трудозатрат в своей работе как на предыдущие, так и на текущие я не использовал. Для меня это все равно больше относится к менеджменту. Если вдруг, к примеру, меня спросят или попросят написать эстимацию, проблем с этим не должно возникнуть. То есть, как вы видите, ничего сложного в этом нет. Но это не та деятельность, с которой я сталкиваюсь каждый день. Возможно, в вашей компании этот процесс налажен, и от вас будут требовать также написания данных видов документации. Надеюсь, что этот урок был вам полезен. Не забывайте
поддержать это видео своим лайком, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать выход новых полезных материалов на данном канале. Пишите свой комментарий, либо вопрос, а все полезные ссылки, как обычно, я оставлю в инфобоксе. Вы сможете их изучить, прочитать более подробно о тех методах эстимации, о которых я сегодня не рассказывал, либо о которых я рассказывал только в 2 словах, и попробуйте что-нибудь проэстимировать самостоятельно. А на этом у меня все. Милости прошу к нашему шалашу. Пока! Привет, YouTube! В ходе нашего основного курса и каких-то дополнительных уроках либо видео на моем канале мы с вами не раз говорили о различных видах тестовой документации, будь то тест-кейсы, чек-листы, баг-репорты, но ни разу не обсуждали с вами такие тестовые артефакты, как тест-стратегия, тест-план и отчет о тестировании. Часто ко мне обращаются с вопросом: Артем, подскажи, пожалуйста, где можно найти хорошие шаблоны данных тестовых артефактов, вообще что они из себя представляют, как их составлять. Поэтому я решил, что в конце года необходимо закрыть этот незакрытый гештальт и рассказать вам немного про данные виды тестовых артефактов. На самом деле у меня не так много информации, связанной именно с этими тестовыми артефактами, так как на своей работе я практически с ними не сталкиваюсь, если только с отчетом о тестировании в конце итерации, но все, что знаю и какие ресурсы можно использовать для поиска необходимой информации, а также шаблоны данных тестовых артефактов, я вам сегодня покажу. Начнем, пожалуй, с тест-стратегии и тест-плана, так как эти 2 тестовых артефакта между собой очень связаны, но у них есть некоторые отличия. Начнем с тест-стратегии. Во-первых, поговорим о видах нашей тест-стратегии. Это может быть либо какой-то отдельный документ, либо тест-стратегия может являться частью нашего тест-плана. Если это какой-то отдельный документ, то, по сути, если не углубляться в подробности, то это высокоуровневый тест-план. Дальше я более подробнее расскажу, что это значит. Когда мы говорим про часть тест-плана, то тест-план – это уже более низкоуровневый документ, и внутри него есть отдельная глава, отдельный пункт, который посвящен именно тест-стратегии. Опять же, как это реализовано в самом тест-плане, мы поговорим с вами чуть дальше. С чего вообще начинается составление нашей тест-стратегии? Самое первое – это сбор информации. То есть переходим с вами к этапам. Сбор информации – это, по сути, общение с нашими стейкхолдерами, общение с нашим заказчиком, общение с бизнес-аналитиком, чтение документации, какое-то исследовательское тестирование, исследование нашего продукта, о том, как устроен, либо будет устроен наш продукт, и в дальнейшем использовали эту информацию для создания именно вот этого тестового артефакта, такого как тест-стратегия. После того, когда мы получаем большущий такой объем информации из различных источников, нам необходимо провести ее анализ. В принципе, как обычно, мы это делаем с требованиями. То есть мы выбираем наиболее важные для нас вещи, наиболее основные, делаем некоторую такую выборку, сужаем этот скоп задач, с которыми мы будем уже работать непосредственно в рамках процесса тестирования. После этого мы принимаем ряд решений. Решений, связанных с тем, какие виды тестирования мы будем использовать в рамках тестирования нашего продукта. То есть у нас уже есть какая-то информация, какие-то требования, мы знаем основные модули, которые у нас будут реализованы в том или ином продукте, в том или ином виде, и мы знаем на основании нашего предыдущего опыта, какие виды тестирования мы можем использовать в рамках текущего тестирования текущего продукта. И такой необязательный этап, как презентация. То есть после того, когда мы собрали какую-то информацию, проанализировали ее, приняли решение по поводу того, как мы это будем тестировать, собрали это в какой-то высокоуровневый документ, без лишней детализации, мы можем это презентовать, к примеру, менеджменту, либо нашей команде, разработчикам, тестировщикам, бизнес-аналитику, либо нашему заказчику, в зависимости от тех целей, которые преследуют данный тестовый артефакт внутри вашей компании и согласно тем процессам и тем договоренностям, которые существуют внутри вашего проекта.
Кто обычно составляет тест-стратегию? Вот эти 3 вида документов, о которых мы с вами говорили, чаще всего составляет менеджер, либо сеньор-специалист. Также это могут делать и рядовые тестировщики. К примеру, если у них уже есть некоторая экспертиза в данном продукте, либо в сходном продукте, в сходных функциональностях, и в этом тестировщике уверены, что он может действительно проанализировать информацию, написать хорошую тест-стратегию, тогда это задание дают ему. То есть это тестировщики, начиная с уровня middle и выше. Но, опять же, если мы говорим про какие-то маленькие компании, то может случиться такое, что вы будете единственным тестировщиком на проекте, даже будучи джуном. То есть вы просто приходите на проект, и вам говорят: а давай-ка ты, Артем, напиши тест-стратегию, а еще потом тест-план, и ты будешь еще делать отчеты по тестированию. А еще, если мы с вами вспомним наш прошлый урок, наше прошлое занятие, ссылка на которое появится сейчас вверху, сделай-ка нам еще и эстимацию, и вот будешь такой молодец. То есть такое тоже бывает, когда ты один тестировщик на проекте. И здесь ты уже никак не отвертишься, потому что нет менеджера, нет каких-то более старших товарищей, и тебе необходимо будет создавать все вот эти тестовые артефакты. Что в себя включает тест-стратегия? Это может быть цель нашего тестирования, то есть согласно той информации, которую мы получили, мы вообще узнаем, для чего создан этот продукт, как мы должны его тестировать, какие цели мы преследуем, к примеру, определенным видом тестирования, то есть почему мы проводим здесь тестирование безопасности, почему мы здесь проводим тестирование производительности. Мы это можем все включить в цель тестирования. Также содержится какая-то общая информация о нашем продукте, перечисляются все виды тестирования без какой-то детализации, скажем так, каким-то другим функциональностям, если мы говорим про тест-стратегии для нашего общего продукта. То есть мы точно знаем, что мы будем использовать smoke, регрессию, ретест, какие-то виды функционального, нефункционального тестирования, без какой-то спецификации согласно тому, какие у нас вообще будут фичи реализованы в этом продукте. То есть мы не делаем какое-то соотношение, какую-то корреляцию с отдельной фичой. Мы говорим о всем продукте в целом. Конечно, иногда тест-стратегию могут использовать и для какой-то отдельной функциональности, либо для отдельного модуля, но это уже, наверное, частный случай. Чаще всего мы говорим про то, что тест-стратегию используют именно для нашего общего продукта, чтобы мы сформировали некоторое представление о тестировании всего нашего продукта и донесли эту информацию до заказчика, до менеджмента, либо для других участников нашей команды. Это тест-стратегия. Если мы говорим про тест-стратегию в рамках нашего тест-плана, опять же, там, скорее всего, вот эти все части будут повторяться, и больше упор будет сделан именно на виды тестирования, которые мы будем использовать в рамках тестирования какой-то уже определенной фичи, либо тестирования в рамках какой-то определенной итерации. То есть тест-план — это уже более такая низкоуровневая документация, низкоуровневый тип этой документации, где мы уже более детально описываем все вот эти моменты. И давайте я вам покажу, как это может выглядеть на примере. Вот я нашел в интернете пример тест-стратегии, которая, возможно, немного не вяжется с тем, о чем я вам говорил ранее, но здесь тест-стратегия сделана в виде такой экселевской таблички, где у нас прописаны наши объекты системы и действия, которые мы можем осуществлять в этой системе. Дальше прописана уже та стратегия. То есть, к примеру, данный объект, он действительно важный. Мы будем таким-то образом его тестировать, использовать такой вид тестовой документации. Потом далее прописаны действия для данного объекта. И опять же расписано, что мы можем здесь использовать. Следующие столбики — это уже виды наших тестов, виды нашего тестирования, которые мы можем использовать, функциональные тесты и нефункциональные тесты. То есть для каждого объекта и действия расписаны те виды тестирования, которые мы можем использовать. Также здесь, как вы видите, есть еще приоритизация нашего тестирования, то есть что мы должны тестировать в первую очередь и на что мы должны обратить внимание. И также здесь у нас есть линки на все наши тесты, которые мы прописаны, и статусы этих тестов. То есть таким образом тест-стратегия может выглядеть и так. То есть здесь наглядно у нас видно, какие у нас есть приоритеты, степень готовности тестов, виды тестирования, которые мы будем использовать, важность каждого этого объекта и действия для нашей системы. Все наглядно, все замечательно. Либо же это может быть просто вордовский документ, опять же, где будет расписаны все те аспекты, которые мы с вами обсудили немного ранее, когда я говорил про тест-стратегию. Ссылку на
данный шаблон я вам, конечно же, предоставлю, как обычно в инфобоксе. Возвращаемся к нашему майнмапу и теперь поговорим о тест-плане. Здесь мы будем говорить, конечно же, дольше. Опять же, кто составляет наш тест-план? Это может быть либо менеджер, как я уже говорил ранее, либо рядовой тестировщик от уровня middle, либо выше, либо же, как я уже опять же говорил, если вы один тестировщик на проекте, то даже джуну могут создать тест-план. Тест-план уже более детализирован, он прописывает, опять же, весь скоуп наших задач в рамках тестирования, но уже, к примеру, какой-то определенной фичи, либо же в рамках определенной итерации, и там уже более подробнее расписываем все те активности, которые мы будем выполнять в рамках процесса тестирования. Существует 3 вида наших тест-планов. Есть мастер-тест-план, есть детальный тест-план и план приемочных испытаний. О мастер-плане и детальном плане мы поговорим с вами более подробно, а вот план приемочных испытаний – это просто план тех тестов, которые будет выполнять уже, к примеру, наш заказчик на этапе приемочного тестирования. То есть это и будет наш план приемочных испытаний. И если мы с вами говорим про мастер-план, то это более высокоуровневый документ, который служит для всех участников одного проекта. То есть там какая-то содержится статичная информация о нашем проекте и о том тестировании, о процессе, который у нас осуществляется в рамках данного проекта. То есть это может быть общая информация о проекте, это может быть перечень всех видов тестирования, это может быть состав всех наших команд на проекте в этом тест-плане, и также прописывается те окружения, на которых мы работаем. То есть таким образом создается такой вот общий документ для всех участников, всех команд на нашем одном проекте. Детальный план, в принципе, из названия уже понятно, что он более детализирован, он создается уже для каждой конкретной команды, потому что на проекте у нас может быть несколько тестовых команд. Также он может создаваться для каждой итерации, для каждого релиза. И он намного более детализирован, чем наш мастер-план. И уже информация в нем не статичная, и она более видоспецифична для той части нашего продукта, который тестирует определенная команда. То есть этот детальный тест-план интересен для какой-то отдельной команды, а мастер-план просто общий такой документ, в котором содержится общая информация для всех участников, чтобы они были в контексте того, чем вообще занимаются ребята на проекте и о чем вообще данный конкретный продукт. Что может быть внутри нашего тест-плана, когда мы говорим именно о детальном тест-плане, потому что в рамках мастер-плана такая детализация не нужна. Опять же, прописываются виды нашего тестирования, то есть абсолютно все, что мы будем использовать в рамках процесса тестирования, к примеру, в этой конкретной итерации или для этих конкретных функциональностей. Приоритет тестирования, опять же, мы с вами об этом уже говорили, когда я показывал вам тест-стратегию, вот этот экселевский файлик, то есть там могут быть прописана последовательность выполнения наших тестов для определенных функциональностей. Если мы, к примеру, хотим доставить эту функциональность самой первой до заказчика, то мы должны ее и разработать, и протестировать самой первой. Также там могут прописываться, к примеру, аспекты, связанные с тем, что мы должны автоматизировать в первую очередь. К примеру, мы должны автоматизировать в первую очередь наши смоки, то есть дымное тестирование и регрессию. То есть, опять же, мы это прописываем. А все остальное мы автоматизируем уже после. Также там может быть стратегия тестирования, и она там должна быть. Опять же, чаще всего это просто перечисление всех видов тестирования, которые будут использоваться в рамках именно тест-плана. Что должно быть в этой стратегии тестирования. Количество наших окружений, то есть это может быть наше окружение, где работают только наши разработчики, это dev, где работают тестировщики, наша какая-то стабильная версия stage и prod. То есть, опять же, мы здесь это все расписываем в тест-плане. Задачи наших тестировщиков, что они должны делать. К примеру, тестировщики не должны посещать какие-то определенные митинги. Тестировщики только тестируют, они не общаются с заказчиком. Тестировщики работают в другой бактрекинговой системе. То есть, все это расписывается в задачах тестировщика, потому что в некоторых проектах тестировщики могут быть сильно ограничены. Тестовая документация, я думаю, здесь все просто, расписывается та тестовая документация, которая используется в рамках работы внутри этой команды, будь то чек-листы, либо тест-кейсы.
Может быть расписано также, почему именно для этой итерации мы выбрали тест-кейсы, а вот в прошлую итерацию у нас были чек-листы. То есть такое тоже может быть. Техники тест-дизайна, опять же, там доменное тестирование здесь будет использоваться, либо state transition, либо попарное тестирование. И опять же пару слов о том, почему именно в рамках данной итерации используются именно эти техники тест-дизайна. Также может быть расписан бэктрекинг, в котором мы работаем, и какие-то специфические аспекты процесса внутри этого бэктрекинга. То есть, к примеру, что у нас есть такой жизненный цикл у дефекта, что баги попадают в наш бэктрекинг в статусе не open, а new, к примеру. То есть все, опять же, здесь мы можем расписать. Критерии начала и окончания нашего тестирования, опять же, там может быть расписано, если мы говорим про критерии начала, что мы берем в работу какую-то user story, чтобы ее протестировать, когда она находится в статусе ready for testing. Такое тоже бывает. Это критерий начала нашего тестирования. Либо же, когда у нас user story попала в какой-то определенный билд, на какой-то определенный stage environment, например. Здесь это может быть расписано. И окончание тестирования, когда мы заканчиваем наше тестирование. Что это может быть? Как пример, мы заканчиваем наше тестирование, когда у нас не осталось багов с severity critical, либо где у нас priority багов больше 2. Тогда мы заканчиваем наше тестирование. То есть это все, опять же, на откуп вашего процесса, на организации, на менеджменте, на пожеланиях заказчика. Все это тоже может быть учтено и должно быть учтено в нашем тест-плане. Инструменты для работы, если это бэктрекинг, возможно, кто-то использует Jira, кто-то использует Azure DevOps, кто-то использует Excel-евские таблицы. Если мы говорим про тестирование производительности, что мы используем, к примеру, JMeter. Если мы говорим про тестирование безопасности, Pursuit и так далее. Мы прописываем все инструменты, которые мы будем использовать в рамках данного тестирования. И какие-то оценки качества и метрики, опять же, здесь могут быть указаны. К примеру, это может быть такая метрика, что продукт считается качественным, когда у нас нет critical багов. Такая метрика. Либо же продукт считается протестированным, когда у нас все user story протестированы, и в каждой конкретной user story у нас один баг с severity trivial, к примеру. Все что угодно. Опять же, это определяет менеджмент, это определяет тот процесс, который у вас установлен внутри компании, и это все мы можем использовать. И давайте с вами посмотрим, как это может выглядеть на практике. Существует два распространенных темплейта согласно разным стандартам. Один из них это стандарт IEEE 829, и есть вот такой вот шаблон, где мы прописываем наш какой-то идентификатор нашего тест-плана, введение, тест-айтемы, то есть это наши какие-то артефакты, требования, спецификации, дизайн-спецификации, юзер-гайды, мануалы, процедуры, все это здесь также расписано. Те фичи, которые мы будем тестировать, мы здесь расписываем. Фичи, которые мы не будем тестировать, к примеру, в рамках данной итерации. Подходы, которые у нас будут использоваться в рамках данного конкретного тестирования. Как я уже сказал, критерии входа, критерии выхода, когда мы начинаем тестирование, когда мы его заканчиваем. Что мы должны доставить из тестовых артефактов по окончанию тестирования. Тоже прописан там тест-план, тест-дизайн спецификации, тест-кейсы, тест-процедуры, логи, репорты, инцидент-репорты. То есть все это также здесь прописано. Информация о наших тестовых тасках, задачах. Информация об окружении. Responsibility, то есть наши какие-то ответственности. И, если необходимо, обучение нашего персонала и тот персонал, который будет работать в рамках данного конкретного тестирования. И расписание. Также могут быть прописаны риски и процедура того, как мы лицензируем и подтверждаем, что все прошло у нас хорошо. То есть это один из таких шаблонов. Как видите, документ получается достаточно объемный. И второй шаблон на основании RUP, доковский документ, наш темплейт, как он заполняется. Как вы видите, здесь есть информация о наших ревизиях, то есть когда мы вносим какие-то изменения в наш тест-план, если у нас более или менее он статичный, либо мы его постоянно обновляем. И дальше идет информация стандартная для нашего тест-плана, то есть цель нашего тестирования, скоп наших задач,
документация, которая у нас используется, требования к тестированию. Дальше вот идет наша тест-стратегия, где я уже говорил, может быть прописано те виды тестирования, которые мы будем использовать в рамках данного конкретного тест-плана, в рамках данного конкретного процесса тестирования. Здесь все подробненько расписано. Не бойтесь, я вам оставлю обязательно ссылки на эти шаблоны, и вы сможете с ними ознакомиться. То есть здесь вот все это посвящено именно тестированию и видам. Тулы наши, какие-то инструменты, которые мы будем использовать. Ресурсы, роли. Опять же, прописаны те роли, которые есть у нас на проекте, и responsibility, которые к ним относятся, что они должны делать. Информация о нашей системе. Какие-то майлстоуны прописаны. То есть, опять же, мы делаем какую-то эстимацию, когда мы там планируем тестирование, создаем наши тест-кейсы, проводим тестирование. Сколько усилий, скорее всего, здесь будет именно то время, которое мы потратим. И когда мы это начали, и когда закончили, видимо, фактическое. Какие у нас будут доставки, что мы должны вообще доставить после нашего тестирования, какие тестовые артефакты. И какие-то дальше идут приложения к этому документу. То есть таким образом также может выглядеть наш тест-план. Но, как вы заметили, наш тест-план в таком случае получается довольно объемный, и время на его создание, а потом еще и поддержку огромное. Поэтому иногда на проектах договариваются эти тест-планы упрощать. Идеальный вариант, когда у нас тест-план располагается на одной странице. Опять же, это более применимо для тест-планов, которые, к примеру, создаются для определенной итерации, либо для определенных функциональностей. Тогда просто берется вот такой вот шаблон, где мы прописываем название нашего тест-плана, кто его создал, какое-то введение, ресурсы, скоп наших задач, что входит в них, что в них не входит, новые функциональности, которые будут протестированы, другие виды тестирования, инфраструктура, опять же, наши какие-то инструменты, окружение и риски. И тогда на одну страницу мы размещаем краткий, емкий тест-план без лишнего времени. Но опять же, если есть такая договоренность. Если все-таки ваш, к примеру, заказчик хочет, чтобы у вас был действительно прописан огромный тест-план, подробный, согласно тем требованиям, которые прописаны в стандартах, тогда вы, конечно, от этого не отвертитесь. Плюс ко всему, в некоторых компаниях все-таки применяют подход, взятый из стандартов, и опять же придется писать такие огромные таламуты, назовем их так. Также еще как могут выглядеть тест-планы, например, в виде такого дэшборда. Опять же, здесь все повторяется, разделяется наша страница на определенные блоки и расписывается все то же самое, о чем мы с вами сегодня уже проговорили. В Trello еще иногда ведут тест-планы. То есть все для вашего удобства. Если у вас какая-то гибкая методология, и действительно менеджмент позволяет упрощать эти тест-планы, то пользуемся такими инструментами. Не нужно усложнять себе работу, потому что, как я уже сказал, написание и поддержание тест-плана очень времязатратное. И напоследок давайте с вами поговорим еще об отчете о тестировании. Я думаю, понятно из названия, что отчет – это некий документ, результирующий, который показывает нам то, как прошло наше тестирование в рамках какого-то определенного временного промежутка. Существует несколько типов наших отчетов. Есть промежуточные отчеты и финальные. Промежуточные бывают, к примеру, недельные, дневные, месячные, версионные, итерационные. Например, у меня на работе используется именно итерационный отчет, когда по окончанию итерации мы заполняем определенного вида шаблон и высылаем нашему менеджменту, продукт-оунеру, представителям заказчика эту информацию, чтобы они были в курсе, как прошла данная итерация с точки зрения тестирования, какой продукт, инкремент им был доставлен, какое промежуточное качество этого продукта, какие, например, user story перешли в следующую итерацию, что они должны вообще ожидать в дальнейшем, какие-то наши планы. Мы дальше с вами поговорим более подробнее о частях отчета, но сейчас просто запомните, что есть вот эти промежуточные отчеты, в зависимости от того, как у вас устроен процесс, они могут быть ежедневные, либо недельные, либо месячные, либо итерационные, скажем так. И есть некий финальный отчет, когда мы уже заканчиваем полностью работу над нашим продуктом, и мы делаем такой большущий отчет, связанный с общим качеством нашего продукта, чего мы вообще добились,
в каком состоянии мы передаем этот продукт, к примеру, саппорту, либо заказчику, к чему он, опять же, должен быть готов. Потому что не всегда мы можем отдать продукт, в котором закрыты абсолютно все баги. То есть есть договоренность, к примеру, что мы отдаем продукт уже, в котором остались баги medium, либо low, и заказчик про это знает, он ставит свою подпись и говорит о том, что да, я согласен, что такие багульки у нас остаются в системе. Это все контрактные взаимоотношения, в которые мы с вами сейчас не влазим. Просто знайте, что есть еще и финальные отчеты по окончанию вообще всего процесса разработки того или иного продукта. И что может включаться в наш отчет? Стандартный такой формат – это состав нашей команды, то есть прописываются все тестировщики, возможно, их роли на проекте, позиции и чем они занимались. К примеру, за какой вид тестирования они отвечали. Сроки, опять же, если мы говорим про отчет по итерации, то мы пишем, что этот отчет был создан в конце итерации, которая длилась 2 недели с такого-то по такое-то число. Если это ежедневный отчет, то мы в конце дня просто высылаем отчет о том, как прошла наша работа. Но ежедневные отчеты, я думаю, сейчас не так сильно распространены, так как все-таки написание такого вида тестовой документации занимает большое количество времени, и этого времени не так много. Также в этом отчете содержится описание процессов тестирования. Опять же, все виды тестирования, которые мы проводили, может быть прописано количество тех тест-кейсов, которые мы прошли. Дальше идет информация о том, какие тест-кейсы мы обновили, в каком количестве. Опять же, может браться цифра из предыдущего отчета и показывается в динамике, как это происходит. Могут быть какие-то графики. И обычно все-таки в отчетах это все должно быть красиво и визуально оформлено, чтобы не нужно было читать лишние буковки, а человек, который его увидел в первый раз, смог визуально оценить, как вообще прошла данная итерация, и посмотреть в динамике вот эти какие-то статистические особенности и особенности метрик. Процент наших пройденных кейсов, как я уже сказал, если мы нашли какие-то критичные баги, мы их опять же прописываем в нашем отчете, если это оговорено. Возможно, есть такая договоренность, что будут прописаны только те баги, которые мы не закрыли, и они ушли в следующую итерацию, либо мы прописываем вообще все баги, которые были обнаружены в рамках данной итерации. То есть, опять же, все зависит от того, какой шаблон у вас применяется в рамках вашей компании, вашего проекта, или какой, к примеру, шаблон предоставил вам заказчик. Если мы проводим какое-то регрессионное тестирование, то также могут быть прописаны результаты данного регрессионного тестирования по аналогии со всем остальным, что я рассказал выше, и, возможно, какие-то планы. Но, опять же, сделаю здесь такую ремарку, что планы прописываются только для промежуточных отчетов. Когда у нас уже какой-то есть финальный итоговый отчет, понятно, что планов у нас уже никаких не будет в рамках этого тестирования, в рамках данной модели разработки, потому что она, по сути, уже закончилась, и мы просто передаем какой-то финальный отчет, фидбэк о том, что вообще происходит на данном этапе с этим продуктом. И давайте посмотрим на примерах, как это может выглядеть. Я нашел несколько шаблонов, которые мы с вами сейчас обсудим и посмотрим на структуру этих отчетов. Вот, например, Performance Lab. Как обычно, не волнуйтесь, все ссылки на данные примеры я оставлю в инфобоксе. То есть это отчет по результатам нашего тестирования какого-то сайта, таким-то количеством функциональных регрессионных тест-кейсов, содержится наше какое-то оглавление, краткое описание о том, как у нас вообще проходил наш процесс тестирования. И дальше прописаны, к примеру, все наши тест-кейсы, которые мы проводили, и их результаты. Как мы видим, у нас 2 проверки зафейлились, прошли отрицательно, как обычно в нашем любимом браузере Internet Explorer. И вот в таком виде этот отчет у нас и создается. Просто прописаны все наши тест-кейсы, их названия, как они прошли. Можете потом на досуге все это прочитать. И в конце у нас содержится вот такая вот диаграмма, где у нас прописан реализованные ли функциональности, положительно ли прошли наши тесты, отрицательно. То есть есть такая вот диаграммка. Выводы по результатам этих испытаний и какое-то приложение, где у нас прописаны те дефекты, которые мы обнаружили в рамках данного процесса тестирования с их критичностью. То есть таким образом может, в принципе, выглядеть ваш тестовый отчет. Еще один шаблон, скажем так, такого отчета — это просто какая-то табличка в Excel, отдельный листик, где у нас прописан, опять же, отчет о тестировании, пишем название, релиз, итерация, номер
рекомендации, то есть, к примеру, если у нас очень много каких-то критичных багов, и у нас есть такая метрика, что если у нас там, к примеру, 20% критичных багов, то мы не допускаем данный продукт в прод. Обоснуем, почему мы это решили, что мы не допускаем, к примеру, данный продукт. Прописываем наше окружение, операционные системы, общая информация о тестировании, какие фичи были протестированы, общая информация багов и статистика по приоритетам наших багов. И какие-то проблемы, вопросы, предложения QA. То есть таким образом тоже это может быть реализовано. Все на ваш откуп. Шаблонов по написанию как отчетов по дефекте, так и тест-планах, так и тест-стратегий достаточно много в интернете, поэтому те шаблоны, которые показал я вам сегодня, я обязательно размещу в инфобоксе, вы сможете с ними ознакомиться, но также можете самостоятельно поискать что-то дополнительное в интернете. И не забывайте, что для каждой конкретной компании, для каждого конкретного проекта, для каждой конкретной команды эти шаблоны могут отличаться на корню. Поэтому всегда спрашивайте на своем рабочем месте, когда вы приходите в компанию, какая тестовая документация у вас используется, где я могу ознакомиться с шаблонами, если до этого вас с ними не ознакомили. На этом у меня, пожалуй, все. Большое спасибо за просмотр. Буду рад вашей подписке, лайку, комментарию. Не забываем нажимать на колокольчик. А на этом у меня все. Милости прошу к нашему шалашу. Пока. Привет, YouTube! Ну что же, хочу вас поздравить, наконец-то этот день настал. Мы с вами заканчиваем базовый курс для тестировщиков, тестировщик с нуля, на такой теме, как Agile. И рассмотрим сегодня более подробно один из самых популярных фреймворков, который используется в Agile, это Scrum. Также существует еще ряд других, на них мы сегодня не будем делать акцент. Если вам интересно узнать что-то более подробнее про них, то мы можем поговорить об этом на следующих занятиях. Итак, что же такое вообще Agile? Agile — это набор методов и принципов гибким управлением проектами. Назовем это так. Мы с вами помним основные методологии и модели разработки программного обеспечения, которые мы рассматривали уже очень-очень давно на одном из самых первых уроков, посвященной теме тестирования с нуля. Сейчас вверху появится как раз ссылка на этот урок. То есть мы говорили с вами о водопадной модели, о V-модели, об итерационных моделях. Вот как раз-таки итерационная модель и является основополагающей, скажем так, в скраме, в этом фреймворке. Чем же хороши вот эти гибкие методы в управлении проектами? Как мы с вами помним, водопадные модели, все этапы разработки шли друг за дружкой. То есть сначала, к примеру, был сбор идей, написание требований, потом шла разработка, потом шло тестирование. И мы не могли вернуться на предыдущий этап, если мы уже находимся на каком-то из них. То есть мы должны были обязательно начинать все с самого начала. Чем хороши вот эти гибкие методы? Тем, что мы можем изменять наши требования, мы можем возвращаться к предыдущим этапам нашей разработки программного обеспечения без вот этой вот взаимосвязи с другими этапами. Поэтому в 2001 году 17 разработчиков собрались где-то на курорте, если я не ошибаюсь, то ли в Канаде, то ли в Америке, и собрали все свои замечания по поводу того, как они работают именно с гибкими методами в разработке. И написали так называемый Agile Manifest. В этом Agile Manifest существует 4 основополагающих ценности, которые и стали прародителем дальнейших вот этих вот всех фреймворков и вообще самой системы Agile. Первое, то что люди и взаимодействие важнее процессов и инструментов. Что это значит? Например, если в вашей команде есть какие-то принципы, к примеру, структуры, инструменты, условия, которые могут помешать вашей работе, то от них нужно избавиться. Самое главное, что люди должны сами выбирать способ этой организации, набор каких-то процессов, инструментов, и именно эти инструменты и процессы должны помогать работе, а не мешать ей. Поэтому мы в первую очередь обращаем внимание на людей и взаимодействие. Но сразу хотел бы отметить тот факт, что даже мы говорим, когда что что-то важнее чего-то,
мы не забываем про то, что процессы и инструменты все равно должны присутствовать в нашем управлении проектами, и мы без них все равно не сможем как-то работать. То же касается и остальных пунктов. Например, следующая ценность – то, что работающий продукт важнее исчерпывающей документации. То есть это не значит, что у нас вообще не должно быть никакой документации на проекте, но эта документация не должна быть избыточна, и на нее не нужно тратить огромное количество времени и ресурсов. Нам главное доставить наш работающий продукт, нашу функциональность непосредственно заказчику. Это наша задача номер один. Поэтому иногда мы можем пожертвовать исчерпывающей документацией. Но опять же, без документов мы в принципе существовать тоже не можем. Следующая ценность – это сотрудничество с заказчиком, важнее согласование условий контракта. Что это значит? Опять же, не должно быть каких-то избыточных привязанностей к нашим контрактам, какой-то документации, которая регулирует наши взаимоотношения с заказчиком. То есть мы должны в первую очередь обращать внимание на то, чтобы нам было комфортно сотрудничать друг с другом. Мы не хотим портить отношения с нашим заказчиком. И любые наши документы, соглашения, контракты и прочее должны способствовать нашим положительным взаимоотношениям с клиентами, но никак не портить их. То есть вот что вложено в данную ценность. И последнее, то, что готовность к изменениям важнее следования первоначальному плану. То есть даже если у нас есть какой-то план проекта, если у нас прописаны четко какие-то требования, мы всегда должны иметь в виду, что мы со временем все равно будем вносить какие-то изменения. Даже если, к примеру, у нас была какая-то user story, которую мы там реализовали в какой-то прошлой итерации, но все равно со временем у бизнеса могут появиться другие потребности. Эта функциональность в дальнейшем может решать какие-то другие задачи. Возможно, ее нужно будет расширить. Поэтому важно помнить о том, что всегда в Agile есть изменения, и в принципе для этого была и создана эта система. Также помимо вот этих 4 ценностей, в Agile манифесте есть еще 12 принципов, но мы не будем на них более подробно останавливаться, потому что, по сути, они просто уточняют вот эти вот 4 ценности. И я обязательно оставлю ссылку на этот Agile манифест, который вы можете прочитать. Там очень подробно будет расписано все, что касается принципов, все, что касается ценностей. То есть мы с вами делаем такое небольшое овервью, смотрим на то, как эти процессы могут быть реализованы в вашей компании, какие будут церемонии, какие есть митинги, встречи, артефакты и прочее, чтобы вы просто не испугались, когда вы придете на проект и вас, к примеру, пригласят на какой-нибудь там iteration planning, либо sprint planning. То есть вы не будете уже бояться этого митинга, вы будете знать, какие задачи преследуют именно этот митинг для вас, для тестировщика, как участника команды разработки. Впоследствии вас обучат тому, как эти процессы устроены в вашей компании. То есть не всегда в компаниях используют чистый скрам. Есть какие-то улучшайзеры, например, что-то не используют в скраме, которые есть у вас в компании. Конечно, это не совсем верно, потому что мы с вами все-таки сейчас будем говорить о чистом скраме, и вот эти все модификации не позволяют говорить о том, что у вас в компании использовался именно чистый скрам. Вот, это, скажем так, первоначальные вещи, которые вы должны вообще знать про Agile манифест, принципы и ценности. Далее, как мы видим, у нас сегодня 47 айтемов, которые мы должны рассмотреть в рамках скрама, этого фреймворка, поэтому занятие, скорее всего, получится достаточно долгим. Но я думаю, что это будет полезно для вас, для того, чтобы вы в дальнейшем не боялись этого названия и этого фреймворка в своей работе. В скраме выделяют 3 таких основные части, то есть это скрам-команда, это события, которые у нас есть в скраме, и артефакты. Вот о всех мы с вами подробненько сейчас поговорим. Также есть различные метрики, которые позволяют нам оценивать эффективность работы вашей команды, эффективность каждого отдельного члена команды и позволяют делать какие-то различные репорты, отчеты для менеджмента и для вашего заказчика. Также мы с вами рассмотрим некоторые из них. Давайте начнем со скрам-команды. Существует 3 звена в скрам-команде. Это Product Owner, это Development Team и Scrum Master. И давайте более подробно поговорим о каждом из этих участников нашей скрам-команды и чем они занимаются. Product Owner управляет бэклогом продукта. Дальше мы с вами более подробненько рассмотрим, что это такое. Но чтобы вы понимали, это просто набор тех требований, которые мы вообще должны реализовать полностью для того, чтобы наш продукт был готов.
Этот бэклог постоянно обновляется, в него добавляются новые какие-то фичи, новые user story, новые требования. Но вот именно Product Owner занимается сбором этих требований и занимается, скажем так, описанием бэклога, уточнением, делает его прозрачным, понятным для команды разработки, которая в дальнейшем именно и будет заниматься реализацией этой функциональности, этой user story. В чистом скраме нет такой позиции, как бизнес-аналитик. То есть, по сути, Product Owner в какой-то степени выполняет задачи бизнес-аналитика. Да, несмотря на то, что в многих аутсорс-компаниях есть такая роль, как бизнес-аналитик, но когда мы говорим про чистый скрам, то такого специалиста, такого отдельного, скажем так, выделения нет. У нас есть Product Owner. То есть основная задача Product Owner — это собрать наш бэклог, привести его в такую форму, чтобы все участники скрам-команды, Development Team, понимали требования, которые они должны реализовать. Также Product Owner приоритизирует выполнение этих задач в нашем, скажем так, бэклоге, чтобы мы понимали, что мы делаем первым, что мы делаем вторым. И, в принципе, это вот такие основные задачи владельца продукта. Следующее звено — это Development Team, либо же команда разработки. Обычно в команду разработки у нас входит порядка 3-9 человек, то есть больше не нужно, больше как бы Scrum нам не советуют включать людей в эту команду разработки. Потому что чем больше у нас людей в команде, тем больше у нас происходит, скажем так, распыление внимания. И в том числе наша команда перестает быть такой гибкой, как она была бы в том случае, если бы эта команда была намного меньше. Что следует выделить в Development Team? То, что это часть нашей Scrum-команды, она самоорганизующаяся. То есть нам не нужен никакой руководитель над нами, который бы говорил нам, что нам нужно делать. То есть все участники команды равнозначно влияют на то, что мы будем делать. Каждый голос участника команды должен быть услышан, и мы самоорганизуемся в результате работы в той или иной итерации, в спринте и вообще во время работы над проектом. Когда мы говорим про кросс-функциональность, это следующий аспект, это значит, что каждый участник команды обладает всеми необходимыми компетенциями для того, чтобы делать вообще все внутри вашей команды. То есть мы не разделяем наших участников команды на разработчиков, на тестировщиков, на аналитиков. То есть мы говорим о том, что в случае, если этому человеку будет необходимо, к примеру, написать код, он его сможет написать, даже несмотря на то, что он тестировщик. Да, конечно, вы сейчас подумаете, что эта картина какая-то идеальная, и мы с вами все равно осуществляем какую-то специфичность, спецификацию, скажем так, людей, которые работают в команде. Да, так оно и есть на самом деле. То есть крайне редко бывает так, что абсолютно все участники в команде обладают абсолютно одинаковыми компетенциями во всех вопросах, связанных, например, с анализом требований, с разработкой, с тестированием. И обычно просто какой-то человек, возьмем того же тестировщика, он выполняет большую часть задач, связанных с тестированием. Но мы должны стремиться к тому, что у нас все-таки в команде должны быть ребята, которые выполняют абсолютно все функции и могут закрыть их в случае, к примеру, если какой-то из участников команды заболеет. То есть такое тоже может быть. То есть это идеальный скрам, чистый скрам. Просто запоминаем для себя, как он должен работать в идеальном мире. И что следует запомнить нам, что здесь есть такое понятие, как коллективная ответственность. То есть, к примеру, если даже ты там тестировщик, то есть ты, по сути, отвечаешь за качество продукта, но мы должны всегда помнить, что за качество продукта отвечает каждый участник в команде. То есть, даже включая законы какой-то простой логики, мы можем сказать, что в принципе, разработчик допустил вероятность того, что у нас в коде, в его реализации появляется какой-то баг. То есть он, по сути, тоже несет ответственность за это качество. Даже несмотря на то, что, к примеру, когда тестировщик у нас пропускает этот баг и не смог его в полной степени найти в нужное время, в нужном месте. Потому что, как мы с вами помним, исчерпывающее тестирование невозможно. И невозможно выпустить продукт, в котором вообще не будет багов. В любом случае, когда-то что-то всплывет. То есть мы должны об этом запомнить, что все несут коллективную ответственность за создание нашего инкремента. Инкремент — это вот эта часть нашей функциональности, плюс все остальные функциональности, которые уже были ранее реализованы. Вот это называется инкремент.
Дальше мы с вами тоже чуть-чуть более подробно об этом поговорим. И есть еще такая роль, как скрам-мастер. То есть это отдельный человек, как его еще называют лидер-слуга. То есть это человек, который фасилитирует работу в команде согласно скраму. То есть он знает абсолютно все насчет скрама, как он должен работать, какие основные этапы у нас есть в скраме, какие церемонии, какие артефакты, помогает нам, обучает нас в случае, если у нас возникают какие-то вопросы, связанные со скрамом, как он должен быть реализован, направляет нас. Но он не участвует в разработке нашего инкремента. Он просто дает нам советы и может подсказать, как нам лучше сделать. Наша задача, как development team, которая, по сути, решает, как мы будем себя вести во время итерации, что мы будем делать, к какому сроку мы это реализуем, как мы оценим те или иные требования, как мы их приоритизируем. Уже после того, когда их приоритизирует, к примеру, Product Owner, он просто помогает нам. То есть Scrum Master фасилитирует работу команды и отвечает за то, чтобы мы работали согласно Scrum, если у нас принят такой процесс в компании. Поэтому, скорее всего, когда вы придете в компанию, к примеру, как новичок, и у вас действительно будет работать все по Scrum, то Скрам-мастер вас научит, обучит, расскажет, как это должно работать, расскажет, как устроены процессы у вас в компании и будет, скажем так, морально вас поддерживать, чтобы у вас не возникали вопросы, связанные именно с функционированием Scrum внутри вашей команды, внутри вашего проекта. Следующий аспект – это события, которые у нас есть в Scrum. Во-первых, давайте поговорим о том, что же такое спринт вообще. Либо вы часто можете слышать такое название, как итерация. Спринт — это некий временной отрезок, примерно 2-4 недели, то есть в среднем, в течение которого у нас создается инкремент продукта, готовый к использованию, то есть который уже полностью соответствует тем требованиям, которые мы берем в работу во время спринта, и которые мы можем с полной уверенностью по окончанию спринта сказать, что они готовы для того, чтобы их использовал наш конечный пользователь, наш заказчик. И у нас существует 4, скажем так, события, которые привязаны к этому спринту. Это, во-первых, планирование спринта, либо же планирование итераций, вы также можете встретить такое название. Это ежедневный скрам, дейлик, стендап, также есть такое название. Есть обзор спринта, спринт-ревью и ретроспектива. Давайте с вами более подробно поговорим про каждую из этих церемоний. Что же такое планирование спринта? Обычно на планировании спринта у нас собирается наша вся скрам-команда, то есть это и Product Owner, и Development Team, и Scrum Master. Проводится она именно в начале нашего спринта, и во время этого планирования мы решаем, каким будет наш инкремент в конце нашего спринта и как организовать нашу работу во время вот этой итерации, чтобы получить готовый инкремент продукта. Дальше мы с вами посмотрим, что такое бэклог, но чтобы вы понимали, то есть во время нашего планирования спринта у нас есть бэклог продукта, где у нас хранятся абсолютно все требования, которые предъявляются к нашему продукту. Но во время вот именно планирования мы выбираем, какие именно требования мы будем реализовывать во время нашего спринта, что мы будем брать в эту итерацию и над чем мы будем работать. Это, скажем так, основная цель вот этого мероприятия. Определить именно уже бэклог спринта из бэклога продукта. Бэклог спринта — это уже набор требований, которые мы реализуем в нашем спринте, в нашей итерации. Также есть такое мероприятие, такая церемония, как ежедневный скрам, либо дейлик его еще называют, дейли скрам. Обычно он проводится раз в день, и на этом дейлике вы говорите о том, что вы сделали за вчерашний день, что вы будете делать сегодня и какие у вас есть препятствия для выполнения цели. То есть, если мы говорим, к примеру, о тестировании, то вчера я писал тест-кейс для такой-то user story, сегодня я буду писать тест-кейс для следующей user story, и какие препятствия для выполнения этой цели. К примеру, мне не совсем ясно, как разработчики будут реализовывать данную user story. Поэтому я хочу сегодня связаться, к примеру, с разработчиком, на которого заассайнено это требование, и выяснить у него, как это будет реализовано, что он будет делать. То есть вот это вы говорите. Если вы не знаете, как избавиться от этого препятствия, к примеру, не знаете, что вам нужно сделать, то команда приходит к вам на помощь и подсказывает, чем мы можем тебе помочь в случае, когда у тебя возникает то или иное препятствие или преграда для реализации твоей цели, к примеру, на сегодня. И так это проходит для каждого члена вашей команды разработки. Они рассказывают
о всех своих работах, запланированных либо проведенных, о проблемах, с которыми они столкнулись. И обычно это занимает порядка 15 минут ежедневно. Для того, чтобы вы просто держали руку на пульсе и знали, над чем вы сейчас работаете. Также к спринту у нас еще относится обзор спринта, либо спринт-ревью, задачей которого является то, что мы, скажем так, подводим итоги того, что было у нас сделано во время нашего спринта. То есть проводим некий такой обзор, что мы реализовали во время этого спринта, все ли задачи у нас были выполнены, все ли user story были закрыты. То есть мы вот на этом, скажем так, обзоре обсуждаем именно это. Также еще стоит отметить, что есть еще такая штука, как демо, либо демонстрация нашего инкремента уже нашему продукт-оунеру, либо заказчику, в зависимости от того, как у вас устроен этот процесс. И не нужно путать тот факт, что на обзоре спринта мы должны показать, как работает этот инкремент, показать эту демонстрацию. Обычно это отдельное мероприятие, которое проходит уже после обзора спринта. И, в принципе, внутри скрама мы это сейчас не будем обсуждать. Как это проходит, вы просто показываете ту или иную user story, демоете ее продукт-оунеру, к примеру, и он говорит: да, действительно все реализовано так, как мы хотели. То есть это вот такие вот небольшие демонстрации. В зависимости от компании это может быть как после обзора спринта, сама эта демонстрация, когда вы показываете абсолютно все user story, которые у вас были реализованы в ходе данной итерации, либо же, к примеру, по степени выполнения всех user story. То есть вы выполнили одну какую-то user story, провели демо. Выполнили вторую user story, выполнили демо. То есть это можно выполнять не одним каким-то мероприятием, а просто по исходу того, когда вы выполняете и делаете ту или иную user story. То есть разрабатываете ее, валидируете во время процесса тестирования и уже потом показываете вашему продукт-оунеру. Надеюсь, что я понятно объяснил, что это такое. И также есть такое мероприятие, как ретроспектива. Опять же, не стоит путать обзор спринта с ретроспективой. Сейчас вы поймете почему. Потому что на ретроспективе у нас основная цель в том, чтобы мы выяснили, опять же, все ли задачи мы выполнили, но по отношению как бы к людям, к команде разработки. И на этой встрече мы выясняем то, что мы могли бы улучшить, исходя из результатов вашей итерации, в которой вы участвовали. То есть вы отвечаете на ряд вопросов. Обычно, как, например, у меня в компании это устроено, или как это было устроено в компании, в которой я работал раньше, у нас существует доска, которая расчерчена на 4, скажем так, столбца. В первом столбце мы пишем, что у нас шло хорошо в спринте. Во втором столбце мы пишем, какие у нас проблемы были в спринте. Дальше мы пишем, как можно улучшить работу, то есть как можно улучшить эти проблемы. Придумываем какие-то экшен-айтемы. И если, к примеру, у нас возникают какие-то идеи уже по ходу ретроспективы, потому что обычно мы все-таки готовимся к ретроспективе и придумываем экшен-айтемы до нее. Вот, если у нас появляются эти идеи уже по ходу нее, то опять же мы добавляем это на доску. Обычно просто клеят какие-то, к примеру, стикеры. Если мы говорим про ретроспективе, когда у нас офлайн, скажем так, присутствуют все участники команды, но ввиду сложившейся ситуации по коронавирусу сейчас мы работаем удаленно, то есть просто шарят экран и прописывают все эти, скажем так, проблемы, либо же какие-то хорошие вещи, которые у нас были, и выбирают некий топ основных таких проблем. Возможно, у некоторых участников команды возникают те же самые проблемы. Если они совпадают, то мы выбираем этот топ и решаем, как мы это сможем улучшить. И придумываем какие-то экшен-айтемы, которые переносятся обязательно в следующую итерацию. И мы должны в эту итерацию улучшить наш процесс так, чтобы решить эту проблему. Назначаются, скажем так, ответственные лица за этот экшен-айтем, и мы также на следующей уже ретроспективе выясняем, действительно ли мы смогли избавиться от этой проблемы, что было сделано. Если не смогли, и эта проблема осталась, к примеру, и она критичная для нас, то мы опять же переносим ее уже в следующую итерацию. И опять же решаем, что мы будем делать, как мы будем работать над этой проблемой. Это, скажем так, основные вот такие 4 церемонии, которые у нас связаны со спринтом. Также я хотел бы обратить ваше внимание на артефакты. Мы с вами сегодня уже много говорили об бэклоге продукта, то есть о тех юзер-сторях, которые мы должны реализовать для того, чтобы наш продукт вышел в свет, скажем так. Абсолютно все юзер-стори, абсолютно все требования, которые есть у наших заказчиков и которые продукт-онер добавил в наш бэклог. Мы с вами чуть дальше посмотрим, как в Jira это реализовано, чтобы у вас уже
перед глазами была картинка, как вы можете это отслеживать. К бэклогу привязана, скажем так, такая церемония, как уточнение бэклога продукта. Product Backlog Refinement. Что же это вообще такое? Основной целью этого мероприятия является уточнение, оценка и упорядочивание элементов в бэклоге продукта. То есть собирается, к примеру, Scrum-команда и Product Owner, и Product Owner представляет вам какие-то новые user story, которые он написал. И если у вас возникают какие-то вопросы, вы чего-то не понимаете, вы задаете вопросы Product Owner, он это объясняет, и в случае, если нужно переработать ту или иную user story, он ее перерабатывает, для того, чтобы вам было ясно и понятно, как эта user story будет реализована. К примеру, у меня в команде на рефайнментах также происходит оценка user story, о которой мы поговорим с вами чуть позже. То есть мы решаем, сколько так называемых story-поинтов мы присваиваем той или иной story. То есть, по сути, это сложность выполнения той или иной user story, но никак не время, которое мы затрачиваем на ее выполнение. Дальше я расскажу вам про такую штуку, как покер-планирование, и вам станет, наверное, немножко понятнее, о чем я сейчас говорю. Также есть такие аспекты, как критерии подготовленности и критерии готовности. Чем они отличаются? Потому что иногда возникает такой вопрос. Мы слышим definition of ready и definition of done. И в русском переводе можно встретить просто критерии готовности. И мы не понимаем вообще, к чему это относится. И давайте сравним, что же такое критерии подготовленности и критерии готовности. Критерии подготовленности у нас фокусируются на уровне бэклога. То есть мы оцениваем user story, который предлагает нам Product Owner, на степень того, насколько мы их понимаем, насколько четко они прописаны. К примеру, нет ли там каких-либо несоответствий согласно свойствам хороших требований, о которых мы с вами говорили на предыдущем уроке по тестированию требований. Сейчас ссылка появится вверху, и вы сможете освежить немножко в памяти, какие у нас есть свойства. То есть они именно направлены на user story, на наш бэклог. И вот эти definition of ready помогает заказчику создавать хорошие написанные пользовательские истории, которые готовы для разработки. Если мы говорим о критериях готовности, definition of done, то они уже фокусируются на уровне спринта или релиза. И они уже относятся непосредственно к оценке степени готовности нашей функциональности. Если, к примеру, критерии подготовленности мы с вами устанавливаем на моменте, скажем так, до планирования итерации, то definition of done мы уже с вами используем на самом планировании итерации, на планировании спринта. И здесь мы выставляем какие-то ключевые точки, по которым мы будем оценивать то, готова та или иная функциональность или нет. То есть наша definition of done помогает проверить работу в соответствии со всеми требованиями проекта, а не только продемонстрировать, что функциональности работают. К примеру, к definition of done можно отнести следующее, что у нас написаны интеграционные тесты, и они все прошли. У нас написаны юнит-тесты, и они все прошли. К примеру, количество критичных багов у нас менее 10%. То есть мы вот выбираем такие критерии готовности продукта, definition of done, которые позволяют нам оценить то, что у нас готов тот или иной участок работы, та или иная функциональность, и мы используем именно критерии готовности в данном случае. Также хотел бы обратить ваше внимание на пользовательские истории. Мы опять же с вами говорили об этом, когда обсуждали с вами анализ требований и тестирование их же. Немножко напомню вам, как они выглядят. То есть пользовательские истории — это, по сути, формулировка намерения, описывающая что-то, что система должна делать для пользователя. То есть в первом приближении это какое-то требование, которое мы должны реализовать. И оно состоит из следующего. Какая-то роль в системе, то есть какая-то роль в системе. Я могу делать что-то для чего-то. Делать что-то — это какая-то функциональность, которая у нас прописана в user story, а для чего-то это какая-то ценность для, скажем так, нашего бизнеса. К примеру, как новый пользователь в системе, я бы хотел купить телефон, чтобы порадовать себя. Скажем, такая вот у нас здесь получилась user story. Они вот так вот описываются, то есть идет вот такой основной statement, и дальше у нас есть acceptance критерии. То
то есть критерии приемки, где мы уже подробненько расписываем, как эта функциональность будет реализована, для того, чтобы мы достигли вот этой ценности для бизнеса. И обычно вот эти вот acceptance критерии, когда мы говорим о тестировании, мы их берем во внимание и тестируем каждый вот этот критерий приемки. Мы должны в наших тест-кейсах описать каждый критерий приемки, если мы говорим о каких-то позитивных сценариях. Ну, также, исходя из этого, мы пишем негативные наши сценарии и можем использовать их, к примеру, для проектирования extended тестов, расширенных тестов, расширенного тестирования. То есть мы берем во внимание acceptance критерии и тестируем точно так же, как и все остальные требования, которые к нам попадают на ревью, согласно свойствам хороших требований, о которых мы с вами уже говорили. Дальше. Что еще хотел бы вам рассказать, это покер-планирование. Как я уже говорил, мы наши user story оцениваем их по сложности. И, скажем так, оцениваем их в таких абстрактных штуках, которые называются story-поинты. Существует несколько способов оценки наших user story. Один из самых популярных – это покер-планирование. Давайте с вами посмотрим, как это выглядит. Есть ряд онлайн-тулов, которые позволяют нам оценивать данные user story. То есть мы создаем такую комнату, где прописываем все user story, которые у нас будут реализованы, которые мы должны оценить, например, к примеру, на iteration planning, либо же, к примеру, на refinement, в зависимости от того, как это устроено у вас в компании. И есть ряд чисел, это так называемый ряд Fibonacci. То есть, чтобы вы понимали, обычно в ряде Fibonacci у нас используются первые два числа, это либо 0, 0, либо 1, 1, к примеру, и следующие числа, которые следуют за первыми двумя числами, они составляют сумму предыдущих двух чисел. И так у нас составляется вот этот ряд Fibonacci. И это уже есть у нас эти story-поинты. Что же такое story-поинты? Это такие абстрактные числа, которые позволяют нам оценить сложность выполнения и реализации нашей сторики, нашего требования, нашего user story. То есть мы получаем какой-то user story, и собирается вся development команда разработки, и они решают, сколько присвоить story-поинтов. Это решение у нас приходит, если мы говорим, к примеру, о команде, которая состоялась на основании нашего предыдущего опыта. К примеру, в прошлую итерацию нам нужно было разработать страницу регистрации, на которую мы потратили такое определенное количество времени. И у нас есть вторая, есть user story, которая появилась в этой итерации. Например, здесь у нас уже прописана функциональность сброса пароля. Здесь у нас прописана, к примеру, функциональность обновления пароля. Функциональность, к примеру, обновления имени вашего аккаунта, вашего логина, к примеру, в системе. И мы с вами сравниваем эти две сторики. То есть первая у нас, к примеру, мы поставили ей один story-point в прошлой итерации, и мы сравниваем, насколько сложнее по сравнению с этой первой стойкой, где мы просто регистрировали систему, вторая, где у нас уже гораздо больше acceptance критериев, и присваиваем им этот story-point. То есть в зависимости от того, какой опыт у разработчика, какой опыт, к примеру, у тестировщика, сколько он работает на проекте, новый человек это или нет, он может выставлять абсолютно разные story-поинты. После этого, когда все участники нашей development-тимы проголосовали, мы смотрим, совпадают ли у нас эти story-поинты, совпадает ли наше видение по сложности и реализации данной стойки. И если у нас возникают какие-то, скажем так, выпадающие значения, например, кто-то проголосовал 1, а кто-то проголосовал 13, к примеру, за этот story-point, мы начинаем обсуждение. И люди объясняют, почему именно они проголосовали так. И в случае, если, к примеру, после этого объяснения у нас совпадают, скажем так, идеи, то есть кто-то кого-то сможет переубедить, что да, действительно, здесь все-таки не один story-point, а 13, мы с вами переголосовываем и опять смотрим, как мы проголосовали. И так для каждой user story. Когда уже большее количество участников команды проголосуют одинаково, равномерно, и не будет вот этих вот сильно выпадающих значений, мы принимаем решение, сколько присваивать story-поинтов той и иной user story. То есть это ни в коем разе не говорит о том, сколько по времени мы должны выполнять ту или иную user story, потому что частенько многие ошибаются, говоря о том, что story-поинты – это привязка ко времени. Нет, это привязка к сложности выполнения той или иной задачи, основанная на каком-то нашем предыдущем опыте. Надеюсь, что я понятно вам объяснил. То есть вот существуют такие способы оценки и присваивания story-поинтов нашей user story. Также, к примеру, некоторые команды используют майки, размеры маек. То есть есть
XS, есть S, есть M, есть L, есть XL. То есть мы можем майками также, к примеру, оценивать сложность выполнения той или иной задачи. Также можно оценивать, к примеру, размером собак. То есть, опять же, есть перечень каких-то собак, например, начиная от чихуахуа и заканчивая тибетским мастифом. То есть у нас есть такой ряд, в котором размер собаки будет отвечать за размер данной user story. То есть тоже такое бывает. И возвращаясь к нашим бэклогам, мы с вами поговорили про бэклог продукта, то есть где у нас сохранятся абсолютно все требования, которые предъявляются к нашему продукту, который мы разрабатываем. Также есть бэклог спринта. Как я уже сказал, мы выбираем, что именно мы будем реализовывать в данном спринте. То есть просто перетягиваем из бэклога продукта сторики в бэклог спринта. Дальше я расскажу вам, как можно рассчитать именно, скажем так, максимальное количество story-поинтов, которые мы можем вместить в наш бэклог спринта. Потому что от этого будет зависеть, сколько мы задач, сколько юзер-сторей мы можем взять на разработку в данную итерацию. Инкремент продукта, как я уже сказал, это все то, что мы разработали до и разработаем в конце данной итерации. То есть никогда не нужно говорить о том, что инкремент продукта – это именно то, что мы разрабатываем в данной конкретной итерации и предоставим заказчику после окончания ее. Инкремент продукта – это все то, что у нас уже было разработано до этой итерации, плюс вот эта часть тех старей, тех функциональностей, которые мы разработаем в данной конкретной итерации. И еще такой аспект – это различные метрики, которые у нас используются, и именно которые как раз-таки регламентируют, сколько, к примеру, задач мы можем взять в ту или иную итерацию, как быстро мы можем их выполнить, и вообще просмотреть в динамике, как у нас изменяется, скажем так, количество задач, которых мы выполняем с течением времени. Итак, первая характеристика, которую я хотел бы вам рассказать, это velocity. Это скорость нашей Scrum-команды. Она рассчитывается как среднее арифметическое значение завершенных story-поинтов в предыдущих спринтах. То есть, к примеру, у нас какая-то новая команда, и мы не знаем velocity, потому что у нас, к примеру, еще не закончилась первая итерация. Поэтому мы берем какое-то определенное количество story-поинтов в данную итерацию, выполняем их и смотрим, сколько мы смогли выполнить. И так с каждой итерацией. И потом, когда у нас уже соберется некоторое количество исторических данных, мы сможем собрать арифметическое значение среднее по этим нескольким итерациям и сказать, что вот у нас, согласно статистике, мы можем, к примеру, брать в итерацию 30 story-поинтов. Ни больше, ни меньше. И мы выставляем вот эту цель. Поэтому мы не можем с вами взять старей в следующую итерацию, к примеру, на том же планировании итерации, больше, чем у нас заложено в скорости. И следующая характеристика – это capacity, либо емкость, количество доступного времени членов команды. Как она рассчитывается? То есть мы сюда просто берем те часы, которые у нас есть в итерацию на каждого конкретного штатного разработчика в нашей development команды. То есть если у нас, к примеру, итерация занимает 10 дней, из которых мы знаем, что у нас 2 дня выходных, мы от 10 отнимаем эти 2 дня выходных, у нас остается 8 дней, и мы знаем, что рабочий день, к примеру, у нас 8 часов. То есть мы 8 умножаем на 8 и получаем цифру 64 часа. То есть это наша емкость, наша capacity на одного разработчика. И эти 64 часа, к примеру, мы перемножаем на общее количество разработчиков в нашей команде. И опять же, это помогает нам при планировании спринта. Опять же, сюда нужно закладывать различные риски, из разряда того, что, к примеру, вот сейчас у нас пандемия, что скорость и емкость, к примеру, могут зависеть от того, что некоторые участники команды могут заболеть. То есть мы на это тоже обращаем внимание. Опять же, емкость может уменьшаться из-за того, что у нас появляются какие-то праздничные дни. Опять же, мы отнимаем от нее эти праздничные дни. То есть все вот это мы закладываем сразу и оцениваем риски до того, как планируем ту или иную итерацию. Обычно этим занимается уже Scrum Master, но просто чтобы вы знали о том, что вот есть такие вот характеристики, как скорость и емкость. И также еще есть две такие метрики, как диаграмма сгорания задач, burn down chart, и накопительная диаграмма потока, cumulative flow diagram. Мы с вами на них немножко посмотрим, когда будем смотреть Jira. Поэтому давайте с вами перейдем к Jira и посмотрим, как это вообще наглядно может выглядеть в бэктрекинге и в системе управления, скажем так, проектами.
Я искренне надеюсь, что у вас уже скачана Jira, точнее, что вы в нее зарегистрировались, так как мы с вами на 10 уроке обсуждали вопросы, связанные с оформлением баг-репортов, и вы уже должны немножко привыкнуть к интерфейсу данного баг-трекинга. Поэтому перейдем сразу к вкладке Backlog. То есть у нас уже создан какой-то проект, и есть Backlog. Я создал чисто гипотетически несколько юзер-старей. То есть это, по сути, наш бэклог продукта, где у нас есть вот несколько старей. Также я создал спринт уже непосредственно, и мы можем спокойно перенаправлять, скажем так, используя drag and drop, наши сторики в наш спринт. И теперь у нас есть в нашем бэклоге спринта 3 user story, которые мы должны выполнить. Мы можем перейти на борду нашего проекта и увидеть, что у нас в статусе to-do есть 2 user story. Я специально для того, чтобы мы с вами наглядно увидели, как их дальше можно перетягивать, перетянул одну из старей уже в статус done. То есть, когда мы, к примеру, уже все разработали, протестировали и показали, к примеру, демо. И наш product owner одобрил то, что да, действительно, эта старя у нас заапрувлена и сделана верно согласно тем требованиям, тем юзер-старям и acceptance критериям, в которые он прописал. Вот так примерно и выглядит наша борда именно в скраме. Конечно, здесь может быть намного больше стейтов, намного больше, скажем так, столбцов, из которых мы можем перетягивать те или иные user story. Также здесь во время нашей разработки могут появляться различные таски, могут появляться баги, которые мы также переносим drag-and-дропом из одного статуса в другой. То есть все это тоже можно наглядно здесь делать, ничего сложного в этом нет. Просто чтобы вы немножко привыкли к тому, как это может выглядеть. И в самой user story у нас есть, как мы с вами видим, story point. То есть когда мы с вами оценили данную user story, мы с вами добавляем эту оценку. Потому что эта оценка в дальнейшем повлияет на различные графики и репорты, для того, чтобы Product Owner, Scrum Master понимал, насколько мы движемся к выполнению цели, успеваем мы или нет, и в дальнейшем мог предложить какие-то корректирующие, скажем так, мероприятия для того, чтобы улучшить нашу работу. И есть еще такая вкладочка, как репорты, и вот здесь как раз-таки есть различного рода аналитические штуки, статистические. В первую очередь вам, возможно, будет интересно посмотреть на Burn Down Chart и Commodity Flow Diagram. Также здесь есть Velocity Chart, то есть как изменяется наш Velocity во время итерации. Есть еще тоже различные графики и репорты, которые позволяют менеджменту оценивать работу команды и как-то влиять на нее в случае, если у нас видны какие-то просадки. Если мы говорим про Burn Down Chart, то здесь у нас просто собирается то количество story-поинтов, которые мы вообще берем в нашу итерацию. То есть мы, к примеру, там заложили 6 story-поинтов, то есть сумма всех story-поинтов в наших юзер-старях составила 6. И у нас есть, скажем так, идеальный наш чарт, как он должен снижаться. То есть вот мы должны постепенно вот так снижать количество story-поинтов и брать их в работу, чтобы все было плавненько. И когда, к примеру, у нас будет выходить что-то за эту линию, то есть мы можем это проанализировать, к примеру, Scrum Master это может проанализировать и предоставить решение менеджменту о том, как это можно улучшить, что на это повлияло, может пообщаться, к примеру, с командой о том, как мы можем это улучшить, из-за чего у нас произошел такой скачок. То есть анализом уже занимается непосредственно сам менеджмент вот этих всех чартов. То есть, к примеру, тестировщик, разработчик, просто для общего развития, для того, чтобы понимать, на каком свете сейчас находится команда, может сюда заходить и смотреть на это. Что касается вот этой кумулятивной флоу-диаграммы, то здесь у нас немножко по-другому это выглядит. То есть, опять же, здесь есть легенда, прописано, сколько у нас сущностей, скажем так, айтемов находится в статусе to-do, сколько айтемов находится в статусе in progress и сколько айтемов в статусе done. То есть, опять же, мы с вами можем за этим всем следить, смотреть, действительно ли мы закончим нашу итерацию вовремя, скажем так, снижается ли количество наших айтемов в статусе to-do, сколько айтемов у нас в статусе done, то есть все это мы можем тоже анализировать, и менеджмент также понимает, действительно ли мы выполняем нашу цель, успеем ли мы в итерацию закрыть все таски, которые у нас запланированы, и как мы можем улучшить наш процесс в
целом для того, чтобы в дальнейшем у нас не возникало таких проблем. Это, пожалуй, все, что я хотел вам рассказать в рамках такого большого, скажем так, овервью, связанного с Agile и, в частности, с Scrum. Я оставлю вам ссылку на Planety Poker, чтобы вы вообще посмотрели, что это за инструмент такой и как он работает. Оставлю вам ссылку на манифест Agile, чтобы вы также ознакомились с ним, прочитали про принципы, прочитали про ценности, которые есть в Agile манифесте. Также скину вам ссылку на Scrum Guide, который вам тоже обязательно нужно прочитать, потому что здесь подробненько расписано о том, что я рассказывал вам сегодня, скажем так, вкратце, плюс есть дополнительные какие-то вещи, на которые я не обращал внимания, так как считаю, что для начинающего тестировщика не нужно прямо очень сильно погружаться в эти моменты, но для общего развития вам нужно это прочитать, потому что это основополагающий документ для того, чтобы внедрять Scrum в вашей компании и соответствовать требованиям, которые у нас прописаны в этом гайде. И также оставлю ссылку на Kanban гайд, про который мы сегодня с вами не говорили. Я с ним никогда не работал, с канбаном, примерно представляю из себя, что это значит. Если вам будет интересно, то могу записать небольшое видео про канбан, но для этого мне нужно тоже подготовиться. Но вы тоже можете это прочитать, то есть здесь так же, как и про Scrum, прописаны все основные аспекты, которые предъявляются к данному фреймворку, поэтому тоже на досуге прочитайте, лишним точно не будет. И в конце нашего занятия хотел бы вас поздравить еще раз с тем, что мы закончили курс «Тестировщик с нуля», и по сути уже сейчас вы можете аплайиться на позиции в различные компании, откликаться, пробовать проходить собеседования, пробовать общаться с рекрутерами, заводить обязательно страничку в LinkedIn, оформлять свое резюме, оформлять сопроводительное письмо. То есть это прекрасное время для вас, чтобы заняться поиском работы. Еще раз советую вам пересмотреть те видео, которые вы не очень хорошо усвоили, попрактиковаться на различных ресурсах, про которые мы с вами говорили в рамках данного курса, попрактиковаться на различных сайтах, то есть просто заходите на сайт, выбираете форму регистрации и тестируете, оформляете тест-кейсы, оформляете чек-листы, оформляете баг-репорт, скачиваете мобильное приложение, тестируете его согласно тем особенностям тестирования мобильных приложений, о которых мы с вами тоже говорили. Находите какие-то баги, задаете мне вопросы, задаете вопросы в наших телеграм-каналах, которые посвящены именно тому, чтобы помочь вам разобраться в тех или иных аспектах тестирования. Можете писать мне в Instagram. Опять же, все ссылки есть как в описании видео, так они сейчас появятся на экране. Не стесняйтесь, общайтесь, изучайте, гуглите, находите ответы на ваши вопросы. И я очень надеюсь, что данный курс, данные уроки действительно помогут вам разобраться в тестировании и найти вашу первую работу. А мы с вами увидимся уже совсем скоро и начнем погружаться в аспекты тестирования более углубленно, научимся пользоваться различным инструментарием, который я использую в работе. Будем общаться, будем получать положительные эмоции, будем развиваться. Это самое главное. И по традиции милости прошу к нашему шалашу. Пока!